Макс Вальтер. Мешок. Книга 3. Я ее нашел, но... Глава 1. Давай дружить. Нулевой форт пал. В тот же вечер к нему устремился целый караван, а ближе к полуночи вспыхнула перестрелка. Новые хозяева добивали остатки старой власти, и это нормально. На то, что происходило вокруг, они не обращали ровным счетом никакого внимания. Но обычному люду тоже было плевать на разборки сильных мира сего. Их терзала жажда обогащения. Руководство форта, в котором мы дали бой тварям, пыталось сдержать рвущихся наружу людей, дабы присвоить себе все те камни, что остались после побоища. Но это было сродни тому, чтобы затыкать пальцем плотину, которая дала течь. В итоге решение приняли правильное, а камней с лихвой хватило на всех. Буферная зона нулей просто сияла их изобилием, словно зеленое небо теплой августовской ночью. В тот же вечер мой счет подрос на 10 тысяч, и это было приятно, хоть и ожидаемо. Однако от халявы я тоже не отказался, и раз уж до полуночи было еще далеко, решил пробежаться по территории. Но халявой это являлось только на первый взгляд. Зато человеческая суть раскрылась во всей своей красе. Конфликты вспыхивали постоянно, а разбитые носы и выбитые зубы считались легко отделался. Как бы ни вышло так, что люди сами унесут больше жизни, чем твари. Хотя чему здесь удивляться? Взять хотя бы изобретение такого страшного оружия, как атомная бомба. Казалось бы, один заряд способен стереть с лица земли целый город. Но по статистике обыкновенный кухонный нож забрал гораздо больше жизней. Одна поговорка «убивает не оружие, убивает человек» уже говорит о нашей природе все. Однако мне удалось в первый вечер утяжелить свой рюкзак на 20 с лишним килограмм, при учете, что каждый камень весит ровно 10 грамм. Прибыль вышла вполне себе приятной. В итоге мой счет в данный момент выглядел более чем внушительно. Шутка ли, 16 с лишним тысяч камней? Да по местным меркам я сейчас снова вернул свой статус мажора. На фонтанах я появлялся каждую ночь, и каждый раз я испытывал невероятный каскад эмоций, будто играю в лотерею. А очередной билет вот-вот даст тот самый вожделенный баснословный джекпот. Но все было тщетно до сегодняшней ночи. Ольга была так близко, что я не мог в это поверить. И вот теперь передо мной стоят две твари. Даже интересно, на что они надеялись, вставая у меня на пути в этот момент. Короткая очередь превратила в фарш морду первого, но все же в скорости я сильно проигрывал. Второй синий успел метнуться вперед и сбить меня с ног. Резко убираю голову, и шипастый набалдажник хвоста выбивает каменную крошку рядом с ухом. А лапа с выпущенными когтями уже летит прямо в горло. Вот только автомат все еще находится в моих руках. Очередь на весь оставшийся магазин превращает в фарш его внутренности, а монстр с грустным воем заваливается на бок, так и не закончив свой смертоносный выпад. Скинув его с себя, я судорожно осматриваюсь вокруг. «Ольга, где же ты?» Площадь представляет собой пространство, запертое старинными зданиями со всех сторон. Даже элементарного прохода между ними нету, хотя всегда можно воспользоваться окнами и выпрыгнуть на противоположную улицу. Вопрос лишь в том, какой именно корпус выбрала она. Как я почувствовал дыхание на затылке, не знаю. Я упал на землю, одновременно поворачиваясь лицом к опасности, и вдавил спуск. Банка тушенки, что лежала в рюкзаке, больно врезалась в позвоночник. Но это было ничто по сравнению с тем, как могла оборваться моя жизнь. Этого прозрачного я успокоил, но насколько подсказывает мне память, их было двое. Бинокль глазам. Осматриваюсь вокруг. Стоп! Какое-то пятно мелькнуло в окне второго этажа. В здании напротив входа на площадь. Кто там? Очередная тварь? Или моя Ольга? Но почему она сбежала? Она что, не узнала меня? Но ведь я кричал, я назвал свое имя. В любом случае стоит проверить. Журчание фонтанов в ночной тишине разносилось по всей площади. Разноцветные фонарики подсвечивали струи в разные цвета, делая это зрелище невероятным. Но мне было плевать на красоту. Осторожно ступая, я направился к зданию, где заметил движение. Огромная, тяжелая дверь со скрипом отворилась, пропуская меня в темное нутро. Интересно, для кого такие делали? Она выше моего роста раза в 2,5. Старинная мода.
Внутри царила пустота, навевая ощущение заброшенности и безнадеги. Фонарик выхватил из темноты широкий лестничный марш. Когда-то здесь царила красота, лоск, а роскошь интерьера радовала глаз хозяина. Но пришел Советский Союз, и кто-то решил, что желтый квадратный кафель и голубая краска на балясинах и стенах выглядит лучше. От времени плитка отлетела в некоторых местах, и сейчас предательски хрустела под рифлеными подошвами ботинок. Осматривать первый этаж не было ни сил, ни желания, и я сразу же шагнул на лестницу. Наверху было также пусто. Никакой мебели, наполовину разобранный паркет. Даже двери в некоторых проемах отсутствовали. Так, и куда мне? Вроде как движение было справа. Достаю бинокль и на всякий случай осматриваюсь. Нет, стены не пропускают тепло человеческого тела. Только прозрачных тварей удается рассмотреть даже сквозь толстый бетон. Но этот эффект никто не может объяснить. Ведь, по идее, инфракрасное излучение должно в них полностью гаситься. Однако что-то с ними не так. Хоть видно их намного хуже, но все же. В том здании точно находился человек. В противном случае я бы давно заметил опасность. Направление все же выбрал вправо. Длинный коридор с дверьми по обеим сторонам, и осматривать приходится каждую. Атмосфера, конечно, та еще. Напряжение такое, что от меня можно свободно телефон зарядить. Под тонкими струйками катится по спине. А все от того, что я не понимаю, чего ждать. Ведь выскочить на меня может что угодно. Тварь, человек, возможно, даже Ольга. Но как среагировать? Как понять, когда нужно нажимать на крючок, а когда нет? Плюс само ожидание встречи подкидывает волнение. Так, стоп, лучше бы мне успокоиться. Какой-то шорох за спиной заставил меня вздрогнуть. Резко оборачиваюсь. Нет, пусто. Но что это было? Тварь или человек? Оставляю непроверенный коридор в покое и решаю вернуться назад. Какая-то пустая банка предательски попала под ногу и с грохотом покатилась по щербатому паркетному полу. Прижимаюсь спиной к стене и тяжело дышу. Нет, так дело не пойдет. Сердце того и гляди выпрыгнет из груди. Нужно успокоиться. Из чего вдруг меня так колбасит? Не в первый же раз здание осматриваю. Хотя в те моменты все было понятно. Или ты, или тебя. Еще раз подношу к глазам бинокль. Знаю, что тварей нет. Но лишним точно не будет. 3 выстрела сверху заставили меня присесть, а после этого я без оглядки рванул к лестнице. Перепрыгнув через 2 ступеньки, я все же притормозил и, вскинув дробовик, глазам осмотрелся. Нет, никого. Но ведь кто-то стрелял. Осторожно ступаю. Вначале на ребро стопы и только затем переношу вес на всю ногу. Расположение комнат точно такое, как и на 2 предыдущих этажах. Вот только куда идти? Снова этот идиотский выбор. Ладно, просто буду чаще оборачиваться. Выбираю правый коридор, стараюсь идти как можно тише, быстро заглядывая в каждый дверной проем. Пока никого. Тишина давит и кажется звенящей. Лишь журчание фонтанов доносится снаружи через разбитые окна. «Лапы подними». Вкрадчивый женский шепот со спины заставил в очередной раз вздрогнуть. «Ольга, это я, Матвей, не стреляй!» Дрожащим голосом говорю я и медленно поворачиваюсь. «Какой нахер Матвей?» С непониманием всматривается она в мое лицо. «Я тебя знаю?» «Ну, да», — опешил я от такого вопроса. «Ты что, не узнаешь меня?» «Рот захлопни», — прошипела она, продолжая внимательно меня рассматривать. «Ты чё за мной ходишь?» «Как?» — снова удивился я. «Это же я!» «Да-да, я поняла уже, Матвей, кажется», — уточнила Ольга. «Ходишь за мной зачем?» «Я теперь даже и не знаю», — пробормотал я. «Вообще-то мы пожениться собирались». «С кем? С тобой, что ли?» — усмехнулась она. «Не смеши мои коленки, ты же урод». «Спасибо», — ухмыльнулся я. «Именно так ты меня и назвала при нашей первой встрече». «Ну и все тогда, давай, вали отсюда», — махнула она стволом пистолета, который до сих пор смотрел мне в лицо. «Давай, двигай, у меня здесь еще дела». «Какие?» — на всякий случай спросил я. «Тебя не касается», — огрызнулась Ольга. Но на ее лице отразилось недоумение от этого вопроса. «Не помнишь, да?» — усмехнулся я, уже догадавшись, что же с ней такое случилось. «Тебе что надо?» — сузила она глаза. «Вали давай, пока я в тебе дырок не наделала». «Ведь ты здесь кого-то ждешь, так?» Даже не подумал уходить я. «Ты просто не помнишь, кого».
«Это тебя не касается, отвали!» Уже менее уверенно произнесла она. «Может, опустишь ствол и дашь тебе показать кое-что?» Сделал я еще одну попытку. Медленно. Все же завладел я ее интересом. «Не вздумай делать глупостей». Я одной рукой не спеша извлек свой телефон, разблокировал, быстро отыскал совместное фото и повернул экраном к ее лицу. «Это мы в Москве», – произнес я. «И таких у меня много, можешь сама посмотреть». На лице Ольги отразилось удивление, затем смятение, страх, непонимание и неуверенность. Эмоции так быстро сменяли друг друга и были настолько яркие, что их невозможно было не заметить. «И что все это значит?» – кивнула она в сторону трубки. «Я тебе могу таких миллион наделать». «Таких нет», – покачал я головой. «Ты здесь подобных видов не найдешь. Позволь мне помочь тебе». «Я сказала, отвали от меня!» – крикнула она. И вдруг, закатив глаза, рухнула на пол, а из носа потекла кровь. Я сорвался с места и припал перед ней на колено. Стук по щекам ничего не дал, и я полез в карман за портсигаром, чтобы дать ей микс. Не успел я оторвать краешек от трубочки, как она открыла глаза и уставилась на меня недоуменным взглядом, а затем быстро отползла в сторону, снова направив меня пистолет. «Ты еще здесь?» – сухо спросила она и вытерла кровь рукавом. «Я тебе сказала, чтобы ты отвалил». «Да успокойся ты, наконец!» – рявкнул я. «Не собираюсь я тебе ничего делать. Дай помочь, мать твою. Я тебя год ищу. В жопу эту за тобой приперся. Даже со счету сбился, сколько раз чуть не сдох». «Все?» – с кривой ухмылкой спросила она. «Все», – буркнул я и сел на пол напротив нее, оперевшись спиной о стену. «И что дальше?» Она еще раз вытерла кровь, но пистолет опустила. «Не знаю», – пожал я плечами. «Нашел вот». «Дай еще раз фотки посмотреть». Протянула она руку, и я передал ей телефон. Она смотрела молча. Пару раз усмехнулась, видимо, попав на что-то комичное. «Я здесь вроде счастливая», – сказала она, шмыгнув носом. «Но совсем ничего не помню». «Давно это с тобой?» – спросил я. «Неделя, может, 2», – пожала она плечами. «Я очнулась такой здесь, в подвале. Ничего не соображала. Свое имя только по карточке пластиковой узнала. Помню, что опасно везде, и что днем на улицу нельзя. Но кто я и что здесь делаю?» «Понятно», – кивнул я. «Видимо, побочка от черного камня». «Чего?» – поморщилась она. «Какого еще черного? Таких не бывает». «Ладно», – пожал я плечами. «Есть хочешь?» «Так, предупреждаю один раз». Ольга окончательно вернула самообладание. «Будешь свои яйца подкатывать, я в тебе дырок наделаю, понял?» «Да понял я, понял». Поднял я руки вверх и улыбнулся. «Чё ты лыбишься?» – нахмурилась она. «Я тебя предупредила. Мне насрать, что мы там собирались и кем были друг другу. Я тебя вижу первый раз». «Ты красивая, когда злишься». Выдал я самую банальную фразу, что только можно было придумать. «Придурок», – фыркнула та, но все же улыбнулась. «Думаешь, на эту хрень еще кто-нибудь ведется? Ты вроде еду предлагал». «Да, сейчас». Засуетился я и снова увидел ствол, направленный в мою сторону. «Да успокойся ты уже. Мне нужно в рюкзак попасть. Или ты думаешь, я сейчас пальцами щелкну, и из воздуха тушенка появится?» «А ты не умничай», — сухо произнесла она. «Понятия не имею, что там у тебя на уме». Я скинул рюкзак и, вжикнув молнией, сунул в его нутро руку. Пошарив там, нащупал продолговатую банку, выудил ее наружу и протянул Ольге. «А поухаживать?» — с язвой в голосе поинтересовалась она. «Ничего, если я нож достану. В тон есть?» — спросил я. «Не очень хочется лишних отверстий в голове». «Если глупостей делать не будешь?» — пожала она плечами и, улыбнувшись, убрала ствол. «Давай, открывай уже». Я хлопком ладони по рукоятке пробил крышку и, быстро работая ножом, вскрыл банку. Ольга в это время извлекла из своего рюкзака ложку и с жадностью накинулась на угощение. Мне оставалось только наблюдать за ней. Она действительно изменилась. Нет, внешне она все так же красива. Конечно, кто-то может считать иначе, но для меня Джульетта. Изменился характер, не сильно. Она всегда была острой на язык и часто говорила людям то, что думает. Но сейчас Ольга казалась более жесткой, более решительной. А с другой стороны, чего я хотел? Мешок из любого хлюпика сделает мужчину. А если нет, то переработает, перемелет и оставит кучкой обглоданных костей на обочине. А раз она выжила, протянула столько,
Значит, должна была стать жестче. Нет, это не минус. В моих глазах она все та же заботливая, любящая женщина, от прикосновения которой внутри вспыхивает пожар. Движения все те же, слегка небрежные, но от этого не менее женственные. Бесята в глазах, легкая улыбка собственным мыслям. Все осталось прежним. И в то же время она изменилась. Сейчас в ней чувствуется сила, уверенность. А как она выхватывает пистолет? Будто родилась с ним. Четко, быстро, ствол держит ровно. И сомневаюсь, что рука дрогнет, когда придется надавить на спуск. «Чё вылупился?» – спросила она после того, как прикончила банку тушенки. «Понравилось», – ухмыльнулся я. «Угу, губу закатай», – изобразила она презрительную улыбку. «Ну чего, планы какие? Как будешь меня спасать?» «Пока не решил», – пожал я плечами. «Есть у меня один знакомый, очень качественные миксы составляет». «Пробовала я», – отмахнулась Ольга. «Никакого эффекта». «То есть ты знаешь, что такое микс, умеешь пользоваться оружием, но не помнишь ни меня, ни себя?» – удивился я. «А ты что, доктор?» – усмехнулась она. «Я понятия не имею, как это работает. Вначале я даже про миксы твои ничего не знала. Затем уже, когда стала вещи свои осматривать, поняла, что и для чего нужно. Ну а в остальном ты прав, ничего не помню». «Ну, значит, не все потеряно», – улыбнулся я. «Вправим мы твои мозги на место». «Кто это мы?» – тут же заволновалась она. «С тобой еще кто-то есть?» «Да это я образно», – смутился я. «Имею в виду нас с тобой». «Так, Матвей, да?» И я подтвердил кивком, что она все правильно запомнила. «Значит, слушай сюда и запоминай. Никаких мы нет и быть не может. Все, точка, уясни это и не беси меня». «Ладно, ладно, хорошо». Поднял я руки, мол, сдаюсь. «Ну, вот и славно», – кивнула Ольга. «Давай, пошли к твоему знакомому. Может, он действительно чего дельного скажет». Я подобрался, закинул на плечи рюкзак и направился к лестнице. Ольга двинулась следом. Хоть все и получилось совсем не так, как я себе представлял, но я ее нашел. Остальное уже не важно. Даже если она меня так и не вспомнит, ничего, однажды я ее уже добился. Значит, смогу это повторить. Да, пусть это будет сложнее, мне не страшно. Главное, что она жива, что она со мной рядом. Мы спустились по лестнице, и прежде чем выйти на улицу, я вначале осмотрелся в бинокль. Никого. Видимо, последняя из прозрачных тварей решила свалить. Дверь со скрипом отворилась, и мы выбрались под мелкий противный бесконечный дождь. Вот прав был бес, здесь ко многому можно привыкнуть. Некоторые вещи просто перетерпеть. Но это мерзкая погода. Площадь фонтанов пересекли спокойно и уже почти выбрались на перпендикулярно идущий проспект, когда наш путь преградил кортеж из 3 черных крузаков. Задняя дверь центральной машины распахнулась, и я нисколько не удивился, когда увидел улыбающуюся рожу Хана. Ольга среагировала мгновенно, наставив на него ствол своего пистолета. Странно, но другого оружия у нее при себе не было. Может, потеряла, а может, всегда пользовалась только таким. «Тихо, метла!» Не стирая улыбку со своего лица, произнес тот. «Давайте, запрыгивайте скорее, дело есть». «Это кто?» Удивленно посмотрела на меня Ольга. «Он нам поможет». Немного подумав, ответил я и, выдержав паузу, добавил. «Наверное». «Вас долго ждать?» Нервно поинтересовался будущий новый босс нулевых. «Давайте, пошевеливайтесь уже, время уходит». Глава 2. Курьер. Кортеж быстро докатил до нулей, а я наконец-то увидел этот легендарный форт. В данный момент его состояние выглядело плачевно. Ведь атака, которая смяла его оборону, имела невероятный масштаб и силу. Стена в нескольких местах была разрушена до основания. Я смотрел на это и не мог поверить. С какой же силой в нее били, чтобы разобрать до такого состояния? В зданиях, что прилегали к стене, выбиты окна, а в одном месте, кажется, даже был пожар. Об этом свидетельствовало черное пятно, которое поднималось снизу до самого карниза крыши. «Скоро все это восстановят», — отмахнулся хан, проследив за моим взглядом. «Зачем мы здесь?» — спросила Ольга. «Ты мне не нравишься». «Что с твоей подружкой?» — кивнул тот в сторону переднего сиденья, где она сейчас сидела. «Похоже, память напрочь отбила», — ответил я. «На самом деле, зачем мы здесь?» «Мне нужна ваша услуга», — немного помолчав, ответил тот и переключил внимание на водителя.
Почему стоим?» «Там сейчас миксер раствор разгружает», — ответил он. «Пара минут еще, он прямо напротив ворот стал». «Идиоты!» – раздраженно бросил Хан и снова переключился на нас с Ольгой. «Короче, вам нужно кое-что привезти». «Из чего ты взял, что нам это интересно?» – обернулась метла. «Потому что я вам за это заплачу», – пожал плечами тот. «Здесь сможете подобрать команду и все необходимое. В оплату это входить не будет». «Что нужно доставить?» Я все же проявил интерес, потому как в этом форте наверняка можно заполучить что-то ценное. «Скорее кого?» – усмехнулся Хан. «Бумаги я тебе передам, доступ к данным тоже получишь». «Почему мы?» – никак не хотела униматься Ольга. «Потому что вы упрямые», – натянул на лицо свою вежливую улыбку тот. «Ну и вам самим это надо». «Ты можешь говорить более детально?» – поморщился я. «Что у вас всех за привычка такая, сплошные намеки?» «Потерпи, сейчас внутрь въедем, я тебе все объясню», – покачал головой Хан. В этот момент ворота медленно поползли в сторону. Машины втянулись внутрь и остановились у здания, где в моем обычном мире работает президент. Хан покинул автомобиль, ну и мы, естественно, следом за ним, и вскоре проследовали как раз в кабинет главы государства. Я нисколько не удивился, когда наш наниматель занял кресло за столом, а нас усадил подле него. «Значит, смотрите». Он бросил тонкую папку с надписью «Дело» и перечеркнувший ее по диагонали красной полосой совершенно секретно. «Этот парень охотник, но не совсем обычный. Он ходит за редкими камнями», уточнил я, уже догадываясь, кто наша цель. «Именно так», подтвердил кивком Хан. «После смены руководства он пропал. Никто не знает, куда и почему. Последний раз его видели у -3 на 251. Если он жив, вам нужно его доставить сюда. Я заплачу 20 000. Каждому». Тут же с улыбкой вставила свое слово Ольга. «Не многовато будет», — улыбнулся тот. «В самый раз», — пожала плечами она. «Не хочешь? Ищи сам». 30 на двоих. И это последнее слово. Немного подумав, внес поправку Хан. «По 5 кусков предоплата», — оговорила дополнительные условия метла. «И оборудование в стоимость не входит». «Идет», — согласился наниматель. «А если мы свалим?» — уточнил я. «Почему ты вдруг решил, что нам можно доверять?» «Куда вы свалите?» — усмехнулся тот. «По-моему, мы это уже проходили, нет?» «Если все обстоит именно так, как ты говоришь, то он может иметь коричневые камни, так?» Провел я логическую цепочку. «Я тебя услышал», — кивнул Хан. «Возможно, так и есть. И парень спрыгнул в нормальный мир, но я считаю, что он все еще здесь. Тебе подобные эксперименты ставить не советую, если не хочешь, чтобы твоя подружка превратилась в слюнявую идиотку». «Я ему не подружка», — уточнила момент Ольга. «Из чего ты взял, что я...» «Ты применила черную пыль», — перебил ее я. «Последствия уже налицо, и неизвестно, как они повлияют во время перехода. Если что, там миксов нет, а врачи вряд ли сообразят, что с тобой не так». «Я бы на твоем месте прислушался», — кивнул ей в мою сторону Хан. «Короче, у вас месяц». «Эй, ни о каких сроках мы не договаривались», — тут же возмутилась Ольга. «Значит, договариваемся сейчас», — улыбнулся тот. «Не уложитесь в срок, буду минусовать из премии по 100 в день. Как только закончится оговоренная цифра, включая предоплату, контракт буду считать расторгнутым». «Но если он ушел в другой мир, тогда мы никак не сможем его найти», — усмехнулся я. «Ты ставишь нереальные условия». «Если он ушел, в чем я очень сильно сомневаюсь, тогда с вас доказательства», — спокойно подкорректировал условия Хан. «В этом случае получите оплату в полном объеме». «Я согласен», — выдержав паузу, ответил я и посмотрел на Ольгу. «Меня устраивает», — пожала она плечами. «Ну вот и славно», — улыбнулся Хан. «Надеюсь о том, что распространять эту информацию не стоит. Говорить не нужно». «Ты за кого нас принимаешь?» — округлила глаза метла. «Давай, показывай свои закрома». «Список подготовите», — усмехнулся тот. «День проведете здесь, а к вечеру вам все предоставят. Машины довезут вас до начальной точки, а там вы сами по себе». На этом переговоры были окончены, но не совсем.
Меня волновал еще один вопрос, и я собирался пробить о нем информацию. «Ты как-то говорил об особых миксах», – поинтересовался я. «Где можно такой достать?» «Ты хоть представляешь себе стоимость подобного товара?» Приподняв одну бровь, поинтересовался хан. «Зачем тебе? Хотя, что я спрашиваю, понятно же для кого». «Так что с ними?» – переспросил я. «Где можно такое достать?» «Для начала на него нужны ингредиенты», – откинувшись на спинку кресла, ответил тот. «А с ними в данный момент проблема, как ты уже понял». «Ладно, разберусь», – немного подумав, ответил я. У меня внезапно появился собственный план на этот счет. «Хочешь, чтобы их составил аутист в 360-м?» С ухмылкой уточнил хан, заставив при этом меня понервничать. «Откуда ты? Хотя и так все понятно». Расслабился я, осознав, кто на самом деле является крышей того человека, что вырубил меня когда-то прямо в кровати. «Я не против», — улыбнулся тот. «Но в начале дела, если сможете получить с этого собственную выгоду, молодцы. С тобой приятно иметь дело». Улыбнулся я и протянул руку, чтобы окончательно скрепить сделку. «Только если работать честно», — серьезно посмотрел мне в глаза хан. «Надеюсь, мы договорились?» Неплохой мужик по факту оказался этот хан. По крайней мере, пока мы представляем для него интерес. Но и это уже хорошо. С одной стороны, то, что он нам предлагает, это невероятно щедро. Да и само по себе знакомство с подобным человеком позволяет открывать любые двери. С другой стороны, будь дело простым, он вряд ли заплатил бы за него такую сумму. Да и скорее всего просто отправил бы туда своих людей. Хотя, возможно, что у них сейчас своих дел хватает. Ведь наверняка от старой власти еще очень много осколков, которые разбросаны по всему мешку. Ладно, пока удача снова мне улыбнулась. И это очередной плюс в мой карман. Если удастся раздобыть нужные камни, вылечить Ольгу и свалить из этого проклятого места, то почему нет? По сути, это задание приведет нас именно к такому результату. Но я на подобный исход очень сильно надеюсь. Даже если хан нас использует, пересечение интересов очень плотно, и нужно быть полным идиотом, чтобы не воспользоваться этим. Лично я обязательно так и поступил бы. «Чего молчишь?» – вывела меня из раздумий Ольга. «Думаешь, не кинет?» До сего момента он работал честно. Пожал я плечами. «Он мне не нравится». Немного подумав, сказала она. «Скользкий какой-то. Есть подозрение, что он попытается нас убрать после того, как мы все сделаем. Слишком легко согласился на наши условия». «Сомневаюсь», – покачал я головой. «У него планы на моего отца». «А кто твой отец?» Остановилась та и с подозрением посмотрела на меня. «Очень богатый человек», – усмехнулся я. «Но не здесь, в нормальном мире. Когда мы туда вернемся?» «Я не собираюсь возвращаться», – перебила меня она. «Почему?» – удивился я. «Не помню», – пожала она плечами. «Просто чувствую, что не хочу обратно». «Ладно», – пожал я плечами и на время закрыл этот вопрос. Я, конечно, списал все это на потерю памяти и на стресс. Но о каких решениях подобного характера сейчас может идти речь, если она даже имени своего не помнит? Как оказалось, зря. Но об этом узнал намного позже. Нас проводили в соседнее здание, из которого в Кремле устроили живой блок. Здесь когда-то квартировали гости нулевого форта. Ну а кем являлись люди, что имели возможность остановиться здесь на день? Говорить не имеет смысла. Соответственно, и комнаты были обставлены так, что в любом другом форте за сутки в них просили бы не менее 1000 камней. Здесь и собственный санузел, и гостиная, и даже спальня с шикарной огромной кроватью. «Это чё, прикол такой?» Повернулась к сопровождающему нас человеку Ольга. И как мне показалось в ярости. «Что не так?» Совершенно флегматично спросил тот. «Я с ним спать не собираюсь». Ткнула она меня пальцем в грудь. «Здесь 2 комнаты», спокойно уточнил тот. «Можешь лечь на диван, мне насрать». С этими словами он развернулся и вышел, а мы остались наедине. Вот только на этот раз я не испытывал от нашего соседства никакого удовольствия. Скорее наоборот, некое неудобство и скованность. Просто не знал, как реагировать на ситуацию. Да что я несу? Было очень обидно. Я столько сил и времени потратил на ее поиск. Могла бы хоть спасибо сказать. Так нет же. При каждом удобном случае прямым текстом бросает в лицо то,
что мы не вместе, и даже речи о таком быть не может. Если так дело пойдет дальше, я стану ее ненавидеть. Чего встал? Резко одернула меня она. Список нужно составить. Составляй, сухо бросил я. Ты же у нас самостоятельная девочка. Ольга зло глянула на меня, но спорить не стала. Вырвала лист из перекидного календаря и уселась за журнальный столик. На меня прицел с тепловизором впиши, кратность 1,4 и 2 комплекта одежды. Попросил я и пошел наливать воду в ванную, которая оказалась еще и с гидромассажем. «Сам нацарапаешь», — огрызнулась она из гостиной. «Я писать не умею, бабушка в детстве не научила». Вернул я ей шпильку. «Не мои проблемы», — прилетел тихий ответ. Никогда не думал, что девушка, которую я люблю больше собственной жизни, станет меня так бесить. А меня просто трясло от ярости. Хотелось выйти к ней и высказать все, что думаю, все, что накопилось. Но я сдерживался, понимал, что она сейчас не виновата в этом. Странная штука эта память. Вот все говорят, что любовь в душе, в сердце. Но что по факту получается? Она у нас в головах? Стоило потерять воспоминания о нашем счастье, как тут же все чувства ушли. Что же делать? Она меня совсем к себе не подпускает. Свернулась в клубок, выпустила иголки, и хоть ты тресни. Но ведь однажды я обжегся о ее лед и смог завоевать. В конце концов, я знаю ее лучше, чем кто бы то ни было. Ладно, хрен с ней, пусть выкаблучивается. Будем решать проблемы по мере их поступления. Я влез в ванну и запустил компрессор. Тугие струи теплой воды ударили в поясницу и область шеи. О боже, как же я соскучился по всему этому. Когда ежедневно имеешь возможность воспользоваться любыми благами цивилизации, то это перестает радовать, становится скучной обыденностью. Но стоило на какое-то время утратить подобное, как вновь захотелось вернуться, окунуться в шикарную жизнь без забот. Нет, у меня и там имелись дела, даже проблемы. Но все они сейчас казались таким мизером в сравнении с тем, что я пережил за время поиска Ольги. Меня били, угрожали. Несколько раз смерть проходила в миллиметре от моей шкуры, но у меня была цель. А что в итоге? Вместо того, чтобы обрести свободу, я воткнулся в очередную преграду. И вот ведь странно. Никогда не задавался этим вопросом, но блин, почему я? За что? Я ничего плохого не делал в прошлой жизни. Всегда подавал милостыню, не употреблял наркоту, хорошо учился и уважал родителей. Так за что меня так наказывает судьба? «Ты долго там киснуть собираешься?» Трижды ударив в дверь, спросила Ольга. «Я и не стесняюсь, можешь присоединиться», с улыбкой бросил я. «Ага, бегу, аж волосы назад», прилетел ответ, наполненный язвой. «Мне тоже помыться нужно, давай шустрее там». «А ты чего раскомандовалась-то вообще?» Не сдержался и огрызнулся я. «Ты мне не жена, в конце концов, потерпишь». «И слава богу», услышал я ее бормотание. Видимо, на упрек о штампе в паспорте. Настроение вконец испортилось, и погасив компрессор, я решил приступить к банным процедурам. Но стоило увидеть воду, которая после моего получасового отмокания в ванной стала почти черной, даже ужаснулся. Мыться в таком пропало всякое желание. Спустив это болото в канализацию, которая, надеюсь, тут имела место быть, я задернул шторку и включил душ. Выбрался я из санузла спустя минут 40. Распаренный, розовый, счастливый и совершенно без сил. Свои вещи я закинул в стиральную машину и даже порошок засыпал. Только включать не стал. Пусть Ольга свои добавит, все разом постираем. «Вещи свои в машинку закинь», усталым голосом предупредил я. «Можешь запустить, если не сложно, я все подготовил». «Хорошо», на этот раз совершенно спокойно ответила она. Я посмотрел на лист бумаги, на котором она набросала список, и невольно улыбнулся. Мою просьбу она все же исполнила и внесла в список прицел и одежду. Про себя она тоже не забыла и запросила почти то же самое оружие, что было у меня. Уж не знаю, собственные ли у нее предпочтения по этому поводу, или просто не знает, что еще можно попросить. Вскоре из ванны донеслись стоны, означающие, что девушка впала в блаженство. Видимо, она догадалась включить компрессор и воспользоваться гидромассажем. Другого объяснения этим звукам я найти не мог. Меня так сильно развезло после душа, что я даже не заметил, как вырубился, а спал настолько крепко, что не услышал, как Ольга вышла из ванной. Не заметил я и того, как она села в кресло напротив, подобрав под себя ноги, и долго смотрела на меня.
Через какое-то время она вновь потеряла сознание и, очнувшись, побежала умываться. Всего этого я не видел, но когда проснулся, то с удивлением заметил, что сплю под одеялом, и это снова вызвало улыбку. Радовало еще и то, что пробудился я первым. И тут же решил воспользоваться ситуацией, чтобы порадовать ее, а заодно проверить реакцию. Выскочив в коридор, я поспешил вниз, чтобы отыскать кофе и сигареты. Это была ее слабость, а заодно замещала завтрак. Дальше в течение оставшегося дня она больше не курила, и это всегда казалось мне очень странным. Выскочив на улицу, я застал двух водителей, которые спокойно пускали дымок на крыльце здания напротив. Уточнив у них, где мне раздобыть желаемое, моментально получил ответ и прямо в халате направился к общей столовой. Ну и, конечно, не забыл предварительно стрельнуть у них сигарету. Когда я вернулся в номер, Ольга уже сидела в кресле с заспанным лицом и взъерошенными волосами. «Где был?» Совсем без интереса хриплым голосом спросила она. «Завтрак тебе принес». Протянул я ей кружку с кофе и сигарету. Она хмыкнула, приняла угощение и сделала первый глоток горького напитка. Сахар она в него никогда не добавляла, мотивируя это тем, что он изначально считается горьким. Так зачем мудрить и что-то менять? Я с любопытством наблюдал за ее реакцией. Было очень интересно, навеет ли подобное хоть что-нибудь. Через несколько глотков она автоматически вставила в губы табачный цилиндрик и чиркнула зажигалкой, которую я протянул, выудив из рюкзака. Девушка сделала первую затяжку и закатила глаза от удовольствия. «Боже, как давно я не...» Договорить она не успела, потому что прямо на моих глазах потеряла сознание. Из носа потекла струйка крови, рука выпустила бокал, и он упал, разливая кофе по светлому ковролину. «Ольга!» Тут же подхватился я и принялся приводить ее в чувство. Постучал по щекам, растер ладонями уши, сбегал в ванную и, принеся кружку холодной воды, побрызгал ей на лицо. Через некоторое время она с трудом разлепила веки, осмотрелась вокруг, после чего поднесла пальцы к носу и взглянула на кровь. «Твою мать!» – пробормотала она. «Опять?» «Похоже, такое происходит каждый раз, когда ты что-то вспоминаешь», – произнес я и протянул ей влажное полотенце. «Хреново», – буркнула она из-под него, запрокинув голову и вытирая кровь. «Не хотелось бы, чтобы такое произошло в ненужный момент». «Мы разберемся», – уверенно произнес я. «Просто нужно добраться до -8 на 360. Я уверен, что там нам помогут». «Посмотрим», – кивнула она. «Ладно, давай собираться. Время». Не успела она договорить, как в дверь постучались. Даже будучи в уверенности, что нам ничего не угрожает, Ольга все равно напряглась и потянула к себе пистолет, а я вооружился дробовиком, прежде чем распахнуть дверь. Понятно, что если хотят убить, то стучаться станут в последнюю очередь. Но такое поведение стало уже чуть ли не инстинктом. «Я за списком». В проеме стоял вчерашний флегматичный тип. «Будьте готовы через час. Позавтракать можно». «Я в курсе, спасибо». Перебил его я и захлопнул дверь перед носом. Затем подошел к столу, взял список и вернулся, чтобы отдать его посыльному. Тот молча принял его, быстро пробежался глазами, хмыкнул и ушел. «Предлагаю все же позавтракать», — сказал я, укладывая постиранные вещи в рюкзак. «Знаю, что ты не любишь, но кто знает, когда мы сможем поесть в следующий раз». «Блин, у меня штаны не до конца высохли», — донеслось из соседней комнаты. «Ты что-то сказал?» «Да, позавтракать, говорю, нужно», — повторил я чуть громче. «Ты сходи, я пока вещи утюгом посушу», — ответила Ольга, вызвав очередную улыбку. Словно в прошлое окунулся, и мы вновь живем единой семьей. Жаль только, что спать легли по отдельности, но надеюсь, этот вопрос тоже решится в ближайшее время. Моя одежда тоже осталась влажной, особенно в районе пояса, воротника и манжетов. Даже несмотря на режим сушки, который имелся у машинки. Но мне было плевать. Уж к чему-чему, а к влажным шмоткам я точно привык. Редко когда удается добиться их полного высыхания в условиях мешка. «Мне там что-нибудь возьми!» — крикнула метла, когда я уже открыл дверь. «Хорошо!» — бросил я в ответ и с улыбкой вышел на улицу. Глава 3. Боевой товарищ. В указанный форт мы не поехали. Сделано это было специально, чтобы нас не связали с нулевыми. Возможно, в итоге все равно этот факт скроется.
но лучше оттянуть момент как можно дальше. Я вообще настоял на том, чтобы нас отвезли в 360-й. Группа сопровождения тут же начала возмущаться, бить себя кулаком в грудь и кричать о приказах. Пришлось подключать тяжелую артиллерию. «Мы же договорились», — с недовольным лицом высказал хан. «А ты снова ставишь личные интересы выше задания». «Господин хан, на людях мы снова принялись соблюдать субординацию. А разве не из-за личной заинтересованности вы дали эту работу именно нам? Короче, делайте как хотите. О сроках я вас предупредил». Отмахнулся тот. «Ну вот и славно», — улыбнулся я. «А теперь поставьте в известность ваших людей, и не нужно за нами приглядывать. Я бы не хотел светить наши с вами отношения». «У вас все?» – спросил тот, скрестив руки на груди. «Я серьезно», – надавил я на последний пункт. «Если тот, кого мы ищем, профи, то он в раз сообразит, откуда ветер дует. Не стоит создавать лишних помех самим себе». «Хорошо», – в итоге кивнул тот, немного успокоившись. «Поторопитесь, господин пес, часики тикают». Кортеж, наконец, выдвинулся в путь. Ехали довольно бодро. Бойцы нулевых прекрасно знали прилегающую к своему форту территорию, и в первую ночь нам даже удалось избежать стычек с тварями. Вот только дорога в мешке не бывает гладкой, а учитывая расстояние, которое мы должны преодолеть, можно ожидать чего угодно. Вскоре движение замедлилось и стало более петляющим. Прямые участки выглядели так, что по ним и на танке не проедешь. Первый же двор встретил нас небольшой кучкой цветных, но отбились от них довольно шустро. Синяя тварь выскочила неожиданно и тут же угодила под бампер переднего УАЗа. Кортеж замер. Двери машин распахнулись и загрохотали короткие прицельные очереди. Я с удивлением наблюдал, как двигается моя хрупкая, нежная Ольга. Крузак еще даже не совершил полную остановку, когда она рывком распахнула дверь и выпрыгнула наружу. Автомат вдоль глаз. Движение плавное. Колени слегка согнуты. Прикрываясь дверью машины, она продолжила следовать по ходу движения, осматривая пространство вокруг, пока не приметила первую цель. «На 10 от меня!» – крикнула она и тут же открыла огонь. Красный, который было высунулся из пролета между двух пятиэтажек, своем рухнул на пробитое колено. Ольга моментально перевела кратность прицела на 4, предохранитель на одиночный, и 2 пулями раскрошила ему череп. Мгновенно вернув все обратно, она полоснула по окнам 3-го этажа, где мелькнула фигура желтого. А дальше мне стало не до наблюдений. 2 синих метнулась из подъезда напротив, и я вдавил спуск. Попасть в тварь, которая двигается так, что силуэт размазывается в воздухе, практически невозможно. Удар пришелся прямо в грудь, и меня смело с ног. Тут же грохнул сдвоенный выстрел, и как только туша синего отвалилась, я увидел над собой Ольгу, которая с ухмылкой убирала пистолет в кобуру. Тело среагировало быстрее разума, и я, рывком поднявшись, бросился на нее, сгребая в охапку. Мы вместе рухнули в грязь, а из груди девушки вырвался протяжный стон. Приложил я ее знатно, но зато спас жизнь. В то место, где она только что стояла, грохнулась газовая плита, которую метнул недобитый желтый с 3-го этажа. Я прямо лежа на Ольге всадил ему очередь в 3 патрона точно в грудь, и мелкого гнома смело с подоконника. «Слезь с меня!» Раздраженно толкнула меня в грудь метла. «Обычно ты просила обратное», усмехнулся я, поднимаясь. «Придурок!» Огрызнулась та и вновь взяла под контроль свой сектор. Вот только добивать оказалось уже некого. Ну, почти. Я на всякий случай перевел прицел в режим тепловизора, и, как оказалось, вовремя. Прозрачная тварь уже во всю прыть летела в мою сторону. Давлю на спуск, но она словно это почувствовала, и вместо того, чтобы продолжить бег по прямой, за мгновение до выстрела рванула вправо, после чего стала будто маятник качать, метаясь из стороны в сторону. Подловить ее удалось на 3-м рывке, и стрелял я уже практически в упор. Пока мы держали под контролем свои сектора, ребята быстро прошлись с ультрафиолетовыми фонарями по дворику и собрали трофеи. «Мы закончили», – махнул рукой парень из головной машины и запрыгнул в салон. «Ну, поехали тогда», – кивнул я и уселся на заднем диване крузака. По идее, нам вообще можно было не покидать салон. Машина, выкрашенная с применением зеленой пыли, прочнее любого самого защищенного сейфа. Ее вряд ли даже выстрел из танка пробьет. Но отсиживаться в сторонке, когда рядом люди рискуют жизнью, а ты в состоянии помочь, ну, такое себе. До конца ночи мы дважды попадали в подобные ситуации. И еще несколько раз удавалось проскочить мимо.
На день остановились в настолько маленьком форте, что его строение можно было пересчитать по пальцам одной руки. После ужина Ольга отправилась сразу в номер, а я остался пригубить пиво, которое, к слову, варили прямо здесь, и, надо сказать, очень приличного качества. Поговаривали, что даже соседние форты не брезгали закупать его здесь, предпочитая вместо бутылочного, которое часто попадалось в нычках. Уж не знаю, чем вдруг привлек внимание, но не успел я и пары глотков сделать, как ко мне подсела симпатичная белокурая девушка. Она почти тут же начала делать недвойственные намеки, однако я был вынужден отказаться. Это нисколько не помешало ей продолжить со мной беседу, и в целом утро я провел довольно неплохо, хоть и не позволил себе ничего лишнего. Под вечер, когда наши машины ожидали открытия ворот вместе с остальными, она заметила меня и решила отметиться. «Привет, красавчик!» С широкой улыбкой подошла она к нашей компании. Ольга на это хмыкнула и приподняла бровь. «Не передумал еще?» Продолжила блондинка вчерашнюю тему. «Нет, спасибо», засмеялся я. «Я же говорил, что женат». «Вот так всегда», наигранно вздохнула она. «Стоит встретить адекватного мужика, как он, оказывается, уже женат». «Ничего», улыбнулся я. «С твоей внешностью, полагаю, у тебя отбоя от мужиков нет». «Ну, спасибо», звонко расхохоталась та. «Если надумаешь, я буду тебя ждать. Правда, недолго, так что поторопись. Иди уже, вон тебе друзья машут», недовольным голосом произнесла Ольга. Блондинка окинула ее презрительным взглядом с ног до головы, но конфликтовать не стала. Мило улыбнулась мне еще раз и упорхнула к своим дружкам-охотникам. «Хорош жених», не упустила момента подковырнуть меня Ольга. «Ревнуешь?» С широкой улыбкой поинтересовался у нее я. «Вот еще», фыркнула та в ответ. «Много чести». Охрана форта пошла вдоль машин, сканируя документы. И вскоре ворота открылись, а гости вперемешку с местными искателями наживы потянулись на выход. Уж не знаю, ситуация с девушкой так повлияла на метлу, или она была просто в плохом настроении, но ехали молча. Если вчера мы хоть как-то общались, то сегодня она просто буркала что-нибудь односложное в ответ и постоянно смотрела в свое окно. Дорога периодически подбрасывала сюрпризы. Но ребята прожили в мешке достаточно долгое время и действовали очень профессионально. Если была возможность вырваться из засады, то они никогда ее не упускали. Но бывали моменты, когда приходилось останавливаться и отбиваться. В одной из таких стычек под раздачу попал водитель замыкающей машины. Красный метнул в него бордюром, и парню переломало ребра. Хорошо, что есть микс. Как только мы уложили в грязь всех тварей, он уже крепко стоял на ногах, и мы смогли спокойно продолжить свой путь. 3 с лишним тысячи километров в условиях мешка – это целая жизнь. Даже в нормальном мире преодолеть такое расстояние на машине не каждому под силу. В конце концов, есть поезда и самолеты, однако даже в них поездка выматывает. А что уже говорить про нас? Молчания Ольги хватило ненадолго, и уже к концу третьей ночи мы снова продолжили нормально общаться. Хотя как нормально? Вроде и без постоянных упреков и грубостей, но все равно как-то холодно и натянуто. Я не знал, что мне делать. Часто думал обо всей этой ситуации, но решения так и не находил. Вроде бы я знал ее и очень даже неплохо, но все мои попытки наладить отношения разбивались будто волны о скалу. Иногда казалось, что рядом со мной сидела совершенно незнакомая девушка. К концу поездки я плюнул на все попытки начать новые отношения. Я не железный, не хочет, так пусть идет нахер. Надоело скакать вокруг нее. Нас высадили за один переход до 360-го. Не хотелось светиться даже здесь. Пусть думают, что мы сами по себе. Мешок очень скоро на сплетни и слухи, так что лучше не рисковать. Вечером машину укатили обратно, а мы, наконец, стали предоставлены сами себе. Форт уже потерялся в лабиринтах улиц далеко позади, а мы двигались туда, где готовят самый качественный микс на всю округу. «Давай обойдем вон там», указала на узкий переулок Ольга. Впереди внезапно послышалась стрельба, которая и заставила нас замереть. Проверять, что там происходит, желания не было. Возможно, это просто охотники, может быть, даже люди попали в засаду. Но у нас свои дела, и лезть в чужие не особо хочется. «Узко там», – покачал я головой. «Давай чуть назад вернемся. Там вдоль кварталов нормальный тротуар идет. Чего по грязи шлепать?» «Да пофиг», – отмахнулась та. «Давай вернемся». Не успели мы сделать и пары шагов,
как на перекресток, к которому мы направлялись, выскочили трое и тут же открыли по нам огонь. Выбора больше не оставалось, и мы нырнули в узкий проход между домами. Не сговариваясь, рванули в ближайший подъезд и попытались уйти через центральную квартиру на соседнюю улицу. Но нас словно ждали. Окна разлетелись вдребезги от очереди с противоположной стороны, и нам ничего не оставалось делать, как занять глухую оборону. «Давай на второй», – скомандовал я. «В случае чего уйдем через чердак». Ольга кивнула и быстро взлетела по лестнице, взяв на прицел пространство между перил. Я занял позицию на промежуточной площадке и прекрасно просматривал даже ту квартиру, из которой мы только что выскочили. Несколько минут была тишина, а затем снаружи послышались приглушенные голоса. Я быстро выглянул в подъездное окно и снова вернулся на противоположную позицию. Как оказалось, вовремя. У центральной квартиры осторожно приоткрылась дверь, и я тут же надавил на спуск. Для пули с такого расстояния даже железное полотно не является преградой. Мертвый человек вывалился из-за нее сразу же, но теперь мы привлекли внимание тех, кто находился на улице. Один из них прямо напролом решил вломиться к нам, но Ольга дважды грохнула из своего пистолета, послав пули прямиком между бетонных ступеней, спугнув его. Наступило затишье. Слышно было, как снаружи что-то обсуждают. «Эй, вы кто такие?» – крикнули нам снизу. «Вам чего от нас нужно?» «Вы чё там, совсем идиоты?» – крикнула в ответ Ольга. «Мы вас вообще не трогали». «А кто тогда на наш караван напал?» Прилетел не менее идиотский вопрос. «Понятия не имею», – ответила Ольга. «Но явно не мы». «Так вы не с ними?» Решил еще раз уточнить человек с улицы. «Мы понятия не имеем, о чем вы там говорите», – снова ответила Ольга. И в этот момент она вдруг направила пистолет в мою сторону и дважды нажала на спуск. Я даже испугаться не успел, хотя ступор словил моментально, даже внутри все похолодело. Однако, оказалось, стреляла она не в меня, а в одного из них. Пока нас отвлекали разговорами, он попытался влезть на козырек, что находился над подъездной дверью. Вот только маневр не удался. «Метла, мы знаем, что это ты!» Внезапно прогремел другой голос, а сама фраза заставила меня удивиться. «За твою башку нам хорошо заплатят!» И тут мы услышали рев моторов. Пока мы здесь отсиживались, к ним подоспела подмога, и теперь нас точно крепко прижала. «Давай на крышу», – тихо сказал я. «Быстро!» Ольга рванула наверх, а я остался на месте и вдавил кнопку портсигара. Здесь уже лежали готовые смеси по 3 свойства за раз. Пальцы ухватили самую оптимальную, зеленый, красный, синий. Краешки на пол, трубочку в губы и глубокий вдох. Мир вокруг замер. Вместо того, чтобы последовать за Ольгой, я бросился вниз. Казалось, что воздух вокруг меня превратился в кисель. Однако красная пыль тоже делала свое дело, и это сопротивление я преодолевал без труда. На улице люди только начинали покидать свои машины. Некоторые замерли во время прыжка и медленно, по миллиметру опускались на землю. Автомат мне сейчас не поможет. Его пули двигаются медленнее, чем я, так что рука давно сжимает рукоятку мачете. Его я купил сразу, как только закончилась битва с тварями при нулевом форте. Заодно заказал приделать к ней с десяток кулонов, которые я отыскал в ближайшей лавке с бижутерией. Оружие оказалось очень годное. Всего-то и нужно следить за состоянием пыли и своевременно менять выгоревшую. Голова первого, что попался под руку, отделилась от шеи, но даже не успела упасть, когда я расколол пополам череп второго. Третий получил косой разрез через всю грудь, и кровавые брызги зависли в воздухе, а я уже мчался к машине. Колющий выпад пробил череп человека за рулем, выворотив часть костей с обратной стороны. Обратный рывок, и голова следующего разрезана по диагонали. А та, что я отрубил самой первой, только начала свой путь к земле. Следующая двойка находилась за машиной, но оббегать я ее не стал, оставил напоследок. Вторая машина остановилась метрах в 5, и на это расстояние у меня ушло немногим больше, чем пара миллиметров падения головы первого противника. Здесь я рванул на себя заднюю дверь и выбросил ее наружу. Правда, она так и осталась висеть в воздухе. А мой мачете уже спорол глотки до самого позвоночника 2 пассажирам на заднем сидении. Следующий удар пробил затылок водителю, показав кончик лезвия через его рот. И сейчас у меня остались лишь те 2, что я приберег на десерт. Я не стал к ним приближаться, просто вышел на линию огня, чтобы мне не мешали кузова УАЗов. Вскинул автомат и надавил на спуск, после чего просто отключил действие пыли. Вал за секунду выплюнул больше десятка пуль,
превращая оставшихся двоих в трупы. И в этот самый момент окончательно рухнули все те, кто познакомился с моим холодным оружием. Со стороны могло показаться, что все они умерли и упали синхронно. Ольга, видимо, поняла, что я не спешу за ней следом, и с круглыми от удивления глазами смотрела на меня из разбитого окна на 3-м этаже. А тем временем я заметил, что одного врага я все же упустил. Время вновь замерло, а воздух стал густым. Я уже взмахнул мачете, когда передумал и остановил удар в паре сантиметров от его лица. Когда я выключил действие пыли, парень икнул, намочил штаны и через мгновение грохнулся в обморок. «Это что такое было?» Выскочила из подъезда Ольга. «Я никогда не видела, чтобы кто-то так быстро двигался. Даже под синей пылью такое невозможно». «Потом объясню», — отмахнулся я. «Помоги засранца связать». «Зачем он тебе?» «Хочу поговорить», — пожал я плечами. «Они искали тебя. Мало того, точно знали, где мы находимся. Вот хочу выяснить причину. И каким образом нас нашли». Парня привалили спиной к стене. Им оказался тот самый, что пытался проникнуть в подъезд через козырек. Ольга его не убила, лишь ранила в плечо. Но этого оказалось достаточно, чтобы он выбыл из боя. Я потому его и не заметил, что друзья уложили его за кустом. Видимо, собирались впоследствии оказать помощь. «Разотри ему уши и влепи пару пощечин», – попросил я Ольгу. «А сам чего?» Больше для порядка спросила она. «Я все еще под пылью. Боюсь, у него голова отвалится». Усмехнулся я в ответ. Девушка не стала спорить, кивнула и принялась за дело. После того, как ему в лицо прилетела вода из фляги, парень застонал и открыл глаза. Увидев меня, он тут же попытался отползти, перебирая ногами. Но ему помешала стена, в которую он упирался спиной. «Ответь мне на пару вопросов». Приблизил я к нему свое лицо. «Или я тебе руки прямо на живую оторву». «Не надо», заикаясь, проблеял тот. «Вы кто такие?» Сухо спросил я и вогнал мачете в землю рядом с его ногой. Парень снова икнул и вздрогнул, но на этот раз хотя бы остался в сознании. «Так, понятно». Покачал я головой и потянул к нему руку. «Нет, не надо, я все скажу». Перешел на истеричный визг тот и снова попытался отстраниться. «Мы из соседнего форта. У нас друг в комендатуре. Он вчера днем в баре нам сказал, что метла объявилась неподалеку, и что за нее бабки хорошие заплатят». «А нас как нашли?» – поинтересовался я. «Подумали, что она обратно идет». Охотно затараторил он. «Все же знают, что здесь лучший микс делают. Мы прикинули и вот...» «Что вот?» – прикрикнул я. «Откуда знали, что мы этой дорогой пойдем?» «Да тут и выбора особого нет. Мы на самых очевидных участках патрули расставили», ответил тот, сжавшись комок. «Идиоты!» – усмехнулся я. «Вы что, не в курсе, что на нее заказ отменили давно?» «Мы не знали, честно», – затряс головой тот. «Не убивайте меня, пожалуйста». «Вали давай отсюда». Ольга от души пнула его ногой. «Еще раз увижу, голову оторву и в задницу засуну». Дважды парня просить было не нужно. Он сорвался с места с такой скоростью, что даже забыл попросить, чтобы мы ему руки развязали. «Это что с тобой такое было?» Тут же вернулась девушка к моему допросу. «Я экс». Посмотрев ей в глаза, ответил я. «Знаешь, что это?» «Не совсем», – пожала она плечами. «Может, и знала, но забыла». Я коротко рассказал ей о своих возможностях, а заодно поведал историю о том, как сам обо всем этом узнал. «И кто такая Гайка?» Сощурив глаза, тут же зацепилась она лишь за то, что ее вдруг взволновало. «Никто», даже опешил я от такого поворота. Ясно», кивнула она и принялась собирать трофеи. «Да я серьезно, отчего ты решил начать оправдываться я? У нас вообще ничего не было. Оль, ну ты чего?» «Все, отвали от меня», сухо отреагировала та. «Помогай вон барахло собирать, кобель». «Нормальный поворот», почесал я макушку, стоя посреди всего этого безобразия. Оружие и все, что собрали с покойников, закинули в один из уазов. Затем вырулили со двора и спокойно отправились в 360-й. Ехать оказалось недолго, хотя и пришлось немного попетлять. Ольга снова замкнулась и сидела, глядя в окно. Я не знал, как на все это реагировать. Вроде и радует то, что она меня ревнует. А вроде и толку с этого ноль. Ох уж эти женщины, как же тяжело понять, что творится в их голове. «Вот только я решила, что ты нормальный», вдруг подала голос та. «А оказывается, нет. И с этим человеком я собиралась связать свою жизнь». «Ты что-то вспомнила?» Сразу же оживился я и коснулся ее руки. «Не трогай меня», одернула она ее.
Ничего я не вспомнила. Оль, ну я тебе честно говорю, не было у нас ничего с ней. Попытался я еще раз объясниться. Она вообще дикого подружка. Я тебе не верю, буркнула она, но видно было, что начала успокаиваться. Когда я вас познакомлю, тебе будет за это стыдно, усмехнулся я. И вообще, с чего вдруг эти сцены ревности? Сама не знаю, совершенно спокойно ответила она. Пытаюсь понять, и ничего не получается. Ты меня извини, если что. Да ладно, пожал я плечами и улыбнулся. Мне даже приятно. Мне иногда кажется, что я тебя уже 1000 лет знаю. Тем временем продолжила она. Вот жесты какие-то отдельные. Они прямо знакомы, предсказуемы. Но как только начинаю хвататься за них, сразу становится плохо и голова просто раскалывается. Меня еще тогда эта блондинка твоя взбесила, а я никак понять не могла, почему. Всю дорогу об этом думала и так ничего не поняла. Ведь я тебя совсем не знаю. Во-первых, она не моя, уточнил я на всякий случай. А во-вторых, что-то да ты помнишь, и это уже хорошо. Ничего, сейчас тебя Бакса смотрит, может и подскажет чего. Точнее, не он сам, сын его. Хотя пофигу, лишь бы помогли. Хорошо бы, вздохнула она. Не очень приятно каждый раз в обморок падать и сопли красные смывать. Буферная зона форта показалась, как всегда, неожиданно. Вот вроде бы ехали по улицам, вокруг дома, магазины, как вдруг за поворотом голое пространство, засыпанное обломками зданий, и в центре возвышаются стены форта. Иногда даже забываю, где нахожусь, и кажется, будто еду по обычному городу. Просто сейчас ночь, плохая погода, и оттого не видно людей на улицах. УАЗ подкатил к воротам, и я надавил на клаксон. Через некоторое время что-то щелкнуло, и загудели гидравлические приводы ворот. К нам вышел вооруженный человек, спокойно отсканировал наши документы, заодно списав плату за вход, и мы, наконец, въехали в форт. Машину отогнали на стоянку, где я отдал еще 3 камня, чтобы груз в багажнике оставался целым. После этого мы сразу же поспешили в лавку Бакса. Хотелось уже поскорее со всем этим разобраться и вернуть мою Ольгу в нормальное состояние. Колокольчик над дверью звякнул, и хозяин магазина появился из подсобки. Увидев нас, он даже вначале головой помотал, округлив от удивления глаза. «Твою дивизию!» Растянул он губы в улыбке и развел руки в стороны. «Нашел-таки!» «Нашел», улыбнувшись в ответ, кивнул я. Бакс вышел из-за прилавков и по очереди обнял нас обоих. Ольга не сопротивлялась, но продолжала смотреть на все происходящее с непониманием. Хоть она и старалась не показывать виду, но даже Бакс почувствовал ее холодное, отстраненное состояние. «В чем дело?» Отчего-то вопрос он адресовал именно мне. «Она не совсем в порядке», — ответил я. «В общем, она употребила пыль черного камня и разобрала нулевых, а после этого потеряла память». «Понятно», — пробормотал тот и, обойдя нас, запер магазин. «Пошли со мной». Мы направились в подсобку, где в шкафу за кучей вещей пряталась дверь, ведущая в подвал. Узкая лестница вывела нас в мастерскую, где мальчик-аутист составлял миксы. Увидев нас с Ольгой, он подскочил с места и начал радостно прыгать, размахивать руками и что-то кричать. А затем он подбежал к девушке и обнял ее, прижав голову к груди. Ольга смотрела на все с недоумением, но после обнимашек с мальчиком закатила глаза и грохнулась в обморок. Я хотел было к ней подскочить, но парень вдруг принялся кричать и яростно махать руками, даже отца не подпустил. «Постой, не мешай ему», — придержал меня Бакс от очередной попытки помочь. Аутист сразу успокоился и начал производить какие-то нелепые действия над потерявшей сознание Ольгой. Заглянул ей в глаза, зачем-то макнул палец в кровь, что шла у нее носом, и облизал его, а затем резко подпрыгнул и заметался по мастерской, что-то требуя. Он несколько раз подбегал к отцу и дергал того за руку, толкал его и что-то пытался объяснить. Бакс задавал наводящие вопросы, но они лишь еще сильнее возбуждали аутиста. В итоге он сел в нелепую позу и стал раскачиваться взад-вперед, постоянно подвывая. Это длилось несколько секунд, а затем он быстро сорвался с места и полез куда-то под стол. Ольга со стоном вернулась в сознание, но стоило мне попытаться сделать к ней шаг, как парень сразу же замахал руками и закричал. После этого он снова вернулся под стол, а мы с недоумением наблюдали за его дальнейшими метаниями по мастерской. Он то подбегал к столу, стряхивая невидимую пыль с руки, то бежал в другой угол и снова падал на пол. Это продолжалось какое-то время. А затем он уселся на стул и принялся быстро перебирать камни. Отобрав нужные, аутист разом засыпал их в ступку и быстро перетер в пыль.
Затем высыпал ее на стол, в то самое место, куда совсем недавно счищал грязь с рук и растер все это в единую массу, размазав по всей столешнице тонким слоем. Его лицо заострилось, постоянно бегающий взгляд остановился и стал сосредоточенным. А уже через мгновение он ткнул указательным пальцем куда-то в центр всего этого безобразия, подпрыгнул и прежде чем мы успели что-либо сделать, подбежал к Ольге и вставил палец ей прямо в нос. Девушка от неожиданности дернулась и втянула в себя воздух. Ее тут же выгнуло дугой, а крик, наверное, было слышно за пределами форта. Паренек же, напротив, очень сильно обрадовался достигнутому эффекту и начал прыгать, хлопать в ладоши и что-то кричать. Ольга отключилась через пару секунд, и кровь теперь шла у нее не только носом, но и из ушей и глаз. Ее периодически била мелкая дрожь, а я уже не мог больше смотреть на эти страдания. К моему удивлению, парень больше никак не препятствовал нашему с ней контакту и даже позволил подхватить ее голову и уложить ее себе на колени. Я смотрел на то, как Ольга вздрагивает. Ее глаза метались под закрытыми веками, а из груди периодически вырывался хрип. Я гладил ее по волосам и что-то причитал. И вдруг она успокоилась, открыла глаза, посмотрела на меня и улыбнулась. «Мотя, ты меня нашел», — одними губами прошептала она и отключилась. Глава 4. Очередная странность. В доме Бакса мы провели 2 суток, и все это время Ольга находилась без сознания. Я волновался, постоянно предлагал различные варианты от обычного микса до укола адреналином в сердце. В итоге меня просто выгнали из ее комнаты, чтобы не чудил. Стало только хуже, но я понимал всю правильность этого поступка. Чтобы хоть как-то себя занять, я все же решил открыть папку и посмотреть, что же это за охотник такой, которого нам необходимо отыскать. Я выбрался на улицу и пошел к трофейной машине. Мой рюкзак так и лежал на заднем сиденье, где я его и оставил. Немного подумав, я все же решил скинуть трофеи Баксу. Притом намеревался сделать это совершенно бескорыстно, то есть даром. Денег у меня хватало, а та мелочь, что получится со всего этого выручить, особо погода не сделает. Нет, понятно, что лишних денег не бывает, и к камням это тоже относится. Но за всю помощь с их стороны было как-то неудобно просить с него плату. Я навесил на себя сколько мог, подхватил рюкзак и перенес все в лавку. Затем отправился обратно, чтобы доставить остатки. В итоге пришлось сходить еще раз. Вещей оказалось гораздо больше, чем на первый взгляд. «И что это?» – удивленно спросил Бакс, когда я наконец скинул в себя остатки ноши. «Трофеи», – улыбнулся я. «Забирай, дарю». «Да я и выкупить в состоянии», – пожал плечами тот и взялся за осмотр оружия. «Знаю, Бакс», – кивнул я, – «но ты слишком много для меня сделал. К тому же я еще за прошлую нашу встречу тебя не отблагодарил». «Не парься», – отмахнулся тот. «Я вам обязан не меньше, по крайней мере твоей метле». «Ладно, ты пока разгребай, я пойду документ один изучу», – ответил я и направился на 2-й этаж, где расположилась квартира владельца лавки. Поднявшись наверх, я осторожно заглянул в комнату, где отдыхала Ольга. Она все еще была без сознания, а может быть, просто спала. Я не доктор, понять сложно, однако дыхание ее выровнялось, лицо приобрело нормальный цвет вместо того мертвенно-бледного, что было в самом начале. Я вздохнул, тихо прикрыл дверь и отправился на кухню. Водрузив чайник на электрическую плитку, я уселся за стол и положил перед собой папку. Когда я ее открыл, то моему удивлению просто не было предела. Я ожидал увидеть здесь кого угодно. А на меня смотрела фотография Дикого. «Вот это, мать его, поворот!» – пробормотал я. Все это время я постоянно находился рядом с человеком, который прекрасно знал и понимал, как можно выбраться из мешка. И вот эти его знания о нулевых, нежелание светиться возле их форта, теперь все стало очевидным и уже не было столь загадочным. Бродяга, так он себя называл. Не любит, значит, цели и все такое. Ну, понятно. С такими навыками и профессией ему нет смысла сидеть на одном месте. Это в принципе логично. Но почему он не сказал об этом мне? Он же знал, что я никому не расскажу. Ведь мы немало пережили вместе. Хотя я бы на его месте тоже промолчал. Ладно, вопрос в другом. Как мне теперь его найти? Если он не хочет показываться, то вряд ли у меня что-либо выйдет.
Или Гайка. Она единственная, чье имя не фигурирует в списках людей, которые находятся в розыске, и может стать неплохой ниточкой. Я трясущимися руками принялся перебирать бумаги и пробегать их глазами по диагонали. Так, выходит, что он действительно был бомж в прошлой жизни, и на улицах ему гораздо привычнее, чем в фортах. Навыки Экса открыты были случайно в ходе эксперимента у тех же нулевых. Значит, здесь тоже правда. Его держали там, как подопытную крысу. А вот и сама причина. В ходе пьяной драки он зарезал человека и был арестован комендатурой. Вместо виселицы его забрали к себе нулевые и просто испытали на нем действие случайной смеси. Так, моя рожа здесь тоже имеется, и в бумагах говорится о том, что Дикий оказывал мне помощь. Ну каков хан, а? Ведь все знал, понимал, и не просто так выдал мне это задание. Гайку, к слову, он тоже видел. Она в день нашей встречи была за рулем, и он просто не мог ее не заметить. Но о ней в бумагах ни слова. Чайник загремел крышкой, оповещая меня о том, что вскипел. Я поднялся, взял кружку, щедро насыпал в нее растворимого кофе и залил кипятком, после чего снова вернулся на место к бумагам. В этот момент в дверях появился Бакс. «Могу дать тебе за все 5 сотен», — объявил он. «Бакс, я же тебе ясно дал понять, что это подарок», — поморщился я. «Я знал, что ты это скажешь», — улыбнулся тот. «Вот, держи». Протянул он мне 2 трубочки белого цвета. «Микс?» – уточнил я. «Тогда здесь на 100 больше, чем ты предлагаешь». «Для меня они стоят гораздо дешевле», – усмехнулся тот. «Нашел, что искал?» Кивнул он подбородком в сторону вороха бумаг. «Не совсем», – усмехнулся я и извлек первый лист с фотографией Дикого. «Ты его знаешь?» «Знаю», – охотно кивнул тот. «Но понятия не имею, где он сейчас». «Чай? Кофе?» – кивнул я в сторону плиты. «Нет, спасибо», — улыбнулся он. «Лавка открыта, мне работать нужно». «Ладно», — кивнул я, — «просто ответь на один вопрос». «Да, это он доставляет мне редкие камни», — опередил меня тот. «Я не об этом», — покачал я головой. «Почему ты не хочешь вылечить сына? Только не нужно снова вкручивать мне о перенесенных из нормального мира патологиях. Я прекрасно знаю, на что способен полный микс». «А ты попробуй его заставить», — грустно усмехнулся тот. «Думаешь, я не пробовал? Он не хочет. В последний раз вообще из дома сбежал, когда я собирался вылечить его днем, пока он спит. Продолжение истории ты уже знаешь». «Помнится, ты ее немного иначе преподносил», — усмехнулся я. «Чего ты от меня хочешь?» — начал заводиться тот. «Думаешь, мне нужны все эти камни? Да плевать я хотел на миксы и на прибыль, которую они приносят. Я бы все отдал, чтобы мой сын стал нормальным. Но он этого не хочет. А значит, я буду делать все, чтобы ему было хорошо. Итак, Боря не дурак, он аутист. Его восприятие мира отличается от нашего. Но он все понимает, а соответственно ему так лучше». «Извини», — опустил я глаза. «Я не это хотел сказать». «Но сказал», — пожал плечами Бакс. «Ладно, я не в обиде. Даже приятно, что ты за него переживаешь. Я пойду в лавку. Если что-то нужно, зови». «Спасибо тебе за все». Похлопал я его по плечу. «И правда, извини за мои глупые вопросы». «Все, отвали!» Улыбнулся тот и ушел вниз. «Олень!» Тихо обозвал я сам себя и вернулся к бумагам. Теперь я перечитал их все более внимательно. Последнее место появления Дикого было зафиксировано в форте -3 на 251. До того момента не было ни единой регистрации. Куда он идет и зачем? Я собрал все документы в том порядке, в котором они находились изначально, и закрыл папку. За 2 больших глотка допил кофе, сполоснул кружку и отправился вниз. «Бакс, я на час, максимум 2», — предупредил я хозяина. «Если Ольга проснется, разберусь». Отмахнулся тот и продолжил чистить трофейный автомат. Колокольчик на двери звякнул, выпуская меня на улицу. Мелкий дождь, собираясь крупные капли на крыше, срывался и стучал по козырьку над крыльцом. Я поправил кожаную кепку и направился в сторону комендатуры. Как и положено, на входе сидел скучающий охранник, который тут же поднял на меня взгляд. «Куда?» – сухо спросил он. «Нужно кое-кого найти». Извлек я из кармана удостоверение ищейки нулевых. Оно давало очень широкие полномочия и порой открывало даже двери сейфов. Мало кто имел желание связываться с ними. Хотя на дальних фортах легко можно послать куда подальше.
Но здесь все прошло как по маслу, и охранник даже звонить никуда не стал. Просто разблокировал при помощи педали вертушку и махнул рукой в сторону двери. «Второй этаж, третья дверь слева», – прокомментировал он. Я поднялся по деревянной лестнице и постучался в указанную дверь, после чего, не дожидаясь ответа, вошел внутрь. Здесь сидел молоденький парнишка лет 18 максимум, а то и моложе. Ну, как и следовало ожидать, рубился в какую-то игру. «Я занят», – нагло заявил он, увидев, что это не начальство, а обычный посетитель. «Ничего, освободишься», – ткнул я ему в лицо карточкой удостоверением. «Кого ищем?» Без лишних вопросов парень свернул игровой экран и кликнул по панели быстрого запуска, запуская программу внутренней регистрации мешка. «Девушку», – ответил я, – «кличка Гайка, настоящее имя Галина». «Еще данные будут?» – уточнил тот. «Нет, это все, что есть», – покачал я головой. «Потерпите минут 5». Паренек ввел данные и запустил поиск. «Кофе?» «Нет, спасибо, только что целую кружку прикончил». Вежливо улыбнулся я. «Есть одно совпадение». Спустя пару минут тишины оторвался от спинки стула тот и уставился в монитор. Я обошел его стол и взглянул на фотографию. Это была не она. Какая-то крупная женщина лет 50, да и проживала на постоянной основе в форте, который находился в паре тысяч километров от нас. Только я хотел сказать, что это не то, как следом выскочила еще одна строка совпадения. Парень кликнул по ней мышкой, и на этот раз попадание было стопроцентным. С экрана на меня смотрела именно она, та самая Гайка, которую я спас и отпустил с Диким. Следом информация гласила, что буквально 3 дня назад она была зарегистрирована в форте минус 14 на 289. Так, значит, они продолжают двигаться. Вопрос, куда? И не менее интересно, а с ним ли она до сих пор? С другой стороны, в форте она провела чуть больше часа. Значит, что-то покупала или продавала. Затем уже 3 дня ее не видно и не слышно, а следовательно, она скорее всего с Диким. «Распечатай мне все форты, в которых она побывала с момента первой регистрации в мешке», – попросил я парнишку. Тот молча кивнул и послушно выполнил мою просьбу. «Симпатичная», – произнес он, протягивая мне лист бумаги с двухсторонней печатью. «Она что-то натворила?» «А вот это уже не твое дело», – ответил я. «Да нет, я просто...» – пожал плечами тот. «Могу ее в розыск объявить прямо сейчас. Ее задержат сразу же при регистрации в любом другом форте». «Нет, спасибо, не нужно», – покачал я головой. «И поменьше трепли языком. Меня ты не видел, понял?» «Не вопрос», – кивком подтвердил свои слова паренек, и уже через мгновение снова запустил игру, уткнувшись азартным взглядом в монитор. Я убрал лист с информацией в карман и отправился обратно в лавку. Времени, чтобы разобраться, предостаточно. Даже если Ольга пришла в себя, то сегодня мы все равно никуда не пойдем. Во-первых, скоро уже обед. А во-вторых, пусть отлежится денек. Хуже от этого еще никому не стало. Бакса я застал все за тем же занятием, только автомат наверняка был уже другим. Хотя меня не было всего полчаса, а оружие, возможно, засрано так, что и за час не отереть. «Как она?» – кивнул я подбородком в сторону подсобки. «Так же, все еще спит», – не отрываясь от своего занятия, ответил тот. «Давай помогу». Обошел я прилавок и взял один из трофейных автоматов. «Вон, под прилавком еще один набор есть». Не стал отказываться Бакс и указал пальцем на нужное место. Я сходил в подсобку и принес себе табурет. Уселся рядом и взялся за чистку автомата. «Думаю, с ней все будет хорошо», – спустя долгую паузу сказал хозяин лавки. «Боря не мог сделать ей плохо». Я даже и не думал в эту сторону, честно признался я. Не знаю почему, но я очень надеялся, что он сможет что-то сделать. Она ведь меня вспомнила. «Микса было слишком мало», – пожал плечами Бакс. «Я бы на твоем месте не сильно надеялся на положительный результат». «А что он там собирал на полу?» – оторвал я взгляд от автомата. «Думаю, остатки редкой пыли», – ответил тот и поставил собранное оружие позади себя, чтобы взять следующее. «Он почему-то редкие камни под столом перетирает, словно боится, что кто-то отнимет». «Ну, ему виднее, как правильно», – усмехнулся я. «Это точно», – улыбнулся в ответ он. «Не хочешь сходить проверить?» «Думаю, мы все поймем, когда она очнется», – вздохнул я. «В любом случае, или спустится к нам, или позовет». «Угу», – согласился со мной Бакс и заглянул в ствол, чтобы сразу поморщиться. «Ну и засраный. И как люди не понимают,
что грязное оружие может подвести в любой момент. Лень просто, отмахнулся я. И тут наверху хлопнула дверь. Я подскочил с места, и мелкие детали автомата, которые лежали на ветоши, что я постелил поверх штанов, слетели на пол. «Иди, я подниму», — улыбнулся Бакс, и я сразу рванул в подсобку. Лестницу преодолел за секунду. Даже запнулся о верхнюю ступеньку и едва носом в пол не полетел. Открыв дверь в спальню, где последние 2 суток спала моя Ольга, я увидел пустую кровать. Мысли в голове спутались. Я почти сразу придумал себе целую историю о том, как она очнулась, испугалась и сбежала через окно. Но все это оказалось полным бредом. Что каждый человек делает утром в первую очередь? Правильно, спешит в туалет. А Ольга пролежала 2 суток. Так что представляю, как она старалась побыстрее попасть в уборную и почему так сильно хлопнула дверью. Но это до меня дошло лишь тогда, когда я услышал звук спускаемой воды. Я обернулся к двери и стал ждать. Сердце бешено колотилось, руки потряхивало, ведь я не был до конца уверен, что она меня вспомнила, и теперь все будет как прежде. Наконец дверь открылась, и я увидел ее. Заспанную, помятую, с взъерошенными волосами, но все же такую прекрасную. Смотрит на меня с улыбкой, именно так я и представлял нашу встречу, а не тот ствол пистолета, что смотрел мне в лицо. Вот только, что с ее глазами? Радужная часть теперь выглядит буквально. То есть то место, которое всегда определяло цвет глаз, сейчас похоже на детский волчок. От зрачка по спирали расходится та самая настоящая радуга. «Ну и что, так и будешь стоять как дурак? Или все же обнимешь, поцелуешь?» С улыбкой спросила она, и все вокруг моментально исчезло. Остались только мы вдвоем. Ольга прижалась ко мне всем телом, обнимая так крепко, насколько только хватало сил. Ее трясло, и, кажется, она плакала. Мы целовались. Вначале яростно, затем нежно, а в следующую секунду она резко отстранилась. «Подожди», — хриплым голосом произнесла она. «Кого? Мне помощь не требуется», — с улыбкой ответил я. «Ха-ха-ха», — засмеялась Ольга. «Дурак, я жрать хочу, умру сейчас, если хоть что-нибудь не проглочу». «Это дело поправимое», — не стирая улыбку с лица, ответил я. «Могу пельмени сварить, будешь?» «Да пофигу, хоть хлеба дай кусок», — отмахнулась она. «Мне сейчас что угодно вкусным покажется. И вообще, я приличная девушка, и возле туалетов такими вещами не занимаюсь. Пусти!» Сделала она слабую попытку высвободиться из объятий. «Ладно», — продолжил держать ее я с глупой улыбкой. «Так, я сейчас от тебя кусок откушу», — попыталась состряпать серьезную мину Ольга. «Покорми меня, быстро!» Мы прошли на кухню, и я поставил на плитку небольшую кастрюльку. Затем залез в морозилку и выудил из нее пачку пельменей. На всякий случай пошуршал, вроде не слиплись. А то в мешке и такое бывает. Пролежит нычка пару дней, а затем их по дешевке скидывают людям. Однако и такие берут. Выбор здесь не сильно великий. «Может, лучше в столовку сходим?» Немного подумав, сообразил я. Там быстрее получится. «Нет, не хочу никуда идти», — улыбнулась Ольга. «Поухаживай за мной. Я так поэтому соскучилась». «Что с твоими глазами?» – наконец спросил я. «Без понятия», – пожала она плечами. «Но мне нравится, необычно так, красиво». «Ха-ха, ну да, необычно», – согласился я. «Ну а зрение как, не мешает?» «Нет, вообще никакого дискомфорта», – прислушалась к себе она. «Нет, точно все нормально, кроме цвета, конечно». «Знаешь, в мешке ничего не происходит просто так», – задумчиво покачал я головой. «Это я уже успел усвоить. Не думаю, что стоит показывать твои глаза людям». «Предлагаешь мне ночью в черных очках ходить?» усмехнулась она. «У тебя вода кипит». «Ага, сейчас». Засуетился я и зашарил по полкам в поисках соли. «Можно попробовать линзы цветные найти». «Можно», согласилась Ольга. «В первое время кепкой перебьюсь. Натяну на глаза поглубже». «Как вариант», кивнул я и всыпал пельмени в кастрюльку с кипящей водой. «Ты прости меня», — вдруг произнесла она. «За что?» — удивленно уставился на невесту я. «Ну как? Что не узнала тебя, не вспомнила?» — опустила глаза она. «Ну и нагрубила, наверное, тоже, мама, не горюй». «Тьфу ты!» — отмахнулся я. «Я-то уже себе напридумывал. Это ерунда. Главное, что с тобой все в порядке». «Наверное», — вздохнула она и отвернулась. «Что не так?» — сразу же напрягся я. «Ты говори, не нужно ничего скрывать. Если разлюбила, то это ничего, переживу». «Как сейчас ложкой ввалю?» – строго пригрозила она.
Разлюбила, блин. Нашел себе уже кого-нибудь, а? Ха-ха-ха, вот это поворот. Залился я смехом. Еще и виноватым остался. А как ты хотел? Улыбнулась девушка. Не спорь с женщиной, себе же хуже сделаешь. Ладно, отвернулся я, чтобы помешать пельмени. Что там у тебя? Давай уже, выкладывай. Твой отец, вздохнув, сказала она. Он как-то связан с мешком. Так, стоп. Обернулся я уже с чашкой горячих пельменей в руках. Ну-ка, дай поставлю, а то ведь ошпарю сейчас. Я водрузил чашку перед девушкой, достал майонез, отхватил кусок хлеба и протянул ей ложку, которая их же и варил. Та без лишних слов сразу же набросилась на еду. Дула на них, шипела после укусов, но продолжала хватать все новые и новые. Разговор на время прервался, а я сидел напротив и, словно любящая мать, смотрел на нее и не мог отвести взгляда. Да, через какое-то время страсти улягутся, и мы снова вернемся к плавным отношениям. Но пока... В общем, он как-то связан с мешком. Слегка насытившись, продолжила Ольга. Я слышала, как хан разговаривал с кем-то и произносил его имя. Он хочет начать с ним работать. Подправил я информацию в ее голове. Мы говорили с ним на эту тему. Отец не просто так сколотил свое состояние. Он один из лучших людей в мире, которые могут доставить груз из пункта А в пункт Б. Нет, он так говорил о нем, будто уже с ним работает. Покачала головой Ольга. Речь шла обо мне. И он просил кого-то передать Олегу Васильевичу, что я у него и со мной все в порядке. Ты в этом уверена? Внимательно посмотрел я на нее. На все 100, моть, кивнула она. Может быть, он имел в виду кого-нибудь другого? Просто имена совпали. Неуверенно поинтересовался я. Мне не хотелось верить в то, что мой отец связан со всем этим. А если впоследствии выяснится, что он каким-то образом причастен к исчезновению Ольги, я вообще возненавижу его, а мне этого совершенно не хочется. С другой стороны, он мог просто об этом знать и не говорить мне, пытаясь защитить. На его месте так поступил бы любой отец, тем более зная реалии мешка. Он сказал именно, Лаврентий-старший, покачала головой она, окончательно разбивая мои сомнения. Допустим, все же согласился я. Но он может быть косвенно связан с этим миром. Или хан только начал налаживать с ним отношения. Ты поэтому не хотела возвращаться домой? Честно? Ольга подняла на меня свои удивительные радужные глаза. Ну, а как еще? Пожал я плечами. Моть, мне здесь нравится, ответила она, не отводя взгляда. Не могу этого объяснить, но я не хочу обратно. Да, знаю, у нас много денег, и жизнь будет очень сладкой, но я хочу остаться здесь. Да, улыбнулся я. Выдаешь ты, мать, похлеще субарика на льду. Здесь не так плохо, улыбнулась она, понимая, что я уже принял ее сторону. Опасно, но интересно. С последним, пожалуй, соглашусь, кивнул я в ответ. Ладно, обещаю подумать. Ура! Подорвалась она с табуретки, словно девчонка, и быстро поцеловав меня, вернулась обратно. Подожди, выходит, что у хана есть кто-то, кто может иметь связь с нашим миром? Внезапно сообразил я. И, скорее всего, он может перемещаться, иначе сообщение никак не передать. Сомневаюсь, что у них есть для этого какой-то волшебный телефон. Скорее всего, пожала плечами девушка и, закинув в рот последний пельмень, отправилась мыть посуду. Возможно, именно поэтому нам и необходимо отыскать того охотника. Так и есть, почесал я макушку. И сроки установлены тоже не просто так. Кстати, о нем. Что? Обернулась ко мне Ольга. Только не говори, что ты его уже нашел, или я провалялась в отключке все отведенное для этого время. Нет, ты всего 2 суток отсутствовала. Покачал я головой. Просто этот охотник дикий. В смысле дикий? Не поняла меня Ольга. Типа отшельник, что ли? «Ха-ха-ха, нет!» – засмеялся я, понимая, как прозвучала моя фраза. «Тот самый дикий, с которым ушла Гайка». «Тёлка твоя!» – уперев руки в бока, сузила глаза метла. Кабелина!» – пригрозила она мне кулаком, но хорошо, что все это было в шуточной форме. «Скорее уж это его тёлка», – улыбнулся я. «Хотя не знаю, срослось ли у них там что-то. Но дело не в этом. Сам дикий не появляется в фортах. По крайней мере, старается этого не делать. А вот она...» «Я поняла», — улыбнулась метла. «Ты ее нашел?» «И да, и нет», — пожал я плечами. «Есть координаты ее последней регистрации, и я думаю, что она до сих пор с Диким». «Ну так чего мы ждем?» — засуетилась Ольга. «Они сильно далеко?» «Успокойся», — улыбнулся я.
Времени уже много. Через 4 часа начнет светать. Днюем здесь, а завтра вечером поедем на место. Думаю, за пару дней будем там». «Ты знаешь, куда они направляются?» – поинтересовалась она. «Понятия не имею», – пожал я плечами. «Мы можем прикинуть». Я взял распечатку. Думаю, Дикий не станет от меня бегать. Мы все-таки друзья. «И ты собираешься его предать?» Внимательно оценивающим взглядом посмотрела на меня Ольга. «Вот будь мы женаты, я б тебе сейчас сыпал за такие слова», строго ответил я. «Ах, вот как мы заговорили!» Наигранно округлила глаза она. «Значит, до свадьбы ни-ни?» «Эй, спокойно, я совсем не это имел в виду». Даже ужаснулся я от такого ультиматума. «Сегодня же днем идем в гостиницу, и будешь отшлепана за оскорбление меня». «Вот это дело!» Быстро закивала она. «Сейчас, я только вещи возьму и с Борькой попрощаюсь. Так что будет, если Дикий не захочет с нами ехать?» «Значит, мы его предупредим, а хану объявим, что не нашли». Пожав плечами, ответил я. «Задаток вернем. Оружие, скорее всего, тоже придется отдать». «Он не поверит», — покачала головой метла. «Что-нибудь придумаем», — вздохнул я. «Но Дикого я не сдам». «Ладно», — улыбнулась Ольга, и в глазах заплясали бесенята. «Пойдем к Боре, а затем в гостиницу. Иначе они сегодня спать точно не смогут». Глава 5. Чудно время провели. Мальчишка никак не хотел отпускать от себя Ольгу. Вначале они обнимались, затем уселись вместе за стол и принялись собирать различные головоломки. Она каким-то неведомым образом понимала его мычание, и со стороны казалось, будто они нормально разговаривают. Хотя, наверное, так и было на самом деле. Бакс наблюдал за ними с улыбкой, как, впрочем, и я тоже. А Боря был вообще непомерно счастлив. Так прошло часа 3. Как бы мне ни хотелось остаться наедине с Ольгой, но мальчику я был благодарен и не хотел лишать его радости. Мы с Баксом вышли в лавку и вели вялую беседу, ожидая, когда они наиграются. Единственный важный момент, который мы затронули, так это ее глаза. «Я довольно долго живу в мешке», — начал он, «и примерно столько же имею дело с редкостями, но такого еще не встречал. Даже ни разу не слышал о подобном». «Полагаю, что это не просто так», — вздохнул я. «Похоже, этот проклятый город подкинул нам еще одно испытание». «Скорее всего, так и есть», — согласился со мной хозяин лавки. «Нисколько не удивлюсь, если проблемы возникнут не от тварей, но от людей». «Ха, ну это более чем очевидно», — усмехнулся я. «Кстати, не знаешь, где можно добыть линзы, чтобы спрятать этот странный эффект?» «С аптеками у нас туго», — задумался Бакс. «Попробуйте поискать где-нибудь в крупных фортах. У нас здесь даже очки найти большая проблема. Не то что линзы». «Понимаю», — вздохнул я. «Попробуем пока обойтись кепкой. И на людях будем как можно реже появляться. Авось проскочим». «Надеюсь, вам повезет, и вы сможете свалить из этого места», — улыбнулся он. «Она не хочет», — кивнул я подбородком в сторону подсобки. «Говорит, ей здесь нравится». «А знаешь, я не удивлен», — пожал плечами тот. «Мне раньше тоже казалось, что вот найду выход и свалю в нормальный мир. А что меня там ждет? Квартиру наверняка уже родственники продали и поделили. Представляю, какие там были скандалы. Больше чем уверен, что они теперь даже не общаются после этого. Та пенсия, которую мы получаем по инвалидности, до этого даже на хлеб и воду едва хватает. А без присмотра его не оставить. Зато здесь мы уважаемые люди, своя лавка, наружу выходить не нужно. Так что чем не жизнь?» «К сожалению, у нас немного другая ситуация». В очередной раз вздохнул я. «Постоянно куда-то бежим, что-то ищем. Приключения, мать их так». «Дело не в этом», — помотал головой Бакс. «Здесь она чувствует себя живой. А там что? Средняя жизнь, без цели и перспектив на будущее?» «Ну, не скажи», — не согласился я. «У нашей семьи очень много денег, так что жизнь будет совсем не средняя». «Значит, еще хуже», — отмахнулся Бакс. «Не к чему стремиться». «Возможно, ты прав», — немного помолчав, кивнул я. Мы еще долго говорили о перспективах нормального мира и мешка. Рассматривали варианты нашего с Ольгой будущего и не только. Иногда ударялись в философию, прикидывали, какие возможности на нашу спокойную жизнь, а заодно светит ли нам вообще нечто подобное. «Мальчики, мы все», — появилась в дверях подсобки Ольга.
Позади нее стоял Боря и обнимал за талию. Его лицо светилось счастьем и радостью. «Я рад, что с тобой все в порядке», — поднялся со стула Бакс. «Ну что, прощайте». «Ну зачем так категорично?» — улыбнулся я. «Глядишь, судьба даст нам еще свидеться». «Баксище, спасибо тебе за все!» Ольга обняла хозяина лавки и поцеловала в щеку, затем оторвалась и потрепала мальчика по волосам. «Береги этого сорванца!» Боря сразу же начал нервничать и попытался вернуть свои волосы на исходное положение. Притом делал это не как все, приглаживая ладонью, а отдельно по прядям. Ольга от этого засмеялась, и парень сразу растянул губы в улыбке, бросив свою затею. Ну и мы, глядя на их радость, тоже не сдержались. Колокольчик над дверью звякнул, выпуская нас на улицу, а сзади раздался щелчок шпингалета. Бакс с сыном еще раз помахали нам на прощание руками через окно, и он перевернул вывеску на закрыто. «Поужинаем?» – поинтересовался я. «Или сразу в номера?» «Извращенец», – с улыбкой фыркнула Ольга. «Конечно, в номера. Кабак работает почти до вечера. Успеешь еще свое пузо набить». Мы засмеялись и направились снимать комнату. На этот раз я не стал жадничать и прямой наводкой двинул в сторону элитной части форта. Не сказать, что здесь было как в пятизвездочном отеле Нью-Йорка, но все же намного приличнее, чем в общаге. По крайней мере, имелся санузел прямо в номере. И это уже серьезный аргумент. Ну а в остальном жилище очень походило на стандартный придорожный отель стоимостью 2-3 тысячи рублей за ночь. Из номера мы выбрались лишь под вечер. Как оказалось, в этой гостинице была услуга доставки еды в номер, чем я с удовольствием и воспользовался. Сомневаюсь, что в соседних номерах кому-то удалось сегодня уснуть, и не удивлюсь, если люди просили, чтобы их отселили подальше. Однако, когда мы его покидали, из соседней двери одновременно с нами вышел человек. Вначале он посмотрел на меня осуждающе, но как только следом вышла Ольга, подмигнул и показал большой палец вверх. Мы не удержались, и все трое прыснули от смеха. В итоге, сонные, но очень счастливые, мы покинули гостеприимное съемное жилье и направились в столовку. Правда, вначале прошли через 2 лавки, одна из которых принадлежала нашему другу Баксу. Здесь мы взяли сразу 10 порций высококачественного микса, еще раз попрощались и делали это как можно тише, чтобы не разбудить сына, иначе наше свидание рисковало снова затянуться на неопределенный срок. Затем мы зашли в магазин с продуктами, закупили сыпучку, тушняк, заодно взяли блок сигарет для утреннего рациона Ольги и, соответственно, кофе тоже не забыли. На все ушло порядка 3 с лишним тысяч, но мой счет все еще оставался очень внушительным. 18 200, если немного округлить. Плюс у метлы имелись некоторые сбережения, к тому же оставались нетронуты 5000 предоплаты от хана. Гостиница сожрала всего 3 десятка камней, плюс 5 за обслуживание номера, но это я уже подсчитал. Выходило так, что на широкую ногу мы можем жить еще достаточно долгое время. Да, собственный форт с такими сбережениями нам не открыть. Там требуется суммы с 6, а то и 9 нулями. Но мы и не претендуем. Завтрак отнял еще 6 камней. Но в последнее время я на подобные затраты перестал обращать внимание. К воротам мы подошли как раз к самому открытию. А если быть точным, то подъехали. Машину мы пока решили оставить себе. Ну а чего ноги топтать? Ведь не зря существует поговорка «лучше плохо ехать, чем хорошо идти». Я сел за руль, а Ольга взялась контролировать улицы на случай опасности. Пока мы покидали буферную зону, она быстро осмотрела бумаги, заодно изучила шлейф, который оставила Гайка. Выходило, что они с Диким двигаются прямо на восток. Ну, здесь и так все было вполне очевидно. Раз увеличивается в плюс 2-я часть координат. Но вот конечной точки мы пока определить не смогли. Вообще для Дикого подобный хаос норма. Не исключено, что он действительно передвигается совершенно без цели. Интересно, они все еще на черке или уже сменили машину на ноги? Судя по расстоянию, скорее всего, транспорт используют до сих пор. И это не очень хорошо. Гайка посещает форты раз в 3-4 дня или ночью, если брать за расчет время суток мешка. За такое время здесь вполне реально преодолеть около 1000 километров, плюс-минус, конечно. Но все равно отрыв очень большой, и даже если мы будем идти за ними след в след, то все равно продолжим тащиться позади. Может, мне стоит войти в рой и передать ему весточку? Но для этого нужно, чтобы и он там был. А как об этом узнать? Хотя я могу просто их увидеть глазами стаи. Правда, для этого твари должны их видеть. Ладно, что-нибудь придумаю.
Одно хорошо, Дикий все еще в мешке, а это значит, отыскать его можно, хоть и тяжело. Но теперь еще и понятна уверенность Хана в том, что охотник не ушел в нормальный мир. Это точно не о нашем общем знакомом. Что молчишь? Вывела меня из размышлений Ольга. Да вот прикидываю наши возможности, пожал я плечами. И что выходит? Уточнила она на полном серьезе. Пока ничего хорошего. Вздохнул я, снижая скорость, чтобы войти в крутой поворот. Мы слишком сильно отстаем. Ну, от меня ты отставал еще больше, а она я. Улыбнулась девушка и развела руки в стороны, мол, тадам. Ничего, нагоним. Ты и сама знаешь, что в мешке это очень сильно зависит от везения, мыкнул я. Но ты права. Рано или поздно мы их нагоним. Надеюсь. Но мешок не был бы собой, если бы не подкинул нам очередной сюрприз. Но не бывает здесь так, что ты едешь себе такой и ведешь вялую беседу, словно путешествуешь между городами в нормальном мире. Эти улицы просто кишат неприятностями. И если повезло с покоем до обеда, значит основная часть дерьма будет поджидать во второй половине ночи. И не дай бог, она выдастся полностью спокойная. Как всегда, все началось с завала. Казалось бы, это далеко не первый на сегодня. И всего-то нужно сдать чутка назад, чтобы объехать препятствие. Но только не сейчас. Стоило с хрустом воткнуть заднюю передачу, как по морде УАЗа застучали пули. Спутать этот звук с чем-либо еще не получится, особенно если ты слышишь его уже не в первый раз. Мы, не сговариваясь, рванули в разные стороны. Благо улочка оказалась узкой, и успеть спрятаться в здании оказалось более чем возможно. Я вскинул автомат и попытался выяснить, откуда по нам ведется огонь. Но завал впереди оставался без движения, как здание в конце улицы. Бедная машина осталась под дождем с открытыми дверями, из-под капота валил пар, а снизу уже начало появляться темное масляное пятно. Все, эта ласточка больше нам послужить не сможет. Но больше всего было жадней машину, а наши рюкзаки, которые до сих пор покоились на заднем сидении. Тех, кто на нас напал, было не видно, а высовываться еще больше, чтобы осмотреться, опасно. Кто знает, может быть, сейчас это место под прицелом держит снайпер. Как бы мне за вещами вернуться? Ой, как не хочется ввязываться в бой, но и лишаться своего тоже не фонтан. «Они в доме по твоему ряду!» — крикнула Ольга через дорогу и тут же открыла огонь. Несколько коротких очередей с ее стороны не принесли особого результата, если не считать то, что по ней сыпанули в ответ. Стекла на первом этаже со звоном разлетелись и посыпались на мостовую, а метла, вжав голову в плечи, нырнула вглубь помещения. И тут я заметил движение в окнах третьего этажа, что были по ее стороне улицы. Не задумываясь, я тут же выпустил в том направлении пару очередей и точно так же нырнул под укрытие стен. Ответ не заставил себя долго ждать, и куски разбитого стекла полетели мне на голову. Да что им надо, этим уродам? Хотели бы убить, так стреляли бы сразу по лобовому, но нет, убили именно машину. Ничего не понимаю. «Эй!» – заорал я во все горло. «Вы кто такие?» Вместо ответа по моей засидке прилетела еще одна долгая очередь. Стрелять, что ли, не умеют? Но кто так лупит? Почти на весь магазин. А может быть, так и есть? Может быть, просто неопытный стрелок попался? Так он там не один. «Прикрой!» — крикнула Ольга, которая решилась на отчаянный шаг. «Стой!» — запоздало закричал я, но она, уже стреляя на ходу, мчалась ко мне в укрытие. Пришлось высовываться и снова бить в окна на третьем этаже. 2 коротких очереди и пауза. Как только в прицеле мелькнула тень, добивая в нее остатки магазина. Кажется, попал. Силуэт как-то нелепо скользнул вниз, будто человек споткнулся и упал. Снова ныряю под укрытие стены под окном, чтобы принять на кепку новую партию осколков штукатурки и щепы из рамы. Пустой магазин в широкий карман штанов, полный на законное место. Затвор лязгнул, досылая патрон в ствол. Ту же самую процедуру проделала Ольга. При этом сверкнула в темноте своими необычными глазами и хищно улыбнулась. «Ты зачем это сделала?» Хотел было начать разборки я. «Тш!» Прошипела она и заткнула мне рот быстрым поцелуем. «Ща мы их размотаем!» С этими словами она подняла над подоконником ствол вала и дважды быстро нажала на спуск. Я тут же высунулся и взял окно третьего этажа на прицел. Как оказалось, вовремя. Очередной любопытный решил проверить, закончили мы атаку со своей стороны или нет. Его лицо вынырнуло из-за откоса и четко попало прямо на пересечение линии прицела. Очередь в 3 патрона выбила кровавые брызги из его головы. Я едва успел спрятаться, когда по нам снова ударила длинная очередь. На этот раз она сопровождалась криком. Как только она утихла, в бой вступила Ольга.
Она из глубины помещения трижды вдавила спуск, посылая пули в сторону противника. Уж не знаю, попала или нет, но в этот момент раздался звон стекла из задней части помещения. Пока мы отбивали нападающих с одной стороны, те, что находились в здании по моей части улицы, решили нас обойти. Интересно, сколько их всего? Я проверю, бросила на ходу Ольга и, пригнувшись, быстро перебежала комнату, в которой мы находились. Она резко высунулась из-за двери и снова спряталась обратно, после чего указала направление и два пальца. Я кивнул и, оставив автомат болтаться на груди, подвешенным за ремень, взялся за дробовик. Высовываться я не собирался. Поменявшись метлой местами, высунул ствол в коридор и грохнул картечью вдоль него. Уши снова заложило от грохота. Это не вал, выстрел которого скрывает толстый длинный глушитель. Да, его выстрел все равно слышно, но он хотя бы не оставляет после себя протяжный звон в ушах. Быстро передергиваю затвор, перезаряжая короткий дробовик и повторяю выстрел вдоль коридора. После этого падаю на пол и выглядываю за дверной проем. Все заволокло дымом, но один силуэт на полу точно есть. Он хоть и шевелится, вот только эти резкие движения больше напоминают агонию. В это время Ольга все продолжает вести вялую перестрелку с оставшимися врагами через дорогу. Сейчас это больше напоминает обмен любезностями, даже паузы во взаимной стрельбе почти одинаковые с обеих сторон. Но метла после очередной такой атаки остается в окне, и в тот момент, когда с той стороны должны были передать очередной привет, давит на спуск и прячется уже с довольной улыбкой. «Минус», — доложила она. «У тебя как?» «Один точно», — кивнул я. «Не видно ни хрена». И в этот момент рядом со мной с металлическим гулким стуком останавливается граната. Как я успел ее подхватить и выбросить обратно, не знаю. Дальнейшие события стали развиваться с невероятной скоростью. Я едва успел выбросить опасный подарок, когда в проем влетел один из нападавших. Видимо, он догадался принять синюю пыль, в отличие от нас с метлой. Он еще только появился в поле зрения и уже направил ствол в сторону моей Ольги, а я уже давил на спуск, метясь ему снизу вверх прямо в руки. Наши выстрелы грохнули одновременно, но, видимо, мой немного раньше, потому как его очередь прошла буквально в миллиметре выше ее головы. Я грохнул из дробовика еще раз, и теперь точно в грудь, а на третий уже не осталось патронов. И в этот момент грохнула граната в коридоре, окончательно лишая меня слуха. Из дверного проема вылетел клуб дыма и пыли, заставив меня закашлять. Я на четвереньках перебрался поближе к выходу, чтобы было чем дышать. Но, как оказалось, на этом наши приключения не закончились, как, собственно, и тех, кто решил на нас напасть. На шум прибыли твари. Когда-то давно я ржал до слез над роликами в Ютубе, где домашние кошки резко выбегают из-за поворотов и скользят на ламинированном покрытии пола. Сейчас мне было совершенно не до смеха, когда точно так же выскочили трое синих и, буксуя в грязи, бросились в нашу сторону. Но то, что произошло дальше, заставило меня по-новому взглянуть на свою женщину. Вся тройка разом вломилась именно к нам, а я успел подстрелить только одного, и все равно его дымящийся труп влетел в дверной проем, чтобы замереть посреди пустого помещения. Один из синих, не обращая ровным счетом на нас никакого внимания, вылетел в коридор, откуда через мгновение донесся влажный хруст пожираемой плоти. Но оставалась еще одна тварь, и вот она-то и выдала новый сюрприз. Вместо того, чтобы броситься на меня или Ольгу, синий замер и внимательно посмотрел на девушку, а после этого вдруг изобразил нечто похожее на поклон и молнией вылетел наружу. Я посмотрел в не менее удивленные глаза своей невесты и отшатнулся. Они светились, переливались всеми цветами радуги и горели в темноте, словно новогодние гирлянды. Да что это, мать его, происходит? Тем временем тварь, что пожирала кого-то в коридоре, точно как и предыдущая, вылетела на улицу и бросилась в сторону нападавших. Уж не знаю, остался ли там кто-то живой, но ему сейчас явно не поздоровится. В один длинный прыжок первый синий влетел в разбитое пулями окно на втором этаже и исчез из вида. Второй его собрат рванул в переулок, видимо, собираясь обойти с другой стороны. Что-то завывая, мимо нас протопали двое красных, а на первом этаже здания, куда только что вошли быстрые твари, раздался грохот стрельбы, сопровождаемый миганием вспышек, будто кто-то включил стробоскоп на дискотеке. Один из красных подхватил железную мусорницу и, продолжая что-то завывать, швырнул ее по окнам третьего этажа. Ольга все это время стояла без движения, будто ушла сама в себя и о чем-то задумалась, а я смотрел на происходящее не в силах пошевелиться, чтобы, не дай бог, не спугнуть и не спровоцировать своими действиями очередную потерю памяти у своей девушки. Из здания, откуда по нам стреляли, раздался крик,
страшный, предсмертный. А следом я услышал победный вой твари. Ольга постояла в оцепенении еще секунду и рухнула на пол. Я подбежал к ней, решив, что она снова без сознания. Но, как оказалось, нет. Ольга лежала на осколках без сил. Но это не мешало улыбаться ей во все 32 зуба. «Любишь меня?» – спросила она, состроив хитрющее лицо. «Еще как, мать твою!» – засмеялся я, и она тут же подхватила. Когда ушли твари, я так и не понял. Вот только что они рвали тех, кто решил на нас поживиться, и через минуту я уже наблюдаю пустынную улицу. В тишине раздается перестук капель дождя по отливам и навесам, и где-то на пределе слышимости завывают на ходу красные. Наша машина все так же стоит посреди улицы с распахнутыми дверьми, но бой окончен, и внезапная, я бы даже сказал, неожиданная подмога ушла. «Это что такое было?» – спросил я у Ольги, сидя на полу в турецкой позе. «Не знаю», – пожала она плечами с улыбкой. «Просто когда синие к нам влетели, я подумала, ну почему к нам, а не к ним? А дальше ты видел». «Ты стояла посреди комнаты, будто в оцепенении». Продолжил допытываться я. «Ага», – согласилась она. «Это было похоже на то, когда я приняла черную пыль. Мне просто нужно было думать о том, чего я хочу, а они все делали». «Твою же мать!» – протянул я и почесал макушку. «Это что же такое получается? Ты теперь на постоянной основе королева-матка?» «Боюсь тебя разочаровать, но когда появились еще и красные, то держать их под контролем стало гораздо тяжелее», – покачала она головой. «Я сейчас себя чувствую так, будто поезд с цементом разгрузила». «И откуда такие познания?» – усмехнулся я. «Я что, собирался жениться на грузчике?» «Сейчас, блин, как ввалю?» – засмеялась Ольга и кинула в меня пустой гильзой. «Вот точно, повадки-то не спрячешь», – продолжил веселиться я. «Ой, дурак», – вздохнула она. «Из-за этого человека я собиралась замуж. Давай, поднимай уже свой зад, Петросян недоделанный. Не хватало, чтобы сейчас еще кто-нибудь нагрянул». «Все, иду», – поднял я руки вверх. «Не хватало, чтобы ты меня еще матом обложила». «Так, сейчас точно получишь у меня», – попыталась сделать серьезное лицо Ольга, но хватило ее буквально на мгновение, и она звонко расхохоталась. Мы подошли к нашей убитой машине и забрали свои рюкзаки. Трофеи собирать не стали, лень нести. Но я предположил, что такая группа, скорее всего, должна была прибыть сюда на машинах. Вряд ли они готовили засаду, передвигаясь пешком. Так и произошло. Пройдя по кругу от места нападения, мы вскоре обнаружили и транспорт, на котором те прибыли. Снова пресловутые УАЗы, хотя на этот раз среди них удалось обнаружить Mitsubishi Pajero на дизельном двигателе. На всякий случай проверили ее, и я совсем не удивился, когда в бардачке нашел бумаги, где имелась фотография Ольги и ценник, назначенный за ее голову. «Так, не нравится мне все это», – помахал я бумагами. Хан обещал решить этот вопрос, а по факту мы уже второй раз нарываемся. «Может, это остаточное явление?» – пожала плечами Ольга. «Ага, ты дату видишь?» – ткнул я пальцем в распечатку. «Это вылезло из принтера вчера, и здесь все еще указано, что ты находишься в розыске. И вот этот вот пунктик тебя не смущает?» «А что там?» – с любопытством заглянула в бумаги она. «Ого, кажется, меня начали ценить еще больше». «Блин, Оль, мне вот вообще не смешно», – разозлился я. «За тебя 15 кусков предлагают. В мешке и за меньшее убивают». «Ну мне что, теперь плакать?» – развела руками та. «Что предлагаешь?» «В форты больше не входим», – заявил я. «Попробуем оторваться, а заодно понять, кто на этот раз назначил за тебя такую награду». «Дай посмотреть», – выхватила у меня бумаги она. Странно. Здесь указано -20 на 403. Интересно, кому я там насолить успела?» «Это тот самый форт, где ты убила сына коменданта». Вспомнил я показавшиеся знакомыми цифры. «Точно», – кивнула она. «Ну, видимо, хан ему не авторитет». «Сейчас по всему мешку разлад начнется», – вздохнул я. «Старой власти больше нет, а новая еще не заслужила должного авторитета. Судя по всему, эту проблему нам придется решать самим. Короче, пока в форты не входим. Берем УАЗ и пытаемся нагнать Дикого, а там будем думать по ходу пьесы». «Мне нравится твой план», – усмехнулась Ольга. «Похож на рабочую версию». «Поумничай мне еще». Сделал я строгое лицо. «На вот лучше рюкзак мой погрузи. Тем более, что тебе это в легкую». «Ах ты поросенок!» – округлила глаза она. И я поспешил увернуться от пинка под зад. «А ну не смей уворачиваться!» Глава 6.
Питомец. Осмотрев все машины, мы перегрузили все вкусное в одну, даже пулеметами трофейными обзавелись. Вот только куда их деть, так и не придумали, потому как в форты в ближайшее время мы заезжать не собирались. С другой стороны, каждый такой имел стоимость около 5 сотен в зависимости от состояния. Один запасной ствол удалось обнаружить, но только и всего. Выбрасывать такое добро рука не поднималась. Уж лучше в бункере оставить. Может, хоть кому-то помогут. На то мы порешили. Топливо собрали со всех машин. В каждой из них стояло по канистре объемом 20 литров. УАЗ заправили под пробку, все емкости тоже воспользовавшись баками рядом стоявших. И пора было уже отправляться в путь. Мелькнувшую между домами тень я заметил краем глаза и тут же вскинул автомат, выискивая цель. Ольга тоже напряглась и вращала стволом, не понимая, с чего вдруг я всполошился. Синий вылетел, как всегда, неожиданно. Я уже вдавил крючок, когда метла ударила меня по стволу автомата, сбив ее в сторону. «Стой, не надо!» — крикнула она на меня, а ее глаза уже горели в темноте, переливаясь всеми цветами радуги. «Ты что делаешь?» Теперь уже я попытался ее остановить, когда она протянула свою руку к морде твари. «Да не ори ты!» — отмахнулась та. «Ничего он мне не сделает!» Словно в подтверждение ее слов, тварь прогнула спину и изобразила нечто похожее на поклон. «Это тот же самый», — обернулась ко мне девушка с удивленным и очень довольным лицом. «Да откуда ты знаешь? Они все на одну рожу», — отмахнулся я. «Нет, точно тебе говорю», — помотала она головой. «Это тот же, что к нам забегал». «Ну, тебе виднее», — пожал я плечами. «Давай его себе оставим», — спросила Ольга, будто принесла брошенного котенка. «Ты в своем уме, Оль?» — выпучил я глаза от такой просьбы. «Ты понимаешь, что это синий? Это, мать его, тварь, которая питается нами». «Ну, пожалуйста», — законючила она, словно маленькая капризная девчонка. «Ты только потрогай его, он такой клевый». «Не буду я его трогать», — заупрямился я. «Не хватало еще, чтобы он мне руку откусил». В следующую секунду Ольга сделала хитрое лицо, ее глаза вновь вспыхнули, а тварь моментально оказалась возле меня и ткнулась своей мордой мне в руку. Естественно, что от неожиданности я дернулся, и Синий тут же отреагировал на это, обнажил свои клыки и утробно зарычал. «Фу, Тузик!» – скомандовала Ольга, и тот моментально затих. Ее глаза при этом оставались нормальные. Ну, как нормальные? Цвет все еще был необычным, но они не вспыхнули светом. Выходит, тварь послушалась ее просто так, без применения способностей. «Тузик?» – еще больше удивился я. «Оль, я не думаю, что это хорошая идея называть его собачьей кличкой». «Почему?» – не поняла она. «Ну, хотя бы потому, что он больше похож на кошку», – аргументировал я. «У меня бабушка всех котов тузиками называла», – привела собственный довод та. «Так что пусть будет так». «Оль, давай рассуждать логически». Я взял ее за плечи и посмотрел в глаза. «Это тварь, которая питается людьми. Они убивают нас при любом удобном случае. И ты собираешься оставить его при себе?» «Ну, а что такого?» – улыбнулась она. «Нас он не тронет, я тебе это обещаю». «Блин, по-моему, у тебя все же что-то с головой», – помотал я своей. «Я тебя не узнаю. Где та рассудительная, осторожная девушка, с которой я познакомился? Ты ведешь себя как безбашенная экстремалка». «Ну извини», – обиделась она. «Можешь меня бросить, если я тебя больше не устраиваю». «Женщины!» – закатил я глаза к небу. «Ну почему с вами так сложно? Я тебе не об этом говорю. При чем тут бросить?» «Да притом», – зацепилась за свое та. «Я же теперь не такая, не нравлюсь тебе». «Хорошо, давай его оставим», – сдался я наконец. «Вот только подачек мне не надо». Продолжила возмущаться метла, а затем сузила глаза и добила окончательно. «Если ты меня бросишь, я тебя ему скормлю, понял?» «Так, успокойся». Уже не на шутку разозлился я. «Хватит этого бреда. Я не собираюсь никого бросать. Точка. И больше говорить на эту тему не хочу». «Но его мы оставим?» Тут же выражение лица изменилось на лисье. «Ладно», сдался я. «Тузик, запрыгивай». Ольга тут же распахнула заднюю дверь, и тварь в один прыжок влетела в салон. Машину сильно качнуло в сторону, и ее задняя подвеска заметно просела. Я почесал макушку, глядя на то, как Ольга погладила чудовище по морде и полез на место водителя. Ощущение, конечно, так себе,
Зная, что за спиной сидит тварь, поведение которой непредсказуемо, комфортными их никак не назовешь. Ну, будем надеяться, что ей не захочется в один прекрасный момент убить нас обоих. Ты уверена, что он не станет нас жрать? Уточнил я на всякий случай. Да, на все 100%. Подтвердила кивком головы свои слова Ольга. Ну, ладно. В очередной раз повторил я эту фразу, хотя уверенности мне это не придало от слова совсем. Машина завелась с половины оборота, я воткнул первую передачу и взял направление на восток. Петляя по бесконечному городу, попадаешь в разные ситуации. Иногда слышно, как вдалеке завывают твари, часто раздается стрельба, а теперь еще приходится вздрагивать, когда позади начинается шевеление. Достаточно было услышать отдаленный выстрел, как тварь вздрагивала и вскидывала голову. Я каждый раз с опаской поглядывал в зеркало заднего вида, что находилось в салоне, и каждый раз ожидал, что она вот-вот кинется на меня. Но все было спокойно, будто это действительно домашнее животное, которое мы решили взять с собой в путешествие. Телефон в кармане начал вибрировать, оповещая нас о том, что скоро рассвет. Я сразу понизил скорость и стал внимательнее осматриваться в поисках убежища. Странное все же место этот мешок. Казалось бы, он полностью враждебный к человеку, но в то же время имеет множество мест, где есть возможность спрятаться. Еда, оружие, патроны. Зачем твари приносят нам все это? Что за странная логика? На эти вопросы я вряд ли когда-нибудь смогу получить ответ. И от этого они становятся все более интригующими. «Вон», — указала пальцем Ольга на трехэтажное здание. «Там вполне может быть бункер». «Давай проверим», — кивнул я, соглашаясь. Машина замерла у парадного входа, и мы покинули салон. Первым делом Ольга выпустила Тузика, и тот моментально переместился к главному входу. Обнюхал своими 4 ноздрями дверь, вяло махнул хвостом и обернулся к нам. «Там нет никого», — опустила оружие метла и спокойно двинулась к дому. «Замечательно», — усмехнулся я. «Ну, хоть какая-то польза от него». Бункер здесь действительно имелся, но в очень плачевном состоянии, так что оставаться в нем не было никакого смысла. Дверь заржавела до такой степени, что даже с места не двигалась, а уж о запирающем механизме вообще можно забыть. Времени до восхода оставалось минут 40, и этого вполне достаточно, чтобы отыскать что-нибудь еще. Мы вернулись к машине, но Тузик отказался на этот раз лезть в салон. Вместо этого он моментально переместился вперед и обернулся на нас, будто призывал следовать за ним. «Кажется, он хочет нам что-то показать», — сказала Ольга. «Давай за ним». «Надеюсь, он приведет нас не на ужин к своим дружкам», — усмехнулся я и запустил двигатель. Все-таки скорость у синих тварей очень серьезная. Спидометр УАЗа показывал отметку в 60, а Тузик периодически дожидался нас на поворотах. Хорошо, что дорога более или менее ровная попалась. Хотя несколько раз я все же умудрился поймать приличной глубины ямы. Удары по подвеске заставляли морщиться, но я продолжал гнать машину вперед, чтобы не отставать от нашего нового питомца. Надо отдать ему должное. Когда мы остановили УАЗ у здания ДК, а затем проследовали за ним в подвал, то обнаружили вполне приличного вида убежище, в котором даже электричество имелось. Вернувшись к машине, я закинул на плечи пулеметы. Ольга подхватила 2 короба с патронами и поместила ящик с запасным стволом в пасть Тузику. Так в 2 захода мы втроем разгрузили машину и задраили дверь. Бункер оказался без печи. Вместо нее здесь стояло 2 пушки-обогревателя, которые работали от электроэнергии. Запустили сразу обе, и уже через пару минут в помещении заметно потеплело, а воздух стал гораздо суше. Вообще, само помещение удивительным образом было оборудовано современно. В конце зала стояли самые обычные кровати, в соседнем углу расположился кухонный гарнитур с электрической варочной панелью, а в следующей комнате за вентиляционной даже душевая кабинка обнаружилась. Прямо в углу висел водонагреватель на 100 литров, который я тут же включил. Такое убежище мне попалось впервые. Обычно они больше походили на сюжет постапокалиптических картин. Ольга сразу взялась хлопотать по кухне, а огромная синяя тварь улеглась на пол недалеко от нее. Выглядело это довольно эпично, особенно если учитывать экзотический вид существа. Мне ни разу не доводилось видеть их так близко. Нет, ситуации, конечно, были разные, и клыки перед носом мелькали. Но в те моменты было как-то не до детального осмотра, шкуру бы спасти. Оружие я почистил, и заняться больше было особо нечем. Я, поборов все сомнения, все же присел рядом с нашим питомцем. Его морда действительно походила на кошачью.
но только на первый взгляд. Нос на 4 ноздри больше напоминал тот, что имеет летучая мышь. Усов нет, а ушки такие маленькие, что кажутся обычными отверстиями, и я их насчитал с десяток. До середины шеи голова была покрыта треугольными чешуйками, которые приподнимались каждый раз, когда тварь к чему-то прислушивалась. Дальше они переходили в мягкую шерсть и снова становились чешуйками на лапах и хвосте. Глаза. Одна пара с вертикальным зрачком расположилась впереди, говоря о том, что это все-таки хищник. Чешуйки на ощупь оказались довольно жесткие, а шипы на кончике хвоста по своей структуре больше напоминали зубы. В остальном тело и повадки полностью совпадали с кошачьими, даже когти в лапы убирались. «Нравится?» – поинтересовалась Ольга, которая все это время наблюдала за мной. «Не знаю», – пожал я плечами. «Я все еще его опасаюсь. Столько раз я с ними сталкивался нос к носу, и в каждой из таких чудом оставался в живых. Странно видеть его таким спокойным и не пытающимся вскрыть мне глотку». Тузик в этот момент издал какой-то рычащий звук и опустил голову себе на лапы. Я, естественно, сразу вздрогнул, а Ольга засмеялась. «Не бойся», — с улыбкой произнесла она. «Он не станет нас трогать». «Я это головой понимаю», — согласился я. «Но все равно стрёмно». «Привыкнешь», — произнесла уже набившую оскомину фразу Ольга. «Я хочу выйти в рой», — наконец решился я. «Хочу посмотреть, вдруг удастся отыскать дикого». «Сейчас?» — с сомнением спросила метла. «Нет, сейчас в этом нет никакого смысла», — покачал я головой. «Завтра вечером. Задержимся немного». «Я могу как-то помочь?» — уточнила она. «Возможно, я буду кричать. Может быть, даже трястись, как в припадке. Ты, главное, не волнуйся». Немного подумав, ответил я. «И за Тузиком следи. Кто знает, как он на это отреагирует». «Поняла», — кивнула она и высыпала макароны в кипящую воду. Затем вскрыла второй пакет, и его содержимое также полетело в кастрюлю. «Мы не лопнем?» – с подозрением спросил я. «А его ты голодным держать собираешься?» – указала она ложкой в сторону синего. «Думаешь, он будет это есть?» – пожал я плечами. «Не будет, значит, жрать не хочет», – отрезала та. «Все, не мешай, иди займись чем-нибудь полезным». «Да чем тут заняться-то?» – возмутился я. «Откуда я знаю?» – пожала плечами девушка. «Придумай». Я отмахнулся от этой глупости и уселся за стол. Жизнь в мешке становилась все чудесатее. Если новость о моих способностях еще как-то можно было объяснить, то те вещи, которые происходят в последнее время, заставляют удивляться все чаще. Вот взять хоть ручную тварь. Да расскажи мне об этом хоть кто-то еще месяц назад, и я бы ему пулю в лоб выпустил. А оно вот как. С Ольгой тоже не все в порядке. Пакля предупреждала меня о том, что она уже не та девушка, что я знал прежде, но ее перемены пугают. Кажется, она полностью лишилась чувства страха. Вот зачем она рванула через дорогу прямо под пули? Ладно бы хоть пыль вначале приняла, так нет же, лезла прямо напролом. Синий этот опять же. Странностей все прибывает, а ответов как не было, так и нет. Дикий со своими секретами охотника. Я словно притягиваю к себе все причуды этого мира. Возможно, потому что сам лезу во все это, хочу разобраться, понять. Но, возможно, здесь есть еще кое-что. Этот мир меняется, эволюционирует и приспосабливается к новым условиям. Способность Ольги может быть единственной на весь мешок, и именно она и сигнализирует о развитии мира. С другой стороны, это может быть всего лишь мутация, отклонение от нормы, как та тварь, что сейчас лежит на бетонном полу и делает вид, что дремлет. Почему он? Почему, к примеру, не красный или тот, что был вместе с ним и пожирал убитых мною врагов в коридоре? «Открой мне». Ольга поставила передо мной 2 банки тушенки. Я вытянул нож и быстро вскрыл обе. Девушка подхватила кастрюлю, прикрыв крышкой. Слила кипяток в раковину и вытряхнула содержимое банок в горячие макароны. По бункеру разлетелся вкусный запах тушеного мяса, и рот моментально наполнился слюной. Тузик сразу оживился, повел носом и нервно задергал хвостом. Ольга разложила ужин по тарелкам, поставила их на стол и замерла с задумчивым видом. «Ты чего?» – спросил я. «Интересно, ему можно горячее?» – пробормотала она. «Понятия не имею», – усмехнулся я. «Загугли». «Очень смешно», – поморщилась та. «Ладно, сам разберется, не маленький». Наконец решилась она и поставила перед мордой питомца остатки в кастрюле. Мне стало любопытно, будет он вообще это есть. Я и раньше часто задавался вопросом, чем они питаются в принципе. Ведь людей в мешке хоть и много, но все они заперты в фортах и умеют серьезно огрызаться.
Да и просто, если прикинуть, какое количество тварей бродит здесь днем. Мы все разом едва ли сможем утолить их голод. Да что там, по факту людей здесь даже для одного ужина на всех не хватит. Но ведь чем-то они питаются. Тузик понюхал содержимое кастрюли, что-то подумал, пару раз махнул хвостом, едва не зацепив меня, и взялся за еду. Я хмыкнул, покачал головой и поступил его примеру. Затем Ольга помыла посуду, и мы вместе отправились в душ. На этот раз все же удалось выспаться. Предыдущий день и последующая ночь выдались еще те. Так что, закрепив упражнения после душевой в кровати, мы моментально уснули в объятиях друг друга. Все же синие действительно относились к кошачьим. Мой сон прервался, что-то внезапно придавило ноги. Ольга тоже заворочилась и забормотала, но в отличие от меня даже не проснулась. Оказалось, что наш питомец решил завалиться спать вместе с нами, ну и место выбрал там, где посвободнее, в ногах. Я вытянул свои ноги из-под его тяжелой туши и закинул ему на спину, после чего снова заснул с улыбкой на лице. Пробудились мы оба от грохота посуды. Невоспитанное животное под вечер проголодалось и решило поискать себе пропитание самостоятельно. От вчерашней кастрюли вкусно пахло, и тварь, запрыгнув на тумбу, скинула ее на пол. Та, в свою очередь, ни в какую не хотела переворачиваться на дно, отчего Тузик и гонял ее лапой по бетонному полу. Не сказать, что пробуждение было приятным. Да и спросонья я едва его не пристрелил. В последнее мгновение сумел удержать палец на крючке дробовика, сонными мозгами вспоминая, откуда в нашем бункере взялся синий. Глаза Ольги вспыхнули, и тварь тут же замерла, послушно опустила голову и оставила пустую кастрюлю в покое. Хорошо, когда животное воспитывается так быстро и беспрекословно выполняет все команды. Однако все же пришлось покидать уютную постель. Ольга щелкнула клавишей на электрическом чайнике и снова вернулась под одеяло, давая нам возможность понежиться еще пару минут. Вскоре она уже дымила сигаретой, периодически прикладываясь к кофе. Я же поедал бутерброды с консервированной ветчиной, запивая их чаем. Жаль, что хлеб остался последний, а в форты мы пока решили не входить. «Может, он нам и нычку продуктовую покажет?» Кивнул я в сторону Тузика, который снова поедал свежие макароны с тушенкой. «Мы 3-дневный запас продуктов на него перевели». «Тебе жалко еды, что ли?» С упреком спросила она. «Мне не жалко», усмехнулся я. «Не хочется светиться в форте и заново попадать в неприятности». «С продуктовыми нычками, думаю, разберемся». Немного подумав, спокойно ответила Ольга. «Мы вчера половину запаса патронов сожгли. Вот это более насущный вопрос». «Я сейчас в рой выйду», вспомнил я о своей вчерашней затее. «Попробую отыскать что-нибудь полезное. А вот интересно, он на своих нападать будет, чтобы нас защитить?» «Почему нет?» – пожала плечами девушка. «Просто так они между собой дерутся». «Ну, так-то да», – согласился с доводами я. «Ладно, я готов. Надеюсь, второй раз это не будет столь эффектно». Под внимательным взглядом Ольги я распотрошил 4 разных цвета пыли, перемешал это все в единую массу и примерно отделил 1/4 часть, чтобы было комфортнее вдыхать. Затем прищипнул один край пустой трубочки, начерпал в нее смесь и на всякий случай перебрался в кровать. Пару раз сделал глубокий вдох, будто собирался нырнуть глубоко под воду, медленно выпустил воздух из легких и поднес к губам трубочку со смесью. Как только пыль попала внутрь, я сразу почувствовал его, общий разум. Небольшая кучка тварей копошилась метрах в 200 от нашего убежища. И еще группа из 6 особей крушила офис в противоположной стороне. Я видел и слышал обе группы одновременно. А еще я видел часть муравейника внизу. В настоящий момент на глубине 5 метров прямо под нашим бункером коричневый пробивал новый тоннель, который должен был соединить 2 других. Рой жил своей жизнью, не обращая внимания на забытых снаружи собратьев, на людей с их проблемами, да вообще на все, что не касалось благополучия стаи. Я заметался в паутине общего гула, пытаясь отыскать своего друга. Мой запрос, будто по цепочке проводов, помчался куда-то вдаль, и вот я уже смотрю глазами прозрачных братьев. Дикий и Гайка до сих пор вместе. Идут свободно, будто знают, где их подстерегает опасность. Но это знание касается лишь тварей. С людьми такое не работает, и Дикий об этом знает. Хоть его движения окажутся расслабленными, но правая рука постоянно находится на пистолетной рукоятке автомата. Вот они вначале осматривают подворотню, и только убедившись в том, что там безопасно, входят внутрь и направляются к старому черку. Но где они?
Как определить это место, если весь мешок выглядит одинаково? Братья словно услышали мои мысли, и вот я уже мощными быстрыми рывками вылетаю к буферной зоне, и за мгновение до смерти синего брата, которого подстрелили с вышки, вижу огромные белые цифры на воротах ближайшего форта. -50 на 304. Мое любопытство удовлетворено, и вот я снова переключаю внимание на Дикого с Гайкой. Они садятся в машину, как вдруг мой товарищ замер и поднял свой взгляд прямо на прозрачного брата, что наблюдал за ними с крыши пятиэтажного дома. Сознание скользнуло обратно, ближе к нашему убежищу. Мне вдруг захотелось посмотреть на Ольгу глазами питомца, но Рой не понял, чего я хочу. Я оказался в группе тварей, что копошились неподалеку, и вдруг понял, что попал на продуктовую нычку. Вспомнив о нашем дефиците боеприпаса, я осмотрел глазами собратьев весь ближайший район и обнаружил искомое в паре километров на юг. Затем снова попытался попасть в голову Тузика и вновь почувствовал недоумение Роя. Стая не понимала, чего я хочу, словно я просил показать мне то, чего не существует. Действие смеси начало таять, связь истончалась. Казалось, будто я быстро поднимаюсь на поверхность из глубины океана. Шум становился все тише, пока не оборвался совсем, оставив после себя едва уловимый звон в ушах. Теперь какое-то время я буду его слышать, и он останется неуловимой ниточкой, которая связывает меня с Роем. Именно она и дает понимание того, где находятся твари. В следующую секунду я ощутил себя лежащим в кровати, а на ней рядом сидела Ольга и с любопытством наблюдала за мной. «Ну как?» – был ее первый вопрос. «Не знаю», – пожал я плечами. «Кажется, нормально. Я нашел их. Они возле форта -50 на 304. И еще обнаружил 2 нычки по соседству». Я кричал? «Нет», – покачала головой она. Лежал с открытыми глазами и постоянно вздрагивал, как будто собираешься в сон провалиться. «Я не смог отыскать нашего Тузика. Зачем-то рассказал я. Хотел посмотреть на тебя его глазами, но Роя его не нашел». «Этого я не знаю», – повела плечами она. «Даже больше того, понятия не имею, о чем ты». «Все твари связаны между собой единым разумом», – принялся объяснять я. «Когда ты использовала черную пыль, ты должна была это почувствовать». «Возможно», – задумалась она. «Я с трудом помню, как это было. Единственное, что запомнилось отчетливо, это боль, когда они умирали. Ее трудно описать словами. Казалось, что я умирала каждый раз вместе с ними». «Нет, я прислушался к своим ощущениям. У меня все иначе. Я будто становлюсь частью их системы. Они помогают мне, показывают то, что я хочу. А в тот раз даже дрались за меня, словно я член их стаи». «Ладно, член», — усмехнулась Ольга. «Поднимайся давай, а то мы так действительно их никогда не нагоним». «Ужас!» – изобразил я шок. «Ты даже не представляешь, насколько пошло это прозвучало». «Давай поднимайся, институт благородных парней», – засмеялась она. «Тузик, пошли гулять». Синий тут же в один рывок оказался у двери и несколько раз шаркнул по ней лапой. Я поднялся с кровати, подхватил свои вещи и направился вслед за ними. Как-то мельком мне подумалось о том, что разум нашего питомца теперь связан с нашим. И именно это еще больше делает его повадки кошачьими. Глава 7. Вот и свиделись. «Как думаешь, куда они едут?» – спросила Ольга, загружая Тузика в машину. «Если бы я знал», – усмехнулся я. «Но не думаю, что они движутся без цели. Хоть Дикий и говорит, что не любит планы, наверняка они там есть». «Вот и я так считаю», – согласилась она, запрыгнув на переднее сиденье. «Насколько сильно мы от них отстаем?» «Вообще, они движутся почти в нашу сторону. Если поспешим, можем встретиться с ними уже сегодня». Почесав макушку, ответил я. «Знать бы наверняка их направление». «Судя по тому, что ты видел, они начали забирать к югу», немного подумав, произнесла Ольга. «Гениально, Шерлок», улыбнулся я. «И как ты только догадалась?» «Элементарно, мисс Марпл», вернула мне шпильку она. «Достаточно просто взглянуть на координаты». «По идее, они должны сегодня форт навестить», заключил я и наконец-то запустил двигатель. «Предлагаю все же нарушить правила и сунуть нос в один из тех, что попадется по пути. Ближе к обеду, думаю, будет самое то». «Опять ведь на неприятности нарвемся», вздохнула девушка. «А мы сейчас их сразу на свой зад прихватим», засмеялся я. «Давай нычки проверим». «Тузик, ты как, с нами?» С улыбкой обернулась она к нашему питомцу. Тот поднял свою жуткую морду и зевнул на всю пасть, обнажив страшные зубы в 2 ряда.
Похоже, ему плевать, усмехнулся я и вырулил из подворотни. До места первой нычки не так долго ехать, всего-то метров 200. И немного попетляв дворами, я почти сразу остановился. Ольга усмехнулась моему маневру и, покинув машину, выпустила питомца. Ну а что? Может, мне лень потом возвращаться. И вообще, любой человек подтвердит, имея под руками транспорт, даже в магазин через дорогу на нем ездит, хотя пешком порой даже быстрее выйдет. Нычка расположилась на территории детской больницы. Об этом гласила вывеска рядом с парадным входом. Я осматривал территорию в бинокль, а Ольга в прицел, увеличив его кратность до 4. «Снаружи только желтого видно», – произнесла она. «Говоришь, там продукты?» «Ну да, я, конечно, не сильно вникал, но коробки похожи на продуктовые», – отозвался я. «Надеюсь, там что-то полезное». «Буду долго смеяться, если кроме водки там ничего больше не обнаружится», – ухмыльнулась метла. «Сколько там тварей?» 5-6. Оторвался я от бинокля. 1 фиолетовый точно есть. Пара синих на охране. Остальные красные. Ну и желтого ты уже видела. «Не так круто», – улыбнулась Ольга и вдруг вдавила спуск. Автомат хлопнул одиночным, и желтый, который именно в этот момент выскочил на парапет крыши, скинул кверху свои маленькие руки и завалился обратно. Окна первого этажа брызнули осколками стекла, и на улице появились быстрые твари. Они пока еще не понимали направления, да и звук, качественно приглушенный у вала, скорее всего, до них не долетел. Однако синие заметались, замирая на мгновение и втягивая ноздрями воздух. Наш питомец тоже нервничал. Он занял низкую боевую стойку и размахивал хвостом, иногда издавая разные звуки. Но приказа атаковать Ольга ему не отдавала, потому он послушно остался на месте. Я взял на прицел одного из синих и стал дожидаться его рывка. Как только он метнулся и замер, послал пулю в заднюю часть туловища, чтобы замедлить его и добить. Тварь села на задние лапы, а я вернул перекрестие прыгнувшего автомата обратно. Но на этот раз навел его на голову. Рядом отработала Ольга, но отвлекаться на ее результат я не стал, послав пулю в голову своему противнику. Видимо, нас каким-то образом все же почувствовали, потому как из здания с грохотом вылетела входная дверь, а вскоре на четвереньках выползли красные и, поднявшись во весь свой немалый рост, направились прямиком к нашей засидке. Ольга скинула магазин с обычным боеприпасом и поместила на его место усиленные красной пылью. Через мгновение она уже посылала короткие очереди в грудь гигантам, выбивая из них кровавые брызги. Мне не оставалось ничего, кроме как наблюдать. Ну а смысл тратить патроны, если метла методично, словно в тире, отработала 3 буквально за пару секунд? Даже если они все еще живы, то добить их уже не составит никакого труда, просто подойдя вплотную. Все, остался только фиолетовый, и его все равно из здания не выманить. Поднялась с позиции Ольга и снова заменила магазин. Мы осторожно подобрались к поликлинике, не забывая осматриваться вокруг. Ведь, как нам уже известно, твари чувствуют гибель собратьев и вполне могут явиться им на помощь. Но пока все было тихо, а в случае чего Тузик успеет предупредить об опасности. «Ищи!» Наконец подкинула ему работа метла, и он тут же сорвался с места к выломанной двери. Нам пришлось прибавить ходу. А в руки я уже взял дробовик, который заряжен зажигательной картечью. Фиолетовый особо и не прятался, поджидая нас на лестничной площадке между этажами. Тузик сходу бросился на него. Вот только никакого вреда туманной субстанции причинить не смог. «К ноге!» — крикнула Ольга, и как только питомец метнулся обратно, я надавил на спуск. Грохнуло дважды. Вначале дробовик, а затем мгновенно вспыхнувшая тварь, оставив после себя лишь небольшую склянку в виде ограненного камня. Все, вроде как нычка очищена, но вот наш Тузик до сих пор подкидывает кверху свои чешуйки и делает воинственный вид. «Можно», — что-то разрешает ему Ольга, и тот вмиг срывается с места в узкий коридор. Вой, грохот, я едва поспеваю за ним, чтобы посмотреть, что там такое происходит. А наш котик учуял еще одну опасность, о которой я и думать забыл, ввиду того, что прозрачные твари слишком редкие в этих краях. Зато Тузик хоть его и не видел, но прекрасно чувствовал и слышал, как тот крадется. Синие твари хорошие бойцы. Когти, шипы, зубы, в ход пошло все. И у прозрачного, который имел в своем арсенале всего лишь лапы и хвост, не было ни единого шанса на победу. Вскоре его невидимая туша стала испускать дымок, больше похожий на мираж, что видно в жаркую погоду над поверхностью раскаленного солнцем асфальта. И вот сейчас я наконец получил ответ на свой вопрос. А чем, собственно, питаются твари в отсутствии человечины?
Тузик с влажным чавканием и хрустом принялся рвать плоть, которая уже начала распадаться. Времени, чтобы набить свой живот, у него имелось достаточно, около 5 минут. Он оторвался от еды еще до того, как на полу блеснул камень, очень похожий на бриллиант. Интересно получается, а как же мясо ведет себя внутри нашего питомца? Ну или любой другой твари? Оно что, там остается нормальным? Не распадается на дым? Нужно как-нибудь поэкспериментировать. Возможно, какие-то внутренние процессы заставляют туши таять. А стоит отхватить кусок, и он под воздействием слюны прекращает это делать. Ладно, я не биолог. Все равно знание механизма этого действия мне не пригодится. Однако ответ на вопрос получен. Хоть сие не имело важного значения, но любопытство удовлетворено, что само по себе уже неплохо. Коробки с продуктами твари сложили в небольшом закутке. Ранее здесь располагался пост медицинской сестры, а в обе стороны от него расходились коридоры, утыканные дверьми. Вскрыв первую попавшуюся упаковку, я с удивлением уставился на Ольгу. «Что?» – спросила она и заглянула через плечо. «Ха-ха-ха, ну я честно не знала, просто предположила. Посмотри, может, следующее что-нибудь полезное окажется». «Ну, я бы не сказал, что ящик коньяка – бесполезная вещь», – усмехнулся я. «Однако им одним сыт не будешь». Следующая коробка тоже не сильно порадовала, так как до отказа была заполнена чипсами. Третья хоть немного подняла настроение, показав нам свое нутро, в которое плотно уложили бич-пакеты. Не сказать, что шикарно, однако лучше, чем чипсы. Пока я возился с упаковкой, Тузик улегся в проходе и делал вид, что несет боевой пост. Все же очень полезная зверюга оказалась, к тому же сразу дрессированная. Ольга с любопытством ходила следом за мной, и по сути вся наша безопасность действительно возлагалась на его плечи. Вскоре мне удалось обнаружить самое ценное – рис, гречку, макароны и целую коробку тушника. Булькало в банках, конечно, знатно, но хоть немного мяса, надеюсь, там найдется. Я оставил метлу с Тузиком охранять пищевой склад, а сам быстро перегнал сюда машину. Мы закидали в нее более или менее ценные товары, не забыв прихватить и ящик коньяка. Самим он весь, разумеется, не нужен, а вот как валюту использовать вполне сгодится. Немного попетляв по лабиринтам улиц, мы добрались до второй нычки. Самый обыкновенный торговый центр, построенный из металлоконструкций и сэндвич-панелей. Стеклянные двери позволяли увидеть лишь небольшую часть коридора и несколько бутиков. Дальше только на ощупь. Совещались недолго. В конце концов, без оружия и припасов мы и дня в мешке не продержимся. С другой стороны, подыхать за пару сотен патронов тоже как-то не очень. Ну и как итог, решили просто продать информацию о нем, если кого-нибудь встретим. А на нет и суда нет. Все равно собирались сегодня посетить форт, и вот там спокойно, без лишних нервов и риска для здоровья, восполним свои потери. Сказано, сделано. Тузика на заднее сиденье, себя за руль, Ольгу на место жены водителя. Двигатель затарахтел, и вскоре мы мчались навстречу товарищам. Это, конечно, громко сказано, скорость едва превышала 50 км в час, а местами и того меньше. Но мы ехали, я прекрасно чувствовал расположение тварей и без проблем объезжал такие места. Случай в поликлинике показал, что прозрачные полностью выпадают из моего восприятия, и увидеть их можно лишь при помощи тепловизора. А также я понятия не имею о количестве особей и их расовой принадлежности. Просто чувствую, что вот там они есть, а в другом месте отсутствуют. Ольга прямо на ходу добила патроны в пустые магазины, распихала по карманам разгрузки и теперь крутила головой, наблюдая за пробегающими мимо домами. Дворники смахивали капли дождя с лобового стекла. Топлива в баке чуть больше половины, и настроение довольно приподнятое. Время уже перевалило за полночь, когда мы выехали к форту. Машину я загнал в подворотню, слегка не доехав до буферной зоны. Ольгу и Тузика оставил на охране имущества, а сам направился пополнять запасы и выяснять направление наших товарищей. Стандартная процедура регистрации, и вот я внутри. Комендатура оказалась на других воротах, так что в начале покупки. Все равно насквозь проходить. Процедура не заняла много времени, и заплатив за 3 сотни патронов 60 камней, вскоре я уже поднимался на второй этаж местной администрации. Когда-то такие цены меня шокировали, но сейчас все казалось вполне доступным, хотя мне просто повезло. Часто попадал в нужное место в нужное время. Многим требуется годы, чтобы сколотить такое состояние, которое имеется на моем счету. «Кого ищем?» – поинтересовалась женщина за компьютером. Кудрявые волосы казались шапкой, несмотря на короткую стрижку, а очки в толстой оправе делали ее похожей на главного бухгалтера.
Галина Кузнецова, кличка Гайка, 21 год. Повторил я вводные данные. Женщина посмотрела в монитор поверх очков и пробежала по нему пальцем, проверяя написанное. Затем надавила на клавишу «ввод». Именно надавила, а не стукнула по ней, как это делают все, кто знаком с компьютером долгое время. Несколько минут стояла тишина. Машина искала по базам нужного человека. «Так, кажется, нашла». Снова посмотрела на монитор женщина поверх своих очков. Я обошел стол и бросил взгляд на экран. Так и есть. Сегодня она входила в форт. Но это было в самом начале их путешествия. Его координаты мне и без того были известны. -50 на 304. Да, не густо. Спасибо. Поблагодарил я женщину и оставил на ее столе прозрачный камень. «Ой, ну что вы!» – сразу расцвела она. «Право не стоило. Я и так готова вам помочь. Может быть, еще кого-то необходимо поискать?» «Нет, спасибо», – покачал я головой и вышел за дверь. Что-то я погорячился. Не стоило сегодня вечером выходить в рой. Ведь я примерно прикидывал, что Гайка пополняет запасы раз в 3 ночи. Теперь или надеяться на авось, либо через 3 суток снова соваться в форт и пробивать координаты. В рой не стоит выходить в ближайшую неделю, как-то так говорил Дикий. Хотя, кажется, он имел в виду, что часто не стоит. Да и сроки озвучил примерные. Вроде как сам поймешь, были его слова. «Ну что?» – первым делом поинтересовалась Ольга. «Глухо», – отмахнулся я. В форт Гайка заходила. Но мы и так знаем его координаты. «Не расстраивайся», – положила она свою руку на мою. «Мы где-то рядом, а это уже не так плохо. Давай, поехали к тому форту. Может быть, по пути получится пересечься». «Ты хоть представляешь, насколько это мизерный шанс?» – усмехнулся я. «Других-то вариантов все равно нет», – пожала она плечами. «Вот здесь вынужден согласиться». Вздохнул я и запустил двигатель. «А Тузик где?» Обернулся я назад и обнаружил отсутствие питомца. «Я уж думала, не заметишь», – улыбнулась Ольга и, открыв дверь, позвала его. Буквально через мгновение тот вылетел из-за угла, а в следующий рывок оказался рядом с машиной. Вскоре он занял свое законное место, и мы отправились в путь. Либо мое появление в форте осталось незамеченным, либо последствия нас ожидали в ближайшем будущем. Но до самого утра нас так никто и не встретил. Хотя вполне возможно, что часть неприятностей мы получили еще вечером, когда атаковали нычку. Не сказать, что мы там едва не погибли. Однако, не будь с нами Тузика, ситуация запросто могла выйти из-под контроля. Убежище удалось отыскать с 3-й попытки. И на этот раз обошлись своими силами. Оказалось оно совершенно стандартным, правда, с электричеством, что тоже неплохо. Многие наши гаджеты требовали зарядку, например, прицелы, бинокль и мой телефон. До сих пор удивляюсь тому, что он цел и даже ни одной царапины не заработал. Хотя ни о каком бережном хранении даже речи не идет. Дрова обнаружились рядом у печи, и я быстро управился с разведением огня. В последнее время для меня это стало обыденностью и уже не так пугало, как в самом начале. Многие вещи уже стали привычными, как тот же график, вечный дождь на улице, твари, что вскоре выйдут на поверхность и станут устраивать бардак. Даже питомец, который еще вчера пугал меня одним своим видом, стал привычным. Вот сейчас он сидел на полу, положив свою голову мне на колени, а я поглаживал его по чешуйкам, словно домашнего кота. Оружие вычищено и стоит в самодельной пирамиде. Ольга кошеварит у печи, чтобы накормить ужином меня и Тузика. Глядя на все это, я улыбнулся и поднялся из кресла. Питомец издал недовольный звук и привлек внимание Ольги. «Это куда мы намылились?» – поинтересовалась она. «Надо», – с улыбкой ответил я и показал ей язык. «Детский сад, колготки в ромашку», – вздохнула она и снова занялась готовкой. Я отошел к нашим рюкзакам, вскрыл свой и выудил из него бутылку коньяка. Ну а что, имею полное право, тем более под ужин. Я посмотрел на Ольгу и, так кивнув, подвинула ко мне свою кружку. Налив буквально по глотку, я вернул емкость обратно в рюкзак под одобрительный взгляд девушки. Вернувшись в кресло, я слегка пригубил и продолжил наблюдать за тем, как она хлопочет. Ужин закончился страстными объятиями и плавно перешел в сон. Может, права Ольга? Не так уж и плох этот мир. Пробуждение было сладким. Обожаю, когда близость совершается утром, хотя в нашем случае это, конечно же, вечер. Я снова развел огонь в печи, водрузил на нее чайник и сам взялся за приготовление завтрака. Хлеб догадался приобрести вчера в форте, и он до сих пор еще сохранил свою свежесть. К завтрашнему дню он уже перестанет быть таким мягким и вкусным, но в мешке не до капризов. Хорошо, что он вообще есть.
Мы позавтракали, даже Тузику со вчерашнего дня еду оставили. Ольга строго-настрого запретила ему приближаться к кастрюле, и пока я готовил бутерброды, он сидел подле стола и глаз с нее не спускал, а заодно залил слюнями весь пол. Забавно было наблюдать, как хищная тварь ведет себя, словно дрессированный пес. Мы натаскали дров, собрали вещи и, наполнив бак УАЗа под пробку, опустошив при этом все канистры, снова отправились в путь. Очередной сюрприз нас поджидал ближе к полуночи, и на этот раз он оказался из числа приятных. Хотя изначально я так не думал. Мы, наконец, вышли на широкую ровную дорогу в 4 полосы, и машина смогла прибавить скорости. Буквально сразу же из поворота впереди вылетела буханка и попыталась перегородить нам проезд. Я уже потянулся за ПП, а Ольга опустила окно со своей стороны и взяла в руки дробовик. В самый последний момент, видимо, поняв, что скорость снижать мы не собираемся и скорее пойдем на прорыв, УАЗ откатился немного назад, а из него выскочил Дикий. Он замахал руками, призывая нас остановиться, но я и без него уже вдавил педаль тормоза в пол. «Ты чё, совсем на голову хромой стал?» — крикнул я, открыв свою дверь и выпрыгнув наружу. «А если бы мы палить начали?» «Ну так обошлось же!» — улыбнулся тот и раскрыл руки для объятий, а в следующую секунду оттолкнул меня и скинул автомат. Я едва успел сбить ему прицел, и очередь ушла далеко влево. «Не стреляй!» — тут же крикнул я, поняв, по кому именно он палит. «Это наш Тузик!» «Чё?» — посмотрел на меня, как на идиота тот. «Какой нахер Тузик? Вы чё, в натуре дурные?» «Да успокойся, тебе говорю». На всякий случай я перекрыл ему сектор обстрела. Он ручной. «Как такое возможно?» С опаской посмотрел мне за спину тот. «Это же тварь!» Не знаю как, но Ольга смогла его вырвать из роя, и теперь его разум связан с ее. Попытался объяснить я. В общем, теперь у нас питомец, а вот моя Оля. «Очень приятно», попытался улыбнуться тот, но все еще с опаской продолжал коситься на синего и руку протянул так, словно боялся, что тот его укусит. Тому, к слову, было вообще до лампочки. Он уже понял, что перед ним свои, и занялся собственными делами, а именно начал гонять на предельных скоростях по дороге, заглядывая во все подворотни. «Что у тебя с глазами?» – поинтересовался Дикий сразу же после знакомства. «Побочный эффект от использования черной пыли и лечения миксом», – отмахнулась та. «Ничего страшного, зато красиво». «Нифига себе ничего страшного», – хмыкнул тот. «Ты себе тварь починила, а это, я тебе скажу, очень круто». «Привет». Наконец из буханки показалась скромная спутница охотника. «Я Гайка». Она протянула руку Ольге. «А ты мне не говорил, что она симпатичная?» Сузив глаза, повернулась ко мне метла. «Что вы? У нас ничего не было. Вы не подумайте». Тут же затараторила девушка Дикого. «Он же только о вас и говорил». «Ха-ха-ха!» Прервала ее оправдание смехом та. «Да расслабься ты, я же шучу». Ольга схватила девушку в охапку, обняла, чмокнула в щеку и потянула в сторону за руку. Через несколько секунд они уже весело щебетали в сторонке, словно давние подруги. «Что-то серьезное?» Тут же спросил Дикий, сообразив насчет маневра моей спутницы. «В общем, да. Не стал петлять я. Тебя ищет хан. Он заплатит нам 30 штук, если мы доставим тебя в нули». «Я не поеду», сразу покачал головой тут. «Ноги моей там больше не будет, так ему и передай». «Дикий, послушай меня», посмотрел я в его глаза. «Он не просто так поручил это мне. Если ты откажешься, за тобой пошлют других, и они не станут с тобой разговаривать. Ему нужны редкие камни, а возможности и ресурсы хана ты знаешь не хуже меня». «Я все понимаю, но нет», снова покачал он головой. «Возьмите с собой Гайку, с вами и будет безопасней, а я как-нибудь выкручусь». «Тебя все равно найдут», вздохнул я. «Если не смогут взять, то убьют». «Лучше смерть, чем опять эти проклятые лаборатории», упрямо ответил он. «Да кто тебе говорит о лабах?» Удивился я. «Возможно, ты единственный на весь мешок, кто способен достать редкие камни. Ему от тебя требуется лишь товар, и все». «Это он тебе такое сказал?» усмехнулся Дикий. «Лично я не верю ни единому его слову». «Тогда что еще?» пожал я плечами. «Сам-то подумай, ты ценный человек с ценными навыками». «Да нет у меня никаких навыков, мать твою!» крикнул тот. «Ты думаешь, я реально охочусь на твари под землей? Да это сродни самоубийству». «Тогда как?» Теперь уже удивился я. «Очень просто», усмехнулся тот. «Мне удалось отыскать мертвый муравейник. Вот и все. И хан не выпустит меня живым, пока не узнает, где он находится.
А когда получит то, что ему нужно, все равно убьет. Ну ты и мудак, засмеялся я. Бродяга, говоришь? Не любишь цели и все такое. А ты чего ждал? Возмутился тот. Думал, я все тебе вот так возьму и сразу выложу. Да я знать-то тебя не знал. А теперь... Снова серьезно посмотрел я ему прямо в глаза. «Слушай, помоги мне вернуть Гайку домой в нормальный мир», не отводя взгляда, ответил тот. «Я покажу тебе это место. Ты наберешь там камней столько, сколько сможешь унести. Если захочешь, отдай информацию хану. Мне насрать. Просто помоги завершить начатое. Любишь ее?» Кивнул я в сторону девушек. «Она очень добрая», растянул губы в улыбке тот. «Ей нельзя оставаться в мешке, и тем более рядом со мной». «Так, может, уйдете вместе?» – поинтересовался я. «Чё я там делать буду?» – отмахнулся Дикий. «Нет, мое место здесь, в этом забытом богами мире». «Как знаешь», – пожал я плечами. «Ты ей об этом сказал? Или хотел просто молча вытолкнуть обратно?» «Ей там будет лучше», – упрямо сжал губы тот. «Ты олень», – постучал я его пальцем по лбу. «И, судя по звуку, пустоголовый. Если она тебя любит, то ее место рядом с тобой. Она не сможет там жить после всего, что здесь видела. Ее или в психушке закроют, или она таблеток наглотается. А пережить это она сможет только вместе с тобой, с человеком, с которым сможет спокойно обо всем этом говорить. Вот нахер ты все усложнил, а? Поморщился Дикий. У меня в голове все было так красиво. У тебя там вакуум, засмеялся я. Но хорошо, что он не разучился воспринимать информацию. Как ты вообще меня нашел? «Ты был в рое», – пожал плечами тот. «Я почувствовал твой взгляд вчера, а дальше вот». Дикий извлек из кармана мешочек и вытряхнул из него на ладонь несколько розовых камней. «Что это?» Взял я один в руки и посмотрел на невиданный до сего момента трофей. «В смысле, я понимаю, что это камень. Ты вроде говорил, что розовый – это няньки». «Ага», – улыбнулся тот. «Его пыль позволяет найти все, что угодно». «Ты вдвойне мудак», – усмехнулся я. «Неужели не мог мне его дать, когда я искал Ольгу?» «Кажется, мы уже обсудили этот вопрос». В тон мне усмехнулся Дикий. «Извини, я реально не знал, можно ли тебе доверять. Ну что, поможешь мне?» «Я подумаю», с улыбкой ответил я. «Больше нет никаких тайн? Или чего-то такого, о чем мне лучше быть в курсе?» «Гайка беременна», отвел глаза в сторону тот, но его улыбку я все же заметил. «Ха-ха-ха, да ты еще и кобель!» расхохотался я. «Ну и присваиваю тебе очередное звание трижды мудилы». «Сейчас-то за что?» Неподдельно удивился тот. «За то, что собирался бросить любимую, да еще и с ребенком», серьезно произнес я. «Давай уже, соберись, Дикий, начинай думать». Глава 8. Вроде как месть. Один громкий свист, и Тузик буквально телепортировался к моим ногам. Дикий хмыкнул и покачал головой, хотя в его глазах читался неподдельный восторг. Шутка ли? Так выдрессировать хищную тварь? Но, как оказалось, человеку под силу даже это. «Может, на нашей поедем?» Махнула рукой в сторону буханки Гайка. «Боюсь, она всех нас не вывезет». Усмехнулся я и потрепал по холке питомца. «А вы зачем, кстати, джип скинули?» «Все, кончилась машинка», – вздохнул Дикий. «Что-то заскрипело, загремело и перестало работать. Думаю, ремень оборвало. Кто знает, сколько она стояла». «Понятно», – кивнул я. «Мальчики», – с загадочной улыбкой начала Ольга. «У меня есть одно очень странное предложение». «Оль, не думаю, что это сейчас уместно». Я сделал попытку остановить ее, хотя даже не догадывался, о чем пойдет речь. «Давайте сделаем небольшой крюк». Тем не менее, продолжила она. «Мне бы хотелось заглянуть в 403-й». «Оля, нет!» Сразу замотал я головой. «Из этой затеи точно не выйдет ничего хорошего». «С заказом на 15 кусков за мою голову тоже?» Сказала она и мило улыбнулась. «Я попробую договориться». «Сколько?» Округлил глаза Дикий. 15 штук? Мне не послышалось?» «К сожалению, нет», вздохнул я. «Есть у меня одна мыслишка». Тут же растянул губы в улыбке тот. «Так, стоп, мыслители!» Поднял я руки вверх. «Давайте для начала уясним. Мы не поедем в 403-й». «Не слушай его», отмахнулась Ольга. «Что предлагаешь?» «Предлагаю сдать тебя и заработать 15 кусков, а затем разобраться с покупателями.
Несмотря на мой протест, продолжил Дикий. «Мне нравится», — утвердила план метла. «Вы что, совсем идиоты?» Не поверил я своим ушам. «Оль, ну ты-то куда? Ладно этот, у него с мозгами совсем туго». «Ну, в мой план вообще изначально входило просто сдаться», — улыбнулась она. «А тут еще и прибыль маячит». «Короче, я не согласен и точка», — замотал я своей головой. «И не нужно ко мне подлизываться». «У нас получится», — улыбнулся Дикий. «Назначим встречу за стенами, и я проведу обмен, а вы встретите их на обратном пути». «То есть ты считаешь, что фортом управляют конченые клинические идиоты?» Не то чтобы во мне говорил скептик, но сама идея рисковать Ольгой вызывала негатив. А если что-то пойдет не так? И ведь оно обязательно пойдет по всем законам подлости. Я даже сомневаюсь, что он сам выйдет за стены. Ведь гораздо проще послать к нам людей. А еще проще, если они нас убьют и заберут Ольгу. «Нет, ты не понимаешь», — усмехнулась метла. «Для него это личное, и я на 200% уверена, он обязательно выползет, чтобы обглодать мне лицо». Ты хоть понимаешь, какой это риск? Я даже не знал уже, как отговорить их от этой идеи. План должен быть идеальным. «А он у нас есть», — кивнула головой в сторону тузика Гайка. «Зверь в 2 счета остановит машину. У Ольги будут ключи от наручников. Все получится». «И ты туда же!» – махнул я рукой на всю компанию. «Делайте, что хотите, но я против этого дерьма». «Пес, да ты подумай сам!» Не оставил попытки уговорить меня Дикий. «Просто отбрось личное и прикинь, как все будет». «Дикий, вот ты стал бы Гайкой рисковать?» Кивнул я в сторону его девушки. «Вот ты ее на место Ольги поставь и продай за 15 кусков. Только не забудь отбросить все личное». «А ты стрелки не метай», — увидев, что Дикий вот-вот передумает, вступилась Ольга. «Во-первых, я сама хочу решить этот вопрос. А во-вторых...» «Да хоть бы и в-третьих», — перебил ее я. «Давай меня продадим». «Ну вот что ты передергивать начинаешь?» — надула губы та. «Ну, Моть, все получится, вот увидишь. Мы с тобой в последний раз едва оба не погибли. Нам все равно придется решать этот вопрос. Так может лучше сделать это сейчас, пока нас чуть больше, чем просто 2?» «Если тебя убьют, я не знаю, что я с тобой сделаю», — пригрозил я кулаком Ольги. Первой над фразой хрюкнула Гайка, а через секунду дружный хохот эхом разлетелся по пустым улицам мешка. «Значит, запомни», — напутствовал я, — «красная пыль у тебя в воротнике. Как только тузик приземлится на капот, сразу начинай». «Моть, я все помню, не волнуйся», — улыбнулась Ольга. «Ладно», — я крепко обнял ее и поцеловал. «Может, лучше зеленку?» «Нет», — покачала она головой. «в наручниках я буду бесполезна». «Зато живая», — поморщился я. «Так, хватит. В конце концов, если что-то пойдет не так, дашь мне микс», — озвучила она часть плана З. «Дикий будет под зеленкой, если что, прикроет меня собой. Мы уже это все проговаривали 1000 раз». Пока мы сюда добирались, придумали целую кучу всевозможных вариантов развития событий. Ранения, перестрелки, а также перевернутая машина были в их числе. Главное, чтобы Ольга могла дышать. Остальное сделает микс. Но мне все равно было не по себе. Даже несмотря на то, что мы продумали каждый шаг. Гайка уже отправилась в форт, и у нее при себе имелась пластиковая карточка, удостоверяющая личность метлы. Ну и письмо, которое требовалось передать в нужные руки. Единственное, в чем я сильно сомневался, что сам комендант решится на выезд за стены. А убеждать его в этом бессмысленно, только лишние подозрения вызывать. Но все остальные были уверены в том, что он не устоит. Лично я на его месте даже не повелся бы на такое. Хотите камни, везите ее сюда и бросайте к моим ногам. Я оставил Ольгу с Диким, а сам тем временем перебрался на точку, с которой прекрасно просматривалась площадь, где должен состояться обмен. Нервничал сильно, и, видимо, это передалось Тузику. Он постоянно скидывал свои чешуйки, часто смотрел на меня, а его хвост вообще не останавливался. По идее, сейчас Гайка должна скинуть сообщение охране форта и свалить. Ни о каких переговорах и личных встречах речи не идет. Ну а скорость реакции коменданта будет зависеть от расторопности его людей. Мне очень не нравился момент с передачей Ольги в его лапы. По сути, если удастся выманить главу форта за охраняемый периметр, достаточно просто устранить причину нашего волнения. Но нет же, им захотелось сделать все по красоте, аферисты хреновы. Время тянулось, и впервые в жизни мне хотелось, чтобы ожидание длилось как можно дольше.
Но лучше бы мне успокоиться. С такой тряской в руках я вряд ли даже в машину попаду, не то что в водителя. Немного подумав, я вжикнул молнией рюкзака, который стоял рядом, и выудил из него початую бутылку коньяка. Посмотрел на нее, тяжело вздохнул, но все же не решился затуманивать мозг алкоголем. Тем более, что предстояло очень серьезное дело. «Я на точке», — Шикнул наушник рации в ухе. «Принял», — ответил я. «Как все прошло?» «Передала конверт», — ответила Гайка. «Дальше не знаю». «Эфир не засирайте!» – прилетел недовольный голос Дикого. Наступила тишина. Только Тузик иногда издавал разные звуки. Наверняка он не меньше моего недоволен всей этой затеей. Я поднес к глазам бинокль и осмотрел площадь во всех спектрах. Случайных тварей, способных помешать нашей задумке, не обнаружил и перевел взгляд на лицо Ольги. Она была сосредоточена, смотрела прямо перед собой, упрямо поджав губы. Да уж, чего-чего, а вот решительности ей не занимать. «Едут». Спустя долгие 2 часа я наконец услышал нежеланную фразу и до самого конца надеялся, что этого не случится. «Принял», – буркнул я и, оттянув затвор вала, проверил наличие патронов в стволе. «Расстояние», – коротко поинтересовался Дикий. «Только что прошли мимо», – доложила Гайка. «Значит, скоро начнется». От ее позиции до нашей оставалось всего 500 метров. Для машины это ничто, даже если та будет тащиться на минимальной скорости. Кортеж показался почти сразу, и я едва смог сдержать мат, чтобы не обложить им в 3 этажа своих идиотов-товарищей. Комендант не стал мелочиться и пригнал с собой целый Урал вооруженных людей. И сколько, интересно знать, там, мать его, человек. Плюс УАЗ сопровождения с обязательным пулеметом в кузове, и, конечно, при такой охране комендант явился лично на новеньком BMW X5. Кажется, что сейчас вся наша затея пойдет прахом, потому как подобного поворота никто из нас не просчитывал. Вот как-то вылетело из головы, что первый человек неслабого форта имеет в своем распоряжении небольшую армию. Тузик поднял свои чешуйки и утробно зарычал. «Рано!» – осадил я зверя и дотронулся до его лапы, на что тот вздрогнул, но взгляда от площади не отвел. Машины замерли, и из Урала начали выпрыгивать люди, я насчитал 3 десятка. Затем распахнулись двери УАЗа, и на брусчатку ступил лысый начальник службы безопасности форта. Не помню уже, как его звали. Он тут же принялся махать руками, распределяя людей по периметру, и словно специально ткнул пальцем именно в мою сторону. Нервы напряглись так, что малейшее неверное движение, и их разорвет, будто перетянутую гитарную струну. Делать нечего, с позиции придется сваливать, иначе ситуация грозит выйти из-под контроля еще до начала боевых действий. «Тузик, за мной, быстро!» – скомандовал я зверю. Синий нехотя подчинился. Даже по его морде заметно, что он ожидал услышать совершенно другую команду. Но пока рано. Мы отползли от края крыши и шмыгнули вниз на чердак. 2 бойцов сунулась в самый крайний подъезд. А это значит, нам нужно уйти через другой, что находится в противоположной стороне. Как только я оказался в подъезде, вначале забежал в квартиру, окна которой выходили в сторону площади. Убедившись в том, что сделка до сих пор еще не состоялась, продолжил спуск вниз. Выходит, что пора озаботиться планом «Б». Я щелкнул крышкой портсигара и извлек смесь пыли, которую уже однажды использовал, чтобы выбраться из подъезда. Надеюсь, на этот раз выйдет не хуже. Немного подумав, выудил еще одну трубочку, на этот раз зеленого цвета, и обе пока зажал в руке. Прежде чем покидать подъезд, убедился, что снаружи тихо, и как можно быстрее скрылся за угол дома. Пока нам везет, но это не может длиться вечно. Впереди открытый участок, и максимум, что я могу, это наблюдать за маленькими фигурками на площади при помощи камеры телефона. Возможно, меня заметят, но это нужно знать, куда смотреть. Скорее всего, если высунуть свою рожу, тогда спалят на раз. А так? Лысый безопасник открыл заднюю дверь БМВ, и я наконец увидел коменданта. Метр с кепкой ростом, худенький. Если бы не седые волосы, то можно подумать, будто на сделку прибыл какой-то подросток. И вот из-за этого гнома столько проблем. Хотя не раз в жизни сталкивался с подобным. Чем ниже человек, тем больше в нем амбиций. А вот дальше события пошли совсем не по плану. По крайней мере, мне так показалось. Мелкий прямо на ходу вытащил пистолет из наплечной кобуры и направил его в голову моей Ольги. Дикий что-то пытается выкрикивать, но в его сторону уже смотрит несколько стволов, и дергаться в общем бессмысленно. Трубочка со смесью моментально оказалась у меня в губах, а через мгновение пыль влетела в легкие. Мир вокруг замер,
Почти. Тузик все так же оставался со мной на одной скорости. Может быть, чуть медленнее. Зеленая пыль прилетела ему прямо в открытую пасть, и даже команды ФАС не потребовалось, чтобы сорваться с места. Нет, все же я оказался намного быстрее, потому как преодолел расстояние до площади с хорошим отрывом, и это несмотря на то, что Тузик рванул первым. Взмах мачете снес руку коменданту, но она так и осталась висеть в воздухе, подчиняясь стандартным законам физики, в отличие от меня. Вот с Лысым все пошло не так. Его мачете даже не поцарапало. Видимо, он находился под зеленой пылью, и даже на предельных скоростях я ничего не могу с ним поделать. Хотя... Отсекаю головы ближних к нему людей, на ходу открываю портсигар и, достав собственную смесь, вдуваю ее в слегка приоткрытый рот безопаснику. Можно считать как минус, если он, конечно, не экс, в чем я сильно сомневаюсь. Тузик довольно сильно отстает от моих скоростей. Он только сейчас ворвался на площадь. А на моем счету уже как минимум 4. Однако зверь старается не отставать от хозяина. Взмах лапой спорол горло человеку, который наставил автомат в лицо Дикому. Моей целью не было убивать всех, кто прибыл на площадь. Большинство из них, может быть, даже не виноваты в том, что оказались в этом месте. Я как можно осторожнее подхватил Ольгу и вместе с ней выбежал из зоны боевых действий. Забежав в какое-то административное здание, снова поставил ее на ноги и усилием воли отключил действие пыли. Она тут же рухнула на пол и со стоном проскользила по нему пару метров, после чего схватилась за ребра. Кажется, где-то я все равно переборщил. Но, по крайней мере, она жива, и это главное. Одновременно с этим с улицы донесся сухой выстрел и следом пронзительный крик 2 глоток. Не теряя больше ни секунды, я вновь выскочил наружу, чтобы завершить начатое. Тузик в это время не дремал и успел отправить на минус еще 2. Фигуры людей вновь замедли, продолжая движение по миллиметру в секунду. А питомец хоть и имел преимущество, но все же для меня он казался плавным, будто в замедленной съемке или под водой. Комендант сидел на корточках и прижимал к себе обрубок руки. Его рот широко раскрыт, а на лице отображается весь спектр болевых ощущений. Лысый валяется на брусчатке в застывшей позе, будто пытается вырвать смесь пыли из своей груди. Я продолжаю движение в сторону группы людей, которые, вскинув автоматы, целятся в грудь моему товарищу. Еще мгновение, и куча пуль полетит в его грудь, но Дикий под зеленкой. Потому я не сильно переживаю за его здоровье. Однако 4 вооруженных бойцов лишаются жизни. Взмах мачете отделяет голову одного, разваливает тело по диагонали второго. Третьему удар наношу снизу вверх, вскрывая его от брюха через грудную клетку до самого подбородка. Последнему достался рубящий удар по черепу сверху. Все, остальные 10 бойцов разбросаны по периметру, и достать их всех я точно не успею. Это работа для Тузика. В моем состоянии время течет иначе, но действие смеси проходит гораздо быстрее. Каждое свойство пыли усиливает не только меня, но и друг друга. Это я понял еще в прошлый раз. Растрачивая драгоценные мгновения, я подхватил Дикого и побежал вместе с ним в то же самое здание, где секунду назад оставил Ольгу. Она все так же корчилась на полу, когда я выпустил из объятий товарища и вышел из ускорения. Его сразу же швырнуло метров на 5 и впечатало спиной в стену. Не будь он под зеленой пылью, наверняка ребра превратились бы в труху. «А понежнее никак!» – отлепился тот от стены. «Радуйся, что я тебе совсем голову не оторвал!» – рявкнул я на него. «Дебилы! Я вам говорил, что все будет совсем не так, как вы себе представили!» «Ты че орешь?» – хриплым голосом огрызнулась Ольга с пола. «Все же закончилось хорошо!» «Это ты называешь хорошо?» – завелся я еще сильнее. С улицы стали доноситься короткие очереди, которыми, видимо, пытались достать нашего питомца. Его рычание и воинственные крики тоже долетали до наших ушей, а вскоре к ним стали присоединяться и человеческие. «Ну, я все еще жива». Наконец, сообразив, что ничего хорошего из этой затеи не вышло, Ольга сменила тон на виноватый. «Для вас это что, игра?» – продолжил орать на обоих я. «Включите, наконец, мозги. Тебя от смерти отделяли мгновения. Ты это понимаешь?» «Да», – буркнула она в ответ. «Пи***», – окончательно сорвался я. «Все, хватит клоунады. Или слушайте меня, или идите все нахер». «Ну прости, Моть», – едва слышно повинилась Ольга. «Подумаю». Точно так же, как и взорвался, мгновенно остыл я, будто на меня таз ледяной воды вылили. «Что с ребрами?» «Да нормально», – отмахнулась та. «Ну, может, синяк будет». «В следующий раз посильнее приложу», – пообещал я. «Следующего раза не будет», – буркнула она. «Я на это очень сильно надеюсь», – заключил я и отправился на улицу,
где стало наконец-то тихо. Не совсем, конечно. Все еще слышалось утробное рычание Тузика, но стрельба, по крайней мере, прекратилась. Нашего питомца я застал нависшим над комендантом, который сжался в комок, продолжая прижимать к себе обрубок руки. Зверушку можно было узнать с большим трудом. Весь в крови, начиная от морды и заканчивая кончиком хвоста. Она стекала с него густыми каплями и капала на брусчатку. Площадь засыпана трупами. Какие изорванные, какие разрубленные. Нельзя. Отдал я короткую команду, и Тузик тут же оставил в покое раненого коменданта, после чего мгновенно переместился ко мне. Лицо главы форта уже приобрело оттенок мела. Хоть с момента травмы прошло и не так много времени, но кровопотеря из такой раны очень серьезная. Я подошел к нему и посмотрел сверху вниз. «Жить хочешь?» Сухо спросил я, и в ответ увидел короткий испуганный кивок. Я пошарил глазами вокруг и подошел к лысому, который умер, захлебнувшись в собственной блевотине. Видимо, эффект от смеси пыли имел схожесть с передозировкой героином. Мозг просто не выдержал нагрузки и попытался защитить организм методом очищения. Ну а кроме как сделать это при помощи рвотного рефлекса, ему больше ничего на ум не пришло. Я наклонился к нему и расстегнул ремень на штанах. Затем рывком вытянул его и вернулся к коменданту. Сделав петлю, наложил ему самодельный жгут на плечо и под его же стоны как следует затянул, перекрывая кровоток. «Связь с фортом есть?» – уточнил я у него. «Да!» – хриплым голосом подтвердил тот. «Отмени заказ на метлу!» – кивнул я головой себе за спину, где уже стояли Ольга и Дикий. «Да пошел ты!» Комендант, даже пребывая в проигрышной ситуации и плачевном состоянии, смотрел на меня с презрением. «Даже если я подохну, за ее голову все равно заплатят!» С этими словами он плюнул мне под ноги. «Я тебя услышал!» Немного помолчав, произнес я и отдал команду Тузику. «Можно!» Тот пронесся мимо меня и сразу же вгрызся в глотку коменданту. Он попытался закричать, но кроме булькающего хрипа ничего другого разорванное горло выдать так и не смогло. На краю площади появилась Гайка, которую почти сразу согнула пополам в рвотном рефлексе. Может быть, она и успела многое повидать в мешке, но такой фарш вряд ли ей попадался. К тому же общую картину дополнял Тузик, что с аппетитным чавканьем продолжал обгладывать лицо коменданта. «Ну и чего мы добились?» – обернулся я к своим. «Ну, мы же не думали. Вот, именно в этом вся проблема», – перебил я Дикого. «А иногда стоит, полезное занятие». «Моть, ну ты нам это теперь каждый раз будешь припоминать?» – попыталась отвертеться от нагоняя Ольга. «Я уже извинилась». «С тобой чуть позже поговорим», – указал я в ее сторону пальцем. «Мне очень не нравится вот такое твое поведение. Я вообще не понимаю, как вам удалось меня на это дерьмо уговорить». «Моть, прости меня, пожалуйста». Ольга подошла ко мне и обняла, а я так и стоял с опущенными вдоль тела руками. «Мы больше ни в жизни так не сделаем. Никогда-никогда». «Проблему нужно решать до конца», – пробормотал я, окончательно успокоившись. «Заказ на твою голову висит до сих пор. Раз взялись за это дело, значит, нужно закончить его». «Ну как?» Оторвалась от меня Ольга и кивнула в сторону трупа коменданта. «Он мертв. Ты же слышал, что он сказал?» «Вы чего на рацию не отвечаете?» Кое-как пересилив себя, все же подошла к нам Гайка. «Что здесь случилось? Фу, Тузик, не трогай меня, ты весь грязный!» На этот раз первым засмеялся я. Но то была чистая истерика. Я хохотал и не мог остановиться. А глядя на меня, стали придурковато улыбаться и остальные. Говорят, что истерия заразна. Не врут. Вскоре над площадью разносился дружный и совсем нездоровый хохот. Глава 9. Все, поехали. От места, которое было похоже на работу адской мясорубки, отъехали пару кварталов. Тузика в машину не пустили. Он настолько вымазался в крови, что даже запах от него не просто слышался, но и физически ощущался металлом на языке. Оказалось, в одном значимом по воспоминаниям месте присутствовал и даже работал водопровод. Именно здесь я и оставил своих друзей. Кажется, в связи с последними событиями имею полное право их так называть. Ну и питомцы, соответственно, вместе с ними. «Офигеть!» – с восторгом осматривала помещение Гайка. «У меня в детстве такая же игрушка была. Смотри, Дикий, какие кроватки. Дети будто только что на прогулку ушли». «Ладно, раз уж вам тут так сильно нравится, сидите и не высовывайтесь. Я уже полностью примерил на себя роль командира
и нисколько этого не стеснялся. «Скотину помойте, скоро буду». «А ты куда?» С волнением в голосе поинтересовалась Ольга. «Решать наши проблемы», — ответил я. «Тем более в данный момент, если все оставить как есть, их станет только больше». «Я с тобой», — тут же схватила она меня за руку. «Оль, ну что за детский сад? Тебя обстановка, что ли, так расположила?» — улыбнулся я. «Тебе нельзя со мной, ждите здесь». «Ты меня бросаешь, да?» Задала совсем уж идиотский вопрос она. В последнее время я ее не узнавал. Словно Боря вернул лишь часть той настоящей Ольги. Да, временами она бывала невыносимой, могла мучить меня подобными вопросами и вести себя как сумасшедшая, но такое было скорее исключением. Сейчас же ее странные выходки вошли в норму, и вряд ли это заслуги Мишка. Я имею в виду изменения, которые с ней произошли, скорее являются побочным эффектом от черной пыли, нежели становлением характера. В ту ночь, когда мы наконец встретились, передо мной предстала жесткая воительница без принципов, без жалости, холодный расчет, жестокая, суровая, сильная и опасная. Ее другая часть характера спряталась, а вместе с ней и память о хорошем. Сейчас все с точностью да наоборот. Хотя в силе и жесткости ей не откажешь. Но вот эта детская непосредственность. Решение принимает мгновенно, не думая, множество ошибок. Будто только вчера родилась на свет и не понимает последствий. Нет, с ней явно что-то не так. Словно часть ее «я» потерялась. Хотя чему удивляться? Если учитывать то количество микса, которое она получила, щепотка, а то и меньше. «Оль, ну что за глупости ты себе придумала?» Как можно добрее улыбнулся я. «Для чего мне тогда нужно было сюда лезть? Чтобы в итоге тебя бросить?» «Ну ты сам говоришь, я стала другой», — опустила глаза она. «Вон как кричал на меня недавно, а ведь ты никогда на меня не ругался прежде». «Это был стресс, извини», — оправдался я. «Сама понимаешь, я за тебя переживал, ведь ты едва не погибла». «Любишь меня?» Тут же сделала она лисью морду и посмотрела на меня с хитрым прищуром. «Ну, конечно, люблю!» Еще раз улыбнулся я и поцеловал ее. «Смотри мне!» Пригрозила пальцем та и сразу же переключилась на более важные для нее дела. Как это делают дети. «Тузик, пошли мыться!» «Что делать собираешься?» Решил попробовать выяснить о моих планах Дикий. «Так, только ты давай не начинай, ладно?» Похлопал я его по плечу. «Все будет нормально, просто присмотри за ними, хорошо?» «Не вопрос», — улыбнулся тот. «Ты извини, что так вышло. Я думал...» «Все, закрыли тему». Остановил я его оправдание. «Лучше прикинь маршрут до своих сокровищ и повнимательнее с метлой. Что-то с ней не так, и мне это не нравится». «Не переживай, все сделаю», — хлопнул меня в ответ по плечу Дикий. «Постарайся вернуться до утра. Если все пройдет по плану, буду гораздо раньше». Улыбнулся я и, наконец, смог покинуть детский садик, с которого когда-то начинались мои поиски Ольги. Вернувшись обратно на пару кварталов, я сначала убедился, что площадь все еще безопасна. Твари очень хорошо слышат запах крови. Да и стрельба здесь нехило гремела, хоть и недолго, но пока было тихо. На всякий случай проверил местность во всех спектрах видимости, после чего быстро проследовал к БМВ коменданта. Машина завелась сразу. Дверь автоматически заблокировала, а тачка, скорее всего, имела окрас с применением зеленой пыли. А иначе смысл приезжать в такой навстречу, где уже заранее предполагается стрельба. Не просто же так он привез целый Урал вооруженных людей и не покидал тачку, пока это не разрешил начальник службы безопасности. Быстрый осмотр содержимого принес мне револьвер в бардачке, россыпь патронов к нему и все. Да, вот уж чего-чего, а применение револьверов в мешке – дело не очень распространенное. Нет, я ничего не имею против, и даже приветствую надежность их механизма. Вот только количество патронов и скорость перезарядки у них слегка хромает. Однако, как оружие последнего боя, более чем подходящий вариант. Ладно, на нет и суда нет, как говорится. Машина очень хорошо проглатывала ямы и неровности на дороге, а стоило слегка придавить педаль на прямом участке, сразу же прыгала вперед, приятно вжимая в сиденье. БМВ знает толк в динамике и комфорте, однако я больше предпочитал Италию. Чувствовался в машинах их производства темперамент. Хотелось укротить такого зверя, показать, кто тут главный. Немецкое качество в этом плане хромало.
Все предсказуемо, строго, но не консервативно, в отличие от Японии. Те вообще фанаты минимализма, и если в BMW глаза разбегаются от количества кнопок, то в крузаке их было не более десятка, а большинство механизмов работало в автоматическом режиме или управлялось при помощи одного сенсорного экрана. Впервые в жизни я ехал по улицам Мешка, размышляя о безделушках. На самом деле четкого плана действий у меня не имелось, и все вопросы я надеялся решить прямо по месту. В форт я въехал свободно, но стоило воротам закрыться, как начались ожидаемые проблемы. В стекло сразу же уперся ствол автомата, а охранник принялся изображать из себя американского копа. «Руки!» — крикнул тот. «Руки на руль, чтобы я их видел!» В ответ я показал ему средний палец, а затем не спеша извлек удостоверение ищейки нулевых и приложил его штрих-кодом к стеклу. Тот пикнул его сканером и взглянул в экран небольшого планшета. Кажется, я даже из салона с очень хорошей шумкой услышал, как заскрипели его мозги. Вряд ли он имел какие-то серьезные полномочия, чтобы угрожать мне оружием и продолжать что-либо требовать. Но я приехал на машине коменданта без ее хозяина, и это ставило охранника в нелепое положение. Однако выход нашелся сам собой, в виде старшего по званию, которого тот вызвал по рации. Лицо начальника смены тоже не блистало интеллектом, а его поступок доказал мои худшие предположения. «Вышел из машины, медленно!» – заорал тот и точно так же наставил на меня ствол автомата. «И чтобы руки было видно!» Я лишь хлопнул себя по лбу. Тяжело вздохнул и повторил всю пантомиму, что недавно лицезрел рядовой охранник, вплоть до среднего пальца. Дождался, когда синий экран критической ошибки в его голове вылечится перезагрузкой, и еще раз посмотрел короткую сценку под названием «Вызов начальства по рации». На этот раз дело пошло более продуктивно, и вскоре к машине подошел человек, наделенный разумом. Он не стал повторять процедуру с угрозами, что уже не могло не радовать. Вместо этого он вежливо постучался костяшкой указательного пальца в окно и попросился в салон. Я разблокировал пассажирскую дверь и пустил его внутрь. «Доброй ночи», — улыбнулся тот. «Я так понимаю, вы не просто так явились на машине нашего босса?» «Правильно понимаете», — кивнул я. «С кем имею?» «Меня зовут Мент, и я первый заместитель начальника службы безопасности Азота». Назвался тот, будто на докладе перед начальством отчитался. «Представьтесь, пес». Спокойно ответил я и заметил, как дрогнуло лицо зама. «Что вам нужно?» Тон заместителя стал более сухим и настороженным. «Хочу предложить вам сделку», — усмехнулся я. «Судя по вашей реакции, вы прекрасно понимаете, кто я такой. Ну а документы ваши люди уже отсканировали. Значит, в доказательствах вы не нуждаетесь. Я так понимаю, в отсутствии начальства вы остаетесь за старшего?» «Совершенно верно», — кивнул тот. «А я так понимаю, что моего начальства я больше не увижу?» «Сожалею», — пожал я плечами. «Так что за сделка?» Внимательно посмотрел на меня мент. «Думаю, вы и без меня уже догадались». Посмотрел я в его глаза. «Вы сейчас единственный на весь форт знаете о смерти власти. И я могу вам гарантировать, что так и останется, пока вы сами об этом не скажете. Если все сделать правильно, то к следующему утру весь форт будет в ваших руках». «Из чего вы решили, что мне это интересно?» Усмехнулся тот. «Я вообще могу вас арестовать, и точно так же буду уверен в вашем молчании на необходимый срок. К тому же вы приехали на машине босса, а это вряд ли останется незамеченным. Я повторюсь, если все сделать правильно», надавил я на последнее слово. «Стоит вам сейчас поднять шум вокруг меня, и ваши конкуренты, которые наверняка имеют место быть, сразу же активируются. Предлагаю спокойно выпустить меня из форта на этой самой машине. Своим людям сказать, что меня послал босс, и вдумчиво, методично проработать вопрос, как занять лучшее место под солнцем. В обмен на что?» Наконец-то задал он правильный вопрос. «Отмена заказа на голову метлы», ответил я и широко улыбнулся, будто на презентации нового проекта по увеличению роста продаж. «Так», задумался тот и оттянул нижнюю губу. «Где гарантии, что это не проверка моей лояльности к руководству?» «Вы это сейчас серьезно?» Удивленно уставился на него я. «Конечно нет». С улыбкой включил заднюю тот. «У вас все?» «Мы договорились?» – уточнил я. «Само собой». Кивнул тот и протянул руку для скрепления сделки. «Мне потребуется пара дней на решение вашего вопроса. И да, если не выполните свою часть, я вернусь». Вежливо улыбнулся я. «Прощайте, господин пес».
Уверенно произнес тот и покинул машину. «Верните ее документы, пожалуйста», добавил я, и мент, который уже ступил одной ногой на землю, кивнул. Уже через несколько минут я ехал к детскому саду. Все прошло как нельзя лучше и проще. Ставка на человеческую алчность и жажду власти в очередной раз сыграла и выдала джекпот. На переднем сиденье лежал конверт с пластиковым удостоверением Ольги и даже записка, которую передала Гайка. Надеюсь, мент человек слова и не станет юлить, хотя я даже смысла в этом не видел. Нашу встречу он преподнес как особо важное поручение босса, и в общем вряд ли кого-то смутило, что за рулем оказался совершенно незнакомый человек. Они видели удостоверение ищейки, а с нулевыми могут быть любые дела, и в особенности те, что вызывают множество вопросов. Прибыв к детскому саду, я застал картину, которая просто не могла оставить меня равнодушным, и улыбнула. Ну просто сюжет для видосика на YouTube с кликбейтом уровень милоты зашкаливает. На асфальтированной дорожке, вытянув лапы, лежал тузик, которому при помощи щетки с шампунем натирали бока. Жизнь в постоянных условиях дождя, видимо, напрочь отбила у животного боязнь к водным процедурам. Но вот почесывание труднодоступных мест жестким ворсом явно вызывало наслаждение. Синяя тварь, которую не просто так считают самой опасной среди всех, ну, кроме разве что прозрачных, вел себя как котик под чесалкой. Он вытягивался в струну, переворачивался на спину и даже играл лапами, иногда хватая щетку и слегка прикусывая ее. Жаль, что у него отсутствовал урчальник, потому как я бы послушал исполнение виброрежима от такой кисы. Стоило дикому убрать щетку, чтобы заново окунуть ее в тазик с шампунем или жидким мылом, как тузик сразу переворачивался на спину и пытался вернуть орудие для получения удовольствия на место. Девчонки дружно хохотали, поливая тварь из шланга. И вся эта картина просто не могла не вызвать улыбку. Заметив меня, Ольга бросила развлечение и быстрым шагом направилась ко мне. «Ты вернулся!» Тут же повисла она у меня на шее. «Как все прошло?» «Все хорошо». Протянул я ей конверт. «Ты свободна. Вопрос с твоим заказом решат в течение пары суток». «Как тебе это удалось?» Обрадовалась она с удивлением, рассматривая собственные документы. Как говорил один фокусник из моего далекого детства, ловкость рук и никакого мошенничества, улыбнулся я. Не вникай, все закончилось, и это главное. А мы тузика моем, с довольным лицом доложила очевидная она. Смотри, как ему нравится. Вижу, кивнул я. Вы с Гайкой продолжайте, а мы с Диким пока пообщаемся в сторонке. Хорошо, согласилась Ольга и поспешила вернуться к развлечению. «Как все прошло?» — повторил вопрос Ольги Дикий. «Нормально», — кивнул я. «До рассвета часа 2-3. Взглянул я на часы в телефоне. «Пора заканчивать в мире животных. Если поспешим, то успеем отдалиться на 100-другую километров». «Думаешь, могут быть последствия?» — поморщился тот. «Без понятия», — пожал я плечами. «Скорее всего, нет, но лучше перебдеть». «Ладно, я понял», — согласился Дикий. «Куда теперь?» «За сокровищами мешка», — улыбнулся я и похлопал его по плечу. «Необходимо собрать пару комплектов для полного микса. И неплохо было бы заполучить несколько коричневых камней на крайний случай». «Этого добра там навалом», — улыбнулся тот. «Можно хоть лопатой в багажник погрузить». «Слишком опасно. И ты лучше меня это знаешь. Иначе давно бы так сделал», — покачал я головой. «Хорошо, что 90% жителей мешка вообще не заморачиваются подобными вопросами. Возьмем ровно столько, сколько необходимо. Остальное сдадим хану». «Уверен, что стоит это делать», — задумался Дикий. «Может, как-нибудь?» «Как-нибудь мы уже сегодня вечером пробовали», — сухо ответил я. «Хан не тот человек, с которым стоит играть». «Блин, жалко же», — поморщился тот и почесал затылок. «Понимаю», — согласился я, — «но по-другому не получится. Как ты вообще нашел это место?» «Прятался», — пожал плечами тот. «Случайно наткнулся. А когда понял, что это такое, едва в штаны не наложил от страха. Не сразу догадался, что муравейник уже мертвый». «Ладно, хрен с ней с историей. Далеко до него?» – спросил я. «Минус 330 на 505». Озвучил довольно интересные координаты Дикий, заставив меня сильно этому удивиться. «Не совсем там, конечно. Неподалеку от форта. Если не знать, что искать, в жизни не отыщешь». «Почему?» – переспросил я, представляя себе вполне очевидное. «Наверняка там что-то типа норы или входа в пещеру». «Так-то да», – загадочно улыбнулся тот. «Райончик этот непростой». «Блин, Дикий, хорош уже ребусами сыпать», – раздраженно бросил я. «Говори ты толком».
Мы не в что где когда играем. В общем, если ты представляешь себе трущобы, которые бывают где-нибудь в странах третьего мира, то понимаешь, о чем я. Немного подумав, произнес тот. Не зная точного направления, потеряться в них проще некуда. Так, мне это уже не нравится, поморщился я. Но чую, это не все подвохи. Угадал, улыбнулся тот. Фортов там практически нет, а те, что есть, находятся на окраине. Бункеры, как ты понимаешь, строить некому. В общем, ближайшая точка только та, что я тебе назвал, и до входа в муравейник около 6 часов пешком. Подозреваю, что на машине туда не сунешься, уточнил я очевидный вопрос. Именно, кивнул тот. Улицы такие узкие, что даже на велосипеде с трудом втиснуться удастся. Все дома вокруг похожи друг на друга, потому что собраны из дерьма. Короче, то еще местечко, я тебе скажу. Надеюсь, ты хорошо запомнил дорогу, усмехнулся я, хотя было совершенно невесело. Обижаешь, растянул губы в улыбке тот. На самом деле не так страшен черт, как его рисуют. Тварей там почти нет, забредают только днем, но если сильно не шуметь, то вполне можно отсидеться даже на поверхности. Все же под районом царство мертвых. Ладно, понял. Кивнул я и обратился к женской половине нашей компании. «Девчат, заканчивайте банные процедуры. Пора ехать». Они быстро окатили тузика из шланга, смывая с него остатки пены, и лишь подчиняясь вспыхнувшему взгляду Ольги, тот прекратил выпрашивать массаж щеткой. Вид у него, конечно, остался обиженный, но ничего, думаю, переживет. Вскоре мы быстро загрузились в машины. БМВ коменданта загнали поглубже в подворотни, чтобы не мозолило глаза и не вызывало лишних вопросов раньше времени. А сами на 2 УАЗах поспешили удалиться от косячного форта. Глава 10. Путь к сокровищам. Первая же остановка за топливом показала всю нашу несостоятельность относительно передвижения на 2 машинах. Нет, за бензин платить не пришлось, как если бы это происходило в нормальном мире или том же форте. Но вот по времени. Залив бак одного из УАЗов под пробку, мы снова взялись за наполнение канистр, из которых требовалось перелить содержимое во вторую машину. При этом с каждого тарантаса нам удавалось добыть от 3 до 10 литров максимум. Все это изобилие стояло прямо во дворах и имело крайне плачевный вид. Редко когда удавалось обнаружить более или менее достойный экземпляр, который способен передвигаться. И это я еще не имею в виду запуск двигателя и самостоятельную езду по дорогам. Но более странным казалось другое. Откуда во всех этих грудах металлолома топливо? А судя по словам Дикого, через неделю-две оно вновь здесь появится. Ну не твари же в самом деле его туда заливают. На сей счет у него имелась своя теория, и в 2 словах ее можно было описать как день сурка. Он полагал, что весь этот мир замер в одном коротком промежутке времени, и именно потому здесь никогда не меняется погода. На нас и хронометры феномен никак не влиял, но прямым образом касался предметов, принадлежащих мешку. Что-то в этом было. Я даже не удивлюсь, если по факту он окажется прав. Но в моем мозгу это не укладывалось, казалось бредом. Вот, к примеру, почему в таком случае ветшают здания? Никуда не девается разруха, оставленная после схваток. Хотя я еще не задерживался подолгу на одном месте, сложно судить. А форты? Разве их не касается аномалия времени? Здесь Дикий тоже имел аргумент, и вполне себе непробиваемый. Вот если бы мы знали, как все это работает, давно бы уже исправили все ошибки человечества, изрек он, а затем выдержал паузу и добавил. Или уничтожили бы к чертям собачьим. Что-то мне подсказывает, что второй вариант более правдоподобный, усмехнулся я. Слушай, мы уже 2 часа тут ковыряемся. Сменил тему тот. Давай попробуем ваше чудовище в буханку поместить. Ну сколько в нем веса? Центнер, 1,5. Да, пожалуй, ты прав. Немного подумав, согласился я. Должна машина справиться. Я в этом даже не сомневаюсь, отмахнулся Дикий. Это же не гоночный болид, где каждый грамм влияет, а для проходимости даже лучше станет. У меня один товарищ специально в буханке 2 чугунных радиатора возил, чтоб зад не кидало. Выходит, хорошо, что мы ее первой заправили. Улыбнулся я и обернулся к женской половине. Девчат, перекидайте с нашей машины все в буханку, на ней поедем. Те без лишних вопросов принялись за работу,
а мы перебрались к осиротевшему УАЗу со своими шлангами и канистрами. Не пропадать же добру. Тузик запрыгнул в машину через заднюю дверь, которую Дикий закрыл с третьего раза. Буханка завелась с половины оборота и с хрустом, включив первую передачу, довольно спокойно съехала с места. И почему я думал, что машина нас всех не осилит? Питомцу здесь понравилось гораздо больше. Он тут же улегся на пол и вытянул лапы, не забыв при этом сладко зевнуть. А вот нам пришлось не очень комфортно, если учитывать тот факт, что приходилось ютиться на узкой скамейке вдоль борта. Уже через час я плюнул на это занятие, потому как перестал чувствовать спину и развалился на полу рядом с Тузиком. Пару раз пнул его локтем, чтобы тот не наглел и слегка подвинулся, и положил на его мягкую тушу свою голову. Ольга вначале посмотрела на меня скептически, но уже через 10 минут заняла место рядом. «Эй, вы там не сильно расслабились?» Усмехнувшись, спросил Дикий, поглядывая на нашу идиллию в зеркало заднего вида. «Рули давай!» Вяло махнул я рукой. «И поаккуратнее там, чтоб я не волновался, не дрова везешь». «Во, ферзи!» Качнул он головой и улыбнулся. Совсем, конечно, расслабиться не удалось, мешок такое не любит. Буквально минут через 40, когда мы с Ольгой слегка задремали, Дикий резко остановил буханку. Лишних слов не требовалось. Подобное могло произойти лишь в одном случае. Сейчас придется тратить патроны. Словно уловив мои мысли, затрещал ПП гайки, и следом хлопнула дверь со стороны Дикого. Само собой, что я уже давно не валялся, наслаждаясь блаженством, и рвался наружу, пытаясь открыть чертову дверь. Как только задние створки распахнулись, Тузик рванул на улицу, едва не сбив меня с ног. Дикий уже вовсю поливал из автомата, пытаясь сбить с крыши пару желтых, которые хаотично носились по парапету и не давали возможности как следует прицелиться. Однако первый камень с их стороны прилетел на крышу буханки довольно точно, оставив на ней неслабую вмятину. Наш питомец хлестнулся синим, что вылетел из-за поворота, и на всех парах рвался к Ольге. Она пыталась срезать его парой коротких очередей, но скорость твари была слишком высока. Тузик сшиб его в полете, буквально у самого ее носа, и они клубком покатились по мокрому асфальту, разбрызгивая во все стороны лужи. Мне досталась тройка красных, которая с ревом вылетела из здания супермаркета позади нас. Вначале брызнули осколками высокие окна, а затем появились они. Очередь из вала не сделала ровным счетом ничего, и до меня наконец дошло, почему у Дикого не получается сбить с крыши желтых, а у Ольги завалить синего. «Здесь где-то зеленый!» — крикнул я и рванул навстречу красным тварям. Они слишком медлительны, и я надеялся проскочить мимо них внутрь супермаркета. Что-то мне подсказывало, защитника следует искать там. Один из гигантов отреагировал на маневр и с гулким воем попытался пнуть меня ногой. Вот только пока он замахивался, я, словно заяц, резко сменил направление и побежал в сторону. Удар красного ушел в пустоту. И пока он ловил равновесие, хватаясь руками за воздух, я успел прошмыгнуть под его поднятой ступней. Зеленого я увидел сразу. Тот сидел между высокими стеллажами и делал вид, что прячется. Однако его задние лапы отчетливо просматривались в проходе. Недолго думая, я выхватил мачете и рванул в его сторону, оббегая ряд холодильников с вывеской «Молочная продукция». Заметив меня, Зеленый взревел и попытался подняться, но скользкий кафель не дал ему такой возможности, а я находился уже рядом. Жук или черепаха, величиной примерно с газель, умер мгновенно. Усиленный различной пылью мачете развалил его череп надвое, даже не почувствовав сопротивления. Красные все это время тоже не спали, и двое из них, пригнувшись, уже возвращались в торговый зал тем же путем. Расстояние метров 10, а может и того меньше. Самая работа для картечи. Да и макушки их выглядят прекрасными мишенями. Грохот выстрелов несколько раз отразился в пустом помещении, а я в очередной раз с сожалением вспомнил о своих наушниках, которые покоятся в боковом кармашке рюкзака. Видимо, я никогда не поумнею. Третий заряд картечи почти оторвал ногу последнему, который все еще находился на улице, и тот с воем завалился внутрь супермаркета. Упав на спину, он преподнес мне свою глупую морду прямо к ногам. Выстрел вышел красивым. Череп превратился в фарш, разбрызгивая содержимое по всему полу, не забыв при этом щедро окатить и меня. Стрельба на улице стихла, но что-то мне не понравилось в выкриках, которые продолжали доноситься снаружи. Выскочив из супермаркета, я застал не очень радостную картину. Посреди улицы лежал Тузик, а над ним на коленях склонилась Ольга. Чуть поодаль стоял Дикий и Гайка. У последней был очень виноватый вид, а в ногах валялся ПП от Беретты. До меня быстро дошло, что случилось. Даже лишние вопросы не пришлось задавать.
Видимо, в пылу боя девушка перепутала нашего питомца с реальной тварью и полоснула по нему из своего оружия. Я уже привык к нашему зверю. За то короткое время, что он был с нами, я уже начал воспринимать его как члена семьи, и, судя по лицу Гайки, которая вот-вот расплачется, она полюбила его не меньше. «Как он?» – задал я первый вопрос, как только присоединился к Ольге. «Не знаю», – испуганно ответила она. «Ему больно». «Подожди, не мешай», – слегка отодвинул ее я и принялся ощупывать зверя. К моему удивлению, тот лежал вполне спокойно. Судя по следам крови, ранение он получил в бочину. Одна пуля пришлась на ляжку, вторая чуть ближе к брюху, но в район позвоночника. Но вот что было странно. Обе они лишь поцарапали шкуру. Хотя, если судить по расположению Гайки и Тузика, выстрел производился практически в упор. Я лично убивал синего СПП и прекрасно знаю, что с такой дистанции пуля должна была перебить ему кость и засесть очень глубоко внутри, а вторая так вообще лишить возможности передвигаться. Но это были лишь следы, царапины. Осмотрев его более тщательно, я обнаружила небольшие ранки, что остались на питомце после схватки с дикой тварью-сородичем. Но опять же, зная то, насколько опасны их зубы и когти, ранения носили лишь поверхностный характер. «Он умрет, да?» Размазывая слезы по лицу, спросила Гайка. «Простите меня, я не знаю, как это получилось». «Для начала успокойся», – тихо сказал я. «Сходите с Ольгой, соберите трофеи. С ним все будет хорошо, правда, Тузик?» Тот поднял голову и издал один из своих странных звуков, а затем пару раз махнул хвостом. «Что с ним?» Тут же задала вопрос Ольга. «Просто царапины», – ответил я. «Сама посмотри». Она присела рядом и взглянула на раны, а затем удивленно уставилась на меня. «Как такое возможно?» – спросила она. «Гайка стреляла практически в упор. Пули должны были пройти на вылет». «Понятия не имею», – пожал плечами я. «Но мысли по этому поводу имеются. Соберите трофеи. Мы пока с Диким его зеленкой помажем». Девчонки с сомнением отправились исполнять поручение, а я действительно попросил товарища подать антисептик. Стоило полить из пузырька первое отверстие, как Тузик моментально подскочил, словно и не изображал из себя умирающего секунду назад. Из его пасти вырвался недовольный возглас, а сам он остановился в сторонке и замахал хвостом с опаской, поглядывая на меня, держащего в руках пузырек с зеленкой. «Иди ко мне», – постучал я ладонью по бедру. «Иди, кому говорю». Стоило сделать к нему шаг, как он мгновенно переместился на пару метров в сторону и продолжил недовольно размахивать хвостом. «Ну я что, бегать за тобой буду?» – возмутился я. «Иди сюда, говорю, нужно раны обработать». Очередная попытка приблизиться не дала ровным счетом ничего. Догнать синего без применения пыли не представляется возможным, а все мои хитрости шли ему под хвост. Девчата уже давно собрали камни и с улыбками наблюдали, как я нещадно истязаю бедное животное. Хотя здесь еще вопрос, кто над кем издевается. До тех пор, пока я не убрал пузырек с зеленкой, Тузик меня к себе не подпускал. Но стоило орудию пыток исчезнуть в рюкзаке, как тот сразу ткнулся мне мокрым носом в ладонь. «Почему его пули не взяли?» Подошла ко мне с вопросом Ольга. «Ты говорил, что имеешь какие-то мысли по этому поводу». «Угу», – кивнул я с улыбкой, наблюдая, как Гайка, обхватив кровожадную тварь за шею, просит у нее прощения. Там, на площади, перед нашей атакой, я ему зеленой пыли дал. «Так с того момента уже 2 суток прошло», – обернула она ко мне удивленное лицо. «Вот и я думаю, странно все это», – усмехнулся я. «Но ведь ты понимаешь, что с такими попаданиями он не протянул бы и ночи, а по факту ему только шкуру повредило». «Хочешь сказать, что эффект пыли у твари постоянный?» Высказала она мысли, что крутились у меня в голове. «Либо так, либо ее действие гораздо дольше, чем у нас», – кивнул я. «Во всяком случае, повреждения он получил. Возможно, пыль уже ослабевает, а возможно, следующая доза сделает его еще более прочным». «И как понять?» – пожав плечами, спросила она. «Давать ему пыль и иногда стрелять», – засмеялся я. «Ты че, дурак совсем?» Возмутилась Ольга, восприняв мои слова всерьез. «Да шучу я», – успокоил ее я. «По крайней мере, по поводу выстрелов. А вот с пылью, думаю, стоит продолжить». «Но мы опять же не знаем, как она на него повлияет», – вставил свои 5 копеек Дикий. «А вдруг ему нельзя ее часто? Или нельзя смешивать?» «Но если ничего не делать, то ничего не поймем», – пожал я плечами. «Ладно, грузимся. Поговорить можно и по дороге». Дикий снова взялся грохать задними дверями, при этом не забывая шипеть и материться.
Как только с его губ слетело самое крепкое словцо, дверь волшебным образом закрылась, и тот, довольный проделанной работой, направился на водительское место. «Надо будет завтра вечером посмотреть. Что-то там, кажется, с притвором беда», – сделал он профессиональное заключение. Машина, подвывая коробкой, тронулась, а мы с Ольгой вновь завалились на полу, положив головы на раненого питомца. Тот, в общем, не возражал. К тому же места мы выбрали без повреждений. Метла улеглась ближе к морде, а я завалился на грудь, слушая его странное сердцебиение. Мне показалось, что в его груди их два. Одно работает методично, почти как у любого другого существа. Но вот второе запускается только когда тузик вздрагивает от постороннего шума. Видимо, оно и управляет тем самым ускорением. А может быть, у всех тварей есть такое. И именно оно превращается в камень и растворяет их тела. Скрыть их не получается по понятным причинам. Тела испаряются быстрее, чем человеку удается понять, что же находится внутри. А вот так, как это делаю сейчас я, вряд ли кому-нибудь удавалось раньше. Возможно, поэтому об их внутреннем устройстве никто не знает. Боже, о чем я вообще думаю? Какая вообще разница, в каком количестве и порядке расположены их органы? Вот свойство пыли, что до сих пор осталось у нашего зверя, это интересно. Что если дать ему красную? Будет ли она конфликтовать? Или станет хорошим бонусом? Или вообще заменит эффект зеленый? Это какую же тварь можно вырастить, если постоянно давать ей пыль? Да, еще бы разрешил мне кто-нибудь проверить это все. Боюсь, Ольга с Гайкой стеной станут, но не позволят мне проводить опыты над тузиком. В общем-то, мне и самому не очень хочется испытывать свои теории на нем. Но каков может быть эффект? Ладно, пока мы имеем добро на применение зеленки, и это уже хорошо. Если прогресс пойдет, можно будет как-нибудь попробовать и усилить его. Посмотрим по ситуации. Ехать пришлось долго. Дорога то петляла между домов, то выстраивала их вдоль себя и расправлялась в ровную линию. На таких участках удавалось разогнать машину до 80 км в час. Здания по бокам становились выше, современнее. Но стоило прямому участку закончиться, как сразу портился вид за окном, а заодно и покрытие самой дороги. В такие моменты машина снижала скорость, порой до черепашьей, и, поскрипывая подвеской, нехотя переваливалась на ухабах. Чтобы всем было хорошо, машиной управляли по очереди, меняясь каждые 4 часа. Иногда мешок вынуждал сражаться, иногда давал возможность проскочить. Днем жизнь вокруг пробуждалась, вынуждая людей прятаться, и мы не являлись исключением. Но в форты мы входили лишь в крайнем случае, пополнить боеприпас и снять со счета немного камней. Все необходимое и так имелось под боком. Нужно только знать, где искать, а мы знали. Выходя в рой каждые 3 дня также по очереди, мы всегда знали местонахождение нычек поблизости. Дикий учил меня, подсказывал, помогал ориентироваться, и мои путешествия по общему сознанию стаи уже не походили на слепые попытки разобраться, что к чему. Я угощал тузика зеленой пылью каждый вечер. Наверняка можно и чаще, но рисковать зверем не хотелось. Да и девчонки были сильно против. Он уже стал своим в доску, иногда показывал характер, и, что удивительно, обладал чувством юмора. Может быть, не таким, как оно в нашем человеческом понимании. Однако он очень полюбил подшучивать над нами. То сзади встанет, да таким образом, что обязательно упадешь. Иногда тихонько подкрадывался и издавал различные резкие звуки, при которых обязательно вздрагиваешь и кроешь трехэтажным матом. А этот гад отойдет чуть подальше и хвостом своим размахивает, и рожу такую делает, будто смеется. С Ольгой у них вообще особые отношения. Меня он слушается беспрекословно, выполняет любые команды и делает все в точности, как я указываю. Но Ольга порой даже не озвучивает их, будто разум тузика и девушки един. Самым моим большим удивлением был вечер, когда наш питомец сунул ей кружку с кофе в руку. Она ни о чем не просила, просто задумалась и потянула ладонь к напитку, который, к слову, оставила на столе. Тузик каким-то неведомым образом понял, чего хочет хозяйка, и, зажав кружку в зубах, сунул ее точно в ладонь девушки и ровно в тот момент, когда она собиралась схватить пустоту. По всем признакам он действовал необдуманно, будто является ее третьей рукой. После этого я настоял на повторении процедуры, а убедившись в собственных доводах и на ежедневных тренировках, и уже к концу недели получил серьезный результат. Посему выходило, что наш питомец стал очень весомым аргументом. Высокая скорость в совокупности с неуязвимостью и верностью
Сделали из него идеальное оружие, а в последней схватке со своими сородичами он это еще и доказал. Разорвал двоих синих и одного красного буквально за пару секунд. Те даже сделать ничего не успели. И в отличие от них, Тузик действовал уже иначе, не так, как было в самом начале. Если в стандартной ситуации синие пытаются в первую очередь опрокинуть жертву, и только затем применяют когти, шипы на хвосте и зубы, то наша тварь рвала сходу. Ему не нужно для этого прижимать к земле, сбивать с ног. Он прямо во время движения острыми когтями спорол брюхо одной твари, пригвоздил своим хвостом к стене голову другой и бросился на красного. Здесь он применил привычную тактику, прыгнул на грудь, сбивая того с ног. Вот только зубы на ключице сомкнул еще до того, как они вместе рухнули на землю. Лично мне страсть как хотелось испытать его в бою с человеком. Но как назло, нам никто не попадался. Нет, мы, естественно, встречали охотников, проезжая мимо друг друга на машинах, но не травить же созданное нами чудище на ни в чем не повинных людей. А вот так, чтобы кто-то вдруг решил наехать на нас, попытался отжать добро, нет, таких, к сожалению, не попадалось. А может быть и к радости. Однажды я украдкой попробовал потыкать Тузика ножом в лапу и с удивлением обнаружил, что тот даже не достал до его тела примерно с полсантиметра. После этого сразу увидел кулак со стороны Ольги, которая, видимо, почувствовала подвох, а может быть, связь с питомцем подсказала. Однако я остался очень доволен достигнутым результатом. Да, будь он у меня в таком виде там на площади, то Азот со своими ребятами приехал бы с уже заранее наложенным в штаны дерьмом. Весь наш путь занял почти 2 недели. Вполне продуктивные, надо сказать. К буферной зоне мы подъехали практически на рассвете. Тузика я выпустил за пару кварталов до нее. Внутрь нас твари вряд ли запустят. Да и ни к чему лишние вопросы. Опять же, людей зря кошмарить тоже не стоит. Прямо на воротах я словил первый культурный шок. «Чё ты мне свою пластмассу пихаешь?» – грубо заявил охранник. «Нет денег, вали дневать в трущобы». «Вы меня разве регистрировать не собираетесь?» Все еще оставаясь вежливым, спросил я. «Ты у меня компьютер видишь?» Продолжил хамить тот. «Слышь, я тебе чё, Ванга?» Не выдержав в тон ему, ответил я. «Мне откуда знать, что у вас тут за порядки? Сколько за въезд?» 5 камней!» С наглой ухмылкой заявил тот. «Харя не треснет?» Уточнил я и сыпал ему в ладонь плату за 4, но по 4 камня за нос. Тут не хватает!» Возмутился было охранник. «Вычел немного за борзоту». Повторил я его наглую ухмылку. «Ты ох!» Продолжение его хамской фразы я не услышал, так как дал по газам и повел машину в дальний конец форта на стоянку. Приятно, что достигнув финала нашего путешествия, не нужно было светиться. Нет регистрации, да это просто подарок какой-то. Но моя радость оказалась преждевременной, и чтобы это понять, достаточно просто осмотреться. Самый нищий форт из всех, что попадались на моем пути. Людей практически нет. Даже свободные вышки имеются. А такого я себе и представить не мог. Пока добрались от стоянки до гостиницы, которая даже бомжи могли легко побрезговать, дважды чудом избежали неприятностей. Какой-то забулдыга валялся в луже прямо посреди улицы. Но стоило присмотреться внимательнее, стало понятно, что он мертв. Невозможно дышать лицом наполовину погруженным в воду. «Я не хочу здесь оставаться». Посильнее вжалась в руку дикому Гайка. «Давайте убежище поищем, а?» «Нет здесь таких», покачав головой, ответил тот. «Придется потерпеть денек, а завтра мы уже отсюда свалим». Я стесняюсь спросить. Повернул я удивленное от шока лицо к товарищу. «А ты как вообще попал в это место?» «Долгая история», поморщился тот. «Мне тогда деваться было особо некуда, а регистрации я боялся. Не хотел, чтобы меня нулевые нашли. В этом районе почти все форты такие. Они в основном состоят из тех, на кого объявлен розыск. Потому и вот». «М-да», протянул я, — «дела». «В гостиницу не пойдем, там легко можно не проснуться», отмахнулся от меня Дикий. «Здесь неподалеку кореш один мой живет, если, конечно, еще дышит». «Многообещающе», снова подначил товарища я. «Оль, может, стоит Тузика позвать? Что-то без него здесь неуютно». «Я уже тоже об этом подумала», усмехнулась она. «Но думаю, не стоит привлекать лишнего внимания. Для этого уже нас более чем достаточно». Мы прошли мимо гостиницы, руки у всех на оружии, а напряжение такое, что даже за стенами форта не всегда бывало. Дикий провел нас каким-то узким закоулком между зданий,
и вскоре уже нажимал кнопку звонка у неприметной двери в здании, похожем на гараж. Что-то щелкнуло, и створка слегка отошла в сторону. Дикий потянул ее на себя и сделал приглашающий жест, пропуская нас внутрь. Здесь и в самом деле был обыкновенный гараж. Даже УАЗ, заточенный под местные реалии, стоял посередине. Дикий уверенно обошел его и потянул на себя ручку инструментального шкафа, за которым обнаружилась лестница в подвал. В отличие от того помещения, через которое мы только что прошли, это оказалось хорошо освещено и довольно приятно обставлено. «Знакомьтесь, это Мазай», — представил он нам встречающего. «Мазай, это мои друзья, пес, метла и гайка. Последняя моя девушка, так что руки свои не распускай, понял?» «Ничего страшного, пожамкаю немножко, не рассыплется», — хохотнул сухонький старикашка лет 75 на вид. «Чего приперся опять? Снова геморрой на жопу словил?» «Не, мы завтра в трущобу уйдем», — покачал он головой. «Ну, вы чё встали, как неродные?» — прикрикнул на нас дед. «Давайте, выворачивайте карманы. Чем дедушку угощать собираетесь?» Я скинул рюкзак и отчего-то сразу выудил из него бутылку коньяка. «Вот это дело!» — тут же оживился Мазай. «А ты смышленый, это хорошо. Жрать у меня нет. Если только крыс сушеных не побрезгуете. Ха-ха-ха! Шучу я! Слышь, молодуха, а ну сгоняй в кладовочку. Там у меня шампиньоны маринованные оставались». Он протянул Гайке ключ на шнурке, который снял со своей шеи. «Да шевелись ты, милая!» — прихлопнул ее Мазай сухой ладонью по заду. «Ха! Ничего так, упругая!» «Дед, хорош чудить, а?» — попытался остудить его Дикий. «Что о тебе люди подумают?» «Да мне насрать!» — хрипло засмеялся тот и обратился ко мне. «Ты чего замер, касатик? Стакан вон себе возьми!» «Да я не пьющий так-то», — пожал я плечами, все еще пытаясь отойти от шока. «Не пьющие в гараже не спят, ха-ха-ха, и не дающие тоже», — заявил Мазай, поглядывая на мою Ольгу. «Так, дед, губу закатай», — ответила ему та. «Не то я тебе твой вялый писюн на пятаки порубаю, и клешни свои подальше держи». «А ты дерзкая!» — хлопнул ее по заду тот. «Люблю таких! Ха-ха-ха!» «Ну ты и конь!» — внезапно вместе с ним засмеялась Ольга. «А ну, плесни мне тоже чутка». «А ничего, хорошие у тебя друзья!» — хитро прищурился Мазай, глядя на Дикого. Я только сейчас начал понимать. Все это было лишь представлением, цирком. Дед оказался совсем не так прост, и вовсе не таким хамлом. «Так я тебе прямо за это сказал», — спокойно пожал плечами Дикий. «Не знаю, что ты тут устроил». «Там нет никакой кладовки». В дверном проеме появилась Гайка, держа в руках ключ. «Знаю, милая, зато стены бронированные», — улыбнулся тот. «Иди-ка присядь с нами, коньячку пригуби, уваж дедушку». «Мазай, нам завтра нужно к муравейнику. Проводишь?» Дикий вдруг задал неожиданный для меня вопрос и пробил ножом крышку на банке с тушенкой. «А чего же не проводить?» — улыбнулся тот. «Я ж ведь еще тот Сусанин». Глава 11. Пещера Аладдина. «Так, вот сейчас не понял», — уставился я на Дикого. «Ты вроде как говорил, что сам нашел это место». «Нашел», — кивком согласился тот. «После того, как 3 суток блуждал по трущобам, не зная, где найти выход». «Ладно, допустим». Я, наконец, присел на диван. «В таком случае, как ты показал его Мазаю?» «Да тебе не один хер», — возмутился дед. «Место это его. Что тебе еще нужно?» «Нет, все нормально», — отмахнулся я. «Просто хотел разобраться». «Мазай, дело в том, что мне придется его отдать другим людям», — с виноватым видом пробормотал Дикий. «Мне пофигу», — пожал плечами тот. «Муравейник твой, ты его нашел и волен делать с ним все, что захочешь». Мне показалось, что на его лице всего на миг отразилась улыбка победителя. «Его забирает хан», — вместо Дикого сказал я, внимательно наблюдая за реакцией деда. «Хан!» — медленно протянул он с ехидной улыбкой. «Ну, так это меняет дело. Ха-ха-ха! Да мне насрать, парень. Пусть хоть сам Лаврентьев приезжает и забирает этот кусок геморроя себе». «Что?» Я даже подпрыгнул с дивана. «Как ты сказал?» «Еще и глухой», — усмехнулся тот. «Я думал, ты просто придурок». «При чем здесь Лаврентьев?»
Попытался я взять себя в руки. «Ты думаешь, если я сижу здесь, в этой жопе мешка, то ничего не знаю о событиях в нулях?» Усмехнулся Мазай. «Я уже совсем ничего не понимаю». Опустился я обратно на диван. «Объясните вы толком, что вообще происходит? Причем здесь Лаврентьев, хан и смена власти нулевых? Как, мать его, это все связано?» «Сама по себе власть в мешке ничего не стоит. Без поддержки с внешнего мира все это лишь суета. Обычная внутренняя возня в миссионерской позе», взялся за пояснение дед. «Твой хан без канала сбыта, обыкновенный человек, ну, максимум комендант форта, и все». «Но для этого нужен стабильный постоянный проход во внешний мир», почесал я макушку. «К тому же, как я понимаю, основной спрос распространяется лишь на миксы». «Правильно понимаешь», кивнул тот. «Хотя миксы – это не все. И для их употребления необходимо быть здесь. Там они не работают». Ладно, допустим, этот канал есть. Миры связаны, и кое-кто прекрасно осведомлен об их местонахождении. Я стал рассуждать логически. Какой в этом прок хану, если деньги того мира здесь никому не нужны? «Оружие, технологии, наемные армии», стал перечислять Мазай, загибая пальцы. «А если есть возможность перекинуть товар, то кто сказал, что хан не может покидать мешок и пользоваться деньгами там?» «Вполне логично», немного помолчав, согласился я. «Но при чем здесь Лаврентьев?» «Да что тебе дался этот богач?» С хитрым прищуром спросил дед. «Он тебе кто?» «Отец», тихо ответил я, и бункер погрузился в полную тишину. «Так», медленно произнес Мазай и перевел взгляд на Дикого. «И какого хера он тут делает?» «А ты сам не видишь?» – огрызнулся тот. «Он понятия не имеет, что здесь вообще происходит». «Он знает, что ты здесь?» – спросил меня дед. «Полагаю, что знает», – ответил я. «Иначе меня уже давно бы убили». «Ну что за человек, а?» – сплеснул руками тот. «Собственного сына вслепую использует». «Я думаю, что это его используют, удерживая меня здесь», – покачал я головой. «А знаешь», – почесал подбородок дед, – «не исключено». «Уверен, что так и есть», – вздохнул я. По сути, все началось именно в тот момент, когда в мешке появился я. До того момента у хана были другие планы, связанные с революционными движениями, а затем он быстро подкорректировал их, когда понял, кто я такой. «А ведь ты, скорее всего, прав, парень», – выдержав паузу и переварив информацию, согласился тот. «Вот теперь все точно сходится. А я-то всю голову сломал, как ему удалось за такой короткий срок наладить контакт с Лаврентьевым». «У меня другой вопрос», – перебил его мысли вслух я. «Ты откуда все это знаешь?» «Он бывший глава нулевых», – вместо деда ответил Дикий. «Но как?» «Ханом косяк», – засмеялся тот. «Я что, на идиота похож? Вот кто тебя просил?» Недовольно сморщив лицо, бросил он Дикому. «Ладно, чего уж теперь? Значит, будем играть в открытую». «Но почему ты здесь? Почему не борешься за свое?» Моему удивлению не было предела. До мозгов еще не окончательно дошло, кто передо мной стоит. «Жду подходящего момента», – улыбнулся в ответ Мазай. «Власть сменилась не только здесь. Основные перемены произошли во внешнем мире. И как только запахло жареным, я свалил». «Не понимаю», – помотал я головой. «Ты бросил своих людей». «Не смеши меня», – отмахнулся тот. «Люди там работают за деньги, и только». «Но если все так, тогда почему ты старый?» Идиотский вопрос сам сорвался с моих губ. «Почему не принял микс?» «Не хочу», – улыбнулся Мазай. «Устраивает такой ответ?» «Ладно, допустим». Я с силой провел ладонями по лицу. «Допустим, все так и есть. Мой отец работает на хана. Я, получается, тоже. Но ведь мы собираемся привести его сюда. И ты все равно собираешься нам помогать?» «Ага», – с довольным лицом кивнул Мазай. «Давай, давай, думай. Я отсюда слышу, как кипит от натуги дерьмо в твоем черепе». «Ладно, сдаюсь», – выдохнул я. «Да все просто», – растянул губы в хищной улыбке тот. «Я не просто так свалил именно сюда. В первую очередь здесь нет регистрации, и практически не бывает новых людей. Это место имеет такую славу, что в здравом уме сюда никто не сунется. Но не это главное». «Муравейник», – догадался я.
Это и есть твой козырь? Молодец, Еще раз улыбнулся тот. достойный сын своего отца. Сейчас у хана нулевой форт с остатками ресурсов. И, видимо, очко уже начало подгорать, раз вы здесь появились. Не удивлюсь, если он вам жесткие сроки обозначил. Это ты показал Дикому, где он находится? Спросил я. И ты прав, сроки действительно есть. Ну, как бы технически, он сам его нашел, засмеялся Мазай. Но да, я немного ему помог. Эй, я все еще здесь, помахал рукой тот. Да подожди ты, отмахнулся от него я и снова обратился к деду. Ты ждал этот день, так? Выходит, что так, Пожал плечами тот. хан только считает, что он умнее всех. Не боишься, что я его предупрежу? Поинтересовался я. Тебя Дикий привел, усмехнулся тот. А значит, ты не из тех людей, кому нельзя доверять. Ну и опять же, одному мне все это не провернуть, а с твоей помощью я еще и внешний канал без крови у себя оставлю. А если я не захочу помогать? Пожал я плечами. Думаешь, у тебя есть выбор? Засмеялся дед. Ты по самые уши влез в это дерьмо, и чем больше брыкаешься, тем сильнее пачкаешься. Пойми, здесь задействованы такие силы, что и папаше твоему не снились. Я могу просто использовать камень и свалить во внешний мир. Продолжил я развивать свой план, надеясь на то, что Мазай сейчас подскажет его слабые места. Ну, свалишь, и что? Пожал плечами тот. А ты уверен, что твоя подружка переживет переход? Или ты бросишь ее здесь? К тому же ты сам будешь связан рамками закона, а те люди, что придут за тобой, нет. Поздно брыкаться. Все уже давно решено за тебя. Просто выполни свою часть работы и живи спокойно. Если захочешь, я тебе форт собственный отгрохаю. Будешь жить, ни в чем себе не отказывая». Ого, наконец-то начинаем торговаться. С улыбкой потер я ладони друг от друга. «А почему нет?» – пожал плечами Мазай. «Не одним кнутом людей можно мотивировать. И, как доказывает практика, перспектива роста всегда работает лучше». Договорились. Немного подумав, кивнул я. Вы оставите нас в покое, и пусть будет средних размеров форт. Место я выберу сам. «Идет», – Согласился дед. «А теперь все в люльку. Завтра нам предстоит долго топать ногами». Бункер оказался довольно большим. По крайней мере, всем досталось по отдельной спальне. Как только мы закрыли за собой дверь, Ольга тут же перешла на заговорщический шепот. «Мне не нравится вся эта затея», — сказала она. «Нас не оставят в покое, и ты должен это понимать». «Понимаю», — согласился я. «Но пока нет никаких идей по этому поводу. Мазай прав. Все слишком круто для нашего уровня. Думаю, стоит попробовать сыграть по правилам, а там видно будет. Мне бы, конечно, еще с отцом на эту тему поговорить». «Сходи», — внезапно согласилась Ольга. «А ты?» — задал я идиотский вопрос. «А что я?» — пожала она плечами. «Дождусь твоего возвращения. Ты прав. Он может как-то на все это повлиять. По крайней мере, подскажет, как лучше действовать. Наверняка у него и люди свои уже здесь есть». «Я тоже так думаю», – прошептал я и прижал Ольгу к себе. «Ладно, давай спать. Завтра и правда трудная ночь. Да и мозгам отдых не помешает». Вопреки моим ожиданиям, уснуть я не мог долго. Такой ворох информации в голове требовал, чтобы его разложили по полочкам. Как же так меня угораздило попасть в самый эпицентр чужой игры? Хотя здесь в интересы вплетен мой отец. А это не то чтобы предсказуемо, но вполне нормально. Все же люди с большими деньгами и связями часто становятся объектом внимания тех, кому этого самого бабла всегда мало. А теперь самый главный вопрос во всей этой истории. Так ли случайно мы с Ольгой оказались в мешке? Ну и в дополнение ко всему, кто все это устроил? Лично у меня ответ напрашивается сам собой, и он однозначный – хан. Ну, хоть что-то более или менее понятно. Осталось сообразить, как из всего этого дерьма выпутаться. Головой понимая, что без потерь в этом случае не обойтись. Но как свести их к минимуму? Отец всегда говорил, если есть возможность потерять просто деньги, то это идеальный вариант решения проблемы. Лучше они, чем близкие или здоровье. В моем случае я рискую потерять жизнь. Притом не только свою. Ольгу, скорее всего, закроют на опыты. Слишком интересный у нее феномен. Отца и меня в расход, ну и остальных свидетелей тоже. Здесь под удар может попасть целая цепь людей, в том числе даже Бакс с Борей. Нет, все это, конечно, случится не сразу.
В лучших традициях заговоров и интриг. Нам действительно дадут форт. Возможность насладиться спокойной жизнью. Ну, в пределах условий мешка, конечно. А вот затем может начать твориться непонятное. Случайные смерти среди знакомых, несчастные случаи и так далее и тому подобное. В данной ситуации лучшим решением будет согласиться на все условия и какое-то время плыть по течению событий. Все равно сейчас я не готов дать бой той системе, с которой столкнулся. Впоследствии я выиграю время и хоть какие-то, но все же ресурсы. Можно будет подготовиться к часу Х. Незаметно для себя я задремал. Ольга давно сопела, уткнувшись носом мне в затылок, и ее присутствие рядом давало ощущение покоя и уюта. Дом – это не то место, куда мы приходим с работы. Едим, спим и смотрим телевизор. Дом, где любят и ждут близкие, не безразличные тебе люди. Только в этом случае туда хочется поскорее вернуться. «Подъем, молодежь!» Нас разбудил грохот в дверь и старческий крик за ней. «И не вздумайте елозить там начать! Времени в обрез! Выходим через 40 минут!» Ольга сладко потянулась, и чтобы позлить деда, я все же решил немного поелозить. Ничего, успеем собраться. Нам по факту только рюкзаки на плечи кинуть. Очередной стук в дверь и старческое бормотание вызвали у нас приступ хохота, потому как мы уже влезали в одежду, а запретное занятие было окончено. Судя по довольным рожам Дикого и Гайки, они также решили воспользоваться советом Мазая, и не безуспешно, надо полагать. Довольно современная кофемашина загремела, перетирая зерна, и в мою кружку побежала тоненькая струйка ароматного напитка. Ольга уже дымила, сидя на диване, а Дикий суетился, уже в 3-й раз перепроверяя свой рюкзак. «Да успокойся ты уже», – осадил его я. «Ты так суетишься, будто вчера из него вещи какие выкладывал. Сам же говорил, там относительно спокойно». «Да хрен его знает», — отмахнулся от меня тот. «Вдруг чего понадобится? Не дай бог заблудимся, и все тогда». «У меня складывается такое ощущение, что ты просто боишься трущоб», — сделала предположение Ольга. «Вы просто не понимаете, о чем говорите». Наконец уселся на диван тот. «Там реально жутко. Ни хера не понятно, куда идти, и когда все это кончится». «Главное, компас не забыть», — специально ляпнул я и подмигнул Ольге. «Да твою мать!» Моментально подорвался Дикий и снова полез в рюкзак. «Он у меня», — успокоила его Гайка и пригрозила мне кулаком. «Все нормально, с нами же Тузик будет». Кстати, по поводу него, вспомнил я, что хотел добавить, пока дед ушел в свою волшебную кладовку. Думаю, не стоит его засвечивать. Пусть будет нашим козырем в рукаве. «Вот с этим я полностью согласна», — кивнула Ольга. «Сама хотела предложить». «Что предложить?» Появился в проеме любопытный дед, одетый уже по-походному и с рюкзаком на плечах. «Кофейку с собой, термос налить», — отсалютовала ему Ольга кружкой. «Уж очень он у вас вкусный». «Нахер кофе», — отмахнулся Мазай. «Я коньяк вчерашний во флягу заправил. Все, молодежь, подъем, пора в путь». «Ну, поехали, раз пора». Поднялся я с места. «Надеюсь, машину не разобрали еще?» «Да кому она здесь нужна? Максимум на сиденье насрут», — хохотнул дед. «В трущобы на ней не сунешься, пешком пойдем». Трущобы действительно пугали. Стоило пару раз свернуть, как я уже забыл, в каком направлении находится выход. Сплошные сараи, домами их просто язык не поворачивался назвать. Собраны из всего, что можно найти на свалке. Старое кровельное железо, которое проржавело настолько, что рассыпалось в руках без лишних усилий. Некоторые особо проблемные места закрыты парниковой пленкой, закрепленной на проволоку, старыми досками и даже крышками от консервных банок. Основа для каркасов – старые полусгнившие поддоны, скрепленные между собой чем попало. Мой первый вопрос отпал сам собой. Стоило мельком заглянуть внутрь одного из строений. А уточнить я собирался. Не проще ли пройти по крышам, чем блуждать по этому нескончаемому лабиринту? Но нет, совсем не проще. Строения имели настолько хлипкий вид, что удивительно, как они еще сами себя держали, а про вес человека даже и речи идти не могло. Потому не менее сильное удивление вызвали хибары в 2 этажа. Все это пестрило многообразием красок, какое можно увидеть на любой современной городской свалке, а издалека действительно казалось огромной кучей мусора. Какие-то бутылки, пакеты, всевозможные цветные упаковки вечно мешались под ногами. Атмосферу дополняло отсутствие дорожного покрытия и размокшая грязь, которая не забывала прилипать к подошвам ботинок.
делая передвижение по трущобам еще более романтичным. Иногда носа касались запахи гниющих овощей вперемешку с тухлятиной. А еще впервые за долгое время пребывания в мешке я увидел крыс. Ведь говорят, незаменимых нет. И как только с этого места ушли твари, его тут же заняли другие не менее мерзкие создания. Но сейчас, увидев их, я даже обрадовался. Эти грызуны слишком хитры, чтобы вот так свободно разгуливать там, где их подстерегает опасность. Однако запустение, тоска и безнадежность витали над этим местом, образуя густой кисель из негативных ощущений. Острое желание поскорее свалить отсюда не покидало меня с самых первых шагов, а мы блуждали здесь уже больше часа. Мазай сверялся с компасом каждые 2 минуты, иногда зависал на одном месте и рассматривал одному ему понятные детали экстерьера. Повороты порой уводили нас в обратную сторону, и если меня сейчас кто-нибудь спросит, где выход, я не смог бы ответить даже приблизительно. В лесу ориентироваться гораздо проще, чем здесь. Но дед словно не чувствовал никакого дискомфорта, пер вперед, иногда проходя прямо сквозь жилище. Вообще чувствовалось, что он четко понимает направление, и делает это уже не в первый раз. Иногда вдалеке раздавался грохот, и мы замирали, прислушиваясь, пытаясь понять, откуда он прилетел, и не сулит ли нам это неприятности. Я догадывался, кто там мог греметь и почему. Скорее всего, наш Тузик, который следовал за своими хозяевами по пятам и иногда охотился на крыс. В нем однозначно сидело что-то от кошачьих, и нет-нет, да инстинкт брал верх над разумом. Оружие бесполезным железом болталось на груди, и если в первые минуты рука постоянно лежала на рукоятке, то сейчас это дело уже порядком надоело. Если вдруг тварь решит выскочить на нас, то среагировать мы не успеем в любом случае. Слишком хаотично расположены эти халупы, повороты нескончаемы, а проходы настолько узкие, что вытянув всего одну руку, непременно достанешь до стен по обеим сторонам. В некоторых местах приходилось протискиваться даже боком. Дождь, что не прекращая лил с неба, скапливался на крышах и целыми водопадами летел за шиворот. Не спасали ни кепка, ни одежда, которая считалась непромокаемой. Если в обычных условиях она действительно оставалась сухой внутри, то сейчас помог бы разве что акваланг. В ботинках давно хлюпало, потому как некоторые на вид незначительные лужи на поверку оказывались чуть ли не по колено. Особо проблемные места имели дощатые настилы, но проходить по ним хотелось еще меньше, настолько гнилыми они выглядели. А сколько раз мы упали, поскользнувшись на грязи, даже считать устали. Разговаривать не хотелось. Если в первые минуты мы обменивались редкими фразами, то спустя несколько часов желания для этого не осталось, как, впрочем, и сил. На обед остановились в одной из хибар. Без аппетита сживали по банке тушенки в прикуску с хлебом и запили все это водой. Единственным плюсом являлось то, что мы делали это сидя. Ноги гудели от постоянного напряжения и попыток удержать равновесие. «Ну что, молодежь, устали?» – усмехнулся дед. «Ничего, осталось немного. Часа через 2 должны быть на месте». «Впервые в жизни скучаю по вертолету», – простонал я. «Летать боюсь до усрачки, но сейчас как представлю, что еще столько же обратно пилить». «Заткнись», – простонала Ольга. «Вертолет», – усмехнулся Мазай. «Да здесь даже бумажный самолетик не полетит». «В смысле?» – не поверил ему я. «В самом прямом», – ответил дед. «Думаешь, здесь умельцев не было? Или технику не пытались закинуть? Однажды возле форта фуру нашли, битком квадрокоптерами заполненную. Так вот, они пыжились, а взлететь так и не смогли. Будто здесь и воздуха нет совсем». «Быть такого не может», – помотал я головой. «Раз мы дышим, значит атмосфера присутствует, а соответственно лопасти просто обязаны о нее опираться. Да в конце концов под синей пылью сопротивление воздуха ощущается очень даже не слабо. В ушах свистит так, что впору шапку надевать». «И тем не менее, увы», – поджал губы и развел руки в стороны Мазай. «Ладно, поднимайте жопы, последний рывок остался». Девушки со стонами встали с кучи тряпок, которые набросали в угол, чтобы иметь возможность хоть ненадолго прилечь, и наш небольшой отряд двинулся дальше. Снова грязь, лужи и бесформенные строения вокруг. Я периодически записывал показания компаса, особенно если по ощущениям мы делали какой-нибудь резкий маневр. Все это дополнял показаниями шагомера, который включил в телефоне в самом начале нашего пути. Таким образом получалось хоть какое-то подобие ниточки, которая способна вернуть нас обратно, если вдруг случится что-нибудь нехорошее.
До нас, скорее всего, без проблем выведет Тузик. Но лучше иметь запасной вариант. К тому же как-то необходимо передать информацию хану. Вряд ли его устроит обычный взмах руки с приставкой туда. «Где-то здесь!» Внезапно остановился Мазай и стал осматриваться. «Я ничего не вижу». В очередной раз высказал я свое недоверие. «Да, точно!» – оживился Дикий. «Я вон тот дом помню. Раз 10 к нему возвращался, пока обратную дорогу искал. Ща!» Он подошел к указанному дому, который, на мой взгляд, был точно таким, как и все остальные вокруг. «Ну точно, он это!» – ткнул тот пальцем в лист железа. «Я в последний раз на нем свои инициалы нацарапал. Так, теперь давайте за мной». Дикий уверенно прошел немного вперед, пару раз свернул, постоянно бормоча что-то себе под нос. И через несколько минут нелепых петляний мы вышли на свободный пятачок. Единственное во всей округе место, на котором не было ничего, кроме пожухлой травы. Выглядело это нереально, учитывая, что дома вокруг странной поляны натыканы практически друг на друга. И вот на тебе пустырь, диаметром метров 100-150. Словно те, кто когда-то здесь жил, окрестили это место проклятым, и никто не решился построить на нем хижину. Дикий уверенно прошел вперед, и шагов за 30 исчез из вида, только голову видно. Получалось, что пустырь вовсе не ровный, он словно воронка плавно уходил вниз, где-то в центре. Вот только визуально этого эффекта не наблюдалось. Поляна казалась идеально ровной, возможно, даже из-за высокой сухой травы. В центре обнаружился вертикальный лаз, похожий на заготовку под колодец. Будто кто-то давно решил добыть здесь воду и начал копать, а затем плюнул на эту затею и оставил все как есть. Впоследствии место заросло и превратилось в хорошо замаскированную ловушку. «Там спуск метра 3-4», — объяснил Дикий. «Затем несколько ответвлений в стороны. Короче, лабиринт тот еще. Я сильно далеко никогда не заходил. Обычно с краю наберу чего надо и сваливаю». «Ну, давайте спускаться, что ли», – пожал я плечами. «Мы же сюда именно за этим пришли». Глава 12. Удивлению нет предела. Спускались по очереди, и первым в колодец полез Мазай, а следом отправили девчонок. «Слушай», – придержал я за локоть Дикого, – «не нравится мне этот Мазай». «Да ладно тебе, он дед ровный», – беззаботно отмахнулся тот. «Я просто понять не могу, в чем смысл тащиться вместе с нами». Задал я давно волнующий меня вопрос. Если все так, как он говорит, то мог бы просто дать карту или еще как-нибудь объяснить. Но он попёрся нас провожать. «Эй, вы чего там застыли?» – долетел голос Ольги из-под земли. «У вас все нормально?» «Да, сейчас рюкзаки спускать будем, принимайте!» — крикнул я и привязал первую пару. «Знаешь, а ведь в самом деле чудно!» Перебирая руками веревку, согласился Дикий. «Ладно, я за ним присмотрю». «Ты как вообще с ним познакомился?» — поинтересовался я. «Да так же, как и с тобой. Только в тот момент ногами лупили меня», — усмехнулся тот. «Думаешь, это все специально?» «Вряд ли», – пожал я плечами, привязывая вторую партию вещей. «Я не понимаю, зачем он пошел с нами, а это рождает паранойю». «Я понял», – кивнул Дикий, начиная спуск. «Буду присматривать». Я спустился последним. Веревка так и осталась болтаться, закрепленная к забитому наискосок колу снаружи. И вот я в очередной раз подивился странности мешка. Вот, казалось бы, подземелье. Откуда в нем взяться солнцу? Да, здесь обязано быть темно, как в той присказке о чернокожем. Однако, спустившись вниз, я немало удивился тому, что видимость осталась прежней. Точно такие поздние сумерки, что и снаружи, будто сам воздух светится, слегка разгоняя мрак вокруг. Фонари при такой освещенности толку не дадут, скорее будут мешать и сбивать ориентацию. Да и глаза уже давно привыкли к вечному полумраку. Но ведь это невероятно. Достаточно спуститься в любой подвал, войти в здание, как видимость падала практически до нуля, и это несмотря на все окна, что имелись по периметру. Здесь же их нет, но освещенность не меняется. Сами тоннели, что расходились в 3 стороны, оказались довольно широкими, 2,5 метра, а то и все 3 в диаметре. Стены, пол и потолок имели гладкую поверхность,
словно их не копали, а прожигали каким-то неведомым огромным лазером, после чего грунт спекся, образовав некое подобие стекла. Звук наших шагов отражался от этой поверхности и улетал эхом в глубину странной пещеры. Удивительно, но скользкая поверхность не была, хотя, возможно, нас спасали хорошие подошвы ботинок. Пройдя по тоннелю метров 100, мы в очередной раз вышли к разветвлению. Здесь он делился надвое, и мы от чего-то выбрали левый проход. Ноги сразу почувствовали уклон, и идти стало тяжелее из-за дополнительной нагрузки на голень. «Ах!» Внезапно прилетело эхо откуда-то из глубины. Вздрогнули все разом и мгновенно вскинули стволы. Если сейчас попрут, то все, нам хана. Но полумрак впереди и позади нас также оставался неподвижным. А мы продолжали стоять, потряхивая стволами оружия в напряженных руках еще пару минут. «Ты говорил, что муравейник мертв!» Еле слышно прошипел я. «Так и есть», — ответил Дикий. «Тогда что это сейчас было?» Задал я идиотский вопрос. «Уа!» Вновь прилетел стон, переходящий в хрипы. «Давайте уйдем», — одними губами прошептала Гайка, чье лицо сделалось бледным. «Если бы здесь были твари, мы бы их давно увидели», — вставил свое слово совершенно спокойным голосом Мазай. А я вдруг заметил, что он единственный, в чьих руках нет оружия. «Ты что-то знаешь?» Подошел я к нему вплотную. «Давай-ка на чистоту, дедуля. Меня уже порядком достало мучить свой мозг разными догадками». «Ничего, думать полезно», — криво ухмыльнулся тот. «А может, мне лучше пустить тебе пулю в живот и понаблюдать, как ты медленно подохнешь?» Прошипел я ему в лицо. «Ты какого хрена попёрся с нами?» «Ты это серьезно сейчас?» В его глазах не промелькнуло даже тени от страха. «Они вы ли ко мне пришли и попросили проводить?» «Послушай, мне надоели все ваши игры». Приподнял я ствол своего автомата на уровень его живота. «Ты мог бы дать нам карту, как-то объяснить дорогу, но нет же, ты попёрся с нами». «Дикий, успокой, пожалуйста, мальчика», продолжил криво ухмыляться Мазай. «Ты совсем тупой или прикидываешься? Может быть, ты забыл, как мы сюда шли, и сколько времени для этого потребовалось? Может быть, ты карту в моих руках заметил? Нет, ну хрен с ним. Я бы, конечно, мог вам объяснить по принципу 5 шагов налево до зеленого профлиста, от него 20 шагов на юго-восток. Ты в самом деле считаешь, что смог бы отыскать это место таким образом?» «Я не знаю». Моя паранойя стала немного успокаиваться, потому как логика в словах деда присутствовала. «Но ты явно что-то скрываешь». «Ясен пень», – пожал плечами тот. «Как и ты, и она, и Дикий. Мы все что-то скрываем». О, снова долетел протяжный тоскливый вой. И опять все напряглись, кроме Мазая. Он так и продолжал стоять в расслабленной позе, криво ухмыляясь. «Что это было?» – кивнул я головой в сторону тоннеля. «Так звучит смерть, парень», – ответил тот. «Неужели ты ни разу не слышал, как умирает тварь?» «Что? В смысле?» – опешил я от такого объяснения. «Без смысла», – огрызнулся тот. «Неужели до сих пор не догадался? Это кладбище. Это огромное, мать его, бездонное кладбище. Твари приходят сюда подыхать. Точно так же, как слоны, которые умирают стадами в одном и том же месте». «Твою мать!» Я опустил ствол и попытался унять бешено застучавшее сердце. «Вот именно», – кивком согласился Мазай. «Теперь ты понимаешь, насколько ценны знания об этом месте, и на что готов хан, чтобы узнать о том, где оно находится?» Я стоял молча, пытаясь переварить полученную информацию. Мы сейчас находились у порога к нескончаемым сокровищам мешка. И теперь я действительно понял, какой уникальной информацией я сейчас владею. Да я себе не то чтобы Форд. Я могу всю власть в мешке под себя подмять, притом играючи. «Об этом кладбище до недавнего времени знал только я», — между тем продолжил Мазай. «Но хан спутал все карты, и теперь вот приходится крутиться. Долго будем стоять и глазами хлопать?» «Да, извини».
пробормотал я севшим голосом. «Ничего, я понимаю», — усмехнулся тот. «Молодость, кровь играет. Но паранойю свою лечи, а то скоро чертей по углам гонять станешь». Мы двинулись дальше. Тоннель плавно поворачивал, скрывая от взора пространство спереди и сзади. И когда нам открылась пещера, я опешил от красоты, что внезапно предстало перед глазами. Огромная зала метров 100 в диаметре, и весь ее пол усыпан толстым слоем разноцветных камней. Мы стояли у самого входа и смотрели на сокровища, открыв рты. Несмотря на то, что сюда не проникал солнечный свет, камни переливались, бликуя своими гранями в сумерках, а изобилие красок делало вид еще более потрясающим. Посередине этой красоты лежала туша зеленой твари и испускала дымок. Именно ее стоны мы и слышали, находясь неподалеку в тоннеле. Я присел на корточки и зачерпнул горсть разноцветных камней. Коричневый попался сразу, а помимо него еще и белый, словно затвердевшее молоко. Все остальные были знакомы, но такие стекляшки я держал в руках впервые, а их стоимость сложно было себе представить. «Это лишь один из залов», — половину голоса произнес Мазай. «Каждый раз дыхание спирает, когда это вижу». «Это великолепно», — выдохнула Гайка. «Такая красота! Даже не верится, что все это души умерших чудовищ». «Красота!» — ухмыльнулся дед. «Нет, девочка, это власть, всеобъемлющая, безграничная и такая сладкая. Хотя красиво, не спорю». «Кому чего?» — усмехнулась Ольга, сортируя в своей ладони камни и отбрасывая в сторону обычные. «Так», — сделался серьезным Мазай и посмотрел мне в глаза. «Я свою часть сделки выполнил. Теперь ваша очередь. Приведите мне сюда хана». Я подозреваю, что он сам вскоре прибежит, как только узнает о существовании такого. Усмехнулся я и достал телефон, чтобы сделать фотографию в качестве доказательства. «Этот ублюдок настолько туп и ленив, что скорее пришлет людей», — покачал головой Мазай. «А мне нужен лично он, пусть со всей своей армией, но мне нужен он». «Не настолько он и туп, раз переиграл тебя. Я позволил себе шпильку в адрес деда». «А это еще не конец», — спокойно перенес правду тот. «Мы еще посмотрим, кто кого». «Я приведу тебе хана», — кивнул я. «Но у нас был уговор». «Не волнуйся, я помню», — согласился тот. «Средний форт и спокойная жизнь». «У всех нас», — я обвел присутствующих рукой. «Ни Дикий, ни Гайка, никто не пострадает, так?» «Ты что хочешь от меня?» – поджал губы тот. «Клятву на крови или письменный договор, заверенный нотариусом? Если не будете трепать языком и лезть в мои дела, я никого не трону». Договорились. Протянул я ему руку, чтобы в очередной раз скрепить сделку. Мазай с ухмылкой ответил рукопожатием, и после этого уселся на пол, уставившись на завораживающий блеск камней. «День здесь переждем», – спокойным голосом произнес он. «Твари сюда не лезут». Мазай не трогал камни. Он просто сидел и смотрел на них, пока у нас кипела работа. Не сказать, что редких было очень много. Даже среди всего этого изобилия они попадались не сильно часто. Мы отбирали лишь те, что невозможно было достать на поверхности. Ни к чему тащить лишнее. Много тоже брать не стали. И спустя несколько часов каждый имел по сотне с небольшим камней коричневого, белого и розового цвета. Отбирать их было просто лишь на первый взгляд. Уже через 10 минут работы в глазах рябило так, что мы невольно путались. Гайка спустилась в пещеру и черпала их пригоршнями, выкладывая на край тоннеля. А мы втроем, как профессиональные переборщики гречки, метали камни пальцами. Ненужные бросали обратно, стараясь скидывать их чуть в сторону, чтобы заново не отсеивать те же самые. Затем взялись за счет. Необходимо было собрать по 10 комплектов на каждого для микса и плюсом иметь несколько коричневых сверху. Но получилось несколько больше, чем я рассчитывал. Немного подумав, мы решили оставить все. Комплекты пересыпали в отдельный мешочек, остатки вперемешку в другой, а коричневые в третий. Заодно образовалась неслабая кучка прозрачных. Их мы тоже решили прихватить, так как ценились они 1 к 10, и это было очень удобно.
В итоге проковырялись мы почти 4 часа. Глаза устали так, что казалось, будто в них насыпали песка. Шутка ли? Перебирать разноцветные склянки в полумраке. Шея и ноги затекли, но никто не жаловался. За время работы мы несколько раз слышали отдаленные завывания, но в нашу пещеру больше никто не явился. Я теперь понимал, почему Дикий никогда не спускался глубже. В том просто не было никакого смысла. Чтобы спокойно поспать, мы отошли от пещеры к тому месту, где тоннель поделился надвое. Когда мы только начали спуск, мне думалось, что все будет гораздо сложнее. Представлял себе запутанные лабиринты из ходов и все такое. Но по факту все получилось очень просто. Это немного пугало, потому как в мешке за такое приходится платить. Да что там говорить, даже во внешнем мире просто никогда не бывает. Если где-то прибыло, и уж тем более на халяву, то обязательно в другом месте убудет. А нам ведь еще предстоит обратный путь. Хотя его вполне можно считать серьезным испытанием. Спали по очереди. Несмотря на то, что Мазай заверил нас в безопасности этого места, легче не становилось. Да кто их, твари, поймет? Деду было пофигу. Он завалился спать и пообещал прострелить колено любому, кто посмеет его разбудить. Ну а мы все же поделили смены дежурства по 2 часа на нос. Однако день прошел спокойно. Никто к нам снаружи не влез и из глубины тоннелей не вышел. Отдохнуть получилось так себе. А после вчерашнего путешествия по трущобам ноги болели просто невыносимо. Да мы на них ступали со стоном. Сон на жестком холодном полу тоннеля тоже не сказать, чтобы был сладким. Ольга вообще не разговаривала. Она всегда тяжела на подъем. Но сегодня пришлось делать это даже без кофе, что в свою очередь никому не прибавило настроения. Кое-как, продрав глаза, мы позавтракали всухомятку и отправились на поверхность под мелкий противный дождь. Лица у всех, кроме Мазая, имели вид мрачнее неба, с которого сыпались капли. Снова эти мерзкие трущобы, узкие скользкие проходы между полугнилых сараев, собранных из дерьма. Если поход сюда начинался энергично, мы были переполнены энтузиазмом, то обратный путь казался полным адом. Все, что хотели, сделали, увидели. И теперь нами правило лишь единственное желание поскорее выбраться отсюда. Но лабиринт никак не желал заканчиваться. За каждым поворотом снова виднелась стена очередной хибары. Мокрые, злые, голодные и в усмерть уставшие мы брели вперед. Грело лишь то, что в рюкзаках за спиной имелись запасы драгоценных камней. Их ценность была в 1 000 000 раз выше, чем у натурального бриллианта, даже самого крупного в мире. Я все никак не мог уложить в голове тот факт, что людям плевать на происходящее вокруг. Ведь если бы не случай, я, наверное, никогда в жизни не узнал бы обо всех этих тайнах мешка. Информация у большинства поверхностная, а те, кто начинал интересоваться и каким-то образом получал ответы, либо бесследно исчезали, либо сами становились охранниками тайны. Нулевые строго следили за утечкой и слухами. И вот совсем скоро мы поймем, какую роль в этом спектакле отвели нам. Я почему-то склонялся к тому, что будем в разряде первых, и никто не станет рассматривать меня в качестве ценного заложника. Отца можно держать в неведении несколько месяцев, вешая лапшу на уши, и в это время спокойно подобрать ему замену, а затем устроить несчастный случай или еще что-нибудь в этом духе. Лично я так бы и поступил, будь я на месте Мазая или того же Хана. Цель достигнута, мы становимся опасными свидетелями, знающими всю подноготную закулисной кухни мешка. Я всю дорогу ломал голову, как же лучше поступить. Что сделать такого из ряда вон и выкрутиться из сложившейся ситуации? Но ничего дельного в голову не шло. За время своего дежурства я незаметно перетер коричневый камень в пыль. Сейчас одна из этих трубочек лежала в моем правом кармане, готовая в любую секунду попасть в легкие. На посту меня сменял Дикий. Мы специально разделили время таким образом, чтобы дать девчатам спокойно поспать, не прерываясь на дежурство. Но у меня помимо этого присутствовал и шкурный интерес. Мы кое-что придумали. Пока все шло достаточно тихо, но напряжение и нехорошее предчувствие нарастало с каждой минутой. Я не знал, что может произойти, но все же худо-бедно был готов к неприятностям. События начали развиваться у самого выхода из трущоб. Мы вывернули из очередного барака и нос к носу столкнулись с вечно улыбающимся Ханом. На нас смотрело не менее 3 десятков автоматных стволов, и еще неизвестно, сколько снайперов прикрывало со стороны. «Здрасте!» – ехидным голосом протянул Хан. «Забор покрасьте!»
не менее нагло ответил Мазай. «Явился, щенок! А я все переживал, что тебя долго ждать придется». «По-моему, ты не в том положении, чтобы так дерзко разговаривать», удивленно приподнял бровь хан. «Помнится, в последнюю нашу встречу ты бежал, поджав хвост». «Помнится, не так давно. Ты своим языком довольно неплохо под этим хвостом вылизывал», продолжил хамить Мазай. Я наблюдал за их перепалкой и ничего не понимал. Мы действительно находились в крайне невыгодном положении, но дед словно не замечал происходящего вокруг. «Ты запомнил дорогу?» – обратил на меня свой взор хан. «Записал», – ответил я. «Запомнить такое нереально». «Замечательно», – натянул свою вежливую улыбку на лицо тот и достал пистолет. Не говоря дольше ни слова, он направил его в ухмыляющуюся рожу Мазая и... грохнул выстрел, но с какой-то другой стороны. Хан все еще стоял с вытянутой рукой и зажатым в ней пистолетом. Вот только его лицо разлетелось в клочья, забрызгав мозгами Мазая. И тут хибары, до сего момента стоящие вокруг, словно мертвые свидетели, вдруг зашевелились. Они действительно будто ожили, а спустя мгновение люди хана оказались в окружении не менее 50 вооруженных людей. «Ну что, будем письками мериться? Или вы уже сами все поняли?» Склонив голову набок, поинтересовался у бойцов хана Мазай. Те оказались довольно умные и, опустив автоматы, оставив их болтаться на ремнях, подняли лапы вверх. Люди деда даже не дернулись с места, чтобы разоружить их. «Старший кто?» – сухо спросил тот. Его поведение резко сменилось. Вместо ехидного старика-балагура перед нами стоял жесткий, уверенный в собственных силах правитель. «Я старший». Из общей кучи отделился один из бойцов. «Град, господин Мазай». «Готовь транспорт, Град», не меняя тона, сказал дед. «Мы возвращаемся». «Боюсь, это будет не так просто», покачал головой. «У хана там всюду свои люди. Из старой гвардии почти никого не осталось. Все полегли в той битве с Ордой». «Я у тебя совета просил», посмотрел Мазай в глаза бойцу, и этот здоровенный, вооруженный до зубов детина тут же отвел их в сторону. «Есть готовить транспорт», громко отчеканил он, и вокруг сразу поднялась суета. «Это что такое было?» В недоумении спросил его я. «Работа на перспективу». Дед вновь сделался ехидным. «Учись, пока я жив». «Но как? Откуда вы знали?» Все еще недоумевал я. «Не дай бог тебе научиться такое предугадывать», усмехнулся Мазай и продолжил вводить меня в шоковое состояние. «Настоятельно рекомендую воспользоваться заначкой из правого кармана. Поговори с отцом. Дикий, возьми двоих ребят и сходи с ним, чтоб случайностей не было». «Есть», сменившись в лице, ответил тот, а моя челюсть продолжила падать, хотя казалось, дальше удивляться некуда. «Ну, чего смотришь? С ними будет полный порядок», кивнул он в сторону девушек, которые также, открыв рты, смотрели на происходящее. «Дикий, что происходит?» испуганно спросила Гайка. «Ничего, маленькая, все хорошо», улыбнулся тот. «Я скоро вернусь, а ты пока присмотри за Ольгой». «Это еще кто за кем присматривать будет?» ухмыльнулась та. «Ну ты дикий и аферюга. И давно ты на него работаешь?» «Лет 10», спокойно ответил тот. «Вы меня извините, не мог я рисковать, сами понимаете». «Лично я ничего не понимаю», пробормотала Гайка. «Ничего, я вернусь и все тебе объясню», улыбнулся тот и поцеловал ее в нос. «Готов?» «Прямо отсюда, что ли?» Задал я идиотский вопрос, все еще никак не желая отходить от шока. «Ну а что?» Пожал плечами тот. «Какая разница?» «Постарайся побыстрее». Ко мне подошла Ольга и поцеловала в губы, повиснув на шее. Деду было уже все равно на то, что у нас происходит. Он внимательно слушал доклад о ситуации от одного из бойцов. Мы приказ получили, и временно стали ему неинтересны. Я туда и обратно, пообещал я Ольге и извлек из кармана трубочку с коричневой пылью. Дикий взмахом руки быстро подозвал двоих ребят, и как только они подошли, взялся раздавать команды. «Идем во внешний мир. Оружие и все противозаконное скиньте здесь», сказал он и первым принялся исполнять собственные указания. «Тебя тоже касается. Это уже в мой адрес. При себе оставляйте только документы и пыль. Они нужны будут по возвращении. На все у нас 3 суток максимум».
Я честно выполнил все указания, отдав свои вещи Ольге. Ощущение, конечно, так себе. Стоять посреди мешка в одном единственном камуфляже, будто голый. Даже прикрыться захотелось. За все это время я настолько привык к тяжести оружия, что сейчас не мог свыкнуться с легкостью, которую обрело тело. Ну, а о том, что полностью ушло чувство защищенности, и говорить нечего. Я еще раз бросил взгляд на Ольгу, извлек из кармана трубочку и оторвал края. Немного размял ее в пальцах, восстанавливая цилиндрическую форму, и отправил пыль в легкие. Никакого видимого результата не произошло. Я не стал быстрее, сильнее, но стоило напрячь зрение, как я увидел границу миров. Она не была похожа на тонкую прозрачную пелену, как это привыкли показывать в кино. И на зеркало тоже. Даже непонятной двери не возникло или провала в пространстве. Скорее, просто туман, который стелился повсюду, будто разлитое в воздухе молоко. Я не делал никаких пасов руками, не читал заклинаний. Достаточно было зафиксировать взглядом наиболее густой клок тумана, как он тут же налился странным свечением и потемнел, став похожим на грозовую тучу. Дикий положил мне руку на плечо. Бойцы проделали то же самое, и я сделал шаг, чтобы через мгновение ощутить падение в бездну. Глава 13. Отцы и дети. Падение больше напоминало погружение в воду. Это ощущение дополняло чувство невесомости, как вдруг ноги ощутили твердую опору, тяжесть тела, и я, не удержавшись, завалился на землю. Вместе со мной рядом рухнул Дикий с товарищами. Солнце. Первое, что я увидел, это восход. Алый, будто кровь расплескали по небу. Я смотрел на него, не в силах оторвать взгляд. Несмотря на резь в глазах и выступившие слезы от непривычно яркого света. Какое-то движение справа, и организм, приученный реагировать на любую опасность, выстрелил ногой на чистом рефлексе. Тут же раздался жалобный визг. Оказывается, это была собака, а мы оказались в чьем-то дворе, прямо перед парадным входом. Мелкая шавка, получив тяжелым ботинком по щам, не успокоилась. Скорее наоборот, подняла шерсть на загривке и принялась рычать, сопровождая это звонким тявканьем. В доме послышалась возня и громкий недовольный крик хозяина. «Я тебе сейчас миску на голову одену!» С этими словами сонный мужик открыл дверь и замер с открытым ртом на порогах, увидев в своем доме 4 здоровенных детин в камуфляже, которые всячески пытались успокоить собаку. Он моментально закрыл дверь, чтобы через минуту выскочить уже с топором в руках. «А ну, сдриснули отсюда!» – заорал на нас он. «Я сейчас падлой завалю!» «Эй, успокойся, мы уже уходим!» Поднял руки вверх Дикий, и мы все дружно попятились к калитке. «А где мы, мужик?» – решил уточнить я, потому как, судя по окружающему миру, сейчас очень раннее утро, и людей на улице встретить большая проблема. «Съебись отсюда, я сказал!» Не обращая внимания на мой вопрос, продолжил размахивать топором тот. «Я ща мусоров вызову!» «Да все, уходим!» Буркнул один из бойцов и распахнул калитку. Мы отошли чуть подальше от опасного дома и остановились на перекрестке. Судя по наличию светофора, мы все-таки в городе. Вопрос в каком? Так, таймеры на 72 часа. Тут же принялся выставлять время Дикий. Почему именно 72? Поинтересовался я, но указание выполнил. Трубка запиликала сразу, как только я выудил ее из кармана и разблокировал экран. Пришло сообщение от сотовой компании, где говорилось о том, что моя сим-карта более не работает из-за отсутствия на ней активности свыше полугода. Отлично. Вот и приблизительный ответ на то, сколько меня не было. Интернета, соответственно, нет, как и паспорта и денег. И вообще, вряд ли сейчас есть возможность отыскать хоть один открытый офис. «Через 3 суток никакая пыль не сможет вернуть тебя обратно», ответил Дикий, пока все эти мысли сплошным потоком пролетели в голове. «Понятно», кивнул я. «Ну что, какие действия дальше?» «Едем к твоему отцу», пожал плечами тот. «Поговорите с ним. Ну, может, погостим денек и обратно, если, конечно, захочешь возвращаться». На последнюю фразу я лишь криво ухмыльнулся. «Ага, не захочешь, будто у меня есть выбор». Пустынные улицы вокруг все еще ассоциировались у меня с мешком. Вот только отсутствие дождя и поднимающееся солнце говорило об обратном.
По ощущениям, сейчас апрель, примерно самое его начало. В тени зданий все еще сопротивляется снег, покрытый черной коркой грязного льда. Погода не сказать, чтобы теплая, но и морозы уже отступили. Получается сдвиг времен года по отношению к мешку месяца 3. Когда я в него попал, во внешнем мире заканчивался август, а там октябрь. Ну да, все верно. Сейчас в изнанке примерно середина февраля. Всего-то 7 месяцев прошло. Явись я сюда чуточку раньше, симка, скорее всего, еще была бы рабочей. Осталось понять, где мы вообще находимся. Почесал макушку я. «Ну ты глянь своей балалайки!» Кивнул в сторону телефона один из бойцов. «Симку заблокировали», поморщился я. «Ладно, здесь в любом случае не мешок, разберемся. Вон баннер какой-то с адресом похоже». Кивнул в сторону растяжки на торце здания Дикий. Мы подошли поближе и действительно обнаружили надпись в нижнем углу рекламного плаката. Город Касимов. Улица 50 лет СССР, 19. Впервые слышу о таком. Почесал я макушку. Ладно, раз город, значит не все так плохо. Стоп, мне не показалось? Я ткнул пальцем в надпись на двери. Круглосуточно. Фарт. Растянул губы в улыбке все тот же разговорчивый боец. Ща, пацаны, я все пробью. Он едва не галопом забежал в магазин, снова вызвав ассоциации с мешком, звякнув колокольчиком над дверью. Мы пожали плечами и не спеша отправились следом. Ощущения крайне непривычные. Вот так разгуливать по городу без оружия посреди бела дня. От этого у меня постоянно свербило, и хотелось поскорее забиться куда-нибудь в угол, бункер. Да все что угодно, лишь бы убраться с открытого места. «Доброе утро, девочки!» С широкой улыбкой поприветствовал сонных сменщиц боец. «До 8 часов алкоголь не продаем», сразу определила границы та. «Да не, мы не по этой части», отмахнулся тот. «Нам бы понять, где мы находимся». «Заблудились, что ли?» усмехнулась продавщица. «Ну да, есть немного», снова улыбнулся тот. «Приехали вот на рыбалку и понять ничего не можем. Далеко от вас до Москвы?» «Километров 300 примерно», охотно ответила та. «А что, навигатор не работает?» «Да что-то с ним не так», неопределенно покрутил в воздухе кистью боец. «И трубки все сели. Слушай, красавица, дай позвонить, а?» «Могу розетку предложить». Видимо, чего-то опасаясь, ответила она отказом. «Да пока мы его заряжать будем, я уже поговорю 20 раз», продолжил настаивать тот. «Мне быстро». «А мы не спешим», пожала плечами девушка. «Нам до 8 еще 2 часа сидеть». «Люб, да дай ты ему, видишь, как просит». Пожалела нас вторая продавщица из-за прилавка с холодильниками. «Ага, сейчас. Всем давать, кровать не выдержит», отшутилась та, и они дружно засмеялись. «Ладно, на, только недолго». «Спасибо, красавица», улыбнулся боец и быстро набрал какой-то номер. Ответили почти сразу. Видимо, на другом конце ожидали, что кто-то может позвонить в такой час. «Беркут, мешок», коротко бросил он в трубку. «Нужна машина в Касимов. Магазин «Полтинник». 4 человека. Конечная точка Москва». После этого он отключил звонок и протянул обратно телефон продавщицы. «И все?» – удивилась она. «Ну, так ты сама просила быстро», – с довольной рожей ответил боец. «Что сказали?» – уточнил у него Дикий, когда тот наговорился с Любой и, наконец, подошел к нам. 20 минут ожидания», – ответил тот. «А ты кому звонил?» – удивился я такой оперативности. «Нашим», – отмахнулся тот. «В смысле нашим?» Адресовал я вопрос уже Дикому, понимая, что без его разрешения мне никто ничего не расскажет. «У нас есть горячая линия для таких случаев», – ответил тот. «Мы не первый день так путешествуем. Сейчас местное такси подъедет». «А деньги?» – продолжил тупить я. «Без нас разберутся», – отмахнулся Дикий. «Не тупи, пес, все схвачено. Хорошо, что нас выбросило не так далеко». «Ладно», – согласился я. «Что-то я никак привыкнуть не могу. Все кажется, что сейчас кто-нибудь выскочит из-за угла. Чувствую себя голым без ствола». «Знакомо», – улыбнулся тот. «Ничего, привыкнешь». «Ты меня еще в мешке этой фразой затрахал», – засмеялся я. «Уж никак не ожидал ее и здесь услышать». Мы вместе посмеялись. Беркут закурил, отойдя в сторонку к мусорнице. Город вокруг постепенно стал оживать. Мимо прошел какой-то мужик с пакетом в руках, с опаской обогнул нас по большому кругу и поспешил удалиться. Вскоре подъехала какая-то машина, и из нее с сонным видом выбрался паренек и, зайдя в магазин, встал напротив кофейного автомата.
Я бы сейчас тоже от кофе не отказался. С завистью посмотрел на него второй боец, который до сего времени молчал. «Давай отожмем», – засмеялся Беркут. «Я вам сейчас обоим отожму», – сухо произнес Дикий. «Рты закрыли». Машина такси появилась лишь спустя 40 минут. Неизвестно, с чем это было связано. Может, платеж не проходил, а возможно, для этого города подобная норма. Но хоть приехал, и то хорошо. Правда, прислали Рено Логан. Оно, конечно, неплохо. После того, как по мешку на УАЗах колесили. Это верх комфорта. Но мы так-то, ребята, не из хилого десятка. Теперь бы еще уместиться в салоне как-нибудь. Худо-бедно все влезли. Я успел урвать место спереди, а Дикого зажали посередине на заднем сиденье. «Куда едем?» – поинтересовался паренек за рулем. «В Москву», – ответил я, и его лицо тут же засияло. Машина сорвалась с места и загрохотала подвеской по убитой дороге, а я в очередной раз словил ощущение дежавю. Когда мы проезжали мимо здания с надписью «Автовокзал», на машину с тявканьем бросилась какая-то дворняга, а мои руки моментально схватили воздух в попытке достать дробовик. Да, с таким успехом я скоро точно с катушек съеду. Теперь понимаю те истории, когда люди, прошедшие войну, перед сном скалку под подушку кладут, чтобы спокойно заснуть, имея то самое чувство безопасности. Мирная жизнь стала для меня непривычной. Город мы покинули буквально за 20 минут. Он оказался совсем крохотным, а когда моему взору открылась лесополоса, я не мог оторвать от нее взгляда. Уже и забыл, какая это красота. Величественные темные сосны стоят по обочинам, и нет этих опостылевших однообразных домов вокруг. А затем появилось поле. Почерневшая после зимы трава разлеглась на нем до самого горизонта. Вид не сильно шикарный, но после узких улиц Мешка все это казалось сказочным пейзажем. Даже странно, ведь раньше я никогда этого не замечал. Меня скорее тянуло в каменные джунгли Москвы. Хотелось видеть все эти застройки, постоянное движение, клубы, цветные огни реклам. Да я бы сейчас все отдал, чтобы просто пару минут пройтись по лесу и вдохнуть этот сосновый дух. А собственно, чего я туплю? Слушай, шеф, тормозни у лесочка на 10 минут, попросил я водителя. Без проблем, отозвался тот и включил правый поворотник. Уже через минуту я ступал по влажному мягкому ковру из хвои, что раскинулся под ногами, и на все легкие втягивал в себя этот головокружительный аромат. Ни с чем не сравнимое ощущение. Я первый раз реагировал точно так же. Незаметно сзади подошел Дикий. А меня все равно назад тянет. Немного подумав, произнес я. Вот нравится здесь. Вроде бы воздух такой, что надышаться не могу. Лес будто из сказки. А мне за каждым кустом твари мерещатся. И самое странное, что вот по ним я и скучаю. Сейчас бы с удовольствием с десяток, не задумываясь, размотал. А ты все надо мной удивлялся, ухмыльнулся тот. Как так получилось, что ты на Мазая работаешь? Посмотрел я ему в глаза. Я ведь тебе доверял. Извини, пожал он плечами. Так было нужно. Нужно, вздохнул я. Мог бы и рассказать. Не мог, покачал он головой. Правда не мог, ты же должен понимать. Да ладно, это я так. Видимо, лес настроение навевает, улыбнулся я. Поехали, что ли? Пес, придержал меня Дикий под локоть. Ты можешь и дальше мне доверять. Спасибо, что ты мне мозги вправил. Я насчет гайки. Не парься, улыбнулся я в ответ. Все нормально, никаких обид. Я все понимаю. А вот за доверие, нет, пожалуй, я откажу. Что-то мне подсказывает, это еще далеко не конец. Как знаешь, пожал плечами тот, но видно было, что он искренне расстроился. Ладно, поехали. Москва никогда не меняется. Нет, внешних перемен, конечно, хватает, не без этого. Что-то постоянно строят, ремонтируют. Но та суета, в которую мы окунулись, она здесь, сколько я себя помню. Все куда-то спешат, бегут. На дорогах вечные пробки, что порой не рассасываются даже ночью. Это было максимально странное зрелище. Видеть огромное столпотворение после пустынных улиц Мешка. К тому же еще и днем. Настолько непривычно, что кажется чем-то нереальным. И ведь ни один из этих людей даже не подозревает о существовании другого мира, где нет места всем этим заботам. Не существует ипотеки, работы, в мирном ее понимании, конечно. Отсутствует сотовая связь и супермаркеты.
Да перемести сейчас в одно мгновение в мешок всех этих людей, выживет максимум 10%, и то не факт. Зато для тварей наступит пир. Таксист высадил нас у первой станции метро, и надо заметить, что все те люди, что постоянно куда-то спешат, лишь малая горстка основной их массы, которая ожидает нас в центре. Номер телефона своего отца я помнил наизусть. При моем образе жизни не так уж и редко приходилось звонить ему из полицейского участка. Да, чаще всего я оказывался там по мелочам. Но отца это не особо волновало. Выхватывал я каждый раз по полной. Основные залеты случались из-за моего пристрастия к ночным гонкам. Однако за рулем я всегда был трезв и в полном адеквате. Так что на волю выходил быстро, но максимум батя просил придержать меня в клетке на сутки, дабы мозги на место встали. «Простите», — вежливо придержал я молодого человека с трубкой возле уха. «Разрешите, пожалуйста, позвонить?» «Пошел на...» — услышал в ответ. «Да я не тебе!» — продолжил он кому-то на другом конце. «Прицепился бомж какой-то». Не знаю почему, но меня это просто выбесило, и прежде чем кто-то из ребят успел что-то предпринять, я похлопал продолжающего разговаривать парня по плечу, а как только тот обернулся, чтобы снова обложить меня последними словами, резко впечатал ему кулак прямо в нос. Что-то хрустнуло, и обладатель дерзкой манеры разговора рухнул на вмиг ставших ватными ногами. Кровь довольно сильно хлынула из его ноздрей, а к нам уже спешил постовой патруль, что постоянно курсировал по метрополитену. И как они так умудряются появляться, когда их совсем не ждешь? Зато когда нужны, хрен докричишься. Люди вокруг заохали, какие-то женщины требовали вызвать полицию и скорую, не забывая указывать в мою сторону пальцем. Дикие с ребятами смотрели на меня, как на идиота, открыв рты. Для них мой поступок оказался полной неожиданностью. Я хотел было поднять телефон, но в этот момент подоспели служители закона и быстро завернули мне ласты. Один из них поднес рацию к губам и вызвал подкрепление, чтобы отвезти меня в ближайший участок для выяснения обстоятельств. Меня в согнутой позе, приложив разок для порядка резиновой дубинкой, повели в метро. Дикие с бойцами последовали за нами, пытаясь объяснить одному из полицейских, что я не виноват. Вскоре я уже сидел в малюсенькой комнатке на хлипком стуле, руки скованы наручниками за спиной, а дерзкий пацанчик вовсю плел небылицы служителям закона, притом под запись. «Слушай, командир, дай позвонить, а?» Довольно вежливо попросил я молоденького сержанта. «Не положено», — ответил он дежурной фразой. «Да как же так не положено?» — удивился я. «А право на звонок?» «Здесь тебе не там», — строго ответил капитан, заполняя бланк протокола. «Так значит, говорите, требовал у вас деньги и телефон?» «Да он вообще такой, слышь ты, иди сюда!» Несвязанной речью, подняв голову кверху, чтобы остановить кровотечение, продолжил пострадавший. «А ему...» «Понятно», — прервал его полицейский и поднял на меня взгляд. «Ну и что мне с тобой делать?» «Понять и простить», — голосом Галустяна из известной юмористической передачи ответил я. «Дай позвонить. Ты удивишься, как быстро решаются такие вопросы». «Да», — ухмыльнулся тот, глядя мне прямо в глаза. «Ну, позвони». «Диктуй номер», — отлепился от стены сержант и выудил из кармана ни много ни мало новенький айфон. Я назвал цифры, которые тот довольно быстро вбил в трубку и нажал вызов, после чего поднес ее к моему уху. «У тебя 2 минуты», — добавил он. Гудки шли, но никто не отвечал на звонок. И я уже было перестал надеяться. Номер сержанту я назвал личный. Отец никогда не использовал его для работы, и если тот звонил, значит, это вопрос касается непосредственно семьи, а значит, не требует отлагательств. «Да», — услышал я вдруг его знакомый сухой голос и растерялся. «Это я, пап». Спустя несколько секунд ответил я, едва разлепив мгновенно пересохшие губы. «Это не смешно», — устало ответил он. «Стой, па, не клади трубку. Я в полиции на станции». Я окончательно растерялся. «Как называется станция?» Поднял я глаза на полицейского. «Котельники», — не задумываясь, ответил тот. «Котельники», — словно попугай тут же повторил я. К моему удивлению, трубка молчала, но не так, когда звонок скидывают. «Я пришлю людей», — спустя долгую паузу ответил отец. «Если это окажется злой шуткой, я тебя найду». Несколько коротких сигналов оповестили меня об окончании разговора. Ждать пришлось долго. Однако и машина, которую вызвали патрульные, до сих пор не явилась. Хотя, возможно, они ее даже отменили,
По крайней мере, когда сержант выходил покурить, капитан что-то прошептал ему на ухо. Дикий с бойцами, как оказалось, тоже времени даром не теряли. Люди отца прибыли одновременно с какими-то другими ребятами, и было даже не совсем понятно, чьи именно выглядели серьезнее. Вообще, все это казалось очень странным. Ведь многие вопросы в наше время решаются по телефону. Ну, за батю еще можно понять, он непосредственно за мной посылал. Но эти... Когда один из прибывших по звонку Дикого отвел чуть в сторону капитана, последний сильно побледнел и попытался вытянуться в струну. У меня возникло острое ощущение, будто они тоже работают на власть. Притом их полномочия гораздо выше, чем у полиции. А ведь именно такие парни привыкли решать проблемы одним звонком. Однако прибыли лично. Дальше у них начались переговоры со службой безопасности отца. Я уже стоял немного в стороне и ждал, пока они между собой договорятся. Все вокруг происходило, будто не со мной. Я как-то отрешился от всей ситуации и наблюдал, будто со стороны. Все мои мысли были далеко отсюда. Мне очень не понравился голос бати и его реакция на мой звонок. Будто он уже похоронил меня и услышал голос из прошлого. Но в таком случае я вообще ничего не понимаю. Как он связан с мешком? Почему так странно отреагировал на мой голос? Ведь он не мог его не узнать. «Поехали!» Вывел меня из ступора начальник отцовской охраны. «Мудак ты, Матвей!» «Нормально!» Удивленно выпучил я на него глаза. «Это с чего вдруг?» «Василич места себе не находит», объяснил тот. «Чуть весь бизнес не потерял. Мы тебя похоронили даже, а недавно заявились какие-то типы. Короче, сам сейчас все узнаешь». «Угу», буркнул я и уселся на заднее сиденье гелика. «Ребята на чем поедут?» «В сопровождении место есть», буркнул в ответ тот и внимательно посмотрел на меня через зеркало заднего вида, после чего ухмыльнулся. «Чего?» Заметив это, спросил я. «Ты изменился», улыбнулся тот. «Будто на войне побывал. Я такое за версту чувствую». «Рули давай, умник», поморщился я. Разговор стих, а я снова с недоверием смотрел в окно на городское движение. Казалось, что вот-вот и начнется мелкий противный дождь. Все машины вокруг станут таять, вначале делаясь полупрозрачными, а затем и вовсе растворяться, будто их и не было. Вон опасная развязка впереди, и лучше бы сбросить скорость, чтобы не угодить в засаду, которую наверняка устроили твари. Желтые, скорее всего, будут на эстакаде, а вон за теми опорами уже выжидают красные. Синие, как обычно, отработают как тараны, чтобы остановить кортеж, а я, мать его, даже без ножа. Но нет, все оставалось на своих местах. Твари так и не появились, а машины спокойно прошли развязку и направились к центру. Примерно через час с лишним наш кортеж остановился напротив бизнес-центра, который принадлежал моему отцу. Дикие с парнями также покинули машины сопровождения, и мы всей кучей вошли внутрь. Лифт отсчитал этажи и легким звоночком оповестил о конечной остановке. «Ой, здравствуйте, Матвей Олегович!» Увидев меня, выронила папки секретарь отца. Женщина уже в возрасте, и сколько себя помню, она всегда была его верной помощницей. «Привет, тетя Тань!» – кивнул я. «У себя?» «Да, да», – неуверенно ответила она и проводила взглядом так, словно призрака увидела. «Подождите здесь», – попросил я Дикого с ребятами. «И ты тоже, Валер, если не против». Это я уже к начальнику охраны. Тот с пониманием кивнул и по-хозяйски направился к кофемашине. «Ой, и мне кружечку», – исчез голос Беркута за закрытой дверью в кабинете отца. Он стоял возле окна, заложив руки за спину. Даже на дверь не взглянул, когда я вошел. Вначале я даже не узнал его, сильно похудевшего, с полностью седой головой. Он будто постарел лет на 20 за каких-то полгода. «Здравствуй, батя», – тихо произнес я, и тот вздрогнул. Но как только наши глаза встретились, он наконец ожил. Лицо озарила улыбка, и быстро пройдя через кабинет, он едва не задушил меня в объятиях. Затем отстранился, взял меня двумя руками за лицо и потряс голову. «Живой», – тихо произнес он. «Я знал, я чувствовал». «Тогда зачем хоронил?» – усмехнувшись, спросил я. «Да теща, дура, тьфу, бабка твоя!» Отмахнулся тот и направился к столу. «Всю плешь проела. Мол, нельзя так, душа покоя требовать будет». «Это она может», – улыбнулся я. С души слетел просто огромный булыжник. Да что там, целая скала. Мрачное настроение сразу улетучилось. Да и отец уже не казался таким старым. «Выпьешь?» Достал он из бара на стене бутылку коньяка и зачем-то его понюхал, словно тот мог испортиться. «Если только немного», – согласился я. «А тебе много никто и не даст», – усмехнулся отец.
Это вообще-то очень дорогой коньяк. Уж не дороже денег. Вернул я ему шпильку. Разговор лился легко, будто и не было никаких похорон, и не прошло 7 месяцев в неведении. Казалось, что мы расстались только вчера. Ну, или я только что вернулся из свадебного путешествия. Однако все обстояло совсем не так. Просто отец старался оттянуть серьезный разговор как можно дальше. Он не спеша плеснул по паре глотков действительно очень дорогого напитка, протянул один из бокалов мне, сел в свое рабочее кресло, и в этот момент его взгляд изменился. Он стал деловым, холодным, расчетливым. «Ну, рассказывай». Глядя прямо на меня, попросил он сухим тоном. «Во что ты опять ввязался? И почему на этот раз все отразилось на мне?» Выдержав его взгляд, чего мне до сего дня никогда не удавалось, отец даже бровь приподнял, удивившись этому. Я приподнял бокал, посмотрел на просвет через напиток и сделал небольшой глоток. «Что ты знаешь о таком месте, как Мешок?» Проигнорировав его вопрос, я задал свой собственный, не менее сухим и холодным голосом. Глава 14. Разговоры по душам. Отец смотрел на меня, не отрывая взгляда, а затем все же отвел глаза. Такое между нами происходило впервые. Он вздохнул, залпом допил остатки коньяка, плеснул себе добавки и снова сел в свое кресло. «Месяца 3 назад ко мне пришли люди», — начал он рассказ. «Серьезные. С такими я всегда старался дел не иметь. Мы только закончили с твоими похоронами, и я собирался на поминальный обед, когда они вошли. Один из них модный такой, постоянно улыбался, будто актер Голливуда. И его звали Хан», — кивнул я, прекрасно понимая, о ком идет речь. «Звали?» — приподнял бровь отец. «Надеюсь, ты не...» «Нет, его убил не я», — покачал я головой. «Скажем так, это был предыдущий хозяин мешка. Что он тебе сказал?» «Он сказал, что ты жив», — грустно улыбнулся тот. «И если я хочу, чтобы так дальше и оставалось, то мне придется поработать на них». «Он говорил, что тебе придется делать», — уточнил я. «Он показал мне мешок», — усмехнулся отец. «Дал мне флешку и сказал, что я все увижу сам». Я вначале решил, что это какая-то шутка, монтаж или фильм студентов-режиссеров. Но специалисты разобрали видео на запчасти и ничего такого не нашли. Сказали, что впервые сталкиваются с такой работой. А затем все, кто видел это, стали умирать или пропадать. «Неудивительно», — усмехнулся я. «Кто бы дал обнародовать подобное?» «Но этот мир существует, и Ольга все еще там». «Ты нашел ее?» В очередной раз удивился отец. «Да, нашел», — кивнул я. «Но она не сможет вернуться, наверное». «Значит, ты снова уйдешь?» Поднял на меня глаза, полные надежды тот. «Да, пап», — на этот раз взгляд отвел я, потому как понимал, что он хотел услышать совсем другое. «Так нужно. Ты сам учил меня доводить любое дело до конца». «Тогда для кого я стараюсь?» Обвел он руками свой кабинет. «Кому все это достанется?» «Мне?» – пожал я плечами. Наступила пауза. Отец снова вздохнул и опрокинул в себя коньяк, чтобы тут же налить еще одну порцию. «Ты бы хоть закусил?» – усмехнулся я. «Ты меня еще поучи!» – отмахнулся тот. «Я не поверю, что ты не проследил за Ханом и не попытался выяснить, кто он такой». «Да, Валера занимался этим вопросом», – кивнул отец. «Он вел его 2 суток, а затем тот исчез, как сквозь землю провалился. Снял номер в отеле, вошел в комнату и больше не выходил. Он сказал тебе, что нужно делать?» Еще раз спросил я отца. «То же, что и всегда», – пожал плечами тот. «Доставлять груз из точки А в точку Б». «И что за груз?» – поинтересовался я. «Разный», – уклонился от прямого ответа он. «Ты же понимаешь, что я не могу об этом сказать, иначе сделаю тебя соучастником преступления». «И что со мной сделают?» – улыбнулся я. «Никто даже найти меня не сможет. Бать, эта информация очень поможет мне там. Я должен понимать, с чем конкретно имею дело». «В основном наемники, оружие, боеприпасы», – выдержав паузу, ответил он. «Иногда ко мне должны были приходить люди, но пока так никто и не явился. Примерно неделю назад он снова появился, в смысле Хан, и дал вот этот список».
Отец протянул мне через стол тонкую папку с напечатанными накладными внутри. Я принял ее и быстро пробежал глазами содержимое, а ближе к концу поднял на него удивленный взгляд. «Это что, шутка?» – поинтересовался я. 10 боеголовок?» «Нет, все как раз очень серьезно», – усмехнулся отец. «Для чего они ему?» – спросил я больше для порядка. «Что он собирался ими взрывать?» «Понятия не имею», – пожал плечами тот. На этот раз Валера смог прослушать его разговоры, и, как оказалось, хан всего лишь исполнитель, хоть и ведет себя как хозяин. Над ним стоит кто-то еще. «Я так понимаю, выяснить это не удалось?» Спросил я и только сейчас сделал второй глоток коньяка. «Увы», – пожал плечами отец. Телефон оказался защитой. И все, что удалось, это снять звук с окна. У Валеры есть записи, если тебе интересно». «Не откажусь точно», – кивнул я. «Это все?» «В целом, да». Он посмотрел мне в глаза. «Сын, во что ты влез, а?» «Если бы я понимал», – вздохнул я. «В мешке идет дележ власти, и я, похоже, оказался в самом ее эпицентре». «Возьми с собой Валеру». После долгой паузы предложил отец. «Он хороший специалист и умеет анализировать информацию». «Подумаю», – кивнул я. «А как же ты?» «Найму», – отмахнулся тот. «В конце концов, Серегу повысить можно. У него жена недавно родила. Деньги ему точно не помешают. А Валера одинокий волк, так что возьми, он поможет». «Бать, когда я отправился сюда, то мне настойчиво рекомендовали с тобой поговорить. Сменил я тему разговора. Никакой конкретики. Фраза звучала именно так, дословно. Подозревая, что я должен тебя просить продолжать работу в мешке. Возможно, к тебе в ближайшее время придут другие люди и станут предлагать сотрудничество. Советуешь согласиться?» Поинтересовался моим мнением отец, что в общем тоже произошло впервые. «Почему нет?» – пожал я плечами. «Наверняка они предлагают хорошие деньги. Плюс этот канал по итогу можно замкнуть на меня. В таком случае останется возможность контролировать весь процесс от начала и до конца. Поставь этот вопрос как одно из условий. Думаю, это поможет мне понять всю схему и внутреннюю кухню». «Здравая мысль», – немного подумав, согласился отец. «Тем более я давно мечтал, чтобы ты приобщился к бизнесу. Но тебя только машины интересовали и...» «Бать», – поморщился я, – «вот давай только не начинай сейчас». Стук в дверь прервал открывшего было рот отца, и к нам заглянул Валера. «Василич, кажется, у нас неприятности», – произнес он. «К нам гости, и, похоже, серьезные. Мне сейчас человек позвонил. Сказал, что к нашему офису 2 машины из ФСБ едут. Мне что делать?» «Сколько у нас времени?» – обернулся я к двери. «Минут 40 максимум», – пожал плечами начальник безопасности. «Но, скорее всего, меньше». «Позови Дикого», – попросил я, и Валера исчез за дверью. «Чё?» – через секунду появился тот в кабинете. «Там на станции. Это кто такие были?» – спросил я. «Когда меня полиция приняла». «А что?» – ответил вопросом на вопрос он. «Блин, Дикий, кончай из себя целку строить», – разозлился я. «Сюда сейчас ФСБ едет, и неизвестно с какой целью». «Твою мать!» – мгновенно оживился тот. «Нужно валить, срочно!» «Ты можешь для начала ответить?» – настоял я. «Кто приезжал на станцию? Что за контора?» «Да те же менты, только чуть повыше», – отмахнулся тот. «Валить нужно, пес. Это, скорее всего, люди хана». «Пес?» – удивленно приподнял бровь отец. «Потом объясню», – усмехнулся я. «Если что, ты нас не видел». «Ага, давай, поучи отца», – улыбнулся он. «Валер, удали запись камер и по округе пройдитесь. А еще лучше сделай что-нибудь с сервером». «Спасибо», – поблагодарил я отца. «Валите уже», – отмахнулся тот. «Будет возможность, передай весточку». «Хорошо», – кивнул я и вышел из кабинета. Валера остановил нас на лестничной площадке, которая вела к запасному выходу из здания, и окликнул меня. «Матвей, постой, я с вами», – уверенно сказал он. «Василий сказал, что тебе может пригодиться моя помощь». «Ты хоть понимаешь, с чем там придется иметь дело?» – усмехнулся я, продолжая следовать вниз по лестнице за Диким. «Разберусь, не маленький», – усмехнулся тот. «Я видел запись, так что примерно представляю». «Поверь мне», – засмеялся я, – «ты даже близко не представляешь, что такое мешок». «Так тебе нужна помощь или где?» – огрызнулся он. «Полагаю, неплохо иметь при себе верного друга». «Аргумент», – согласился я. «Ладно, пошли». «Пи***ц», – выдохнул Дикий. «Кажется, приплыли».
Мы всего на минуту опоздали, чтобы спокойно покинуть здание. Черный микроавтобус остановился прямо напротив запасного входа, и из него посыпались вооруженные люди. «Давай наверх», – скомандовал Валера. «Я сейчас вертолет вызову». Мы, не сговариваясь, ломанулись обратно. За дверью, что вела в фойе, уже слышались крики, которые не предвещали совсем ничего хорошего. Валера быстро набрал какой-то номер и, прыгая через 2 ступеньки, ругался с диспетчером. Кажется, что-то пошло не так. «Козлы!» В сердцах выругался тот и тут же дал объяснение. «Они над нами воздух закрыли. Может, к вам в мешок свалим? У Хана это очень хорошо получалось». «Да я лучше от пули подохну, чем там днем на улицах появлюсь», выдохнул на ходу Дикий. Снизу раздался грохот выбитой двери и тяжелый топот военных ботинок. Кажется, путей к отступлению больше не осталось. «Дикий, ты, кажется, что-то говорил о 3 сутках?» Замер я посреди лестничной площадки. «А это идея!» – усмехнулся он. «Синьку или зеленку?» «И то, и другое», – улыбнулся я, раскрывая свой портсигар. «Валер, у тебя есть где схорониться до вечера?» «Вы что задумали?» Удивленно уставился он на то, как мы достали какие-то непонятные трубочки. «Спускайся вниз и постарайся не отставать». Улыбнулся я и силой втянул в себя воздух. Лица товарищей, как и их фигуры, замерли. Но сейчас эффект отличался от того, что происходило в мешке, и не в лучшую сторону. Там применение тройного коктейля полностью вмораживало время вокруг, давая мне возможность вырубить всех, пока враги успевали продвинуться максимум на сантиметр. Сейчас их движения происходили гораздо быстрее. Я едва успел проскочить первый пролет, когда меня догнал Дикий. Он умудрился за такой короткий срок донести свою трубку до рта и вдохнуть свою смесь. В мешке он едва успел бы за это время сместить руку на миллиметр. Однако мы все равно оставались гораздо быстрее и сильнее, чем те, кто шли по нашей душе. Первая тройка попалась нам 2 этажами ниже. Так как я шел первым, то и встречать их досталось мне. Удар ногой в грудь, и бойца оторвало от лестничного марша. Второй, что следовал за ним, еще даже не успел понять, что произошло, и я походя приложил его каской о подъездную стену. Что-то хрустнуло, надеюсь, не его череп. А на стене осталась неслабая вмятина, словно сдвинулась кирпичная кладка несущей стены. Третьего я схватил за ствол автомата и ударил его им же прямо в лицо, просто рванув вверх и навстречу, после чего продолжил путь вниз, где на следующем этаже наводил шорох Дикий. У него тоже был полный порядок. 2 из его тройки находились в стадии полета, а он схватил за грудки и уже швырял последнего спиной в стену. Я прошмыгнул ниже и даже слегка опешил, так как здесь находились основные силы спецназа. Они выстроились в линию друг за другом и ожидали доклад ситуации сверху, чтобы в любую секунду начать действовать. И еще 9 человек? Да уж, кому-то очень хотелось нас прижать. Вот только пыль из другого мира давала нам колоссальное преимущество. А об этом в ФСБ знать ну никак не могли. Будь мы просто вчетвером, то пройти мимо них не составило бы никакого труда. Но нам нужно провести Валеру. Мысленно извинившись перед служителями закона, я принялся за работу. Убивать этих людей, которые по сути просто исполняют приказ, совершенно не хотелось. Но я понимал, что если не вырубить их, то шансов пройти мимо, не поднимая стрельбу, нет. Дикий присоединился ко мне, когда я уже отправил в глубокий нокаут 4. Хотя кого я обманываю? Большинство из них, скорее всего, очнется только в больнице. При такой скорости, усиленной красной пылью, я ломал их кости, будто спички. А выбить челюсть способен даже ребенок, при условии точного и правильного попадания. Чего уже говорить обо мне? Дикий уже вырвался на улицу, снеся на своем пути дверь, которая сейчас плавно продолжала свой полет, подчиняясь законам физики. Снаружи нас ожидала еще 3 бойцов, плюс водитель микроавтобуса марки «Мерседес». Одного из оставшихся я точно так же приложил головой о стену. А Дикий тем временем выкинул из-за руля водилу, и тут действие пыли прекратилось. Если мой товарищ успел замереть, то я по инерции пролетел 2 метра и со всего разгону врезался в борт машины. Хорошо, что успел отреагировать и в последний момент развернуться спиной. Плечо могло не выдержать такого удара, а уж про лицо вообще молчу. Воздух покинул легкие за мгновение, а я сполз на землю, едва не потеряв сознание. Дикий уже сидел за рулем Мерседеса, когда из пустующего дверного проема вышли Валера и 2 бойцов Дикого. Лицо первого отображало весь спектр эмоций, которые он сейчас испытывал. Но надо отдать ему должное, держался молодцом. Беркут с товарищем натянули на себя наглые ухмылки, а заодно вооружились автоматами работников ФСБ.
«Вы чё, клоуны? А ну скинули стволы быстро!» — рявкнул на них Дикий. «А чё такого-то?» — уточнил Беркут. «Так, я сейчас не понял». Нахмурился их командир, и парни с недовольным видом положили автоматы на бетон, которым была залита парковочная площадка на заднем дворе. Машина уже давно тарахтела дизелем, и как только мы разместились в салоне, причем я не обошелся без посторонней помощи, Дикий рванул с места, взвизгнув резиной. «Куда?» — спросил он у бледного лицом Валеры. «А?» — все еще пребывая в шоке от увиденного, переспросил тот. «Б!» — передразнил его Дикий. «Ехать куда?» «А, давай в Бутово», — махнул рукой тот. «Там по месту пальцем покажу». Дикий прямо на ходу принялся вбивать адрес в навигатор, лихо крутя баранку одной рукой. «Группа Альфа, что за самодеятельность?» Прозвучал строгий голос в динамике рации, которая находилась в салоне. В этот самый момент мы выскочили на проезжую часть прямо перед носом у второго микроавтобуса с бойцами, что вошли в здание с парадного входа. «Кажется, спалились», — хохотнул Дикий, и нас хорошенько вдавило в сиденье от ускорения, что он придал ФСБшному Мерседесу. «Нужно скинуть тачку». Наконец я пришел в себя и смог нормально дышать. На этой нас первые же гаишники примут. «Давай вон к тому торговому центру», — указал пальцем Валера, и наш бешеный водитель резко вывернул руль, нагло подрезав какую-то Kia справа. Мы влетели на стоянку под яростные сигналы клаксонов, едва не прочертив по боку выезжающего Паджерика. Валера выпрыгнул из Мерседеса еще на ходу и побежал вдоль ровного ряда припаркованных автомобилей. Нам особое приглашение не требовалось, и мы также бросили микроавтобус, принадлежащий конторе. Уже через минуту мы покидали парковку на стареньком цельнометаллическом Форде. Судя по виду, когда-то он работал на инкассаторов, а затем его выкупила служба безопасности отца и восстановила, оставив лишь внешне неказистой. Видимо, чтобы не привлекать лишнего внимания. «У нас таких штук 5 вокруг офиса», тут же подтвердил мои догадки Валера, на всякий случай. «Умно», согласился с этим решением Дикий. «И очень вовремя». «Думаю, до вечера мы вполне сможем просто кататься», предложил начальник охраны. «Но если хотите...» «У тебя стволы есть?» – перебил его Дикий. «Прежде чем выходить в мешок, лучше быть при оружии». «А как вы до этого собирались?» – уточнил наши планы тот. «К своим обратиться. Но ввиду последних событий, полагаю, наши точки уже накрыли», – объяснил ему тот. «Хан ведь подох уже, а все карты путает». «Над вашим ханом еще кто-то стоял», – охотно поделился информацией Валера. «В смысле?» – неподдельно удивился Дикий. «В прямом», – улыбнулся тот, почувствовав свое превосходство хоть в чем-то. «Я следил за ним с тех самых пор, как он появился в офисе у Васильича. В первый раз упустил. Видимо, он из номера отеля сразу в мешок свалил. А вот на второй раз кое-что удалось услышать». «А он случайно не называл имен или кличку какую?» – уточнил тот. «Ну, я, наверное, не совсем дурак», – пожал плечами Валера, спокойно останавливая машину на светофоре. «Он и напрямую-то не говорил «шеф» или «слушаюсь», но таким тоном разговаривает только с начальством». «Это не очень хорошая новость», – поморщился Дикий. «Ты что думаешь?» «Без понятия», – пожал я плечами, потому как последний вопрос предназначался мне. Но почему-то не удивлен. Такие вещи в одно лицо не планируются. Даже Мазай не справился бы с той задачей без твоей поддержки. Да и вообще, любые кукловоды, как правило, не любят светить лицо и чаще действуют чужими руками. «Тут ты прав», — согласился со мной Дикий. «Валер, давай лучше в укромное место. Что-то неспокойно мне. Как бы на нас уже ориентировку гайцам не выдали». «Резонно», — согласился тот и, включив правый поворот, перестроился, чтобы уйти на развязку. «Здесь недалеко квартира есть. На подставное лицо оформлено». «Подойдет», — кивнул тот и откинулся на спинку сиденья. «Вот вопрос. Начальство у хана здешнее или основное все же в мешке?» Озвучил я внезапно возникнувшую мысль. «Вечером вернемся, отправлю послание Мазаю», выдержав паузу, произнес Дикий. «Пусть он думает над этим вопросом. Жили же спокойно, мать его». «Нет, надо было закрутить всю эту канитель», в сердцах выругался он. «Вот кому это все надо вообще?» «У меня даже кандидатов на эту должность нет», пожал я плечами. Хан подходил лучше всех, а теперь, да хрен его знает. Наступила тишина, только звук двигателя едва слышно в салоне.
Давай думать логически. Принялся я размышлять вслух после долгой паузы. Кто мог знать о нашем переходе и быстро передать об этом информацию? Кстати, есть вообще способ связи с внешним миром из мешка? «Спиритическая доска, разве что», — усмехнулся тот. «Я ни о чем подобном даже краем уха не слышал. А знал кто? Да все те, кто нас от трущоб провожал». Кто-то из бойцов Крот, почесал я макушку. Очень даже может быть, ведь они приходили вместе с ханом. В таком случае нужно искать рулевого в мешке. Получается, что здесь только его тень? Да откуда ты знаешь? Вклинился в разговор Валера. Может быть, там есть человек, способный принимать решения, но рулевой находится здесь. Да, тоже исключать нельзя. Поджал я губы. Но там определенно есть тот, кто знает, как выйти на главного. Твою мать, Дикий! Ольга, получается, все еще в опасности. «Надеюсь, с ними все в порядке», — вздохнул тот. «Они должны ждать нас в бункере неподалеку от 505-го. Плюс с ними Тузик, а он сейчас стал очень серьезным аргументом. Единственный минус, что мы можем выйти где угодно, но, надеюсь, нас не выбросит за пару тысяч км». «Это можно как-нибудь рассчитать?» Сразу же заволновался я. «Возможно, но я этого не знаю», – пожал плечами тот. Машина замерла возле панельной пятиэтажки. «Второй этаж, квартира направо», – протянул мне ключи Валера. «Я машину подальше отгоню. Минут через 30 буду». «Хорошо», – кивнул я. «Давай там поаккуратнее только». «Я тебя умоляю», – поморщился тот. «Не первый раз замужем». Форд, рыкнув дизелем, скрылся за поворотом, оставив нас посреди двора. «Реально хочешь взять его с собой?» – кивнул в сторону скрывшейся машины Дикий. «Почему нет?» – пожал я плечами. «Он хороший спец. Да и стрелять меня учил именно он. Думаю, справится». «Дело твое», – отмахнулся тот. «Ладно, что там, второй этаж направо?» «Угу», – подтвердил я и приложил к замку домофона чип-ключ. Тот запиликал сразу, пропуская нас внутрь. Квартира, как и следовало ожидать, уже имела все необходимое для того, чтобы не покидать ее какое-то время. Полный холодильник еды оказался как нельзя кстати. Жрать хотелось просто невыносимо. Заморачиваться особо не стали, поставив на плиту большую кастрюлю, выложив рядом на стол 2 пачки пельменей. Беркут открыл бутылку коньяка и сейчас аккуратно тонкими ломтиками нарезал лимон. Дикий шинковал ветчину и хлеб для бутербродов, а третий боец, чьего имени я так и не узнал, следил за обстановкой через окно. Он даже от еды поначалу отказался и сел за стол, только сменившись с Беркутом. Напряжение спало. Не без помощи 50 грамм и хорошей порции пельменей. И сейчас я всячески пытался перебороть сон. Скоро уже сутки пойдут, как мы не спали. Да и то мучение на полу тоннеля отдыхом можно назвать с большой натяжкой. «Приехал», не отрываясь от окна, произнес Беркут. «Кто?» – уточнил Дикий, развалившись на диване прямо в ботинках. «Валера», – добавил тот, и в это время запиликал домофон. Я, не задавая лишних вопросов, впустил его в подъезд и припал к глазку. Как только он приблизился к двери, разомкнул замок и распахнул дверь. «Пошли, разгрузимся», – прямо с порога заявил он и сразу же развернулся на выход. Мы с молчаливым бойцом отправились следом. Валера ждал нас у багажника, повидавший в этой жизни все Audi 100. Однако выбор оказался вполне очевидным, ввиду ее вместимости багажника. Да и внимание такая машина уже давно не привлекает, в отличие от дорогих внедорожников. Ну, а о надежности в сравнении с отечественным автопромом вообще говорить не приходится. В багажнике лежали 3 большие сумки, и их содержимое не вызывало у меня никаких сомнений. Там 100% находилось оружие. Мы быстро подхватили их и поспешили обратно в квартиру. Вжикнув молнией, Валера принялся выгружать содержимое на свет. В основном только пистолеты. Из автоматического здесь были только калаши под 5. А затем он достал 2 коротких дробовика, один из которых сразу привлек мое внимание. Это новинка от того же Калашникова. Заметив Валера мой интерес к стволу. Совсем недавно разработали. Дай посмотреть, протянул руку Дикий. Впервые такое вижу. А это что за экран? Ну, там всякие плюшки. Покрутил пальцами в воздухе Валера. Остаток патронов показывает. ЛЦУ включает и все такое. Мне нравится, покивал головой тот. Можно я его себе возьму? Да не вопрос, пожал плечами тот. Ну что, когда выдвигаемся? Часа через 4.
Взглянул на часы Дикий. И я бы поспал в это время, если никто не против. Я точно не против. Сонно помотал я головой. Мало того, всячески желаю к тебе присоединиться. Так, спокойно. Я вообще-то стопроцентный натурал, ухмыльнулся тот. Очень смешно. Поморщился я и побрел в спальню. Сознание отключилось раньше, чем я прилетел лицом в подушку. Глава 15. Из профессионала в ученики. Проснулся я от того, что почувствовал чье-то приближение, а так как спал я в обнимку с пистолетом, то его ствол тут же уперся в нос Валере. Тот вначале округлил глаза от удивления, а затем ухмыльнулся. «Боюсь даже представить, что меня там ждет», – пробормотал он, – «если уж он с тобой такое сделал». «Тебе понравится», – прохрипел я сонным голосом. «Который час?» «7:30», – охотно ответил тот. «Там кофе и бутерброды. Я не Вика, поляны накрывать не умею, так что вот». «Угу», – сел я на кровати. «Ты даже не представляешь, насколько это царский завтрак». «Ты меня специально кошмаришь», – усмехнулся он. «Хочешь, чтобы я передумал?» «Да заняться мне больше нечем», – отмахнулся от него я. «Сам все увидишь». Я вышел на кухню, где уже вовсю точили завтрак Дикий сотоварищи. И получалось это у них довольно шустро. Задержись я еще на пару минут и все, успел бы только к хлебным крошкам. «Эй, пореже метайте!» Тут же оживился я, понимая, что еще немного и, увы, совсем ничего не останется. «Ага, ща!» Прожевав огромный кусок, отреагировал Дикий. «В большой семье! Руки!» Пришлось приложить его по тыльной стороне ладони, чтобы отвоевать оставшиеся 3 куска. Дабы не пролюбить свою долю, я схватил со стола всю тарелку и отошел от этих троглодитов подальше. «Да вы чего?» – засмеялся в проеме двери Валера. «Еще можно сделать. Будете?» «Не», – отмахнулся с улыбкой Дикий. «Это мы так, чтобы он не расслаблялся. Много жрать вредно. Возможно, сейчас интенсивно двигаться придется». «Ясно», – кивнул тот. «Когда отправляемся?» «Да в принципе уже можно», – пожал плечами я. «Но лучше для верности выждать немного». «Слушай, Дикий, я что спросить хотел?» «Ну так спросил бы», – откинулся на спинку стула тот, отряхивая ладони друг от друга. «Ты говорил, что белая пыль понимание тоннелей дает», – уточнил я, кое-что задумав. «Ну, типа ориентироваться лучше и все такое». «Так и есть, я специально пробовал», – кивнул он, не понимая, к чему я веду. «Даже в мешке все понятным делается. Знаешь, куда идти и где лучше повернуть». Я вот что подумал, поясняя свой странный вопрос. «А если ее с коричневой смешать?» Никогда в таком ключе не думал», – почесал подбородок он. «А что, может сработать?» «Вы о чем вообще?» – уточнил Валера, который так и стоял в дверях. «Скоро все узнаешь», – отмахнулся от него Беркут. «Сейчас будет тяжело объяснить». Я выудил из кармана небольшой мешочек, в котором лежали камни всех мастей. Высыпал немного на ладонь и подцепил один из них молочного цвета. Валера с любопытством заглянул мне через плечо, но вопросы больше не задавал, просто наблюдал за моими манипуляциями. Я же сходил в общую гостиную, достал из бара круглую бутылку, лист бумаги из выдвижного шкафчика под ним и вернулся на кухню. Несколько раз как следует грохнул плоским донышком по камню, чтобы тот раскрошился, и стал катать по нему посудой, измельчая в пыль. В ступе это, конечно, делать удобнее, но где ее взять в ультрасовременном мире? Даже элементарной ручной мельницы днем с огнем не найти, не то чтобы такую древность. В магазинах наверняка есть все, что душе угодно, особенно в интернете. Но не бежать же сейчас за ними. Дело шло хоть и не так быстро, как хотелось бы, но камень поддавался, постепенно превращаясь в пыль. Разорвав лист бумаги на 2 части, я одной стороной смел получившийся порошок на другую, затем ножом поделил на 3 равные части и заученным движением скрутил пару трубочек. «Скотч в доме есть?» – обернулся я к внимательно наблюдающему Валере. «Изолента подойдет?» – уточнил он. «Ну, если синяя, то вообще шикарно», – усмехнулся я. «Есть синяя черного цвета». Поддержал слесарную шутку он и вышел в прихожую. Там открыл шкаф, покопался немного в нижней его части и протянул мне моток изоленты. Я закрепил получившиеся трубочки, чтобы те не разворачивались, и высыпал в них белый порошок. Затем достал портсигар, вложил получившееся внутрь. Помечать их смысла не видел, так как они единственные, собранные при помощи изоленты. Пойди не перепутаю.
Далее извлек трубочку с коричневой пылью. Она была отмечена маркером прямой полоской по всей длине. Оторвал кончик и высыпал в оставшуюся одинокую кучку белого порошка. Тщательно все перемешал и снова пересыпал полученную смесь в трубочку, скрепив ее оторванный край изолентой. «И что это?» – кивнул в сторону полученного предмета Валера. «Это тебе придется делать постоянно. Только не вздумай вот так смешивать», – предупредил его я. «Почему?» – задал тот резонный вопрос. «Ты же смешал». «Мне можно, и вот ему можно», – указал я пальцем на Дикого. «У нас, так скажем, иммунитет. А вот ты, скорее всего, умрешь или с катушек съедешь, что в принципе одно и то же в условиях мешка». Далее я дал ему краткий обучающий курс, что есть что и из чего оно выходит. Примерно рассказал о тварях, об их особенностях, слабых местах. Заодно предупредил о неразглашении того, что он увидел редкие камни. Ну и в целом мы были готовы. Валера слушал меня с недоверием в глазах, и это несмотря на то, что он когда-то лицезрел видео от Хана. Но я его прекрасно понимал. Одно дело видосик, снятый в течение дня со стены, без каких-либо объяснений, и совсем другое слышать подобный бред о сверхспособностях и каких-то порошках, камнях и прочей ерунде. «Ну что, время испытать?» Стоя посреди гостиной, произнес я. «Ну, лично я бы лучше на улицу вышел», пожал плечами Дикий. «Зачем?» Не сообразил я. «Затем, что вывалиться в мешок с высоты 2-го этажа не очень здравая затея», ответил он. «Это я как-то не подумал», усмехнулся я и направился к выходу. «Вы что, вот так увешанные стволами попретесь?» уставился на нас Валера. «Да пофигу», отмахнулся Беркут. «Пусть думают, что мы страйкболисты. Да и не будет нас уже через секунду». Мы всей компанией вывалили во двор, шуганув какую-то бабульку с тряпичной сумкой. Та, охая и вздыхая, поспешила удалиться от опасных разбойников. Наверняка сейчас даже полицию вызовет. Но к тому моменту нас уже в этом мире не будет, и даже собаки вряд ли помогут отыскать след. Ребята выстроились гуськом позади меня, придерживая друг друга за плечи. Я надорвал краешек трубочки, резко втянул в себя пыль и... Все сработало как надо. Мир вдруг наполнился рваными клоками тумана, который светился и переливался всеми цветами радуги. Понять, какой именно мне нужен, я не смог, поэтому зафиксировал взглядом самый густой, как и в прошлый раз, и активировал проход в мир мешка. Облако потемнело, будто вот-вот собиралось разразиться громом. А я, более не раздумывая, сделал шаг вперед. И вот здесь все изменилось. Вместо того, чтобы тупо провалиться в невесомость, я вдруг понял принцип и научился ориентироваться. Сейчас пространство вокруг меня больше походило на хаотичный рисунок карандашом. Словно ребенок сидел и малевал это, зажав инструмент в кулаке. Одна из линий немного отличалась от окружающих, напоминая выделенную часть дороги в навигаторе. Вот за эту ниточку я и ухватился. Скорее всего, данное пространство выглядело иначе, но мозг подобрал именно эти ассоциации, чтобы мне было понятно. Чувство невесомости накатило сразу, и почти одновременно ноги подкосило, а мы всей компанией развалились в грязи посреди пустынной улицы бесконечного города. Холодный противный мелкий дождь тут же попал в лицо, влажный воздух влетел в легкие, но я улыбался, радовался этой мерзкой погоде. Нет, я определенно не хочу возвращаться в нормальный мир. Мне здесь уже нравится. Чтобы это понять, времени было достаточно. Интересно, где мы? Первым делом спросил я, поднявшись на ноги. «Валим, быстрее!» Вместо ответа оживился Дикий. «Почему?» Опять не понял я. «Сейчас сюда вся зелень стянется», странным образом объяснил тот. «Ну, стянется, положим», пожал я плечами. «В первый раз, что ли?» «Пока они проход не закроют, будут переть сюда со всех щелей!» Наконец не зашел до нормального объяснения тот. «А вместе с ними ты сам знаешь, сколько тварей подойти может, так что валим, пока не началось». Спорить я больше не стал, и мы постарались как можно быстрее отойти подальше от пробитого мною прохода между мирами. Пыль все еще продолжала действовать, и это помогло быстро сориентироваться на местности. Вначале я даже не заметил, что двигаюсь по четко осознанному маршруту, только когда пропало это ощущение, заметил разницу. Однако направление я, скорее всего, выбрал правильное, поэтому решил, что нам лучше всего придерживаться данного курса. Не успели мы преодолеть и пары кварталов, как из-за поворота донеслось гулкое завывание. «Наконец-то!» – хищно оскалился я. А то уже соскучиться успел. У корот, заряженные 5,45,
притом обыкновенными патронами, не сильно весомый аргумент. Однако, в отличие от того же ПП, которым я пользовался на коротких расстояниях и в узких локациях, у калаша имелся неоспоримый плюс. Начальная скорость пули превышала ту, что имел пистолетный патрон марки Parabellum, если я не ошибаюсь, приблизительно в 2 раза, что давало пуле меньшего диаметра большую пробивную способность. Да, останавливающий эффект может быть и не тот, что у семерки, но это полностью компенсируется уменьшенной отдачей. Короче, где наша не пропадала, справимся. При первом моем посещении мешка я вообще кроме собственного зада ничего не имел. Зная Валеру, все ксюхи, скорее всего, пристрелены на 200 метров. Для наших условий этого более чем. Автомат встал вдоль глаз немногим раньше, чем я успел об этом подумать. Валера неуверенно крутил стволом, в отличие от меня и Дикого с парнями. Те уже прекрасно понимали, чего ждать, и быстро рассредоточились, определив свой сектор обстрела. Беркут контролировал окна и крыши в ожидании желтых, а мы вчетвером разошлись по разным сторонам улицы, прижавшись к стенам домов. Я выбрал одно направление, Валера противоположное, предварительно посмотрев на то, как это сделал Дикий со своим бойцом. «Да ну нахер!» Услышал я тихое бормотание за спиной и понял, что враг идет не с той стороны, что у меня под контролем. «Дикий, держи тыл!» Выкрикнул я и обернулся, чтобы помочь Валере. Прямо на нас перла нехилая куча, порядка 10 особей. Хотя для 5 вооруженных бывалых людей это не шибко-то серьезный противник. Сердце уже давно бешено колотилось в груди, разгоняя адреналин по всему организму. Но в отличие от моих первых дней пребывания в мешке, сейчас этот процесс запустил не страх, но азарт. Короткая очередь в морду зеленому не дала видимого результата. Слишком легкая пуля не смогла пробить толстую шкуру. Однако порцию болевых ощущений тварь заработала и взревела, раскрыв свою розовую пасть. А вот вторая очередь сделала все как надо, разворотила мягкие ткани и пробила череп, который изнутри не имел той защиты, что снаружи. Черепаха рухнула мордой в асфальт, который клоками покрывал дорогу, и на ней заструился зеленоватый дымок. Остальные твари сорвались с места, как по команде, внезапно лишившись защиты своего собрата. Тройка синих будто телепортировалась, за мгновение разорвав дистанцию с 200 метров до опасно близких 20 шагов. Следующий их рывок достигнет цели. Вот только кто им даст это сделать? Автомат в моих руках затарахтел, выбивая кровавые брызги из головы одного, второго, как ни странно, завалил Валера. Он хоть и выглядел сейчас так, что краши в гроб кладут, но опыт все же переборол замешательство, и 2 очереди по 3 патрона четко легли в череп твари. Третьего снес Дикий из новенького дробовика от одноименного производителя наших укоротов. Беркут поливал пулями окно 2-го этажа за нашими спинами, видимо, выбивая хитрую желтую тварь, что решила ударить нам в тыл. Но у нас еще остались 2 синих и 3 красных. Последние, как всегда, шли напролом, надеясь на свою силу, ну и отсутствие мозгов тоже делало свое. 2 синих рванула в разные стороны, скрывшись в переулках. Еще в самом начале атаки. Так что Дикий снова переключил внимание в противоположную сторону, дожидаясь появления твари оттуда. «Бей по ногам!» – предупредил я Валеру, который уже бесполезным образом выбил первый магазин в широкую грудь красному. Он, быстро перезарядив оружие, моментально сместил ствол и очередью в 3 патрона разворотил колено твари. Тот уже успел подобраться на опасное расстояние и замахивался какой-то доской. Но Валера вовремя выбил из-под него опору, и красный завалился вперед, подставив ему свою узкую макушку. Я вместе с безымянным бойцом уже отработал свои цели и переключился на противоположную сторону, где появились синие. В 2 ствола мы с Диким быстро заставили дымиться их туши на мокром асфальте. Наступила тишина, но мы все еще крутили стволами по сторонам. Всякое бывает. Может, кто-то запаздывает, а может и на звук перестрелки заявиться. И вдруг в образовавшейся паузе что-то громко хлопнуло, будто петарда в консервной банке взорвалась, оставив после себя долгий звенящий шлейф. «Все, закрыт проход», – резюмировал Дикий. «Но валить все равно надо. Могут другие группы подтянуться». «А трофеи?» – удивленно уставился я на товарища. «Тебе что, не хватает?» – усмехнулся тот. Туши все еще испускали дымок и даже не успели уменьшиться в размерах. Весь бой по факту занял не более минуты, а на полное разложение требовалось около 5. Да я хотел Валере первый законный камень подогнать. Объяснил я свое желание. «Я ему из своих выделю», — отмахнулся Дикий. «Двигаем. Не лучшая идея в мешке судьбу испытывать». Мы свернули с главной улицы в проулок и двинулись дальше по выбранному мной направлению.
Ни у Дикого, ни у меня не осталось и следа от чуйки, что доставалось нам после посещения роя. Так что шли по старинке, внимательно осматривая каждый метр впереди. Видимо, Мешок сделал какую-то скидку на новичка в лице Валеры, так как до форта нам удалось добраться без приключений. Сразу за ним начинались лабиринты трущоб. Это не только имело потрясающий вид, но и одновременно ужасающий эффект. Теперь уже бывший начальник безопасности отца замер и уставился на представшую перед взором картину. Он смотрел не в силах отвести взгляда. Ну а где такое еще можно увидеть? Затем Валера принялся крутить головой, осматривая все вокруг. До него наконец-то дошло, что он больше не в нормальном мире. Это отчетливо читалось по его блуждающему взгляду и учащенному дыханию. Да и в целом вид у него был крайне растерянный. «Ну что, Валерий Иванович?» – прихлопнул я его по спине. «Как тебе у нас в мешке?» «Пи***ц!» – пробормотал он и похлопал себя по щекам. Помогло. Взгляд прояснился, лицо порозовело, а руки перестали трястись. Вот ведь парадокс человеческой психики. Стоило ему начать стрелять, как ствол автомата даже от отдачи едва шевелился. Глаза смотрели уверенно, вид сосредоточенный. А стоило показать ему трущобы, как сразу затрясло, словно девственницу на приеме у гинеколога. «Это что и есть ваш мешок?» Указал он пальцем на покосившиеся лачуги, собранные из говна и палок. «Нет, всего лишь один район», – охотно ответил я. «Фух», – с облегчением выдохнул тот. «Я уже думал, совсем плохо дело. А так ничего тут у вас, жить можно». Вся наша компания дружно грохнула от смеха. «Ладно, хорош зубы сушить», – отсмеявшись, сказал я. «Дикий, в какую сторону ты девчат отправил?» «Ща», – улыбнулся тот и выплюнул кусочек трубочки с розовой пометкой на боку. «Понятно», – усмехнулся я. Дикий резко вдохнул пыль, постоял задумчивым видом и отсутствующим взглядом, после чего махнул рукой в сторону. «Туда!» – прокомментировал действие он. «Здесь недалеко, часа за 2 дотопаем, я знаю этот бункер». Затем он повернулся к своим бойцам и продолжил. «Так, Беркут, Тапок, дальше мы сами. Вам срочно нужно передать сообщение Мазаю. Перескажите ему все то, о чем мы говорили, и что удалось выяснить. Возьмете машину на стоянке, вот ключи. И мухой до форта со связью, как поняли?» «Да мы можем и вас подбросить», – пожал плечами Беркут. «Чего зря ноги топтать?» «Что непонятного в слове «срочно»?» – нахмурился Дикий. «Выполнять, чтобы к утру Мазай был в курсе». «Есть», – вяло козырнул тот, а Тапок все так же молча протянул нам руку. Мы попрощались, ребята направились в форт, а мы развернулись к улицам Мешка. «Ну а что отказались-то?» Отойдя подальше, вдруг поинтересовался Валера. «Ведь и в самом деле лучше, чем ногами топать». «Не в нашем случае», усмехнулся я, понимая, почему так поступил Дикий. «У нас там животное, которое лучше пока не светить». «Собака, что ли?» уточнил тот. «Ага, еще какая собака!» засмеялся Дикий. «И кличка подходящая, Тузик, тебе понравится. Главное, не стрельни случайно. Ему, скорее всего, пофигу будет, но может и обидеться». «Шутите опять?» отмахнулся тот. «Отнюдь», покачал головой Дикий. «Но лучше один раз увидеть, так что потерпи». Глава 16. Стратегия. До бункера добрались без проблем. Несмотря на то, что в мешке царила ночь, дверь оказалась заперта. Но оно и правильно. Темное время суток еще не повод расслабляться и вести себя беспечно. Я несколько раз приложил прикладом по толстой гермодвери, которая гулко отозвалась на мой варварский метод по привлечению внимания хозяев. Изнутри сразу донесся шорох, будто кто-то скоблил по металлу проволочной щеткой для очистки ржавчины. Через некоторое время ушей коснулся шелест запирающего механизма, а как только дверь открылась, меня в грудь ударили толстые лапы Тузика. Я едва на ногах устоял, а здоровенная тварь принялась лизать мне лицо. Странное поведение для кошачьих. Хотя откуда мне знать, как должны себя вести кровожадные твари в домашних условиях? Валера отскочил и вскинул автомат. Хорошо, что на крючок догадался не надавить. Неизвестно, как бы отреагировал на подобное питомец. К тому же мне могло достаться не меньше. «Тихо, тихо!» Осторожно отвел в сторону оружейный ствол Дикий. «Это свои!» «Охренеть у вас чувство юмора!» С бледным лицом ответил он. «Предупреждать надо!» «Так я вроде как предупредил», – пожал плечами тот.
Рассказывал ведь про собачку. Фига себе собачка, хмыкнул тот. Я тогда японский телевизор. Да, состряпал удивленное лицо Дикий. А как по мне похож. Тузик наконец успокоился и передал эстафету обнимашек Ольге. Пару раз приложил хвостом по откосу, на котором остались царапины от шипов, и, утробно зарычав, направился к незнакомому гостю. Валера вытянулся в струну и приподнял руки к груди, будто это могло его хоть как-то спасти в случае атаки. Питомец несколько раз втянул воздух возле него, и после команды «Нельзя, свой!» уселся у ног начальника охраны и еще пару раз махнул хвостом. «Погладь его, не бойся», – предложил я, оторвавшись от девушки. «Ага», – усмехнулся Валера, – «скажи еще, что он не укусит». «Ну, вообще не должен», – с улыбкой ответил. Тот с опаской протянул к его жуткой морде руку, и Тузик сам ткнулся в нее носом. Вот сейчас он вел себя, как и подобает коту. Сам прошелся под ладонью и даже своим боком о ногу потерся. Нет, странное все же животное. Но мне он уже как родной. «Ну что, удачно сходили?» Первым делом спросила метла, как только закрыла за нами дверь. «Да, как сказать», – пожал я плечами. «С отцом поговорили, но нас там едва ФСБ не накрыло». «Кто?» – удивилась Ольга. «Как такое может быть? Никто не знал, что вы там. Да из чего вдруг ФСБ?» «Вот и мне интересно», – вздохнул я. «А были это, скорее всего, люди хана». «Так, стоп», – помотала головой она. «Я лично видела, как его лицо отвалилось от черепушки. Там не то, что микс. Подорожнику делать нечего, с такими ранами точно не живут». «Хан мертв, это факт. Но, как оказалось, он всего лишь исполнитель», – ответил я. «Так что проблемы Мазая все еще не закончились, а вместе с ним, видимо, и наши». «Нет, мы же с ним договорились», – подключилась к разговору Гайка. «Мы свою часть работы уже выполнили, остальное не наши проблемы». «Галь, я не прошу тебя продолжать вместе с нами», – посмотрел на нее я. «Вы с Диким вольны поступать, как считаете нужным. Никаких обид. Если захотите уйти, я уговаривать не стану». «А вы?» – зачем-то уточнила она, хотя и так уже все было понятно. «А мы полезем еще глубже», – пожал я плечами. «Там у отца из-за всего этого проблемы, так что нужно довести дело до конца. Но не могу я его бросить, тем более, что все это по моей вине». «Но как нам его искать?» – снова перевела разговор в нужное русло Ольга. «Я бы даже сформулировал это несколько иначе», – усмехнулся я. «Кого нам нужно искать? Уж с вопросом «как» будет гораздо проще». «Не придирайся», – поморщилась она. «Я это и имела в виду». «У меня на этот счет полная тишина», – развел руками Валера. «Просто знаю, что над ним кто-то стоит. Но никаких имен, вообще ничего. Мы ведь даже не знаем, мужчина это или женщина». «Думаешь, это может быть женщина?» – засомневался я. «А почему нет?» – пожал он плечами. «Кто, как не они, умеют рулить мужиками?» «Ну, так-то да», – согласился я и покосился на Ольгу. «Что?» – возмутилась она, округлив глаза. «Прям нарулила я им, сидит, смотрит. Думай давай». Валера первый хрюкнул от смеха. «Так, ладно, девочки», – отсмеявшись, поднялся со старого засаленного дивана Дикий. «Днюем здесь, а завтра с вечера двигаем снова в нули». «Не вижу смысла в этих покатушках», – покачал головой я. «У меня есть другая идея». «Так предлагай», – оживился Валера. «Нам снова нужно вернуться во внешний мир». Под внимательными взглядами товарищей произнес я. «Если бы до меня это дошло чуть раньше, не пришлось бы. Но, увы, хорошая мысля, как говорится». «В чем смысл?» – не понял Дикий. «Точно. Вы же не в курсе». Хлопнул я себя ладонью по лбу. Отец показал мне интересные накладные. Там в основном оружие и наемники. Но где-то посередине затесались 10 боеголовок с ядерной начинкой. Это ему передал хан примерно за неделю до смерти. Думаю, его руководство все еще заинтересовано в получении этого груза. «Мысль дельная», – согласился со мной Валера. «А такой товар точно без внимания не останется». «Но зачем им 10 атомных бомб?» – выпучил глаза Дикий. «И почему 10?» «Полагаю, чтобы что-то взрывать», – усмехнулся я. «А вообще полегче что-нибудь спроси. Возможно, мы все узнаем, когда встретим товар здесь». «Ты хочешь его перехватить?» – удивилась Ольга. «Я тебе больше того скажу. Я хочу замкнуть все поставки в мешок на себя», – кивнул я. «Так мы сможем гарантировать собственную безопасность.
Ну, хоть как-то, по крайней мере. И плюс бонусом заставим выйти на себя истинное руководство хана. Мне нужно доложить об этом Мазаю. В полной тишине произнес Дикий. Подозреваю, что это оружие в первую очередь нацелено против него. Нет, покачал я головой. Этого мы делать не станем. Я не могу проворачивать такое без его одобрения, совершенно серьезно заявил тот. Ты хоть понимаешь, насколько это все пахнет дерьмом? Я бы даже сказал, воняет, кивнул я. Но нет, Дикий, или ты забыл, что наше появление во внешнем мире кто-то слил? Думаешь, этот кто-то в его окружении? Почесал макушку тот. Да подобное мог сделать кто угодно. Даже обычный рядовой сотрудник в офисе твоего отца мог просто взять и позвонить. Возможно, так и было. Немного поразмыслив над его теорией, согласился я. Но исключать факт наличия крота под носом у Мазая тоже нельзя. Лично я на месте хана, или кто там сейчас вместо него, так бы и поступил. «Он меня убьет», усмехнулся тот, но, похоже, согласился с моими доводами. «Ладно, лишь бы не насмерть, а так проорется и успокоится. Ну и кто пойдет?» «Догадайся с 8 попыток», улыбнулся я. «Мы с Валерой, кто же еще? Постараемся быстро». Когда? Не очень обрадовалась этому заявлению Ольга. Надеюсь, не прямо сейчас. Ну а смысл затягивать? Пожал я плечами. Тем более, я, кажется, научился пробивать проходы сразу в нужную точку. Мы быстро, туда и обратно. Вы, главное, к нему снова не суетесь, дал дельный, но и без того понятный совет Дикий. Да ладно, изобразил я удивление. А я и не догадался. А ты не умничай, одернула меня Ольга. Он дело говорит. Блин, я вообще-то и сам это понимаю, отмахнулся я. Прибудем, позвоним и сразу назад. Да, кстати, чтобы мне не пробивать проход по 100 раз, может, попробуйте придержать зеленых в мое отсутствие. Жаль камни тратить, они могут еще пригодиться. Так может, мне тогда проще здесь остаться? Уточнил свою роль Валера. Смысл мне с тобой скакать туда-сюда? Да, в принципе можно, пожал я плечами. Телефон свой дай. Я свою симку так и не оживил. Валера передал мне телефон. Я проверил его на наличие заряда. Не очень бы хотелось в самый ответственный момент бегать по городу в поисках розетки. Тем более, что мое появление во внешнем мире планируется глубоко за полночь. Я приготовил смесь пыли, использовав последнюю порцию коричневой, и мы дружно высыпали наружу. Тузика тут же смыло в неизвестном направлении. Все же животное вольное, любит побегать, а мы его в бункере содержим, садисты. От своего убежища отошли на пару кварталов, и я принялся разоружаться. «Не думаю, что это хорошая идея», – остановил меня Дикий. «Возможно, ты вернешься в самый разгар боя, а там за пару минут ничего страшного не случится». «Да, пожалуй, ты прав», – согласился я и снова навесил на себя вал. Калашников остался лишь в руках Валеры, так как для него ничего более подходящего пока не было. Я же вернул на место все свои вещи и, наконец, почувствовал себя дома. Оказывается, скучал я не только по тварям, но и по своему оружию, к которому, надо сказать, очень привык. Пыль влетела в легкие, и я смело шагнул в проплывающее мимо облако. Дорогу специально проложил сразу в Москву, но поближе к окраине, чтобы не сильно отсвечивать на камерах, коих полным-полно в центре. Даже если меня засекут по мобильному трекеру, то это хотя бы не вызовет вопросов, каким образом я успел добраться до Сибири всего за половину дня. Вывалился на детской площадке и даже не сразу сообразил, что нахожусь не в мешке, из-за темного времени суток и отсутствия людей вокруг. Но, как оказалось, с последним пунктом мне слегка не повезло. Прямо в паре метров от меня обнаружилось несколько человек, которые расположились на скамейке напротив песочницы. Они без зазрения совести бухали, и, видимо, процесс этот длился достаточно давно, чтобы успеть напрочь затуманить их и без того не сильно развитый разум. «О, нихуя себе!» Я услышал их прежде, чем успел рассмотреть. Дядя, ты откуда такой нарядный? Ты типа этот, что ли, а?» «Чё?» Я даже не понял ход его мысли. «Ты чё, еще и тупой?» Переговоры стали принимать совсем нежелательный оборот. Это как же нужно допиться, чтобы вот так докопаться до человека, который по самые уши увешан оружием? Убивать придурков совсем не хотелось. Кто же виноват, что в их черепной коробке плещется спирт вместо мозгов? Но и покидать место входа не хотелось еще больше. В этом случае придется снова тратить драгоценную пыль. В итоге я принял самое простое решение. Выхватил дробовик
и на весь район грохнул из него в воздух. «А ну, сдриснули отсюда! Ща всех завалю!» Громко заорал я, имитируя негодование местного жителя. «И еще раз здесь увижу, колени прострелю. Устроили тут кабак. Время 2 часа ночи». Наверняка они облюбовали эту площадку не в первый раз, и, скорее всего, своими выходками давно достали всех местных жителей. К тому же сильно сомневаюсь, что по окончании своих посиделок они убирают мусор. Так что мой расчет был именно на это. «Ты че, мужик, совсем больной? Пошли, пацаны, ну его нахуй!» После выстрела с них моментально слетел весь хмель, и они, подхватив остатки алкоголя, поспешили удалиться. «Молодец, братан!» – долетел возглас откуда-то с балкона. «Давно пора было это сделать!» Так, кажется, прокатило. Отвечать благодарному жителю двора я не стал, а поспешил выхватить телефон. Личного номера отца, который относился лишь к семье, у Валеры в списках не оказалось. Но оно и не удивительно. Он поднял трубку лишь со второй попытки и ответил сонным голосом. «Валера, какого черта?» – прохрипел он в трубку. «Ты должен сейчас с Матвеем». «Бать, это я», – прервал я его речь. «Слушай внимательно. Завтра начинай подготавливать груз по списку, что тебе передал хан. Постарайся сделать это в течение недели. Перегони его ровно через 10 дней в Егорьевск. Я появлюсь там в это самое время и встречу колонну». «Зачем?» – задал глупый вопрос он, видимо, спросонья соображал туго. «Так нужно, бать», – ответил я. «Полагаю, что пока ты будешь его комплектовать, к тебе еще раз явятся люди хана. Обязательно настаивай на том, что товар должен забрать именно я. Ты все понял?» «Да, я все сделаю», – уже более уверенно произнес он. «Сын». «Да, бать», – переспросил я, потому как пауза затянулась. «Будь осторожнее», – наконец сказал он. «Вторых твоих похорон я не переживу. Не волнуйся, па, все будет хорошо». Попытался успокоить и отцовское сердце. Эти условия станут моей гарантией. Не ахти как, конечно, но лучше, чем ничего. Значит, ровно через 10 дней в 1:40 по Москве товар будет ждать тебя в Егорьевске, на развязке. Голос отца наконец окончательно вернул деловую хватку. Надеюсь, у тебя все получится. Спасибо, бать. Поблагодарил я его. Мне пора. Надеюсь, еще свидимся. Бросил я телефон и отключил звонок. Облако за моей спиной все еще находилось на месте, и я, пару раз глубоко вздохнув, шагнул обратно в мешок. Стрельба коснулась моих ушей сразу. По этой причине вдоволь поваляться в луже не вышло, пришлось соскакивать и принимать участие. 2 зеленые туши уже дымили впереди и позади портала. Мы изначально подбирали локацию так, чтобы напасть на нас могли только с 2 сторон. Оно, конечно, удобно, когда необходимо держать под контролем всего 2 участка. Но в момент отхода уже появляются свои сложности. Сейчас как минимум нужно очистить от тварей одну часть улицы, чтобы покинуть опасную территорию. «Ты чего так долго?» С хищным оскалом спросил Дикий, меняя магазин и помогая мне подняться. «Да меня не было, всего пару минут», округлил глаза на претензию я. «Берегись!» Я едва успел оттолкнуть товарища в сторону и отпрыгнуть сам, когда в то место, где мы только что стояли, грохнулся тротуарный бордюр. Для разговоров больше не осталось места. Я вскинул автомат и дал короткую очередь по крыше, где металась тройка желтых. Промазал. Но теперь я знал, где они находятся, и оставалось лишь дождаться удобного момента. Первый показал свою уродливую носатую рожу через пару секунд и тут же схлопотал тяжелую пулю в лоб. Он по инерции сделал еще пару шагов и шмякнулся с крыши прямо под ноги Валерии. Тот, в свою очередь, даже не чухнулся, продолжая отбивать атаку красных, что перли на нас с тыла. Он очень уверенно всаживал пули в их колени, а затем спокойно в порядке очереди контролировал в голову не без помощи Дикого, конечно. Расстояние до них не сильно большое, но попробуйте попасть в постоянно маячащую голову, размером чуть больше куриного яйца, с дистанции метров 150. Гораздо проще для начала подбить опору в виде мускулистой ноги, а затем уже спокойно завершить начатое. Ольга с Гайкой лихо расправлялись с синими, и в этом им не слабо помогал Тузик. Да он, собственно, и делал всю работу, сбивая своих собратьев с траектории броска и опрокидывая их на спину. Девчата лишь добивали неуклюже в попытке занять устойчивое положение болтающих лапами тварей, а питомец, сбив одного, мгновенно перемещался к следующему. И надо признать, трепал он их достаточно сильно. Здесь замечательно подходила фраза «порвал как Тузик грелку». Одного беглого взгляда хватило, чтобы понять, моя помощь никому не требовалась.
и я вновь переключил свое внимание на карниз крыши. Но для начала пришлось отскочить в сторону, чтобы увернуться от очередного снаряда. «Валим!» – услышал я команду от Ольги, и мы все дружно попятились к выходу, давая возможность подобраться к проходу между мирами зеленому, что показался с противоположной стороны улицы. Мы успели добраться до перекрестка, как опять пришлось тратить патроны. Очередная партия черепах спешила выполнить свою работу и закрыть брешь в пространстве. Задержись мы еще хотя бы на минуту, и пришлось бы давать бой на 3 отряда одновременно, будучи зажатыми на улицу без возможности отступить. Сейчас, конечно, ситуация немногим лучше, однако пространство для маневра уже появилось, и это радовало. Мы с Ольгой развернулись друг к другу спинами и взяли в прицел змеиные морды зеленых тварей, предварительно сменив магазины. Все же красные усиленные пули для этих каракатиц подходили лучше, теперь главное не промазать. Выстрелы прозвучали почти одновременно, и я уложил все свои 3 пули куда требовалось. Судя по поведению Ольги, она тоже справилась на отлично. Теперь мы уже на ходу в очередной раз сменили магазины и побежали дальше, чтобы поскорее миновать опасный перекресток, откуда нас уже прикрывали Гайка, Дикий и Валера. Очереди с их стороны затрещали ровно в тот момент, когда мы уже пролетели мимо. Настал наш черед позволить друзьям отступить в глубину улицы. Таким образом мы смогли выйти на позицию, чтобы атака тварей происходила лишь с одной стороны. Да, нападение в тыл все еще оставалось возможным, но это будет скорее единичным случаем. Маневр удался, и теперь твари попали под шквальный огонь из 5 стволов. Валера с Диким продолжали выбивать красных, Гайка, Ольга и Тузик занялись синими, а мне снова достались противные желтые гномы. Иногда в паузах я помогал остальным, выпуская пули то по коленям красных, то в раскрытые пасти синих, и именно в один из таких моментов заметил, как поменялся в лице Валера. На самом деле мы все разом испытали одинаковые эмоции, но ему подобное досталось впервые. Под ментальную атаку фиолетовых он еще пока не попадал, и, естественно, сразу же растерялся. Однако на этом его страхи не прекратились, и вместо того, чтобы продолжать отбиваться от тварей, он направил ствол автомата на затылок Дикому, видимо, поддавшись внушению и посчитав его за врага. Как я успел приложить его прикладом в челюсть, сам не понял, но слава богу, что сделал это вовремя. «Девчат, держитесь! Дикий, за мной!» Отдал я быстрые команды, и прямо через разбитое окно нырнул в здание слева. Именно ближе к нему стоял Валера, и проникнув внутрь, я понял, что не ошибся. Давление на психику сразу увеличилось. Захотелось бросить автомат, забиться в угол и скулить, трястись от ужаса, а еще лучше пустить себе пулю в лоб. Пересилив себя, я принялся осматривать все помещения и обнаружил тварь прямо на ее излюбленном месте, в точно такой же норе, в которую она предлагала забиться мне. Руки дрожали от страха. Всюду мерещились враги, какие-то постоянные шорохи, а иногда даже дьявольский смех. Но когда знаешь причину всего этого безумия, можно сопротивляться, несмотря на холодную струйку пота, стекающую между лопаток. Я рванул на себя дверь подсобки и сразу же отскочил в сторону, уворачиваясь от клочка фиолетового тумана, что попытался наброситься на меня. Грохнул выстрел из дробовика, в очередной раз напоминая о наушниках. Тварь взорвалась, словно газовое облако. Волосы затрещали от жара, а я только и успел, что прикрыть предплечьем глаза. Точно такой же грохот раздался с другой стороны коридора, и страх наконец-то отступил. Я оказался прав, предполагая, что твари окажется пара. А чего еще ждать, когда мы уже 5-ю группу во главе с зелеными разматываем? Треск очереди прилетел с улицы, и все стихло. Кажется, мы снова победили. В первый раз я попал под такую раздачу в мешке. Нет, были, конечно, толпы и побольше этой, но в тот момент мы имели в наличии броню, вооруженную крупным калибром. Для КПВТ подобная атака на один зуб. Да что там, на самом деле здесь и 12 мм вполне достаточно. Мы с Диким выбрались обратно через окно. Валера уже более или менее пришел в себя. Он сидел, прислонившись спиной к стене здания, и придерживал ушибленную челюсть. Девчата в сопровождении Тузика направились собирать трофеи, а набить мы должны были немало, не пропадать же добру. «Дай посмотрю», — отвел Дикий руку Валеры в сторону. «Твою мать, пес!» «Чего?» — обернулся к нему я. «Понежнее никак было, ты ему челюсть сломал», — сделал он заключение. «Ничего, сейчас подправим», — усмехнулся я и достал из кармана портсигар. «Подвинь зад», — пнул я его, чтобы подобраться поближе к раненому товарищу. «Если бы не я, ты бы своими мозгами вон ту стену окрасил. А так всего лишь минус микс». С этими словами я надорвал края и резко вдул пыль в открытый рот Валере. Тот отреагировал, как и положено,
Дернул головой, приложившись затылком о стену, и резко вдохнул, чего оказалось более чем достаточно. Его крик наверняка разнесло эхом по всему району. Но уже через пару секунд он вытирал холодный пот со лба и с недоверием трогал челюсть, что волшебным образом зажила и стала как новая. «Это что такое было?» Испуганно посмотрел он на уже опустевшую трубочку в моих руках. «Лекарство от всех болезней», усмехнулся я. «Главное, чтобы пациент дышал, и все получится». «Нахер такие лекарства?» Помотал головой тот. «Я думал, у меня сейчас рожу в клочья разорвет. Перелом болел куда меньше». «Зато его больше нет», поучительным тоном произнес я. «К завтрашнему вечеру даже чесаться перестанет». «Девчата возвращаются», махнул рукой в сторону перекрестка Дикий. «Ладно, пошли в убежище. Хватит на сегодня приключений», скомандовал я. «Завтра вечером предстоит долгий путь». «Куда поедем?» уточнил Дикий. «-17 на 403», спокойно ответил я. «А чего там?» почесал макушку тот. «Там сейф. Лучший проводник караванов из всех, что я видел», пояснил я. «И нам ровно через 10 дней потребуются его услуги». «А сами не справимся?» поморщился тот. «Ты говорил, что там наемники будут наверняка профессионалы и все такое». Валера тоже не пальцем делан. Кивнул я в сторону все еще сидящего у стены начальника отцовской охраны. Однако мешок совсем чуть-чуть отличается от внешнего мира. Дикий, не тупи, сейф лучший в своем деле, а нам нужна правдоподобность. Да он теперь цену заломит, включил жабу тот. Ну, мы вроде как не бедные, пожал я плечами. Тем более груз такой, что любые расходы в раз окупит. Ага, окупит, усмехнулся товарищ. Вот только мы его нифига не продавать везем. А вот это совсем не факт, улыбнулся я. Что-то мне подсказывает, что твой босс ни разу не откажется такое прикупить, а конкурирующая сторона однозначно постарается всячески этому помешать, к чему мы, собственно, и стремимся. «Ты весь в отца», – пробормотал Валера, слушая нашу перепалку с Диким. «Он бы тобой гордился». «Вообще-то, Валер, он жив, и, слава богу, здоров», – поправил его я. «К тому же он прекрасно знает об этом плане». «Не совсем», – буркнул тот. «Что не совсем?» Не сообразил я, все еще пребывая в азарте. Ольга с Гайкой уже стояли рядом и слушали мои планы на будущее, и не меньше моего заинтересовались данным вопросом. «Болеет Василич». Выдержав наши взгляды, наконец-то разродился ответом тот. «С полгода назад ему диагноз поставили. Рак поджелудочной. А главное, говорят, не лечится». «Так», – протянул я. «И почему ты молчал?» «А что это меняет?» – пожал плечами Валера. «Сейчас вот пришлось к слову. Тем более ты сам его знаешь. Он мне настрого приказал не рассказывать тебе об этом. Не хочет он, чтобы его жалели. Я просто подумал, что вот этот твой порошок поможет его на ноги поставить». «Ты даже не представляешь, Валер, насколько ты прав», усмехнулся я. «Вот только в том мире он не сработает. Для начала отцу придется подышать атмосферой мешка, и я очень надеюсь, что он доживет до этого момента. Ладно, хватит в лужах валяться. Пошли в бункер. Нужно теперь как-то планы подкорректировать». Глава 17. Неизвестный. Вечер оказался преисполнен суеты. Вроде как и собирать особо нечего. Свой рюкзак я упаковал еще утром, оружие вычищено, у остальных тоже порядок. Вот только мы никак не могли сообразить по поводу Валеры. Казалось бы, а что там думать? Автомат есть, патроны в достатке. Но укорот в условиях мешка, к тому же в руках опытного мужика, ну, такое себе. Нет, оружие вполне эффективное и неплохо себя показало в бою. И это я не имею в виду нашу вчерашнюю схватку. В нашей стране плохим может быть все, что угодно, кроме оружия. Государство, на территории которого ни разу не прошло и сотни лет без войны, просто не умеет делать его плохим. Однако все же Ксюха довольно специфичный ствол. Прекрасно подойдет к использованию в машине или в помещении. Но улицы с тварями требовали нечто иное. Хотя на самом деле не в оружие дело. Я считал, что Валеру необходимо зарегистрировать. Но этот вопрос также вызвал массу споров и противоречий. Без регистрации в форт не войти. А оно нам надо? Есть 4 человека, которые способны при необходимости это сделать. С другой стороны, не дневать же ему в бункере, пока мы будем спокойно спать в кроватях и ужинать в столовой, находясь под защитой стен. Ну, как-то несправедливо. Да и смысл нам иметь призрака в своей команде.
Если при желании мы все можем спокойно избегать фортов, как уже не раз это доказывали. В итоге, взвесив все за и против, решение приняли в пользу регистрации. Заодно пошаримся по магазинам и подберем наиболее подходящее оружие. На этом наша суета не закончилась. Топтать улицы мешка в пешем порядке? Извольте. Нас отныне 5, не считая собаки. А это ни в одного на машине передвигаться. Сейчас наш отряд мог дать очень серьезный отпор как тварям, так и любому другому противнику. По идее, нужно взять буханку и спокойно себе путешествовать. Вот только в мешке с этим видом транспорта проблемы. Не так часто они встречаются, и обнаружить такое немалая удача. Я всегда удивлялся, почему выбор жителей мешка всегда падает на пресловутые УАЗы. А все просто, их здесь полно. Да, чаще всего они находятся в плачевном состоянии, однако местными это воспринимается как дешевый рынок запчастей. Иномарок тоже хватает, но многие их владельцы подтвердят, когда приобретаешь более свежую модель, большинство запчастей от старой можно спокойно выбросить на помойку. В отличие от всех остальных производителей, отечественный автопром имеет плюс в этом отношении. Что в 80-й год, что в 2000-й. УАЗ остается собой, и большинство запчастей у него взаимозаменяемы. Проходимый, доступный в ремонте и простой в исполнении. Именно эти моменты и взяты за основу в выборе транспорта. На самом деле весь наш спор и выеденного яйца не стоил. Ведь путешествовали мы недавно на 2 машинах, и вполне себе нормально. Однако Дикий никак не хотел это воспринимать, постоянно перебирая все возможные варианты транспорта, что попадались на глаза, пока мы шли к ближайшему форту. В одном из дворов подвернулась «Газель», но Валера моментально отмел ее в сторону. Даже полноприводная, она имела способность застревать на ровном месте. Искомая обнаружилась на парковке возле банка. Тяжелый полноприводный броневик от производителя «Мерседес». Дикий едва не прослезился от счастья, когда тот с легкостью завелся. Если продать такую машину, то она с легкостью потянет на 5000 камней, несмотря на то, что это иномарка. Полностью оборудованный к условиям глухой обороны автомобиль, в мешке за такое готовы платить без лишних вопросов. Внутри оказалось достаточно места, чтобы уместиться впятером, и даже для Тузика таковое в сейфе нашлось. Он, в свою очередь, был проходной, то есть имелся доступ как из салона автомобиля, так и через задние двери. Машина тяжелая, надежная, подготовленная к экстремальным условиям, а самое главное, что она обладала усиленной подвеской и мощным дизельным мотором. Это дало возможность загрузиться в нее всем сразу, без ущерба для клиренса и потери тягловых сил. Эта машина была способна на большее, нежели 5 человек и тварь, весом чуть больше центнера. Около часа бегали вокруг, собирая топливо. А когда, наконец, бак был залит под пробку, двинулись в путь. С дизелем в этом районе особых проблем не наблюдалось. Очень часто попадались на глаза грузовики и всяческая строительная техника. По меркам мешка отыскать такую машину на ходу считалось невероятным везением. А если где-то прибыло, значит жди беды, и этот вопрос не давал мне покоя. Однако до утра мы, если и попадали в неприятности, то они носили не сильно серьезный характер. Ну, там с десяток тварей, тут еще 5-6. Возможно, это была компенсация за вчерашнюю ночь, когда мы в очередной раз едва не погибли. Но что-то мне подсказывало, основные неприятности впереди. На день остановились в форте. Валеру отправили в комендатуру, а сами пошли бронировать места в гостинице. Выбрали самый обыкновенный стандартный типа общага. Во-первых, нечего выпячиваться, а во-вторых, других вариантов все равно нет. От обучающей лекции начальник отцовской охраны отказался, мотивируя это тем, что мы ему уже все рассказали. Потому лицезреть мы его смогли уже через полчаса, довольного с документами и сотней камней на счету. Следующей целью был магазин. Патроны требовались и нам. Но, как оказалось, здесь подобного боеприпаса нет. Слишком маленький форт и слишком редкое для этих мест оружие. Однако продавец с удовольствием выкупил наши излишки и продал немного 12-го калибра для гладкоствола. Здесь тоже выпендриваться не стали. И взяли Валерия Калашникова самый стандартный 74-й. Приколхозили к нему разных плюшек, ну, насколько это позволяло само оружие, конечно, и остались вполне довольны получившимся результатом. Далее по схеме. Столовая, вечер с пивом, разговоры и обсуждение планов. А затем гостиница и сон под треск пулеметных очередей. Следующий вечер уже не был столь суетным. За пределы форта выехали спокойно и взяли направление на восток. Улицы города мелькали за окном, сменяя архитектуру и дорожное покрытие. Валера, не отрываясь, смотрел в окно,
иногда высказывая свои эмоции, чаще всего с использованием матюков. Его можно было понять. В первые дни меня точно так же поражали эти масштабы. Ведь не бывает так, чтобы город не заканчивался. Всегда есть центр и есть окраина, но только не здесь. И стоит осознать, что ты заперт в бесконечном лабиринте улиц, как наступает некий шок, удивление, которые в большинстве своем сопровождаются и восторгом, и удивлением. Твари периодически выскакивали на проезжую часть в попытке остановить мчащийся броневик. Иногда мы отстреливались от них, но чаще просто не обращали внимания. Даже синие, способные обогнать нас за один рывок, вскоре понимали, что ничего не смогут поделать с бронированной машиной и отставали. Несколько раз нас пытались сбить с траектории, врезаясь с разбегу в борт. Но физика даже здесь строго соблюдала свои законы. Соотношение массы машины и тела твари лишь слегка раскачивали нас после удара, а синие сами отлетали, словно плюшевые игрушки, и с недоумения провожали нас голодным взглядом. Так прошли 3 ночи, относительно спокойные, без лишней суеты и шквального огня по ордам тварей. Дважды за это время мы едва не угодили в серьезную засаду, но умение Ольги позволило проскочить. Ее глаза вспыхивали, и каждый раз твари сразу же теряли к нам всяческий интерес. Но на 4-ю ночь Мешок решил отыграться с нами за все те спокойные ночи, что выдались на нашем пути. Все началось с того, что мы застряли. Дикий всадил машину по самые мосты, и как мы ни пытались сдвинуть ее с места, ничего из этого не выходило. Даже Тузик пробовал взять нас на буксир, помогая тянуть машину при помощи чалки, взяв ее в зубы. Решение оказалось как нельзя простым. Красная пыль. Стоило 3 из нас ее вдохнуть, как дело сразу пошло на лад. Даже без помощи двигателя машину спокойно вытолкнули из грязной лужи. И тут началось. Откуда взялись все эти люди и что им было нужно от нас? К сожалению, выяснить так и не удалось. Первая очередь прилетела сзади, сразу найдя свои цели в лице Валеры и Гайки. Мы моментально скрылись за толстой броней Мерседеса и принялись вслепую огрызаться в попытке понять, откуда вообще по нам стреляют. Тузик моментально рванул в сторону противника и скрылся в ближайшем переулке. На рывок Дикого я отреагировал с сильным опозданием. Он бездумно ломанулся на помощь своей девушке и не успел сделать 2 шагов, как ему в грудь прилетела короткая прицельная очередь. Противник попался грамотный и хитрый. Дистанцию нападающие выбрали приличную, а оружие, оборудованное пламегасителем, не давало возможности определить их точное расположение. Я достал портсигар и вытянул из него 2 трубки зеленого цвета. Одну отдал Ольге, а вторую сразу же употребил сам. Для меня это был уже 2-й тип пыли на сегодня. Но мне можно, я экс. К тому же она входила в состав полюбившейся мне смеси, и в случае чего я легко смогу ее использовать. Глаза моей невесты вспыхнули, и питомец моментально вернулся обратно. Вначале я не понял, для чего она это сделала, но сейчас было не до разборок. Под защитным свойством пыли я рванул к своим раненым товарищам. Пули застучали в опасной близости, попадая по бронированному боку машины и выбивая крошку асфальта под ногами. Но мне было плевать. Я схватил за ногу Дикого и Гайку. В данный момент эти двое имели наиболее серьезные ранения. Если мой товарищ хотя бы стонал, то девушка не подавала никаких признаков жизни. Валера же пытался ползти, собираясь как можно глубже забиться под машину. «Займись ими!» Оставил я друзей на попечение Ольги и хотел было отправиться за Валерой, но его уже затянул за броневик Тузик. Пока он его волочил по грязному мокрому асфальту, в него прилетели еще 2 пули. Ситуация уже принимала очень опасный оборот. Да, у нас был микс. Но вот в чем проблема. Сейчас Валера и Дикий находились под действием красной пыли. Если последнему разницы нет, максимум сознания в рой выйдет, то у начальника охраны могут проявиться нежелательные побочные эффекты. Насколько я помню, свой первый микс я получил в течение пары часов после применения синьки. Тогда в подвале никакой побочки я не испытывал. Но и пыль на тот момент уже прекратила свое действие. Как это будет работать сейчас, я не знал. И правильным казалось решение переждать. «Держись, Валера!» Я разорвал на нем камуфляжную куртку и попытался зажать ею рану, что кровоточило в районе живота. 2 пули прошли со спины насквозь, пробив мягкие ткани. Но это было лишь первым попаданием. Пока Тузик волочил его под укрытие брони, в его теле образовались еще 2 отверстия, в плече и бедре. Если по поводу первого я не сильно переживал, то из ноги сейчас хлестала кровь побольше, чем из брюха. Ольга продолжала сидеть неподвижно с горящими глазами, зажав в пальцах так и неиспользованную трубочку с зеленкой. Тузик снова куда-то умчался. Надеюсь, он уже рвет глотки этим ублюдкам. Однако был и минус.
Метла в этот момент меня не видела и не слышала, а соответственно двое других товарищей остались без помощи. Я порвал куртку надвое и, насколько смог, затянул раны уже бледного лицом Валеры, на что он никак не отреагировал, находясь без сознания. Но его грудь все еще поднималась, втягивая необходимый для жизни воздух, а значит, шанс есть. Портсигар выскальзывал из пальцев, залитых кровью. Кое-как подковырнув крышку, его все же удалось раскрыть и подцепить первую трубочку с миксом. Я склонился над гайкой в попытке уловить ее дыхание. Вот только так ничего и не понял. Школьная программа по ОБЖ словно сама собой всплыла в судорожно соображающем мозгу, и я поднес к ее губам клинок. Его лезвие слабо запотело, но я радовался этому так, будто только что клад обнаружил. Края бумажной трубочки отлетели в сторону. Я поднес ее к рту гайки и силой выдул в него содержимое. Какое-то время ничего не происходило, и вдруг ее тело выгнулось дугой, а значит, микс действует. С ней все, пора заняться Диким. В его случае все прошло гораздо быстрее. Хоть он также пребывал в бессознательном состоянии, лечебная смесь подействовала мгновенно, и я, наконец, смог вернуться к Валере. Выглядел он, конечно, очень скверно, а я так и не мог понять, пора заниматься его лечением или все еще рановато. Я попытался приподнять морду нашего броневика, чтобы узнать, закончила действовать красная пыль или нет. Ведь принимали мы ее практически одновременно. Ничего из моей затеи не вышло. Тот даже на подвеске не покачнулся. Я решил, что пора. И в этот самый момент Валера сделал глубокий сильный вдох и затих. Меня затрясло. Адреналин ударил в голову и по глазам, делая изображение каким-то расплывчатым. Лишь в его центре сохранялась резкость, а все остальное будто размазало. Я быстро зубами оторвал края, поднес трубочку к губам Валеры и точно так же, как с гайкой, силой выдул содержимое. Вот только ничего не произошло. Он все так же лежал без движения и не подавал признаков жизни. Единственное, что мне пришло в голову, это начать давить ему на грудную клетку, имитируя искусственную вентиляцию легких. Примерно на третьем качке его тело выгнулось и забилось, будто в припадке, а я устало откинулся спиной на бампер машины, размазывая грязь и кровь по лицу. Меня трясло, словно это я только что побывал на волосок от смерти. И вдруг Ольга резко вскрикнула, сделала глубокий вдох и рухнула на раненых, перепачканных в крови товарищей, потеряв сознание. Я остался один. Стрельба давно утихла, а к нам даже никто не приблизился, не попытался обойти и добить окончательно. Нас просто расстреляли издалека и ушли, будто просто выполняли свою работу. Что это было? Почему не стали добивать? Может быть, Тузик помешал? Или это изначально не входило в планы? Кто они такие и чей приказ исполняли? Ответов, как всегда, не было. Зато от вопросов голова болеть начала. Ольга застонала и медленно перевернулась на спину. Дикий тоже открыл глаза, а Гайка и Валера все еще продолжали находиться в бессознательном состоянии. «Гайка!» – слабым голосом позвал ее Дикий. «С ней все будет хорошо, я успел». С трудом разлепив губы, произнес я. И на лицо друга наползла едва заметная улыбка. Он снова отключился, а на меня же навалился адреналиновый отходняк. Не хотелось шевелиться от слова совсем. В сон тянуло просто невыносимо. Но нельзя. Рано расслабляться. «Оль», – позвал я свою невесту, – «ты как?» «Угу», – еле слышно ответила она, продолжая тяжело дышать. «Ну раз смогла, значит тоже в порядке, а силы восстановит, ничего страшного». Появился Тузик. Он, как всегда, будто телепортировался из ниоткуда и сразу уселся возле нас. Странно, но крови на нем нет. Неужели не успел догнать? На него это совсем не похоже. Нужно уезжать отсюда. Пересилив себя, я кое-как поднялся на ноги и вначале осторожно выставил руку на броню. Уж лучше пусть ее сейчас прострелят, чем голову. Но ничего не произошло. Мы резко стали неинтересны. Подняв с грязи раскрытый портсигар, я подцепил красную трубочку. Хотя сейчас невозможно было понять, какая из них имеет действительно нужный цвет. Все было перепачкано кровью. Я просто знал, где у меня что находится. Все же самостоятельно готовил и укладывал. Красная пыль не придала бодрости, но прибавила сил, что в общем-то мне и требовалось. Я одного за другим перетаскал товарищей в салон, загнал Тузика в сейф, а сам уселся за руль. Пока искал убежище, несколько раз останавливался и осматривал подходящие для этого здания. Повезло лишь на 5-й раз. Снова красная пыль, чтобы спустить друзей в бункер. При транспортировке на моих плечах Дикий уже начал стонать и подавать признаки жизни слабыми попытками сопротивления. Гайка и Валера все так же пребывали в беспамятстве. Ольга, хоть и пошатываясь, смогла спуститься сама. Лицо бледное. Пока брела по лестнице вниз, ее вырвало. И это все меня не на шутку перепугало.
Наконец дверь была закрыта. Все друзья разложены на кроватях, коих здесь оказалось аж 10 штук. Сил хватило лишь на то, чтобы затопить печь и рухнуть подле нее на жалобно скрипнувший стул. Так, и что это было? Тихо пробормотал я себе под нос в попытке собрать в кучу собственные мысли. Это что, попытка продемонстрировать собственные силы? Может быть, цель запугать нас? Но в таких случаях всегда передают послание, а его нет. Почему Тузик не смог настичь врагов и порвать? Ведь для его данных это должно быть легче легкого. Пули его не берут. Скоро синие твари развивают такую, что ногами от него не убежать. Так в чем проблема? Голова почему-то постоянно возвращалась к Ольге и ее горящим глазам. Но это невозможно. Нет, даже думать о таком не хочу. Я не хочу подозревать ее в таком, нет. Но что тогда там произошло? За что? Почему? Кто? Да думай ты, твою мать! Принялся я стучать себя по лбу. Думай, тупая ты кочерышка, думай! Глава 18. Сейф. Первой пришла в себя Ольга. Ну как, в целом она находилась в сознании, просто потратила много сил на контроль Тузика. В общем, примерно через час она наконец поднялась с кровати и на непослушных ногах подошла ко мне. «Ты как?» – спросила она у меня и, поморщившись, опустилась на стул рядом. «Не знаю», – пожал я плечами. «Что там произошло?» «В нас стреляли», – ответила она, глядя в приоткрытую топку печи. «Серьезно?» – ухмыльнулся я. «Даже не заметил». «Я сейчас не поняла», – перевела она на меня удивленный взгляд. «Ты что, поскандалить желаешь или что?» «Почему Тузик их не порвал?» Посмотрел я ей в глаза. «А некого было рвать», – усмехнулась она. «Он не успел». «Как такое вообще возможно?» Мы продолжали смотреть друг на друга. «Блин, Моть, ты это серьезно сейчас?» Покачала головой Ольга и снова отвернулась к печи. «Извини», – вздохнул я, поняв, что перегнул палку. «Я просто не понимаю». «Как и я», – выдержав паузу, тихо сказала она. «Я его искала». «Его?» Я снова повернул к ней голову, но она так и продолжала смотреть на огонь. «Хочешь сказать, что он был один?» «Он или она, понятия не имею», – пожала плечами та. «Ну да, это был одиночка, возможно, поэтому смог уйти». «Но ведь Тузик легко берет след», – тихо пробормотал я. «А его скорости любой арабский скакун позавидует». «Ага», – согласилась с моими доводами Ольга. «Вот только он оказался куда быстрее. Думаю, это был Экс, такой же, как и ты. Мы нашли его за ситку». «Угу», – кивнул я, уйдя в размышления. «Что угу?» – посмотрела она на меня. «Ты вообще меня слушаешь? Он нам послание передал». «В смысле?» Теперь пришла моя очередь удивленно смотреть на Ольгу. «В прямом», – ответила та. «Маркером на стене написал. Это последнее предупреждение». «Так, я сейчас вообще ничего не понял». Помотал я головой. «А когда было первое?» «Ты это у меня спросил?» – усмехнулась она. «Да что, блин, не так с этим миром?» – возмутился я. «Неужели нельзя нормально сказать, что ему в нас вдруг не понравилось? Зачем нужны все эти тупые загадки?» «Кажется, Дикий очнулся», – кивнула головой в сторону кровати Ольга. И действительно, вскоре тот сел и силой провел ладонями по лицу. Затем осмотрелся, поднялся и молча направился к гайке. «Может быть, это человек Хана?» Продолжил я размышлять. «Но в таком случае о каком предупреждении речь?» «Тогда уж Мазай», – подкинула свою версию Ольга. «Мы же договаривались не лезть в их дела, а по факту с этими боеголовками». «Возможно, так и есть». Перебив ее, согласился я. «Но как он узнал?» «Ты же сам понимаешь, что во внешнем мире имеются щупальца с обеих сторон». Пожала она плечами. «Странный поступок», – немного подумав, произнес я. Мазай не похож на человека, который не дает врагу четкого понимания подобных действий. Я на 200% уверен, что вначале нас бы предупредили по-человечески. Где-нибудь в форте и объяснили, чего конкретно не стоит делать. Нет, это точно не его инициатива. «Да хрен его поймешь, этого Мазая», – не согласилась та. «Ты вспомни, как он нас встретил и чем все закончилось». «Нет», – покачал я головой. «Я уверен, что это не он. Скорее всего, тот, кто стоял над Ханом. Но что ему нужно?» «У меня другой вопрос». К нам присоединился Дикий. «Что теперь мы будем делать?» Он выделил слово «мы». «Действуем дальше по плану». Немного подумав, ответил я. «Найду ублюдка, придушу собственными руками».
Сквозь зубы процедил тот. Она же беременная. Все будет в порядке, Дикий. Попытался приободрить его я. Микс все исправит. Надеюсь. Вздохнул тот и, наконец, уселся рядом. «Есть хотите?» Прервала затянувшуюся паузу Ольга. «Да, можно». Через какое-то время отреагировал Дикий. Гайка и Валера очнулись посреди дня. Мы специально дежурили по очереди, чтобы сразу отреагировать, если кто-то из них вдруг попросит воды или захочет есть. Да элементарно, чтобы в туалет помочь сходить. Ведь неизвестно, насколько хорошо сработает микс при таких повреждениях. Да, мелкие раны он заживлял мгновенно, но сейчас все было очень серьезно, и могла даже потребоваться еще одна доза. Что касаемо туалета, то в каждом бункере имелось отхожее место. Уж архитекторы в первую очередь должны были продумать эти моменты. Но в данных условиях они не всегда находились в рабочем состоянии. Однако ведро воды легко решало последнюю проблему. А канализация? Да что ей будет? Первой пришла в себя Гайка и сразу же попросила пить. Очередь на дежурство как раз выпала у меня. Я специально так распределил смены, чтобы Дикий и Ольга смогли нормально отдохнуть, не прерывая сон. Я сразу подал девушке бутылку с водой, и она в один присест осушила ее на 2/3. Это при том, что объем имела в 1,5 литра. «Есть хочешь?» – тихонько спросил я. «Слона бы сожрала». Слабо улыбнулась она. «Сейчас что-нибудь соображу». Улыбнулся я в ответ и направился к печи, где в кастрюле специально для них оставили макароны с тушенкой. Я подкинул пару ножек от табуретки в топку и поставил еду сверху, чтобы хоть немного разогреть. Вскоре по бункеру разнесся аромат тушеного мяса, а сами макароны весело зашкварчали. Тузик мгновенно оживился, но после того, как я сказал, что ему здесь ничего не светит, всем своим видом показал, насколько сильно он на меня за это обиделся. Гайка поднялась с кровати и уверенным твердым шагом подошла ко мне. Через некоторое время она уже за обе щеки уплетала макароны. И в этот момент зашевелился Валера. Буквально несколько минут ему хватило, чтобы начать работать ложкой, сидя на стуле возле печи. Все это движение не осталось незамеченным. Проснулись Ольга с Диким. Последний сразу набросился на Гайку с вопросами и даже несколько раз прикладывал ухо к ее животу, будто действительно мог что-то таким образом понять. Мои нервы окончательно расслабились, отчего глаза стали слепаться. Я оставил товарищей и направился спать. Уже проваливаясь в царство Морфея, почувствовал, как ко мне под одеяло влезла Ольга. Кровать была односпальная, поэтому засыпали мы, крепко прижимаясь друг к другу. Этот вечер начался с приготовлений. Повторения того, что произошло вчера, никто не хотел. Потому все приняли мою тактику на вооружение беспрекословно. Мы все дружно перетирали зеленые камни и готовили трубочки. Вначале я думал, что мои порошки пришли в негодность, из-за того, что вчера ночью портсигар прилично пролежал под дождем, а в дополнение ко всему до сего момента находился в закрытом состоянии. Само собой, что бумага от этого напиталась влагой. И то же самое должно было произойти с пылью. Ну, каким бы ни был камень, если его крошево намочить водой, оно будет слипаться. Однако пыль продолжала пребывать в рассыпчатой форме, словно имела влагоотталкивающий слой. Ради эксперимента я одну из трубочек даже в кружку с водой пересыпал, чтобы проверить свою теорию. Пыль довольно быстро осела на дно и выглядела при этом достаточно мокрой. Но стоило слить жидкость и высыпать остатки, как оказалось, что они совершенно сухие даже на ощупь. Свойство, конечно, странное, но вполне полезное, потому как вряд ли удастся вдохнуть слипшуюся от влаги пыль. Даже мелко измельченная до состояния муки, она все равно першила в легких. Зеленых камней оказалось не так уж и много. Всего с десяток наскребли, но это дало нам по 6 доз на каждого. Вполне достаточно, чтобы добраться до ближайшего форта и выменить себе еще. Как только с приготовлениями было покончено, я втянул в себя одну трубочку и отправился за машиной. Вместе со мной на улицу вышел Тузик, чьи защитные свойства до сих пор остались неизменны. Видимо, твари все-таки могут сохранять эффект на постоянной основе. И я даже порадовался тому, что они имеют интеллект животных, иначе нам бы пришлось очень туго. Оставался лишь вопрос, что будет, если дать ему в нагрузку красную, или попробовать усилить его скоростные характеристики синькой. Машина так и осталась стоять прямо напротив входа. Я вчера ее даже перегнать не удосужился. Видимо, нам повезло, и ее никто не заметил, хотя кто мог здесь находиться днем. Но я на всякий случай вначале осмотрел броневик снаружи на предмет всевозможных закладок. Под днищем чисто, под капот тоже никто не влезал.
Только убедившись в полной безопасности транспорта, я запрыгнул в салон и запустил двигатель. Затем, впихнув в сейф тузика, раскрыл пассажирскую и боковую двери и только после этого дал сигнал к посадке. Саму тактику загрузки в машины в деталях объяснил Валера, как наиболее опытный человек в плане защиты клиента. Однако на сей раз он сам принял на себя роль подопечного. Но профессионал всегда остается собой, несмотря на обстоятельства, и вместо того, чтобы быстро проскочить в салон броневика, вначале прикрывал у входа остальных. В машину он нырнул самым последним. Я уже сидел за рулем, и как только дверь захлопнулась, сразу тронул «Мерседес» с места. Снова мелькание домов по краям от дороги, резкие повороты, объезды завалов. Сейчас я до кучи старался объезжать и те участки, которые вызывали сомнения относительно проходимости. То есть большие лужи и всевозможное грязное месиво. Скорости нам это не добавляло, но в принципе мы успевали. До нужного нам форта машина должна была докатить нас за неделю, и в запасе оставалось еще 3 дня. Я специально так все рассчитал на случай, если сейф вдруг окажется в рейсе, или категорически откажется работать на нас, и придется искать кого-то еще. Не ахти какой хвост по времени, конечно, но в случае чего можно будет загнать караван из внешнего мира на стоянку в форт и спокойно дождаться специалиста по сопровождению. Но я все же надеялся застать его сразу и договориться. В тот же самый вечер перед выездом я вышел в рой. Изначально цель была простая – осмотреться и сохранить возможность чувствовать тварей. Но в процессе я попытался отыскать нашего предупреждальщика, и само собой, что ничего путного из этого не вышло. В первую очередь по той причине, что я понятия не имел, кто мне нужен. А соответственно, Рой никак не смог мне в этом помочь. Меня хаотично кидало из тела в тело твари по всему мешку и только. Однако первоочередные задачи были выполнены, и теперь мы свободно объезжали не только грязь и завалы, но и скопления тварей. Таким образом, нам удавалось на протяжении всей ночи не покидать защищенный салон Мерседеса. Заправку осуществляли в фортах, чтобы опять-таки лишний раз не светиться на улицах. Обед и ужин также проходил под защитой стен. Это не гарантировало нам полной безопасности, но тем не менее шанс нападения мы свели к минимуму. Мало кто решится вот так посреди ночи палить прямо в форте. Все же наказание за такое не заставит себя долго ждать. На день двери в комнаты подпирали клиньями, чтобы исключить возможность свободного бесшумного доступа к нашим спящим телам. В общем, делали все необходимое, чтобы оставшиеся 3 ночи прошли как можно спокойнее. В форт 17 на 403 прибыли в середине ночи, опередив график примерно на 5 часов. Друзья отправились бронировать номера, а я на поиски сейфа. Дорогу к его боксам я помнил прекрасно, но подойдя к этому месту, поцеловал замок. Оправдался наихудший вариант. Нужный мне человек отсутствовал. Осталось понять, насколько далеко он уехал, когда вернется и вернется ли вообще. Несколько наводящих вопросов в комендатуре ни к чему хорошему не привели. Никто точно не мог сказать, где он и чем конкретно сейчас занят. Одно было известно точно, что сейф до сих пор продолжает жить здесь и заниматься тем, что лучше всего умеет. И это хорошо. Остальное вопрос времени. Я вернулся к гостинице и позвал всех на обед. Время подходящее. Как раз должны выдавать бизнес-ланч стоимостью по 3 камня. Можно было, конечно, не экономить, но почему нет? Если за дополнительную плату, скорее всего, не получишь ничего нового. Каково же было мое удивление, когда, завалившись в столовку, я обнаружил внутри полный состав бригады сейфа с ним самим во главе. Оказывается, они закрыли гараж просто на обеденный перерыв, и всей компанией отправились сюда. Моей радости не было предела. Друзей я отправил за свободный столик, столовка только-только начала раздачу обедов, и многие места все еще остались не заняты. К тому же этот форт не зря считался областным центром. Подобных заведений в нем хватало, и даже были такие, где пообедать можно за 2 камня. Правда, качество данных бизнес-ланчей я посчитал сомнительным. Подхватив свой поднос, я прямой наводкой направился к сейфу, который спокойно обедал со своим заместителем за одним столом и имел еще 2 свободных места. «Здорово!» – улыбнулся я и поставил поднос на их столик. «Тебе что, места мало?» – хмуро посмотрел на меня тот. «Не узнаешь, что ли?» Даже как-то смутился я. «Отчего же? Узнал!» – пожал плечами сейф. «Ты тот самый щенок, что называет себя псом. Че надо?» «Нанять тебя хочу». Отбросил я в сторону всякую вежливость и уселся рядом. Мне нужно сопроводить колонну в нули. «А мне нужен покой во время приема пищи». Все так же повел плечами тот. «Но ведь тебе насрать». «Я тебя понял», кивнул я. «Когда будешь у себя?» «Минут через 20».
ответил тот, взглянув на часы. «Но перерыв у меня до часу, так что будь так добр, отвали нахер». «Хорошо», пропустил я очередную грубость мимо ушей. «Значит, после часа». Я взял свой поднос и вернулся к своим друзьям. Места здесь оказалось не так много, как у сейфа, но на уголочек я все же смог кое-как вместиться. «Что он сказал?» Тут же поинтересовался Дикий. «Обед у него», усмехнулся я, с 12 до часу. «Ишь ты!» В тон мне натянул улыбку на лицо тот. «Серьезная организация!» «А ты думал?» Поддержал я его сарказм и принялся за еду. Сейф со своим замом удалился сразу по окончании приема пищи. А через минуту после этого к нашему столику подошли двое. «Смотри-ка, зазнался типа, мы ему уже не чета!» С улыбкой на лице произнес Гриб. «Чё, совсем старых друзей не узнаешь?» «Блин, пацаны, я вас не видел даже». Подскочил я с места и по очереди обнял каждого. «Ну, как вы?» «Да чё с нами станется?» – отмахнулся Гусля. «Ты сам как? Нашел свою зазнобу?» «А то!» – растянул я губы в улыбке. «Вот, познакомьтесь, моя Оля». Девушка вышла из-за стола и вежливо пожала обоим руки, после чего снова вернулась к еде. «Гони сотку, утырок!» – засмеялся Гусля и довольно сильно ударил своего товарища кулаком в плечо. «Ай, ты чё придурочный, в боксе отдам!» – схватился тот за ушибленное место. «За такое и проиграть не стыдно. Ты к нам какими судьбами?» «Нанять вас собираюсь», – охотно ответил я. «Нужно будет в нулевой форт караван проводить». «Мы-то запросто», – улыбнулся Гриб. «Но шеф может и послать. Хотя в последнее время заказов не особо много. Чаще сидим, балду гоняем». Он только что ляпнул то, чего не следует произносить вслух. Такая информация может сыграть на руку тому, кто собирается оплачивать работу. А что так? Я постарался не выказать своей радости. У вас вроде всегда работы хватало. Да хрен его знает. Пожал плечами тот. Форт восстановили. Ну, помнишь тот, в который мы прошлый раз мотались? Ну, конечно, помню, улыбнулся я. Вы меня потом еще в местный Лас-Вегас подвезли. А, ну да, точно, отмахнулся Гриб. Это мы уже все перепутали. Куда нас только не мотало за это время. Ну вот, короче, администрация в наших услугах больше не нуждается. Девки войну закончили, кстати, победили, если тебе интересно. Так что вот. Ну ничего, подкину я вам работенки. Похлопал я их обоих по плечу. Ладно, ребят, я к вам в бокс после часа подойду. У меня уже щи остыли, наверное. Давай, главное, мечтай нечасто, а то подавишься, усмехнулся Гусля. Мы попрощались, и я наконец смог спокойно доесть уже действительно остывший обед. Затем мы посидели с пивом, дожидаясь, пока пробьет нужный час, и всей компанией направились к ангару сейфа. Тот сидел у входа и дымил сигаретой, всем своим видом показывая то, что на нас ему наплевать. Мол, и так дел по горло, а тут еще и вы со своей ерундой. Вот только мы уже знали, что с заказами у него не так хорошо, как он изображает. «Что скажешь, сейф?» Без предисловий поинтересовался я. «По поводу». Сделал вид тот, будто забыл о моем вопросе по найму. «Мне нужно, чтобы ты со своими людьми сопроводил караван в нулевой форт», терпеливо повторил я. «А с чего ты взял, что я вообще возьмусь за твой заказ?» Приподнял бровь тот. «У меня и без того дел по горло». «Ага», усмехнулся я. «Например, покуривать у входа и нести затраты на содержание людей». «Брось, сейф, я уже пробил, что у тебя не так много работы в последнее время». «И когда же ты все успеваешь?» Поморщился тот. 60 штук. «Сколько?» Даже вздрогнул я от такой цифры. «Не сильно круто просишь?» «Не нравится, иди нахер», пожал плечами тот. «Могу предложить тебе 20». Немного подумав, скинул я цену в 3 раза. И это только по той причине, что ты профи. Затраты на топливо и патроны отдельной статьей, транспорт в колонне мой. С тебя только сопровождение и охрана. Все, что набьете в дороге, можете оставить себе. Иди, на, хер. Чеканя отдельно каждое слово, повторил сейф. Как скажешь. Пожал я плечами и отвернулся, собираясь уйти. Такой вариант я тоже рассматривал. И на этот случай был готов нанять провожатых из другого форта. Да, они уступали сейфу в вопросах организованности и опыте. Но 60 тысяч? Постой. Наконец сбил себя спесь тот. 30 штук и остальные расходы. 20 сейф. Покачал я головой. Здесь ехать плюс-минус 4000 верст и стандартная такса. Камень максимум 2 за километр. Так что не наглей. И откуда ты такой умный на мою голову? Усмехнулся тот, плюнул на ладонь и протянул ее для подтверждения сделки.
Груз прибудет через 3 суток. Повторив его действие, продолжил я. Внутри оружие и люди. Последних смело можешь использовать в охране. Что за люди? Уточнил он. Опыт какой? В сопровождениях участвовали? Новенький, немного подумав, сказал правду я. Нахер, отмахнулся тот. Лучше пусть под ногами не мешаются. Что еще? С чего ты решил, что есть что-то еще? Пожал я плечами. Ты готов заплатить за караван двойную цену, просто чтобы доставить оружие и людей в нули? В очередной раз приподнял бровь Сейф. Я не первый день в этом бизнесе, парень, так что не темни. Я не стану поставлять людей под пули из-за какой-то херни, о которой ты умолчал. 10 боеголовок, произнес я, внимательно наблюдая за его лицом. Я тебя правильно сейчас услышал. Постучал себя по уху тот. 10 каких боеголовок? Сейф, ну ты же не идиот, правильно? Ответил я вопросом на вопрос. Сам должен понимать каких. Кто еще об этом знает? Сделался максимально серьезным тот. Мы и ты, охотно ответил я. Не вздумай сказать об этом кому-нибудь еще. Строго, перейдя на шепот, напутствовал он. Даже мои. Никто больше не должен знать. Ты меня понял? Сейф, я что, по-твоему, совсем конченый? Уточнил я. 3 суток. Машины заведешь в форт. Я сам лично проверю все перед отправкой. Принялся озвучивать условия тот. Дорога может занять недели 2-3. Так что будь готов кормить людей за свой счет. За рулем поедут мои, и это не обсуждается. Хорошо, согласился я на все условия. Договорились. Мне еще нужно что-то знать. Видимо, его профессиональное чутье подсказывало, что здесь не все так чисто. Да, Сейф. Все же решился я, потому как в нашем случае лучше быть готовыми к неприятностям. Не просто же так я собираюсь нанять именно его. Скорее всего, нас будут пытаться остановить. Кто конкретно? Уточнил он, уже догадываясь, что со мной действительно не все так чисто. И наверняка уже жалея, что скинул цену. Если ты знал Хана, то это будут те, на кого он работал, ответил я. На кого он работал? Снова приподнял бровь тот. Разве такие люди на кого-то работают? И что значит знал? То есть значит, усмехнулся я, Хана больше нет. Попал под гнев Мазая. Что? Округлил глаза тот. Эта старая гнида еще жив? Так вы знакомы? Пришла моя очередь удивляться. Да, парень. Проигнорировал он мой вопрос. В опасную игру ты сунул свой нос, а теперь еще и меня втянул. Что-то мне уже совсем не хочется браться за твою работу. Мы вроде как договорились. Сразу же заволновался я. Ты за кого меня принимаешь? Тут же сменил тон Сейф и побагровел. Характер у него все еще остался прежним, взрывным. Если мы пожали друг другу руки, это значит я в деле, точка. Еще раз усомнишься во мне, сломаю тебе челюсть, понял? Я даже не посмотрю на то, что ты платишь мне бабки. Во время пламенной речи он через слово тыкал мне указательным пальцем в грудь. Ладно, командир, не пыли. Натянул я на лицо наглую ухмылку, помня о том, как она его бесит. 3 суток. Все, вали давай, не мешай работать. Отмахнулся от меня Сейф и быстрым шагом направился в ангар. Вы чего тут расселись, я не понял, работы что ли нет? А ну иди сюда, это что за такое? Почему шланг мокрый? Поубиваю чертей, нам через 3 ночи в рейс. Не дай бог, хоть одна машина на ремонт по дороге встанет. Дослушивать, чем закончится этот нагоняй, мы не стали. Хоть это и вызывало улыбки. Однако ребятам в боксах сейчас точно было не до смеха. Наверняка щемились кто куда, на ходу хватая инструменты. Мы же отправились в гостиницу. Цену-то мы обсудили, и по моим прикидкам эта сумма у нас имелась. Но необходимо было выяснить, сможем ли мы потянуть полную поездку, включая остальные расходы. Скорее всего, по итогу всей затеи оно окупится с лихвой. К тому же принесет колоссальную прибыль. Но в данный момент мы шли ва-банк. Ведь помимо камней, мы ставили на кон еще и жизни. Притом не только свои. Глава 19. Ну что, пора? Мы набились в один номер. 3 уселись на кровать, посередине комнаты поставили табурет. Валера и Дикий заняли место прямо на полу. Все, на этом свободное пространство закончилось. Хорошо, что Тузик носился где-то на воле, иначе ему бы пришлось остаться в коридоре. Предварительно по пути мы зашли в банк и проверили свои счета. За последнюю пару месяцев заработок составлял большой минус.
То, что мы собирали в дороге, это ничто по сравнению с тратами на 5. А ведь основные расходы я брал на себя. Но соглашусь, что это глупо содержать еще 3 взрослых самостоятельных людей. Однако сработала сила привычки. В той жизни я часто поил друзей, покупал им девок и снимал номера. А почему нет, когда денег столько, что их реально не успеваешь тратить? В мешке, конечно, ситуация иная, но уж как получилось, назад не вернуть. Да и спрашивать с них за эти камни язык не повернется. Значит, итог, который мы смогли подвести, оказался не сильно утешительный. Мы в самом деле поставили на это все до копейки. И многое зависело от того, с какой интенсивностью станут тратить по пути патроны и топливо. Камней у нас было, честно сказать, впритык. Чуть влево и все, придется влезать в долги. Рискованно, согласен, кивнул я. Но сами посудите, что для нас стоит отыскать нычку. Дикий выйдет в рой, и мы в течение 10 минут увидим самые крупные залежи в радиусе 100 километров. «Так, может, давай сходим?» – предложила Гайка. «У нас 3 суток в запасе». «Ага, сейчас, побежали», – добавил в голос как можно больше сарказма Дикий. «На тебе еще прошлые шрамы от пуль не разгладились». «Дикий прав», – согласился я. «Не думаю, что стоит покидать форт все это время». «Бедный Тузечка», – вздохнула Ольга. «Опять ведь как свинтус весь придет». «Ничего, отмоем, тем более, что ему это нравится», – усмехнулся я. «Мне вообще думается, он специально перед приходом по грязи катается. Исключительно, чтобы вы его щеткой почесали». «Ну и чем тогда заниматься будем?» – задала резонный вопрос Гайка. «А ничем». Хлопнул я рукой по коленке. «Объявляю выходные. Я слышал, здесь баня имеется. И вроде как даже с бассейном». «У нас камней и так в обрез», – подал голос Валера. «Нычку по пути вскроем», – отмахнулся я. «К тому же наша задача довести до нулей боеголовки. А там, насколько я помню, еще и с боеприпасом несколько грузовиков. Уж пару десятков камней мы потратить в состоянии». «В таком случае я только за», – согласился тот. «Девку бы, конечно, еще. А то че я как этот?» «Фига себе запросы у человека», – выпучил глаза Дикий. «А тебе что, тоже захотелось?» Тут же прицепилась к нему Гайка. Кабелина!» Она пригрозила ему кулаком. Ольга тоже посмотрела на меня с нехорошим прищуром, но промолчала. Скорее всего, потому что я не стал комментировать это предложение. Зато Валере тут же досталось. «Ты лучше нормальную девушку себе найди», прозвучал ее дельный совет. «Ходишь бобылем. Тебе уже сколько? 40? 45?» «Оль, я считаю, что это не наше дело». Остановил я свою невесту. «Может, еще не нашлась та самая?» «Да не». Совсем не обидевшись, отмахнулся тот. «Так-то Оля права. Но где же их взять-то нормальных? Не везет мне с женщинами, не знаю почему». «Извини, Валер», поняла она, что слегка перегнула. «Ну хочешь, мы тебе выбрать поможем». «Кого?» – выпучил глаза тот. «Шлюху?» «Ну ты че, совсем дурак?» – постучала себя по лбу Гайка. «Ты как себе это представляешь? Девушку, конечно». «Так, девки», – зашевелился Дикий. «Кажется, пора расходиться. Что-то вас не в ту степь понесло». «Фу», – напустила на себя самоуверенность Ольга. «Спорим на 100, что к завтрашнему утру он уже при подруге будет». «Понеслась», – протянул руку тот, и прежде чем я успел что-то сказать, Гайка выступила в роли секунданта, разбив хват, скрепляющий спор. «Моть, дай денежку», – повернулась она ко мне с лисьей мордой. «Ага, на», – усмехнулся я. «Если вы думаете, что я такой номер пропущу, то вы заблуждаетесь. Погнали в кабак. А почему бы и нет? Мы в этом дерьме плаваем уже чуть ли не год. В конце-то концов заслужили, наверное, отдых». Выйдя на улицу, осмотрелись, прикинули маршрут, глядя в путеводитель, и, тыкая в него пальцами, отправились в ближайшее заведение. Оно носило название «Карамболь». С первого взгляда оно показалось очень приличным местом. Народа не сказать, чтобы много. И, как выяснилось в итоге, кабак является скорее местным клубом по интересу. Здесь стояли около 10 бильярдных столов, и 8 из них оказались уже заняты. По краям расположились диваны с небольшими журнальными столиками перед собой. Видно было, что владелец пытается выдержать единый стиль. Но в мешке отыскать одинаковую мебель практически нереально. Здесь не пойдешь в магазин и не закажешь все из одной коллекции. Однако все это обыграно со вкусом, и атмосфера царит спокойная, уютная. На столиках практически у всех стояло пиво и разного рода закуски. Крепкий алкоголь обнаружился лишь на единственном. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, девушек здесь, скорее всего, не найти.
Нет, они, конечно же, были. Вот только точно такие, как и наши, то есть уже занятые. «Ну что?» – усмехнулся Дикий. «Задача усложняется?» «А ты не гони коней», – отмахнулась та. «Мы еще даже разогреваться не начали». «Может, в другое место пойдем?» – неуверенно предложила Гайка. «Не», – покачала головой метла. «Чует мое сердце, именно здесь нам повезет. Занимайте место». «Как знаешь», – усмехнулся Дикий и с умным видом осмотрел оставшиеся бильярдные столы. «Вот этот бери». Непонятно, чем он руководствовался, чтобы остановить свой выбор именно на нем, но я доверился профессионалу. Наша компания заняла диван, я же направился к стойке. «Мы вон тот стол возьмем», – ткнул я пальцем на наш выбор. «Ну и пиво, кружку темного и 4 светлых. Хотя стоп, безалкогольное есть?» «Если только бутылочное или в банках», – кивнул бармен. «В таком случае одну кружку любого». Я слегка подправил заказ, вспомнив, что Гайка все же беременная. Да, и пожевать чего-нибудь в виде закуски. За 5 литров пива час на столе бесплатно. Озвучил приятный бонус бармен. С вас 7 камней. А так, сколько час стоит? Поинтересовался я. Боюсь, мы не сможем пить и играть одновременно, чтобы халяву сохранить. 5 камней. Охотно ответил тот. Выложил перед ним 2 прозрачных кристалла, и тот моментально смел их полотенцем в ладонь. «Вам стол на все считать?» Сверкнул он улыбкой. «Или сдачу депозитом пока оставить?» «Да, давайте второй вариант», кивнул я. «А скажите, девушки к вам заходят?» «Вы направо взгляните», кивнул тот, намекая мне, что вопрос наитупейший. «Да нет, я имею в виду свободный», поправился я. «Разные люди приходят», пожал он плечами. «Но если вам прям сильно надо, то дальше по улице имеется специальное заведение». «Нет, спасибо», – улыбнулся я. «Заказ принесете?» «У нас самообслуживание», – вежливо ответил тот. Через пару минут мы с Диким перенесли пиво и несколько тарелок за наш столик. Валера тем временем выставил шары на столе и уже натирал мелом кий. «Оль, ну чё, готова продуть мне первую партию?» – с улыбкой спросил он. «Ха, готовь голый зад, потому как собираюсь разделаться с тобой в сухую», – уверенно поднялась она с дивана. «Сейчас я тебя научу родину любить». «Пусть все видят, какой я добрый», – ухмыльнулся тот. «Разбивай». С голым задом Ольга, конечно, погорячилась, но, само собой, это все было в шутку. Однако играли оба довольно прилично. В самом начале она вбила в лузу 3 шара подряд. Ближе к середине партии они уже пытались усложнять сопернику удар, выставляя шары так, чтобы загнать их в лузу оказалось не так просто. На лицах азарт, а и счет на держателе практически равный. Валера проигрывал всего 1, и естественно, что болел я за свою невесту. Но честной схватке не мешал, разве что подбадривал Ольгу и высмеивал неудачи соперника. Время пролетело довольно быстро, и вскоре бармен оповестил, что требуется продлить стол. Мы как раз собирались заказать по второй партии пива. Как оказалось, наш депозит даже не трогали, что приятно удивило. Я-то вначале подумал, что он молча списал всю стоимость за игру на бильярде. В карамболь мы пришли часа в 3 ночи, потому и смогли занять свободные места и стол. Сейчас народу сильно прибавилось, и даже у стойки 2 стула оказались заняты. В азарте игры мы как-то упустили тот факт, что люди начали прибывать, но, как выяснилось, у девушек все было под контролем. Ольга вовсю щебетала с одной, что прибыла с соседней компании, и уже махала рукой Гайки. На бильярде разразилась битва титанов. Играли Дикий и Валера, которые оказались победителями нашего мини-чемпионата. Пока я перенес все пиво, Валера разделался с Диким, обойдя его на 2 шара. А судя по тому, что на столе осталось ровно столько же, один из которых биток, то отыграться ему уже не светит. Дикий с умным видом спокойно отошел от стола, и к Валере тут же подошли Ольга с девушкой. Гайка отправилась на диван к своему возлюбленному. Хитрый ход со стороны Ольги удался, и вскоре Туфля, а именно так звали нашу новую знакомую, разделывала нашего Валеру почти в сухую. Мы только диву давались, настолько лихо она вгоняла шар за шаром в лузы. При каждом ударе она грамотно выстраивала ситуацию на столе, либо подготавливая себе очередной шар, либо оставляя противнику позицию, невозможную для результативного хода. По окончании партии она охотно присоединилась к нам и оказалась довольно общительной. Щебетала, смеялась, рассказывала различные истории о приключениях в мешке. На самом деле здесь у каждого человека было что рассказать. А если нет, то это скорее всего мертвец или ботаник-домосед, и здесь просто не выживет.
Ну а как иначе? Если уж приходится выходить за стены, то без приключений мешок тебя точно не оставит. Даже если в прошлой жизни человек имел статус забитого, то продержавшись в этих условиях месяц, любой превращался в воина. И верни такого обратно, все те старые обидчики станут молить его о пощаде. И если этого не случилось, значит он труп, иначе здесь не бывает. Туфля тоже попала сюда гламурной. Ногти по 5 сантиметров, солярный загар, модные босоножки и бутылка шампанского в руке. Однако в первую же ночь, когда она добралась до форта, в ее руке находилась только босоножка, притом в единственном экземпляре. Сарафан разодран, вся в грязи, от прически и макияжа не осталось и следа. А ребята моментально приклеили к ней погоняло туфля. Ну, уже через неделю перед ней стоял выбор: научиться драться за себя или идти в проститутки. Подъемные закончились. Просто так ее никто содержать не собирался, хотя за секс готовы были заплатить. Взыграла гордость. И, как я считаю, правильно. Сейчас перед нами сидела уверенная в своих силах общительная девушка, и, глядя на нее, абсолютно точно можно сказать, это себя в обиду не даст. Валере она понравилась. Он всячески пытался за ней ухаживать, и та вроде как не была против. Разошлись уже под закрытие бара. С улицы доносились постоянные пулеметные очереди, и под эти канонады мы отправились в гостиницу. На завтра культурные мероприятия уже оплачены. Мы с Диким озаботились данным вопросом. И пока девчата оставались под присмотром Валеры, сгоняли до местной сауны. Суровый начальник охраны тоже времени даром не терял. И к концу наших посиделок уже успел договориться с Туфлей на завтрашнее утро. Само собой, ее все заверили в том, что это чисто дружеская посиделка, и она никому ничем не обязана. 100% не будь в нашей компании девчат, Валера бы остался в гордом одиночестве. Дикий хоть и проспорил 100 камней, все же имел довольный вид. Выигрыш решили дружно прогулять завтра, а также настрого решили, что это будет последний загул. Ведь остается лишь ночь на отходняк и подготовку к предстоящему делу. «Нет, Туфля, тебе с нами идти не стоит». В очередной раз Валера доказывал несостоятельность идеи своей подруги. «Ты даже не представляешь, куда хочешь влезть». «Значит так, дорогой мой человек», — серьезным тоном произнесла та. «Ты мне не муж. И, как я поняла, главный здесь он». Она указала в мою сторону пальцем. «А ты на меня стрелки не метай», — усмехнулся я. «Валера взрослый дядя, сам способен принимать решения». «Как только мы все закончим, я сюда вернусь», — пообещал тот. «Ты эту лапшу девчонкам 17-летним вешай, понял?» — разозлилась та. «Я с тобой, может, и спать даже не собиралась. Тоже мне кавалер». «Да чё ты на меня смотришь?» – удивленно возмутился Дикий. «Если хочешь знать мое мнение, то я не против. Лишние руки нам не помешают. А судя по тому, как она тебя в бильярде уделала, стреляет наверняка отменно». «Пес, пойдем поговорим». Впервые за все время Валера назвал меня так, как это делали все вокруг. Ну, кроме разве что Ольги. «Что хотел?» – уточнил я, когда мы отошли чуть в сторону. «Я ей не доверяю», – тут же выпалил тот. «Хрен ее знает вообще, кто она такая». «Ну, здесь я согласен», – кивнул я. «Но ведь может так статься, что она нормальная, и ты сейчас просрешь свой шанс на настоящие отношения». «Так что мне делать-то?» – почесал затылок тот. «А если ее грохнут через день?» «И ты решил, что я должен взять на себя эту ответственность?» – удивился я. «Нет уж, давай-ка ты сам решай. Но даже если она окажется одной из тех, кого мы пытаемся отыскать, то разве не этого мы добиваемся? Ну а в противном случае у тебя есть все шансы обзавестись постоянной спутницей». «Спасибо», – засиял в лице тот, и мы вернулись за общий стол. Туфля смотрела на Валеру, не скрывая своего вопроса. Он явно читался на ее лице. Тот же все еще не мог найти верное для себя решение, и пауза стала затягиваться. «Так, все, девки, я в парную», — поднялась Ольга. «Вы тут решайте, общайтесь, мы пойдем греться». «Гайка, пошли, на нижней полочке посидишь. Ничего с твоим малышом не будет». «В смысле?» Тут же уставилась на нее Туфля и тут же воткнула свой взгляд в Валеру. «То есть беременную можно с собой тащить, а для меня там слишком опасно?» «Ладно, пошли». Наконец сдался Валера при последнем аргументе. «А я уже не хочу». Она поднесла к нему свое лицо и показала язык. «Все, передумала я. Пока ты ломался, тут как целка». Валера, кажется, пребывал в шоковом состоянии, периодически открывая рот и не зная, что сказать. Первая прыснула Гайка, а затем на всю баню раздался звонкий девичий смех.
«Сколько машин будет в колонне?» – спросил сейф, стоя у карты одного из районов. «Пока не знаю», – пожал я плечами. «Предположительно 10, ну, может быть 11». «Значит, идем на 3 БТРах и 4 УАЗах. Думаю, этого будет достаточно», – заключил он. «В крайнем случае твои бойцы помогут, но, надеюсь, такого удастся избежать». «Это мешок, сейф. Здесь ничего наверняка знать нельзя». Отреагировал я. «Возможно, эти бойцы сыграют не последнюю роль». «Посмотрим», – усмехнулся тот. «Вы на своей поедете?» «Ну, а смысл ее скидывать?» – ответил я риторическим вопросом. «Пойдете в середине каравана». Тут же выделил нам место тот. «Мы могли бы помочь», – серьезно посмотрел я на него. «Ты же помнишь, я в прошлый раз совсем не лишним был». «Тогда скидывайте свою каракатицу, я вас в технику распределю», – отозвался сейф, глядя мне прямо в глаза. «Ваша помойка в голове только мешать будет, а в хвосте, не дай бог, потеряетесь». «Да жалко, блин», – почесал я макушку. «Может, мы у тебя ее в боксе пока поставим?» «Мне она здесь нахер не упала». В своей манере огрызнулся тот. «Можешь на стоянке форта ее оставить. Или езжайте там, где говорю». «Ладно, подумаем». Выдержав паузу, ответил я. «К завтрашнему вечеру я тебе все скажу». «И я, по-твоему, должен в последний момент все переделывать, так?» Все равно остался недовольным сейф. «Все, пойдете в центре колонны. Здесь тебе не там, понял?» «А это вам не это», – пробормотал я фразу прапорщика из фильма ДМБ. «Понял, чего не понять». «Ты мне тут не умничай», – снова огрызнулся тот. «Я ведь могу и вернуть предоплату». «Да все, успокойся уже», – отмахнулся от него я. «Завтра в 2 часа колонна зайдет в форт. Выезжаем на следующий вечер. И вот еще что, с нами будет синий». «Чего?» – не понял сейф. «Какой нахер синий? Пьяный, что ли? Кто или это погоняло такое?» «Нет, сейф», – покачал я головой. «Реальный синий, тварь. Ты че, издеваешься сейчас надо мной?» В его голове никак не могло уложиться подобное. «Ладно, хер с ним, но клетка должна быть крепкая. Если он выберется, я его завалю». «Ты не понял», – усмехнулся я. «Он будет не в клетке. Это наше домашнее животное». Дальнейшую его речь проще запикать, потому как из нормальных слов там присутствовали только предлоги. Я спокойно выслушал все это. Затем выслушал, что так шутить совсем не смешно. Несколько раз получил направление в дурдом и даже напутствие в писатели фантастики. «Сейф, я не шучу». Выслушав эту тираду с каменным лицом, произнес я. «У Ольги дар. Она может брать под контроль тварей, а этот каким-то образом отключился от сознания стаи. Теперь он постоянно с нами и ведет себя довольно мирно». «Ты чё, издеваешься?» Снова взвился тот. «Можно о таких вещах сразу предупреждать. Вот дернул меня черт с тобой связаться, ведь знал же, что ты придурок». «Он тебе понравится», усмехнулся я. «Сам еще щенков от него просить будешь». «Да иди ты в жопу», рявкнул тот. «Все, вали отсюда, пока я тебя не пристрелил. Завтра в 2 жду колонну». Я с улыбкой развернулся на выход, а в спину уже летели матерные команды, которые тот раздавал своим людям. Ну что, время пришло? Мы стояли у выхода из форта. Постараюсь все сделать быстро. «Будь осторожнее», напутствовала меня Ольга. «Тузик уже ждет на границе буферной зоны». «Хорошо». Я поцеловал ее и повернулся к воротам. «Сидите смирно. Наружу не суетесь. Я скоро». «Да вали ты уже!» С улыбкой отмахнулся Дикий. Я выбрался на периметр, предварительно заполнив легкие зеленой пылью. Ее действия как раз должно было хватить, чтобы преодолеть буферную зону и отыскать место для выхода во внешний мир. Тузик появился сразу, как только я свернул в первую подворотню. Нарезал вокруг меня несколько кругов, дал погладить и тут же телепортировался метров на 100 вперед. Я проследовал за ним, уже понимая, что в данный момент в его шкуре находится сознание Ольги. Может, оно как-то не так работает, но то, что она сейчас видит его глазами и управляет его действиями, факт. Мы вышли на широкую дорогу, никакой опасности вокруг не обнаружилось, как и внезапного проезжающего мимо транспорта, и я поднес к губам смесь коричневой и белой пыли. Вывалился во внешнем мире не совсем удачно, прямо на проезжую часть. Хорошо, что в ночное время суток здесь было не столь оживленное движение, как это наблюдалось днем. Однако я все равно поспешил поскорее удалиться. Осмотрелся, сориентировался и почти сразу заметил большую вереницу машин, что припарковалась на краю дороги на обочине.
После чего быстрым шагом направился к ним. Оружие я скидывать не стал, потому как не собирался долго пребывать в этом мире, а в мешке без него никуда. Так и подошел к первой машине, заставив неслабо перепугаться водителя. «Меня ждете?» – спросил я. «Не знаю», – потерялся от неожиданности тот. «Вас как зовут?» «Пес». Почему-то представился я именно так и не прогадал. «Значит, вас», – кивнул водитель и взялся за рацию. «Всем машинам! Встречающий подошел!» Он повесил микрофон на панели и снова обратился ко мне. «Ну что, куда едем?» «Вы никуда», – ответил я. «Все водители свободны. В какой машине люди?» «Третья и четвертая», – пожал плечами тот, все еще недоумевая, что вдруг происходит. «Свободно, я сказал», – повысил я голос. «А как же мы это, на такси?» – догадался я, что он имеет в виду. Я развернулся и направился к технике, возле которой кучковались люди в камуфляже. «Старший кто?» – поинтересовался я. «Я», – сразу отозвался один из них. «Нужно 10 человек, которые умеют водить», – озвучил я требование. «У нас тут все умеют», – с сильным иностранным акцентом ответил старший. «Тогда определи людей за руль и сцепите все машины в одну кучу. Нужно, чтобы получился паровоз». Продолжил я давать указания. «Это зачем так?» – удивился тот. «Вам объяснили, куда вы направляетесь?» – уточнил на всякий случай я. «В общих чертах», – покрутил рукой в воздухе тот. «Сказали, что это какой-то секретный эксперимент, и взяли подписку о неразглашении. Да ты не переживай, командир, мы не первый день этим занимаемся, часто берем подобного рода контракты». «Боюсь, такого вы еще не видели», – усмехнулся я. «Чего ждем? Время идет. Давайте, шевелитесь уже». Пока технику скрепляли между собой тросами, я подошел к водителям и выдал легенду про секретность. Объяснил, что гражданским там делать нечего, и отправил всех в сторону заправки, откуда те должны будут уехать на такси. Как только машины подцепили, двигатели затарахтели, и мы медленно, не спеша, под удивленные взгляды отъехали от места стоянки. Представляю, как это все выглядело в глазах водителей, когда 11 машин привязали друг к другу, и они поползли по трассе своим ходом. Лично я бы точно такое на YouTube залил. Пару лямов просмотров подобная клоунада обеспечит. Однако на самом деле было не до шуток. Самое сложное впереди. Еще неизвестно, что нас встретит там, и хорошо, если это будут просто твари. «Всем машинам, внимание!» – поднес я рацию к губам. «Никому не превышать скорость 10 км в час. Тормоза не давить. Что бы вы ни увидели перед собой, как поняли?» «Принял», – посыпались ответы. «Колонна, стоп! Через 3, 2, 1!» Дал я очередную команду и не спеша начал останавливать импровизированный поезд. Я находился за рулем головной машины. Сейчас будет самый ответственный момент, и важно, чтобы никто не тупил, иначе часть колонны потеряется во внешнем мире. Стоит лишь порваться тросу, тогда придется возвращаться. А к тому моменту в мешке уже могут появиться отряды тварей во главе с зелеными. Пыль заполнила легкие, и я принялся выискивать облако, способное пропустить сквозь себя наши габариты. Как только зафиксировал подобное, снова поднес рацию к рту. «Двинули!» – произнес я. «Повторяю еще раз, не тормозить и не превышать скорость. Готовность 3, 2, 1». Я несколько раз глубоко вдохнул, мысленно надеясь на то, что все пройдет хорошо, и медленно начал отпускать тугое сцепление. Машина аккуратно, плавно съехала с места, и я с волнением наблюдал в зеркала, как позади остальные также пришли в движение. Глава 20. Поехали. К моему удивлению, все машины прошли через брешь и дружным паровозиком вывалились в мешке. Теперь оставалось добраться до форта, и желательно как можно быстрее. Тузику, а точнее Ольге, которая наблюдала за ситуацией его глазами, хватило мгновения, чтобы оценить ситуацию. И как только она убедилась, что все идет по плану, питомец сразу скрылся в подворотне, дабы не раздражать вооруженных людей. Машины медленно ползли по направлению к форту, продолжая находиться в сцепке. Мы успели добраться до буферной зоны, когда сзади раздался хлопок, перешедший в тонкий звон. Словно кто-то поднес к уху камертон, который никак не желал успокаиваться. Ворота поползли в сторону, пропуская вереницу внутрь, где нас уже встречал сейф, а чуть впереди промелькнул зад нашего броневика, который почти сразу скрылся за поворотом. Сейф призывно махнул рукой, тем самым показывая, чтобы мы следовали за ним, а затем увидел за рулем головной машины меня. Я растянул губы в улыбке, глядя на то, как тот сразу же сплюнул в сторону и раздраженно отмахнулся.
Как только ворота закрылись за последней машиной, я скомандовал колонне «Стоп». Теперь уже спешить не имеет смысла, и можно спокойно снять тросы, что скрепляют технику между собой. Покончив с этим, Уралы один за другим проследовали на общую стоянку форта. Разместить эту вереницу у ангара сейфа не представлялось возможным. Машины выстроились в ровную линию. И к нам тут же поспешил вооруженный охранник с рацией в руке. «Доброй ночи», – вежливо поздоровался он. «Мне сказали, что вашим людям необходимо пройти в комендатуру для регистрации». «Хорошо, спасибо», – кивнул ему я. «Мы как раз собирались это сделать». «Так, господа наемники, выходим и все дружно следуем за мной». «Что это за место?» Первым делом поинтересовался командующий отрядом. «Где мы?» «А вот на это вы сейчас и будете получать ответ», – усмехнулся я. «Давайте, шевелитесь». Последняя моя фраза была лишней, потому как все они уже построились и ожидали лишь команды. Она не заставила себя долго ждать, и вскоре все 60 человек втянулись в здание комендатуры для получения вводных инструкций и регистрации в мешке. Я, наконец, смог выдохнуть. Первый этап запланированного прошел как по маслу. Теперь можно не спеша отправляться на стоянку, где наверняка уже вовсю работают люди сейфа. «Ну, что скажешь?» – подошел я к нему и встал рядом. «Пока не знаю», – пожал он плечами. «Машины новые, что уже хорошо. Скорее всего, здесь полный порядок. Но некоторые узлы проверить не мешает. Сам понимаешь, военная техника хоть и надежна, но иногда все же страдает от качества сборки». «У тебя все готово по второму пункту?» – поинтересовался я. «Да, твоих людей встретят», – кивнул тот. «Пусть после регистрации идут в ангар. Там должно быть все готово». «Хорошо», – улыбнулся я. «Спасибо за помощь». «Ты мне за это заплатил», – спокойно пожал плечами тот. «Все, вали отсюда, не мешай работать». И я не спеша направился к своим. Они стояли чуть в стороне и не вмешивались в нашу с сейфом беседу. «Так, думаю, бойцов в комендатуре продержат пару часов, а то и больше», – сказал я, подойдя к ним. «Может, пожрать пока сходим? Заодно им тоже места забронируем». «Да, можно», – кивнул Дикий. «Смысл там в дверях торчать?» Наемники вывалились на улицу. Их лица говорили гораздо больше, чем любые слова. Уж не знаю, что именно им сказали при заключении контракта, но в данный момент они явно пребывали в шоке от услышанного. Наверняка многие даже не поверили в существование всего этого. Ну ничего, скоро они сами все увидят. «Господа, прошу за мной», – встретил я их с широкой улыбкой. «Слушай, командир», – от отряда отделился старший. «Так это все правда, что они нам сейчас рассказали?» «На все 100%, кивнул я. «Верни нас обратно», – тут же выпалил он. «Мы на такое не подписывались». «Разве вам не объяснили, что подобное невозможно?» Приподнял я бровь в удивлении. Само собой, что удивлялся я наигранно. Просто хотелось понаблюдать за их реакцией. «Но как же?» – почесал макушку тот. «Ведь ты смог». «Кто вам такое сказал?» В очередной раз изобразил я удивление. «Нет, парни, здесь, к сожалению, система Ниппель». «Мы разрываем контракт». Не найдя, что ответить, выдал командир отряда. «В нашем договоре такого не было, и мы вправе отказаться от него. Верните нас обратно. Я знаю, что вам это под силу». «Значит, слушай сюда». Я сменил тон на более сухой и холодный. «Тебе заплатили большие деньги. Теперь ты и твои люди выполните свою работу. Иначе я сделаю все, чтобы этот ваш контракт стал последним». «Мне нужно поговорить со своими людьми». Лицо старшего дрогнуло на моих последних словах. «Хорошо, только давайте побыстрее». Недовольно поморщился я. Тот отошел в сторону и, выстроив людей в круг, принялся рассказывать им о последствиях. Они слушали молча, и по их лицам было понятно, что никакой радости от новостей отряд не испытывает. Совещание длилось несколько минут, после чего старший отделился и снова направился в мою сторону. «Мы согласны», – с кислым лицом ответил он. «Замечательно, особенно если брать во внимание, что у вас не было выбора», – усмехнулся я. «А теперь, когда мы закончили с претензиями, прошу следовать за мной». Вереница людей потянулась по улице форта в столовую. Любопытство сие шествие не вызвало. Такие толпы вооруженных бойцов здесь не редкость. Караванщики часто прибывают сюда и точно так же организованно ходят на обеды. Когда мы бронировали им места в столовой, даже не удивились и не задавали лишних вопросов. Мы даже выйти не успели, когда обслуживающий персонал установил на необходимое количество мест табличку «Стол занят».
«На прием пищи 20 минут», – скомандовал старший, и бойцы быстро подхватили подносы и выстроились с ними у раздаточного окна. На сей раз мы не стали далеко отходить и остались дожидаться их у входа. Нам спешить некуда, впереди еще весь день, а выезд назначен на завтрашний вечер, который всегда в случае чего можно отодвинуть еще на сутки. «Вроде как все по плану», – произнес Дикий и, плюнув трижды через плечо, постучал по деревянному откосу. «К сейфу их после обеда?» «Ну а куда еще?» – пожал я плечами. «Не в гостиницу же?» «Нет, ну мало ли, может еще какие мероприятия запланированы?» – усмехнулся тот. «Хватит с них на сегодня», – отмахнулся я. «И так уже не слабо потратились». Вскоре наемники, отдуваясь, начали выходить на улицу. Порции в этой столовой поистине были богатырскими, и съесть такой обед полностью удавалось далеко не каждому. Мы дождались, когда заведение покинут все, и я в очередной раз попросил бойцов следовать за мной. На сей раз вопросов больше не возникло, и мы дружно двинулись к ангару сейфа. Всю технику зачем-то выгнали на улицу, освободив огромное пространство подарочным сводом. Я уверенно вошел внутрь, а следом за мной втянулись остальные, и в этот момент двери помещения с грохотом закрылись за нашими спинами. Вокруг нас, поднимая ветер, замелькали размытые силуэты людей сейфа, которые находились под эффектом синей пыли. Они менее чем за секунду уложили 6 десятков вооруженных людей, а спустя еще мгновение шустро спеленали их, связав руки и ноги. «Дальше что?» Из тени появился хозяин помещения, скрестив руки на груди. «А дальше я буду с ними разговаривать», – пожал я плечами. «Очень надеюсь, что одного дня будет достаточно, чтобы выяснить, кто же является их нанимателем». «Оставлю тебе пару ребят», – кивнул тот. «Кровь после себя не забудь вымыть и технику обратно загоните». «Да технику можно хоть сейчас под крышу вернуть», – усмехнулся я. «Она нам никак не помешает. Сопротивляться теперь они вряд ли смогут. Мы вон там в уголочке за своей броней побеседуем». «Прав был бес», – с задумчивым видом вздохнул тот. «Он-то здесь при чем?» Не понял я и посмотрел на сейфа. «Он как-то сказал, что ты, возможно, станешь одним из самых опасных людей в мешке, и лучше с тобой дружить, чем записывать в стан врага», – произнес тот, вызвав у меня еще большее удивление. «Но ведь мы с тобой друзья», – не подав виду, усмехнулся я. «А значит, тебе нечего бояться». «Надеюсь», – хмыкнул тот и вышел на улицу. Через минуту двери ангара снова распахнулись, и техника потянулась внутрь, выпуская удушливые клубы дизельного дыма. Минут через 10 все было закончено, ворота вновь закрыли, а связанных наемников оттащили в дальний угол, который прикрывал от прямого взгляда инкассаторский «Мерседес». Они почти все уже пришли в себя и сейчас крутили головами, не понимая, что вдруг происходит, и каким образом их так быстро упаковали. «Эй, что происходит?» Ровно этот вопрос и задал старший. «Все хорошо», – улыбнулся я и сел перед ними на стул. Дикий, Валера, Гайка, Ольга и даже Туфля встали за моей спиной. Двое человек, которых оставил сейф, не стали принимать участие в беседе и спокойно курили у ворот, выпуская дым в щель между неплотно прикрытыми ставнями. Все остальные, включая хозяина ангара, скорее всего, отправились на стоянку, чтобы завершить осмотр техники. «Значит, предлагаю один раз», – сухим тоном начал я. «Мне очень хочется знать, кто ваш наниматель и что конкретно вы должны были сделать. Вы, конечно, можете поиграть в героев и все такое, но в этом случае вам вряд ли удастся выжить». «А ты уже придумал, куда будешь девать 60 трупов?» С усмешкой поинтересовался один из них. «Возможно, ты не до конца понял, куда попал». Охотно, спокойным голосом ответил я. «По этому поводу я даже париться не буду. Просто вывезу вас за периметр и выброшу за первым поворотом. А минут через 10 от вас даже костей не останется. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство, и теперь мы сможем спокойно поговорить». «А ты не боишься нас отпускать?» Самоуверенно поинтересовался еще один из присутствующих. «Во-первых, в очередь, если, конечно, в твоем вопросе кроется угроза», усмехнулся я. «А во-вторых, когда вы впервые выйдете за пределы форта, я стану самой малой из ваших проблем. И по традиции, я даю вам право задать еще один третий вопрос, но он станет заключительным на сегодня, по крайней мере до тех пор, пока я не услышу интересующие меня ответы». «Мы заключили контракт с компанией Wire», ответил старший. «И чтобы это выяснить, не обязательно было устраивать цирк. Можно было просто спросить,
«Что у вас всех за акцент такой странный?» – поморщился я. «Никак не могу понять». «Мы сербы», – также спокойно ответил тот. «Все, ты удовлетворил свое любопытство. Можно теперь развязать нас». «Вайр, никогда о такой не слышал». Сделал я задумчивый вид. «А теперь давай-ка, скажи мне правду, кто нанял вас на самом деле. Мне нужно знать имя, кличку или фамилию этого человека». «Я сказал тебе правду. Ты можешь проверить бумаги. Там все написано», — ответил тот. Остальные угрюмо молчали, ожидая, чем же закончатся наши переговоры. То, что несли на себе бумаги, я прекрасно знал. Вот только это не было правдой. Компания подставная, как и десятки других, которые при тщательной проверке вылезли за ней по цепочке. Отец прислал мне полный отчет об этих компаниях и их владельцах. Едва я появился во внешнем мире, телефон Валеры несколько раз просигналил, оповещая о получении сообщений на электронную почту. Все это я успешно скачал и даже ознакомился, так что прекрасно знал. Эти люди знакомы со своим нанимателем, они встречались лично. Осталось лишь выяснить, кто он такой. «Оль, помоги мальчикам вспомнить», — обернулся я к своей невесте. Ее глаза моментально вспыхнули, а из кузова нашего броневика уверенной поступью вышел Тузик. На сей раз он не спешил. Спокойно обошел связанных людей и обнюхал каждого. Затем приблизил свою жуткую морду к лицу командира и низко, утробно зарычал, не забывая при этом пускать слюну. Несмотря на всю свою суровость и наверняка многолетний опыт боевых действий, командир наемничего отряда намочил штаны. Не без помощи Дикого, который усилил эффект, использовав фиолетовую пыль. Но надо отдать должное старшему, сознание не потерял, хотя и сильно побледнел лицом. «Ну как, пробелы в памяти заполнились? Или мне попросить его обглодать твое лицо?» Напустив как можно больше льда в голос, поинтересовался я. «Повторяю свой вопрос в последний раз. Кто ваш наниматель? Неужели молчание стоит того, чтобы стать кормом для твари?» «Его зовут Саймон», — севшим голосом ответил тот, а Тузик шмякнулся на задницу, продолжая сверлить его голодным взглядом и не забывая нервно размахивать хвостом. «Убери его, пожалуйста!» «Как только услышу все, что хочу знать», — кивнул я. «Это все, что я знаю», — снова соврал тот, и я обернулся через плечо на Ольгу. Та кивнула, и вновь ее глаза засветились радугой. А Тузик мгновенно метнулся на человека, что сидел рядом со старшим, и вгрызся в его лицо. Крик метнулся под крышу ангара и заплясал, отражаясь эхом от стен. Наш питомец урчал, чавкал, тем самым только усиливая эффект от того кошмара, что завладел сердцами грозных воинов. Одно дело, когда ты участвуешь в битве, в твоих руках оружие и шансы примерно равны, но вот так смотреть, как твоему товарищу, чей крик перешел в нелепое бульканье, обгладывают лицо. Некоторые бойцы попытались скачать, но Тузик обладал такой скоростью, что у них не было ни единого шанса. Первая двойка завалилась на пол с разорванным брюхом, вываливая кишки под ноги своим товарищам. Следующий получил хлесткий удар шипастым хвостом по черепу и завалился сломанной куклой обратно. Его дыхание стало частым и прерывистым, а вокруг головы образовалась кровавая лужа. Валера в этот момент пытался угомонить людей сейфа, которые заметили синюю тварь в своем помещении и уже спешили разделаться с ней, вскинув стволы автоматов. К нему тут же поспешил Дикий, с пояснениями и просьбой не мешать, и уж тем более не бояться. А Тузик в это время продолжал рвать беспомощных людей, оставляя без внимания лишь старшего, который сидел на залитом кровью полу и каждый раз вздрагивал, когда его ушей касался душераздирающий крик и хруст костей. «Хватит, стой!» – закричал он. «Останови его! Я все скажу, стой!» Глаза Ольги в очередной раз вспыхнули, и наш питомец мгновенно замер. Он снова вышел вперед и уселся напротив командира. Вся его морда испачкана в крови. Она, стекая, скапливается на подбородке и огромными каплями шмякается на бетонный пол. Даже меня, уже привыкшего к происходящему в мешке и однажды видевшего работу Тузика на площади, проняла эта картина. А что уж говорить о новичках, пусть даже таких суровых. Дикий с Валерой все еще ругались с людьми сейфа, но делали это, уже находясь у ворот ангара. Со стороны пленников не доносилось ни единого звука. Тварь четко знала свое дело и не оставила в живых никого из тех, кто попал под ее удары. Однако выжившие еще остались, правда чуть меньше половины, и все они сейчас сбились в кучу и тряслись от страха, прижавшись друг к другу. Более или менее достойно держался только командующий. «Я тебя слушаю», – спокойно произнес я.
И хотя мои руки предательски дрожали, голос сохранил твердость. «Его зовут Саймон», — повторил он то, что я уже слышал. «Он рассказал мне, куда попадет наш отряд. Но я не думал, что все это окажется правдой, ведь так не бывает». «Меня мало интересует твое мнение», — перебил его я. «Кто этот Саймон? Я уверен, что прежде чем подписать контракт, ты выяснил о нем все». «Я не смог», — покачал он головой. «Этот человек тень, его не существует». «Что вы должны были сделать?» – спросил я. «Сопровождать груз», – ответил тот и снова сказал полуправду. «Послушай меня, серп». Я немного наклонился в его сторону. «Я попрошу Тузика завершить начатое. Если ты еще хоть раз дашь мне для этого повод, что вы должны были делать?» «Сопровождать груз до места под названием 0/30, ну или примерно до этого района». Моментально после угрозы затараторил тот с еще более диким акцентом. «Затем убить всех, кто помимо нас будет в сопровождении, и передать груз связному. Оружие и патроны, а также саму технику можно было оставить себе». Имя связного. Откинувшись назад на спинку стула, задал я следующий вопрос. «Вначале нас должен был встретить некий хан, но пару недель назад пришли новые данные». Уже более охотно продолжил тот. «Нового человека зовут Пакля». «Ты уверен?» – дернулся я, услышав знакомую кличку. «Как она выглядит? Опиши ее мне». «Здоровая баба с паклей вместо волос». Дал он наиболее точное описание. И я сразу понял, о ком идет речь. Даже не нужно было спрашивать что-то еще. Но как? Я ведь точно помню, что убил ее. Или нет? Я всего лишь слышал ее крик, когда прозрачный склонился над ее раненым телом. Получается, что она выжила? Вот ведь кретин. Нужно было добить ее, проверить в конце концов. Хотя в тот момент мне было не до нее. А ведь достаточно было того, что она дышала, чтобы излечить все эти страшные раны. Идиот, просто конченый дебил. Но впредь я такой ошибки не повторю. «Можно», – тихо произнес я, и Тузик медленно поднялся, утробно зарычав. «Ты обещал!» – только и успел выкрикнуть серп и попытался закрыться рукой от раскрытой пасти синей твари. «Вашу мать!» – орал во всю мощь глотки Сеев. «Нельзя было по-человечески, а? Вот что мешает прострелить башку или колено? Ты посмотри, что ты после себя оставил! Здесь теперь кровью и кишками вонять год будет!» «Да не ори ты!» – отмахнулся я. «Эти уроды завалили бы нас без всякого сожаления». «Да я не против!» Несмотря на мою просьбу, продолжил тот на повышенных тонах. «Но почему нельзя сделать это при помощи ножа или пули? Нахера нужно развозить всю эту грязь?» «Мы же убрались», – пожал я плечами. «Все, чисто у тебя. Здесь полы не мыли со времен постройки. Че ты разошелся? Побрызгаешь соляркой, и никакой вони не останется, кроме той, что для тебя привычно». «Умный, да?» – еще сильнее завелся тот. «Тогда расскажи мне, как ты трупы собрался вывозить?» «В мешках, Сеев, под горой картошки, как и планировал до этого», – ответил я. «И поверь мне, никакой разницы нет. Застрелены они будут в этот момент или разорваны». «Дернул меня черт с тобой связаться!» В очередной раз сплюнул тот. «Ну, чего расселся? Мы едем? Или ты 20 штук заплатил, чтобы кровью тут все заляпать?» «Да поехали. Ты сам здесь ор на всю округу поднял». Пожал я плечами. «И когда у тебя уже динамики сядут?» «Чё сказал?» Прищурил глаза тот и с угрожающим видом приблизил ко мне свое лицо. «Блин, Сеев, не начинай по новой!» Закатил я глаза. «Поехали уже!» Конец 3 книги. Текст читал Алексей Семенов.